Мэтт Динеман. Карл. Обходчик подземелий. Книга 2. Сценарий судного дня Карла. Читает Дмитрий Поляков. Если держать кошку за хвост, можно узнать такое, чего не узнаешь другим способом. Марк Твен. Глава 1. Обходчик. Добро пожаловать на 3-й этаж. Предыдущий уровень рухнет через 3 часа 35 минут. Мы телепортировались прямо из зеленой комнаты в длинный золотой коридор, напомнивший нам о первом коридоре, в который мы входили. «Карл, гляди, мы снаружи!» – закричала Пончик, подняв голову. «Да, точно. Небо развернулось над нами, темное, испещренное точками звезд. Живописное зрелище. Не дать не взять атмосфера на действие Адетты. Все равно ощущалась духота. Я зарядил рогатку, прицелился в звезды и запулил. Пих! Разумеется, камешек отскочил от потолка. Судя по всему, высота метров 7 или 8. «Иллюзия», – констатировал я, – «как в универмаге где-нибудь в Лас-Вегасе. Кажется, что ты на улице, а на самом деле нет». «Да, не весело», – согласилась Пончик. Стены и пол из кирпичей золотого цвета. Красный плюшевый ковер подводил к знакомой двери в конце проулка. Мы приблизились, и дверь открылась сама. Из нее выступила высокая фигура, и мы все трое замерли. Нас поджидал молодой, прекрасно сложенный и до отвратности миловидный мужчина. Смокинг, смугло-сероватая кожа, пара коротких рожек на лбу, как у черта, примерно одного со мной роста. Длинные черные с проседью волосы, забраны в косичку на затылке. Сзади, из-под смокинга, хвост с жесткой кисточкой. За спиной плотно сложены черные крылья, такие, как у летучей мыши. «Привет, Мордекай», — сказал я, разглядывая этот новый облик. «Боже, да чудеса в решете, классно выглядишь». «Ага», — подхватила Пончик, осматривая его с головы до ног. «Я бы не выгнала тебя из постели за крошки на покрывале». И даже привычный уже визг Монго как будто обозначал восторг. «Мордекай, инкуб, уровень 50». В средневековых легендах демон, ищущий сексуальных связей с женщинами. Его женский аналог суккуб. Гёте в Фаусте отождествляет инкуба с кобальдом, духом земли. Цеховой мастер этого учебного цеха. Мирный неигровой персонаж. Инкубы, известные также как гигачады надгорода, суть мужские воплощения пресловутых суккубов. Лощеного, манящего и в конце концов смертоносного инкуба можно отличить по его сногсшибательной внешности, исключительному обаянию и чувственным стопам. Их можно встретить только на городских уровнях подземелья. Они придают новый смысл словам «вырви его и брось от себя». Гигачат. В рекламе черно-белый фотообраз успешного сексуального мужчины, качка, обделенного интеллектом. Если же правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. «Принцесса Пончик, Карл, маленький Монго, добро пожаловать на 3-й этаж», – произнес Мордекай и слегка поклонился. Даже его голос сделался более глубоким. «Учебные уровни позади. Теперь игры начинаются по-настоящему». Он указал нам на вход. Мы прошли внутрь, и дверь за нами закрылась. «Учебные уровни?» – отозвался я. «Да иди ты! И ты вот это называешь учебными уровнями?» «О, слава богу!» – сказал Мордекай, как только закрылась дверь. Он сбросил смокинг, стянул с себя галстук и расстегнул 3 верхние пуговицы. Смокинг был необычного покроя, с длинным разрезом, рассчитанным так, чтобы соответствовать крыльям. «Думал, что вы двое уже не появитесь. Я торчал в этой дряни 3 часа, дожидался вас. Терпеть не могу официальные костюмы». «Интервью длилось долго», — объяснил я. «Насколько я понимаю, публика эту часть не видит?» «Не-а», подтвердил он. «Она видела, как вы входили, и увидит, как будете выходить. Но не видит, что происходит внутри. Это как совещательная комната в суде присяжных». Комната Мордекая выглядела так же, как всегда, но он навел еще более тщательный порядок. В ней волшебным образом появились 2 кровати, которых мы в прошлый раз не видели. «Комната для трансформации, если они понадобятся», – разъяснил он. «Ты помнишь, что произошло с кошкой, когда она съела тот заколдованный корм?» Я сглотнул слюну, представив гнусный желеобразный пузырь, в который тогда превратилась Пончик. «Итак», – сказал Мордекай, – «вы определились с тем, кто пойдет первым. Я предлагаю принцессе...» «Я!» – воскликнула Пончик и запрыгнула на одну из кроватей.
Запускаем волынку». «Хорошо», – согласился Мордекай. «Садись, Карл». Я сел на стул, Монго устроился на моем бедре и запищал. Похоже, он был доволен. «С мамочкой все будет в порядке», – сказала Пончик. «Побудь несколько минут с дядей Карлом, пока я кое-что сделаю. Веди себя хорошо». Малюсенький велоцираптор прижался к моему животу. Мне стало как-то не по себе от того, что так много зубов оказалось в такой близости к моему телу. Я не знал, что случится, если динозавр меня укусит. Подозревал, что он не телепортируется. Скорее, я застыну, как когда-то Фрэнк и Мэгги. Оставалось надеяться, что я этого не узнаю. «Вот и отлично», – сказал Мордекай, взмахнул рукой, и перед нами поплыл экран, как было на шоу Адетты. «Твоя текущая раса кошачья. Вот список доступных рас. Можешь выбирать. Похоже, у тебя 320 вариантов. Они даны в алфавитном порядке. Стоит кликнуть на любую расу, и перед тобой появятся подробности. Следующий час уйдет на то, чтобы их поизучать, а затем я выбираю кошку. Дальше». Мордекай глубоко вздохнул. «Пончик, тут есть некоторые варианты, на которые тебе кошка. Ответ окончательный, идем дальше». Мордекай взглянул на меня. Я пожал плечами. Пончик с самого начала дала понять, что изменяться не намерена. Я же был только счастлив, что она рассталась с мыслью превратить в кота и меня. «Ну тогда ладно», – вздохнул Мордекай и пристально посмотрел на Пончика. «Сейчас появится извещение, и ты должна кликом подтвердить свой выбор». «Подожди-ка», – дернулся я. Меня пронзила жуткая мысль. А не получится так, что она, понимаешь, что она сделается такой же кошкой, какой была раньше? «Слишком поздно», – возразила Пончик, она уже сияла. Я кликнула. Она посмотрела на свою лапу. «Я чувствую себя такой же». «Нет», – сказал Мордекай. Он не сводил глаз с кошки. «Но такие вопросы важно задавать. Я сделал так, что на самом деле ей не пришлось выбирать. Ничто не изменится, но теперь перед ней откроются кое-какие расовые преимущества, которых раньше не было». «Преимущества? Это какие же?» – заинтересовалась Пончик. «Не знаю», – признался Мордекай. Мне показалось, что он раздражен. «Нам еще не приходилось изучать выбор кошачьей расы в меню. Сама все увидишь, когда дело будет сделано. В любом случае, пока что ты не изменишься. Изменения не происходят до окончания процесса». «Хорошо, Пончик», – сказал я. «Нужно как следует подумать о выборе. Давай посмотрим, что предложит ИИ. Ты согласна?» «Давайте так и сделаем. Значит, покажите мне что-нибудь с титулом принцесса или королева». «Давай, если так», – смирился наконец Мордекай. На экране появился новый список, намного короче предыдущего. Мордекай помолчал, его глаза загорелись, когда он приступил к просмотру вариантов. «Вот оно как, принцесса Пончик. Как видно, тебе на выбор предоставлены 34 класса. Список весьма небольшой. Честно говоря, он самый короткий из всех, какие я видел. Как я понимаю, он составлен на основе твоего расового выбора и твоих статов. Твое базовое телосложение по-прежнему 2. Он сделал паузу. «Нет, 4, благодаря тому, что ты выбрала кошачью расу». Мордекай снова пробежался по своим невидимым меню. «Ага, теперь понимаю. На самом деле тут комбинация 4 факторов. У вас обоих есть допуск в клуб Деспирадо, что исключает некоторые классы из игры. Кроме того, у Пончика на голове ее тиара, а это еще больше сужает выбор. Но ничего страшного. Остается еще несколько прекрасных вариантов». «Какие же хороши?» – спросила Пончик, всматриваясь в список. «Ого, вот это классно звучит, и грозно, и таинственно, и весело. Я выбираю это». «Погоди же», – вмешался я, вскочил, перебросив заснувшего Монго через руку и ринулся к экрану. «Не надо ничего выбирать, пока мы все не рассмотрели внимательно». Пончик указала на нечто под названием «Некробард». Мордекай хмыкнул. «А, неплохой, скажу я тебе, выбор. Один из 3 рекомендованных». Я просмотрел список. Моей кошке были доступны всего 3 базовых класса – Бард, Чародей и Варвар. В каждом из них имелось несколько дополнительных пунктов, в том числе Некромант, Маг Ветра и Колдун. Маги Ветра – персонажи японского аниме-сериала «Эмблема Ветра». Подкласс Некробард был включен и в Бард, и в Некромант. Был там также земной класс, и он включал большинство доступных пунктов. Некоторые из них представляли интерес, в частности, одичалый кот Берсерк, подопытная свинка и роллер Дерби Джаммер.
Роллер-дерби – контактный спорт на роликовых коньках, преимущественно женский. Джаммеры – вид спортивных шорт. Перечень рекомендаций ИИ включал 3 пункта. Магнат аллеи художников, некробард и бывший детский актер. Я мысленно возблагодарил богов за то, что они не назвали роллер-дерби какой-нибудь королевой дерби. Пончик, возможно, стала бы настаивать на том, чтобы выбрать именно это и больше ничего не читать. Мы этот вопрос уже обсудили и выстроили смутный план на основе совета Адеты. Но у Пончика также имелась склонность время от времени слетать с катушек. «Пончик», – попросил я, – «кликни по каждой из 3 рекомендаций, чтобы мы познакомились с информацией». «Говорю тебе сразу, это вот я абсолютно не выбираю», – заявила Пончик и вызвала первый вариант. Магнат аллеи художников. Этот класс основан на харизме и интеллекте и предназначен для коммерсантов сегодняшнего дня. Используя непревзойденный художественный дар для того, чтобы развлекать и завлекать зануд, магнат аллеи художников путешествует по миру, чтобы получать дивиденды от своих авторских прав. Не прибегая прямо к физическим угрозам, этому отважному торговцу крайне трудно причинить вред. Принадлежность к этому классу дает следующие преимущества. Плюс 5 к ловкости, мгновенный доступ к заклинанию, оболочка 5 уровня, скидка 25% во всех торговых точках, плюс бонус 15% к деньгам, выручаемым от продаж. 10% ко всем суммам при спуске на следующий уровень. Навык следопыт 5 уровня. Доступ к колдовскому уклонению, что позволяет навыку уклонения развиться до уровня 20. Навык уклонения 5 уровня уже достигнут. Дополнительные подклассы станут доступны на 6 этаже. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Мордекай хмыкнул. Этот стимул слабоват по сравнению с тем, что применяется обычно. Как правило, вы получаете золотой ящик плюс парочку баллов к статистике. Ничего удивительного, пробормотал я. Мой взгляд немедленно переместился к этому навыку следопыт. Адетта говорила, что мне нужно что-нибудь такое, где востребован этот навык. Но искали мы не только это. И все же, продолжал Мордекай, для Пончика это отличный выбор. Если она разовьет уклонение выше 15 уровня, будет почти невозможно нанести ей удар. И скидка 25% в торговых точках – это тоже очень хорошо. Это сверх того бонуса, который она уже получает от своей харизмы. Товары будут доставаться ей за полцены. Это же грандиозно. Но самое главное, что у вас появится доступ к навыку следопыта. Вы с куда большей легкостью сможете отыскивать лестницы, магазины и гильдии. «Ну уж нет», – возмутилась Пончик. «Магнат аллеи? Ты это серьезно? Разве это не муть вроде «Звездных войн» или рисования кошек, как в команде А, и тому подобной дребедени?» Ее аж передернуло. «Это хороший выбор», – не согласился я. «А теперь посмотрим 2 остальных». Некробард. Этот необычный класс сочетает одно из самых любимых занятий с одним из самых хулимых. Специализация некромантов – магия, связанная с воскрешением мертвых. Барды могут выбрать навык, основанный на развлечениях. В результате обходчик, в зависимости от сделанного выбора, будь то пение, игра на казу или рассказывание историй, сможет применять этот навык, чтобы развлекать, защищать и зачаровывать живых и мертвых. Казу – американский народный музыкальный инструмент, изменяющий голос того, кто в него поет. Казу применил Вахтангов в прославленном спектакле «Принцесса Турандот». Некробарду достаются следующие преимущества. Мгновенный доступ к выбранному навыку 5 уровня, основанному на развлечении. Доступ во все закрытые клубы вне зависимости от наличия членства в них. Бесплатные места в зонах безопасности, 10% штраф от стоимости маны за все заклинания не от некроманта или барда. Мгновенный доступ к заклинанию 3 уровня, превращение в нежить. Нежить, не мертвые, не упокойные. Это понятие в литературе нередко применяется к вампирам. Мгновенный доступ к заклинанию 3 уровня с ветерком. Плюс 5 к телосложению, харизме и интеллекту. Минус 2 сила. Дополнительные преимущества в зависимости от выбора навыка, основанного на развлечении. «Да поможет мне Бог», — сказал я. «Я оставлю тебя здесь и сейчас, если ты выберешь козу». «Я могла бы на нем играть», — возразила Пончик тоном полным удивления. «Я могла бы быть певицей. Мы же хотим сохранить зрителей, ты не забыла?»
«В этом описании ничего не говорится о том, что к инструменту прилагается множество заклинаний некромантов», – вмешался Мордекай. «А это означает, что ей не придется тратить баллы на заклинания, если она будет играть на этом инструменте. Это колоссально много. К тому же у каждого инструмента есть перечень дополнительных преимуществ. Это мощный вариант, если выбирать класс DPS. Этот вариант наносит большой ущерб. У нее появится широкий спектр защитных и других вспомогательных навыков. DPS. Урон в секунду. В играх показатель того, насколько сильно бьет персонаж, показатель эффективности оружия, навыка или заклинания. Пончик вызвала субменю развлекающих навыков и ахнула. «Карл, смотри, я могла бы заполучить гармонику и бонго. Карл, у них есть бонго». Кубинский ударный инструмент, сдвоенный барабан, на котором играют сидя, удерживая его между икрами. «Гармоника? Она-то к чему?» – удивился я. «У тебя даже нет больших пальцев». «Карл, для гармоники большие пальцы не нужны, если, конечно, у меня будет одна из этих штучек для шеи». Перед моими глазами мелькнула картинка. Кроха Зев пытается задушить меня за то, что я разрешил Пончику освоить этот нелепый инструмент. Прошу тебя, давай хотя бы посмотрим третий вариант. Бывший детский актер. Этот редкий подкласс ответвления класса характерный актер. В него могут попасть только те обходчики, что получили достижение резать и добились как минимум 1 триллиона просмотров. В прошлом суперзвезда для щенков, затем наркозависимый, ты отполз от края пропасти и стал сильнее, чем когда-либо. Ты готов к возвращению. Этот класс, основанный на харизме и риске, позволяет двигаться в любую сторону. Ты или достигаешь вершин, или подыхаешь в канаве через неделю. Основа этого уникального земного класса – подкласс бардов, мошенников, мастеров на все руки, имеющий некоторые отличительные особенности. Помимо перечисляемых ниже дополнительных преимуществ, главной чертой этого многогранного класса является навык 3-го уровня «Характерный актер». Уровень навыка повышается только при спуске на следующий этаж. Дополнительные преимущества. Иммунитет к любым ядам и болезням. Навык 5-го уровня «Таракан». Плюс 10 к харизме. 15% повышения роста всех навыков, основанных на харизме. Преимущество наставника. Это земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Я наблюдал за тем, как расширяются глаза Пончика в процессе чтения. «Что за чертовщина навык характерный актер? А навык таракан?» – спросил я. «И что это за достижение резать? Я такого не помню». «Я получила такое за то, что проявила себя хорошей актрисой», – ответила Пончик, «когда мы ушли от гоблинских шаманок». «Ладно, но это никак не объясняет характерного актера. Мордекай». Несколько секунд Мордекай не говорил ничего. Его губа искривилась, что говорило о недовольстве. На инкубском лице гримаса смотрелась, как откровенная угроза. «Что такое?» – переспросил он. «Ах да, характерный актер. Это сложновато. Практически на каждом этаже Пончику придется выбирать специализацию». «Специализацию?» – опять не понял я. «Она, в принципе, сможет выбирать на каждом этаже новый класс. На каждом этаже, начиная с этого, вас будет ждать тема. Так что выбор довольно полезная вещь. Если такой-то этаж полон ледяных монстров, она сможет избрать огненный класс и так далее. Но этот навык основан еще и на шансе. Если Пончик его выберет, а потом предпочтет огненного мага, система ИИ, скорее всего, бросит жребий и определит, сколько заклинаний и навыков из магии огня дать ей. Пройдя этаж, принцесса сразу потеряет навыки и начнет сначала. Но при этом каждый следующий уровень навыка «Характерный актер» дает лучшие навыки. Получается, что она будет относительно слабой на ранних уровнях, но, поднимаясь, сможет стать довольно сильной, в зависимости от выбора класса. «Думаю, мне это не нравится», – сказал я. «Слишком многое ставится на карту. А что будет с ее нынешними навыками, с магической ракетой и всем прочим? Они неприкосновенны. Но если она выберет класс, для которого предусмотрены штрафы за ее навыки или заклинания, эти штрафы будут применены. Так, если принцесса изберет специализацию некроманта, активизация этого заклинания «Магическая ракета» будет обходиться на 10% дороже, но только в пределах одного этажа. Или, скажем, она избирает чародея, тогда ее телосложение ослабнет на 1 пункт для соответствующего этажа.
Мне понравилась перспектива иммунитета против ядов и болезней. Что же такое навык таракан? Теоретически он дает вероятность перенести смертельный сердечный приступ. На 5-м уровне она сумеет пережить 1 смертоносный удар в одной схватке, хотя после этого будет находиться на грани жизни и смерти. На 10-м уровне здоровье вообще не снизится после смертельного приступа. Но проблема в том, что единственный способ развивать этот навык – использовать его. А с ядами или с учебными гильдиями так. Найти можно. Вот только платить дорого. «Мне нравится», – заявила Пончик. «Если я это выберу, можно будет выбирать специализацию некробарда на каждом этаже, но разные музыкальные инструменты. Разве не чудесно? Да это лучшее, что может быть в обоих мирах». «Пончик, не обязательно так», – возразил я. «Если тебе достанется неудачный жребий от ИИ, тебе не будет хватать навыков и силы заклинаний до следующего этажа». «Правильно», – поддержал меня Мордекай. «Давай уделим еще сколько-то времени другим вариантам», – предложил я. «Но из этих 3 мне больше всего по душе магнат аллеи». «Я согласен», – сказал Мордекай. «Думаю, некробард мог бы быть лучше, но ты прав, Карл. Это опасный выбор для социальных показателей». Какое-то время мы изучали другие варианты, внимательно рассматривали все их стороны. Одичалый кот Берсерк – это в сущности варвар. Ее жизнь кончается тем, что она погибает из-за слабого здоровья. Подопытная свинка – это маг, специализирующийся на ядах. Выбрав этот вариант, обходчик будет излучать зеленый свет. Чародей – отличный выбор с точки зрения навыков, но при этом кошка теряет 1 пункт в телосложении и становится из-за этого слишком уязвимой. Прочие варианты предполагали в основном рукопашные бои, их мы не рассматривали всерьез. Я перевел дыхание. «Пончик, я понимаю, что ты не в восторге от класса магнат аллеи художников, но искренне считаю, что тебе стоит остановиться на нем. Вариант не идеальный, но наиболее гладкий». «Ладно», – сказала кошка. Я переглянулся с Мордекаем, скушал ли он это согласие. Его выражение мне показалось скептическим. «Правда?» – переспросил я. Пончик обозначила пожатие плеч. «Мы должны поступать так, как полезно для команды, ведь так? Ты хочешь, чтобы я была занудой? Так я буду». Пончик. «Карл, ты в этом уверен? Он сейчас разозлится не на шутку. Карл, делай, как договорились». «Значит, решено», – сказал Мордекай. «Сейчас появится меню, пройдись по нему и утверди свой выбор». Пончик на мгновение засветилась, а еще через мгновение засветилась опять. «Решено. Теперь я тупой магнат аллеи художников». «Мать твою, Пончик!» – взорвался Мордекай. «Твою же мать, в хвост и в гриву!» «А сцена-то...» – заметила Пончик и помахала лапой. «Ухо!» – воскликнул я. Монго зашевелился на моем локтевом сгибе. «Да что происходит?» «Дорогой Мордекай, это цитата из Карла. Тебе бы найти что-нибудь другое. Карл, он расстроился, потому что я выбрала класс бывший детский актер. Я сыграла. Разве это не класс?» «Это не называется играть», – сказал я. «Это называется лгать». «Это не ложь. Технически. Я выбрала магната аллеи художников как свою специализацию для 3-го этажа. Это ведь в сущности одно и то же, так что я не понимаю, от чего он так огорчился. Это означает, что я получила все преимущества, кроме 20% скидки, или заклинания оболочка, или того самого навыка следопыт». «Пончик, все это практические преимущества». Я вздохнул. «По крайней мере, повысилась твоя харизма, и у тебя есть навык таракан. И еще иммунитет против ядов и болезней». «Да», – сухо произнес Мордекай, – «и ты получила преимущество наставника». «Да-да», – подтвердил я. «И что это такое?» Я уже точно знал, что это такое. Адетта объяснила подробно. «Это я», – ответил Мордекай. «Это я, наставник. С этой минуты все время, что вам оставалось провести в этом богом проклятом месте, я буду немедленно телепортироваться в любую зону безопасности, где вы окажетесь». «Ура!» – завопила Пончик. «Нет, не ура. Не предполагалось, что после этого этажа я перемещусь в магическую гильдию. Мне нравится управлять магической гильдией. Моя комната становится больше, у меня под рукой мои зелья и новые заклинания. Теперь каждый раз, когда вы будете спать или есть, или чистить зубы, я буду обязан отдавать свое время вам, расставаться с моей комнатой, моей одеждой, моей едой. Боги мои, я потерял доступ в туннели.
Больше никакого телевизора, нет информационного кодекса. А коли я больше не могу наблюдать, как вы ковыляете по подземелью, у меня не будет известия о том, когда мне нужно телепортироваться. И если вы купите личное пространство...» Он еще что-то пробурчал под нос. «Это было не камильфо», — заметил я. «Пончик, я тебе говорила, что он разозлится, а мне, Карл, не нравится, когда на меня злятся». «Карл, да, его опустили. Мне жаль». Если вы получаете преимущество наставника, и оно не привязано к очевидному выбору, вам захочется увидеть в нем ошибку. Так говорила Адетта. Не спрашивайте Мордекая об этом преимуществе, потому что как только он скажет, что это такое, сразу станет слишком поздно. Ему не позволено говорить вам, пока вы не спросите. Пусть он думает, что это целиком идея Пончика, а вы совсем ни при чем. Мордекай может разозлиться, но он все еще смотрит на Пончика как на ребенка. Ее он простит. Но если он когда-нибудь узнает, что вы обзавелись преимуществом наставника по вашему собственному желанию, то вас он не простит. «А что, если преимущество наставника привязано к классу, который не так хорош?» – спросил я. «Мне нравится, что Мордекай рядом, но не так уж сильно привлекает компромисс, раз он ограничивает Пончика. Он многого не вправе вам сказать или помогать вам в качестве наставника в игре. Как наставник он бесполезен. Он лишится доступа к кодексу, все, что он будет вам говорить, он извлечет только из собственной памяти. Но он находится в подземелье очень долго, и его мозг – единственный бесценный источник, к которому может прибегнуть любой обходчик. Пока он хочет вам помогать, это самое лучшее после возможного привлечения его в свою партию. Он умеет использовать возможности чата, он знаток алхимии. Дайте ему алхимический стол, и он сможет готовить для вас зелья. Безусловно, вы должны видеть преимущество в такой возможности. Я и правда увидел преимущество, и мы решили не пренебрегать советом Адетты. Мне не нравилось врать Мордекаю или водить его за нос. Он стал мне другом настолько, насколько мог стать чужак. И я понимал, что если он узнает о моем коварстве, это нанесет непоправимый ущерб нашей дружбе и доверию. К тому же я не доверял Адетте. Сейчас мы оказались в долгу перед ней, и она потенциально могла воспользоваться своей властью над нами. Но я верил, что она хотела, чтобы мы не погибали как можно дольше. Быстро обменявшись соображениями, мы с Пончиком решили, что игра стоит свеч. Решили, что получим это преимущество, если представится шанс. Точеное лицо Мордекая сморщилось, горящий взгляд впился в Пончика. «Что ж, мои поздравления, обходчик. Теперь ты принцесса Пончик 13 уровня, бывший детский кошачий актер. Добро пожаловать на 3-й этаж, и сгореть бы ему к чертям». Он сверкнул глазами в мою сторону. «Твоя очередь». Глава 2. Мордекай глубоко вздохнул. Я осмотрел, как он сам себя успокаивает. «Хорошо», – сказал он наконец. «Теперь, Карл, давай-ка взглянем на твой выбор расы». Я переместил все еще спавшего Монго на стул и присел на кровать. Пончик опустилась рядом с детенышем велоцираптора и положила лапу ему на головку. Строчки и строчки заполонили экран. «Как я вижу, у тебя 398 вариантов. Солидное число», – одобрил Инкуб. Я сосредоточился на 3 строках рекомендаций от ИИ и рассмеялся. Хоб-гоблин, человек и сосквотч. Мифическая разновидность Бигфута, снежного человека, якобы обитающая на северо-западе США и в западных областях Канады. «Странно-то как», – протянул Мордекай. «Никогда раньше не видел, чтобы система рекомендовала существующую расу. ИИ полюбил ноженьки Карла», – поддразнила Пончик. Мордекай скривился, открыл рот, как будто собираясь что-то сказать, и закрыл его. Я кликнул первое предложение – Хоб-гоблина. В воздухе завертелась трехмерная модель громадного существа. Хоб-гоблины обычно большие, более мускулистые, чем гоблины, но с гноящимися язвами на лицах. У меня как будто перевернулся желудок при виде монстра. Мое первое по-настоящему сильное впечатление за все время пребывания в подземелье. Стоит сказать слово, и я превращусь в эту дрянь. Навсегда. Святое дерьмо. «Ух», – произнесла Пончик. «Карл, это ты не выберешь. Если ты собрался измениться, выбери то, что выбрал вот он». Она махнула лапой в сторону Мордекая.
Инкуб или подменыш. Вот подменыш. Ты можешь изменить себя так, чтобы соответствовать моему нынешнему классу. Карл, что, разве не здорово будет? Таких рас в перечне нет, сказал я. Мне не понравилась идея о подменыше. Мордекай сказал, имея в виду навык пончика характерный актер, слепок не всегда бывает так же хорош, как оригинал. За многоликость нужно платить. Хоб-гоблин. Возможность принадлежать к этой малочисленной расе доступна только обходчикам, достигшим 5 уровня в навыке обращения со взрывчаткой к моменту выбора расы. Хоб-гоблин – это то, что является на свет, когда дама-троллиха заполучает настолько пьяного гоблина, что ей удается залезть к нему в штаны. Большие, мускулистые, мозговитые хоб-гоблины очень хороши в установке ловушек, применении взрывчатки и нанесении всяческих увечий. К сожалению, эти парни настолько уродливы, что при виде их даже горгоны расстаются с только что съеденным обедом. Эта раса особенно хорошо сочетается с классами, состоящими из негодяев и наемных бойцов. Автоматически +3 ко всем навыкам, связанным с ловушками и взрывчатыми веществами. Плюс 5% к быстроте развития всех навыков, связанных с ловушками и взрывчатыми веществами. Раса раскрывает высшие способности в использовании взрывчатых веществ и ловушек. Свободный доступ ко всем хоб-гоблиновым саперным мастерским. Минус 5 от харизмы. Потолок харизмы составляет 10 пунктов. Плюс 1 к ловкости, плюс 2 к интеллекту. Добавляется навык «Способность к регенерации», уже добытый при посредстве рубахи из шкуры тролля. Хорошая раса. Да, если говорить прямо, почти идеальная для образа, который сложился у меня в голове. Но я никаким макаром не превратился бы в такое создание. Абсолютно никаким макаром. Бонусы-то роскошные, но я потеряю всех моих зрителей. Хоб-гоблины по-настоящему страшны с виду, и неизящно страшны, как монго. На таких ребят только взглянешь, и какой уж тут покой. Мне стало любопытно, что система сказала о человеческой расе. Человек. Вы уже человек. Я играю в открытую. Догадываюсь, что вы не нуждаетесь в описании. Если вы выбираете это, значит, ничто не меняется, кроме следующих расовых преимуществ. Плюс 2 ко всем базовым статам. Приспособляемость. Развитие навыка на 2% быстрее. Выбор этой расы открывает доступ в многочисленные, высокие, связанные с землей классы. С легким трепетом я кликнул последний из предложенных мне вариантов. Крупный волосатый гуманоид с массивными ступнями принялся вращаться передо мной. Он почти не отличался от тех, которых можно видеть в рекламных роликах. Стандартный, покрытый густой шерстью Бигфут с клыками и колоссальным лбом. Сасквотч. Возможность принадлежать к этой малочисленной расе доступна только обходчикам, достигшим 5 уровня в навыке сокрушения к моменту выбора расы. Бигфут. Йети, если вы выбираете ледяной класс. Скунсовая обезьяна. Список прозваний таких существ почти бесконечен, но итог его изучения один. Берется человек, его скрещивают с гориллой, отпрыску прибавляют полметра роста, покрывают волосами и прикручивают ножище 60-го размера. И получается адский исполин, рукопашный боец и сокрушитель всего и вся. Плюс 3 к навыку удар, плюс 3 к навыку сокрушения, минус 3 от интеллекта, минус 1 от харизмы, плюс 6 к силе, плюс 6 к телосложению, плюс 2 к ловкости. Повышается уровень навыка сокрушения. Опять завертелась фигура, трехмерный Бигфут. Я с отвращением понаблюдал. Обратил особое внимание на тяжелые блестящие ступни. Такого со мной не произойдет, я не хочу стать карикатурой или долбанной пародией на жителя Земли. Я вспомнил, как орк назвал меня любимчиком ИИ. Нет, никак. «Совет?» – обратился я к Мордекаю. «Продолжай смотреть», – ответил он. «Есть еще несколько дополнительных рас, они тоже открывают доступ в связанные с Землей высокие классы. Судя по предложениям, которые сделали Пончику, в этом году земные классы будут лучшими». За следующие 2 часа я просмотрел все оставшиеся расы. Выбор был богатый, от низкорослых приземистых малышей с пурпурной кожей, так называемых ночных карликов, до высоких, тонких, похожих на газелей бойцов, именуемых эльфами Лиркс, и до жуткого вида каменных созданий с расплавленными ядрами в середине. Эти назывались угольными моторами. Был там даже червячок-паразит размером с палец, охотник за интеллектом.
Я подумал, уж не эти ли твари управляют корпорацией Валтай, но спросить побоялся. Они могли захватить тело любого, кого убьют, хотя тела немедленно начинали гнить. Мордекай сказал, что и этот вариант весьма неплох, но я не смог вообразить, как буду растворяться в этакой вот форме. Многие из этих существ так или иначе гармонировали друг с другом. Как правило, статы строились на расчете чистой прибыли примерно в 10 баллов. В других случаях использовались бонусы в навыках или некоторые внесистемные способности, такие как ночное видение, способность перелетать на небольшие расстояния или даваемые от рождения, присущие расе заклинания. Привилегированные расы хоб-гоблины и сосквочи применяли 1-2 дополнительных бонуса, чтобы занимать несколько лучшее положение. Я заметил один нетривиальный вариант, спрятавшийся среди прочих. Проходец. Я кликнул его и вместо трехмерной фигуры увидел перед собой пустоту. Проходец. В первые сезоны мира обходчиков подземелий все участники выходили на старт как проходцы. Проходцы – это чистые листы. Вы будете выглядеть так же, как и раньше. Вы обретете все навыки, связанные с вашей нынешней расой. Исключение. -1 от всех базовых статов. Все навыки более высоких уровней открыты, их можно развить до 20. Выбор этой расы открывает доступ в многочисленные высокие, связанные с землей классы. Я обдумывал прочитанное несколько секунд, стараясь решить, хуже это или лучше, чем доля обычного человека. «Трудно натренировать навык выше 15?» – спросил я у Мордекая. «Развить навыки до 10 или 11 относительно легко, но при условии регулярного их использования. Взгляни на Пончикову магическую ракету. Она уже 9 уровня, а мы всего лишь на 3-м этаже. Но каждый последующий уровень дается с неимоверным трудом, если только не полностью отдать себя обучению. Есть много способов поднимать уровень навыков. Есть гильдии, методы укрепления снаряжения, дорогие зелья, ненадежные заклинания. Если найти достаточно щедрого патрона, он, возможно, тоже снабдит тебя чем-то, что поможет повысить уровень. Но тут необходима самоотдача и упорное стратегическое планирование. В каждый сезон несколько обходчиков избирают эту расу, и их выбор обычно себя не окупает. Очень немногим обходчикам удается поднять 1 или 2 навыка выше 15. А стоит стараться подняться выше 15. «Безусловно», – сказал он. «Шаровая молния 15 уровня – мощное заклинание. Оно может испортить жизнь толпе мобов. Шаровая молния уровня 16 сильнее в 4 раза. 20 уровень способен превратить гору в действующий вулкан. Если ты поднимешь один из своих кулачных навыков выше 15, тебя будет ничем не остановить. Но сначала до этого надо дойти. Если ты выберешь эту расу вместо человеческой, ты не получишь десяток дополнительных баллов из тех, которые заслужил, и потеряешь 5 пунктов. Все равно, что стартовать на 5 уровней ниже. Это много, но справиться можно. Старания окупятся, если тщательно выстроить план и посвятить себя немногим ключевым навыкам. «Позволь вот еще о чем спросить», — сказал я. «Этот недоносок маэстро на своем шоу подарил Мэгги какое-то зелье легендарного навыка. Это обычное дело?» «Я не могу», — проговорил Мордекай, глядя на Пончика. Его лицо приобрело кислое выражение, как будто он внезапно вспомнил, что преимущество наставника изменило для него все на свете. «Это отнюдь необычно. Если ты увидишь, что это зелье где-нибудь продают, оно будет стоить 1 000 000 золотых. Если у этой обходчицы Мэгги сохранилась хоть половинка мозга, она эту вещь продаст. Но в ходе войн фракций в сегменте 9 этажа у каждого клана может найтись военный сундук с припасами. Это особая мера, она измеряется объемом. Каждый клан обычно наполняет свой сундук такими вот зельями, магическими кольцами и другими маленькими, но сильно действующими предметами. Мне придется тебе это объяснить, но позже. Значит, у них много таких зелий? 9 этаж откроется примерно через полчаса. Еще 15 минут, и большинство зелий уже будет использовано. Но не все. Опять же, тут нужно долго объяснять. Так что ты предлагаешь, человека или проходца? Тебе нужно выбрать хоб-гоблина или угольный мотор. Но и тот, и другой варианты, скорее всего, лишат тебя зрителей. Люди на дух не переносят хоб-гоблинов. Ведущие не хотят брать у них интервью. Я оглянулся на Пончика. Она заснула, сжавшись комочком возле Монго. «Что все-таки такое проходец?» – спросил я. «Тут не сказано.
Они созданы специально для подземелья? И да, и нет, сказал Мордекай. Проходцы – это прародители. Первый известный нам вид из тех, что покоряли Вселенную. Бугимены, космические буки. Никто не знает, как они выглядели. Мы не знаем вообще ничего, кроме того, что они распространились по галактике и вдруг в один прекрасный день исчезли. Была Великая война. Она охватила все уголки галактик. И сейчас можно увидеть следы тех битв. Если они воевали с каким-то другим видом, то об их противниках вообще ничего не известно. Когда кто-нибудь находит заброшенные руины, то оставшийся ИИ, если он в здравом уме, принимает облик расы тех видов, которые его нашли. Вот потому они выглядят как те, кто их выбирает. Считается, что когда-нибудь они вернутся. Матери говорят о них, чтобы пугать детей. В некоторых системах их почитают как богов. Я открыл меню, прочитал его от первой до последней строчки и выбрал расу проходец. Перечень доступных мне классов состоял из 6,5 сотен вариантов или даже больше. Тебе предоставили бы еще больше, если бы не твоя татуировка на шее, заметил Мордекай. Почему? И какие классы исключаются? Не позволяет клуб Деспирадо, как это говорится, святей Папы Римского. Там это не проходит. Поэтому ни клерикальных классов, ни паломников к святым местам. Ну и никаких монашеских классов, хотя вот это зря, на них стоило бы взглянуть. Но я думаю, все три твои предложения достойны. Я глянул на предложения от ИИ. Все три от числа земных классов. Взрывотехник, боксер-крушитель и анархист-провокатор. Сказал я и просмотрел все три класса по очереди. Взрывотехник. Этот элитный класс доступен только тем обходчикам, кто обрел достижение бум. Люди, избравшие для себя возню со взрывами, самые безбашенные оторвы. Вы мастер производить взрывы. И хотя вы в состоянии не дать бомбе взорваться у вас в руках, взрывотехники теряют и своих друзей, и свои конечности в умопомрачительных масштабах. К счастью, этот класс дает преимущество, которое на 50% решает эту проблему. Все основанные на взрывах ловушки будут проявлять себя при вашем приближении. Все защитные доспехи на 10% более надежны. Работа со взрывчатыми веществами их уже не разрушает. Автоматически +2 ко всем навыкам, связанным со взрывчатыми веществами. +5 к навыку хирург-бомболог, +2 к ловкости, +2 к телосложению, -2 от интеллекта. А что? Ведь только тупица добровольно станет зарабатывать взрывами себе на жизнь. Плюс преимущество регенерации конечностей. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Это хорошо, это очень хорошо, но там не было некоторых преимуществ, на которые я рассчитывал. У следующего класса обозначались те же пункты. Боксер-крушитель. Этот элитный класс доступен только тем обходчикам, кто достиг 5 уровня в навыке пугилизм. Это подкласс монахов. Потные, полуголые мужчины кружат друг с другом по рингу и превращают лица друг друга в месиво под рев толпы. Аудитории безразлично, кто дерется и с кем, пока один не свалится перед рассветом на ринг горой измочаленного окровавленного мяса. Боксеры-крушители занимаются этим не ради славы, не ради почестей, они просто зарабатывают этим на хлеб. Боксеры-крушители получают следующие преимущества. +5 к телосложению, +2 к силе, -2 от интеллекта, -2 от харизмы, +3 к навыку пугилизм, +1 к навыку бой без оружия, +1 к навыку железный кулак, +5 к навыку нокаут, +1 помноженное на номер этажа золотых за каждого моба, убитого ударом кулака. Открывает преимущество навыка пугилизм более высокого уровня. Преимущество уже получено. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Эти +3 к пугилизму стали бы серьезным бонусом, ведь я их получал в дополнение к тем 10, что у меня были после кодекса обмана. Я выбрал бы этот класс, не раздумывая ни секунды, если бы считал, что смогу проложить себе путь через подземелье кулаками. Я уже знал, что этого не будет. Требовалось какое-то разнообразие. Я вздохнул и вызвал описание третьего предложенного класса. Анархист-провокатор.
Этот редкий привилегированный класс доступен только тем обходчикам, кто достиг 5-го уровня в навыке обращения со взрывчаткой и получил не менее 500 миллиардов просмотров к моменту спуска на 3-й этаж. Когда олигархи хотят создать общественное движение или наоборот остановить развитие какого-либо движения, им прежде всего требуется большое оружие, проплаченные протестанты, двойные агенты и провокаторы. Этот монашеско-негодяйский класс представляет собой фабрику, производящую ловушки, бомбы и средства пропаганды. Анархист-провокатор способен забросить бутылку с коктейлем Молотова в окно, а в следующую минуту перед камерой требовать прекращения насилия. Он мастер рукопашного боя и грязной тактики, он не в своей тарелке только там, где востребованы более традиционные методы борьбы. +1 к навыку хирург-бомболог, +1 к навыку конструктор ловушек, +1 к навыку бой без оружия, минус 25% от ущерба при использовании холодного оружия, плюс 25% к стоимости маны для вредоносных заклинаний, плюс 5% к скорости развития всех навыков, связанных с производством ловушек и бомб, плюс 2 к навыку укрытия в тени, плюс заклинание страх, плюс 1 к интеллекту, плюс 5 к харизме, плюс 5 к навыку поиск ловушек, плюс 5 к навыку предусмотрительность, плюс 5 к навыку уход в кусты. Доступ в клуб Деспирадо уже получен. Доступ к агентству по трудоустройству непослушных мальчишек. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Анархист-провокатор должен выбрать подкласс после спуска на 6-й этаж. «Дерьмо святое, как будто о победителе», – проворчал я. «Тонна всяких благ прилагается, хотя анархист-провокатор – это как оксюморон». Да, наверное, в этом и суть. Да, все эти классы с минимумами просмотров, как правило, хороши. А этот, по-моему, просто скроен для тебя. Взгляну-ка я повнимательнее, а ты пока познакомься с другими. Не исключено, что найдется еще что-нибудь интересное. Я принялся рыться в массе перечисленных классов, точнее убирать те, к которым не предъявлялось особенных требований, так как они просто не привлекали. Но продвинулся я недалеко, мир загрохотал. Я с удивлением поднял голову, обрушился 2-й этаж. И тут же возник новый хронометр с обратным отчетом времени. На прохождение этого уровня нам отводилось всего 8 дней. Добро пожаловать на 3-й этаж, обходчики. Вас все еще больше 700 тысяч, и у вас целых 8 дней на этот 3-й этаж. Позже вы услышите более развернутое объявление, но мы знаем, что большинство из вас по-прежнему в контакте с вашими игровыми наставниками. С нетерпением ждем известий об избранных всеми вами расах и классах. В этом сезоне перед вами открыты новые классы, которые вдохновят вас. Удачи вам всем! 8 дней, повторил Мордекай, поднял взгляд к потолку и покачал головой. Если господа будут продолжать в том же духе, 6-й этаж будет открыт всего 11 или 12 дней. Никаких вам фракций. Обычно открывают на 30. Я вернулся к работе. Нашлось очень много классов, которые со стороны казались неподдельно хорошими. Немало из них были похожи на взрывотехников, такие как Восставшие силы и командир Требюше. Средневековая метательная машина, использовавшаяся при осадах городов. Некоторые не из числа земных тоже были интересны, например, жулик-делатель ловушек и плут. Пончик и Монго громко храпели в унисон, и под их храп мы с Мордекаем обсуждали плюсы и минусы каждого класса. «Я должен предупредить», — сказал Мордекай. «Пончику не пришлось об этом заботиться, а тебе надо иметь в виду. Для некоторых классов определены статистические минимумы. Минимум харизмы для анархиста-провокатора составляет 25. У тебя будет для распределения 36 баллов, но придется истратить 17 на харизму. Пусть у тебя и прибавилось еще 5. Еще 6, чтобы поднять базовую ловкость до 10. Я бы в любом случае рекомендовал так и сделать». Я присвистнул. «Лама дрится. Хреново. А некоторые навыки, которые тебе даст вступление в класс, редкие. Предусмотрительность, например», – продолжал Мордекай. «Этот навык означает способность распознать ловушку и разобрать ее, а ее части использовать в своих целях. Пружинные механизмы – вещь полезная.
ты сможешь добывать пропитание одними ловушками. Мы прошлись еще по нескольким навыкам. Хирург-бомболог, составная часть некоторых подходивших мне вариантов, позволял разделить дымовую шашку на части и сделать из них несколько менее мощных бомб, или разобрать дымовые бомбы и соорудить из их частей ловушки. Название «Укрытие в тени» говорило само за себя, хотя я подозревал, что от этого навыка мало толку, раз у меня на буксире Пончик и Монго. Многие классы давали навык «Следопыт», в том числе класс «Плут», но я почти тут же узнал, что анархист-провокатор приносит еще одну замечательную штуку. А что за навык «Уход в кусты»? Мордекай вгляделся и кивнул. Странно, похоже, что навык старый, но я с ним никогда не встречался. Каждый день приходится узнавать что-то новое. Этот навык помогает легче обнаруживать спрятанные двери. Но важнее вот такое скрытое преимущество. Он кашлянул. Можешь поблагодарить свою кошку. Тут говорится, что этот навык открывает доступ к поисковику убежища, но ни слова о том, что это за доступ и как им пользоваться. К твоему счастью, я знаю, как его найти и что с ним делать. Раньше я не мог бы тебе рассказать. И что это? На каждой крупной развилке подземелья есть тайная карта-указатель, сообразительные и подвижные мобы могут ее использовать. Она дает общее представление о том, что находится вокруг тебя. Как стрелки в зоопарке. Обезьяны там, ко львам туда. Такой же принцип. С ее помощью можно узнать, где выходы, городские боссы и так далее. Не так эффективно, как навык следопыта, который обычно обеспечивает ориентацию на очень широком пространстве, но в некоторых отношениях может оказаться даже полезнее. Хорошо, что это за агентство занятости непослушных мальчишек? Мордекай пожал плечами. Об этом не имею представления. Так, а подклассы? Тут говорится, что я должен буду выбирать на 6-м этаже. Пока мы не видим, что это такое. Довольно редко обходчиков ставят перед необходимостью выбирать, но несколько раз я с таким сталкивался. Скорее всего, ты будешь специализироваться в одном из 3 навыков – бомбы, ловушки или рукопашные схватки. Ну, тогда ладно, произнес я, помолчав. А ты что думаешь? Находись ты в более укомплектованной партии, я бы порекомендовал тебе присоединиться к классу боксеров. Будь партия еще более многочисленной, тогда тебе к взрывотехникам. Все 3 варианта хороши. Потенциально, анархист-провокатор лучший, но при твоей расе от тебя потребуется много работы. Придется шлифовать и шлифовать и шлифовать себя и сосредоточиваться только на том, чтобы приобрести как можно больше опыта. Это крайне трудно при нынешних укороченных сроках. Я улыбнулся. Думаю, очень хорошо, что у нас в группе появился участник, который знает, что он делает. Мордекай, прищурившись, посмотрел на меня, а я еще раз пробежал глазами перечень и выбрал класс «Анархист-провокатор». Далее нужно было определиться со статистикой. У Пончика выходило так. Сила 20, интеллект 23, плюс 5 тиара, плюс 1 шарм, итого 29. Телосложение 4, плюс 2 кисточка, итого 6. Ловкость 12, плюс 2 попона, плюс 2 браслет, плюс 5 бонус, равно 21. Харизма 70. Ее сила снизилась на 3 пункта, зато ловкость выросла на 4, телосложение на 2 и харизма еще на 1 вследствие выбора кошачьей расы. Телосложение оставалось на тревожно низком уровне. Одной из наших первых задач будет поиск ситуаций, которые помогут выправить положение. Она выиграла всего 4 статистических пункта, поскольку избрала кошачью расу, но приобрела кучу новых навыков. Ночное видение, атака с когтями, кошачьи рефлексы и льгота под названием 9 жизней. Льгота 9 жизней была сродни навыку таракан, но не так полезна. Она наполовину уменьшала урон, понесенный кошкой при 9 физических столкновениях первых дней. Льгота была неплохой поддержкой, особенно при слабом телосложении Пончика. Но если нас ждут встречи с особо мощными монстрами, сохраняется вероятность, что и при нападении в полсилы Пончик просто разрежут пополам. Наконец, принцесса проснулась. «Что я пропустила? Ты вырастила эльфьи уши?» Она окинула меня взглядом с головы до ног. «Ты по-прежнему человек. Это скучно». «Я не человек. Я проходец». «Это как пещерный человек?» Она сделала вид, что принюхивается. «Ты пахнешь все так же. Если бы ты не дрыхла, то услышала бы, что все это означает.
Принцесса приняла недоуменный вид и потянулась. И Монго тоже потянулся, громко зевнув, а затем издал звук, подозрительно похожий на кошачье мурлыканье. Мне предстояло оставаться локомотивом партии. Я получил 3 статистических пункта при переходе на новый уровень и всего собрал 36 пунктов, хотя большей их частью и был обязан предписанным классу минимумом. Когда Пончик успокоилась, я подбил итоги. Сила 10 плюс 3 ножное кольцо, итого 13 плюс 3 при сформированной рукавице. Интеллект 5. Телосложение 10 плюс 4 рубаха плюс 1 кольцо плюс 2 трусы-боксеры равно 19. Ловкость 10 плюс 1 рукавица равно 11. Харизма 25. Я набрал достаточно интеллекта, чтобы прочитать книгу заклинаний «Сияющая броня», но все еще колебался, оставить броню у себя, отдать Пончику или продать. Прежде всего, я хотел узнать ее денежную стоимость. На активацию заклинания «Страх» я истратил 3 пункта и остался не вполне доволен итогами. Пончик по-прежнему далеко превосходила меня в мощи. В 100-й раз за 100 секунд я спросил себя, не по-идиотски ли я поступил, избрав данный путь. Я был вынужден истратить черти сколько на харизму, а ведь этот стат самый бесполезный, если учесть, что у Пончика он, как у богини. Я должен был подтягиваться, не теряя времени. В глубине души я надеялся на более убедительные показатели силы и телосложения. С этой минуты все набираемые пункты придется распределять в этих 2 направлениях, чтобы каждая достигла как минимум 20 уровня. Пончик обладала теперь достаточным сочетанием навыков, чтобы рассчитывать на благоприятное развитие событий. От меня же требовалась очень тщательная работа над планами и жесткие тренировки. Но если я справлюсь и выживу, то смогу стать намного сильнее. Так был ли я идиотом? Я знал людей, которые, безусловно, ответили бы «да». «У тебя получится только при одном условии», – сказал Мордекай. Можно было подумать, что он читает мои мысли. «Тренировки?» – спросил я. «Нет, деньги. И много. Давай-ка выйдем». Он принялся застегивать свою парадную рубашку. «Куда я забросил галстук? А, вот же он. Как? Ты собрался оставить свою комнату? Естественно, я могу отсюда выходить. Теперь я твой наставник, и моя обязанность представить вас. Это входит в общий уговор». Он поправил узел галстука и отряхнул смокинг. «Вообще-то ты мой наставник», – ворчливо сказала Пончик, а Монго заверещал. Замечание было верное, но мы с Мордекаем не хотели пока вдаваться в эту тему. Он предпочел ее обойти. Я не имею права прямо противоречить, но отступить в сторону могу вполне, особенно на городских уровнях. Идемте, я представлю вас, а потом нужно будет показать вам кое-что еще. Сначала Карл, потом Пончик и Монго. Мы все выстроились в линию у двери. Мордекай открыл ее. Входили мы в комнату Мордекая из длинного золотистого проулка с высокими стенами. Сейчас же перед нами возникло оживленное селение с десятками обитателей самых разнообразных видов. В воздухе стоял тяжелый запах серы и дыма. Повсюду виднелись строения средневекового типа, по-видимому, лавки. Под ногами оказалось что-то вроде деревянного настила, причем промежутки между досками были довольно большими. Из щелей лениво поднимался дым. Сверху на фальшивом потолке светило слепящее красное солнце, наполняя пространство малиновым светом. Мордекай шагнул наружу. Ни одно из местных существ не обратило на него ни малейшего внимания. Он жестом пригласил меня выйти, что я и сделал. Мои шаги по дереву отдались в воздухе гулким эхом. Температура здесь была значительно выше, чем на предыдущем уровне. Я представляю обходчика подземелий Карла, 13 уровня, анархиста-провокатора и проходца. Карл, добро пожаловать на 3-й этаж. Глава 3. «Вот это называется над городом», – объявил Мордекай, когда мы двинулись по деревянному настилу улицы. Мою мини-карту заполонили белые точки НПС. Точка Мордекая превратилась в желтую звезду. Там и сям были разбросаны голубые точки других обходчиков, но их было немного. Место, где ты покинул 2-й этаж, не связано с тем местом, где ты выйдешь на 3-м. Всем управляет случайность. Так что теперь ты смешаешься с обходчиками из всех зон мира. «Значит, Брэндон и его команда могут сейчас быть где угодно?» – удивился я. «А это место большое?»
Пончик сидела на моем плече, а Монго стоял на ее спине, как будто мы разыгрывали какой-то дурацкий водевиль. Благодаря своей возросшей силе я почти не ощущал их тяжесть. Многие НПС останавливались и таращились на нас, пока мы проходили мимо. Большинство их составляли карликовые гуманоиды, но попадались и люди обычной наружности, и орки, и создания, похожие на эльфов. На всех были одежды средневекового покроя. Стражники, более крупные, закованные в доспехи, с сумрачными лицами, тоже вышагивали по улице. «Да, они могут находиться в любом месте», – ответил мне Мордекай. «Где именно, зависит от их игрового наставника. Ты можешь разговаривать с ними, они, возможно, не будут знать, где они относительно тебя. Их наставница некая мистрис Тиата. Я недостаточно хорошо ее знаю, но если хочешь, постараюсь выяснить, где она находится. Это один огромный город?» Мордекай кивнул. «Уровни над города – это традиция мира обходчиков подземелий. На них располагаются сотни маленьких разбросанных деревушек, их окружают широкие участки оставленного города. Все его части взаимосвязаны. Тебе следует знать только то, что эти городские зоны повторяются на каждом третьем уровне». Он топнул по неровной земле. «Большая часть того, что ты видишь, витрина. Ты по-прежнему под поверхностью твоей планеты. Над тобой не небо далекого мира, и под нашими ногами не громадный вулкан». «Вулкан?» – переспросил я, невольно взглянув вниз. «Мы дойдем до этого. Думай обо всем окружающем, как о сцене, оборудованной на радость зрителям. Этот этаж и последующие, за исключением 9-го, значительно меньше первых двух. Этот этаж равен, наверное, штату Аризона, примерно 300 тысяч квадратных километров. Большую часть этажа занимают руины». «А как же эти НПС?» – спросил я. Две девочки-дварфа, безусловно, подростки, едва не упали в обморок при виде Мордекая. Они что-то залопотали, стараясь привлечь его внимание. Он рыкнул на них, и они убежали, хихикая. Дварфы – вымышленная раса из популярной ролевой системы «Подземелья и драконы». «Ну, эти реальные. Это живые биологические существа, идентичные некоторым мобам. Большинство созданы в корпорации Борант, а значит ее собственность. Они знают и когда-либо знали только этот мир. А сатанеть можно. Они знают, кто они есть? Их разумы изменяются при каждой регенерации. Когда этот этаж будет воссоздан в следующий раз на какой-нибудь далекой планете, эти НПС как будто проснутся утром следующего дня. Но они уже будут другими, с поддельной памятью. Неудобные воспоминания у них будут стерты, о том, например, как какой-то обходчик усаживал их и рассказывал, что они элементы реквизитов межгалактического телесериала. Возьми для примера тех гоблинов, о которых ты мне рассказывал. Они метамфетаминовые наркоманы. Они дерутся за наркотик с ламами. Этой сюжетной линии в предыдущем сезоне не было. Она добавлена для этого мира, только для этого. В следующий раз они будут жить с зависимостью от экстракта солнечной ягоды или станут фанатиками какого-нибудь бога. Да мало ли что. «Да иди ты», – вырвалось у меня. То, что я услышал, было не лучше, а в чем-то даже хуже, чем то, что хозяева мира вытворяли со мной и моими соседями по планете Земля. Но разве они не живые существа? Как такое может быть законно? Борант их создала, и потому они принадлежат ей. Память натуралов изменить нельзя. Память тех, кто родился в ходе естественного биологического процесса, если только они не отказались от своих прав. И люди мирятся с этим? Большинство – да. У галактики как целого есть много других забот. Законы в этой сфере достаточно строги, почти так же строги, как в том, что касается ИИ. Эти биологически воспроизведенные мобы и НПС не должны жить вне производственной зоны, которую регулирует синдикат. Использование их не для санкционированных развлекательных программ, а в других целях в высшей степени противозаконно, приравнивается к военному преступлению. Значит, межгалактических борделей с генетически смоделированными женщинами не существует? Мордекай поморщился. Легальных не существует. Однако есть одно место, где такие вещи функционируют на законных основаниях. Он указал себе под ноги. «Так ты же сказал...» Меня вдруг ударило понимание. «Нижние этажи?» «Ну да», — сказал Мордекай. «На этом третьем этаже туристов не будет. Почти все они на 18-м. Там как бы роскошный приют для миллиардеров. Олигархия и элита галактики собирается на 18-м. Их там ждут накрытые столы, азартные игры и удовлетворение самых глубоких желаний». «Ничего не понимаю», – промямлил я. «Я был уверен, что на 18-м ад земной. Драконы, громовержцы, титаны. Хрен, в общем, знает.
А что будет, если какой-нибудь обходчик туда доберется? Никому еще не удавалось, так что не знаю. Тоже и с 15-м этажом. Борант и система ИИ нужны, чтобы план выполнялся, но так глубоко никто не проникал, поэтому никто ничего не знает. Такая информация вне моей компетенции. Мы проходили мимо бесчисленных магазинов, гильдий, постоялых дворов. Последние были отмечены на моей миникарте как зона безопасности. Мордекай рассказывал нам о системе гильдий для классов и навыков. И Пончик, и я могли тренироваться в гильдии жуликов. Пончик, кроме того, получила доступ в залы бардов, я в залы бойцов. Иногда в специально отведенных местах будут проводиться соревнования. Мордекай сказал, что никогда не видел гильдии для проходцев, но такая вполне возможно существовала. Особых мест для четвероногих обычно не бывало. Мы дошли до конца улицы, и дорогу преградил невысокий забор. У миниатюрных мне по пояс воротец стояли два закованных в пластинчатую броню стража. Я видел, что они массивные и высокие, но к какому роду живых существ они относились, не определил. Каждый держал длинный стальной клинок. Я просмотрел описание одного. Меченосец, деревенский страж, уровень 75. Сильный, молчаливый, всем нравится такой тип мужчин. Хотите снять со стража шлем, тогда попробуйте его убить. Вы примете вызов? Деревенским стражам поручена защита населенных пунктов 3-го этажа от созданий, которые рыщут по руинам над города. Помните, что они на страже лишь в дневное время, ночью придется рассчитывать только на себя. Страж не шевелился, стоял как истукан. Он как будто боится, предположила Пончик, когда мы прошли в воротца. «Не связывайтесь со стражами», – предупредил Мордекай. «Не нападайте на НПС, не пытайтесь грабить магазины, не выходите на улицы пьяными, здесь нет тюрем, только смертная казнь. Если вы столкнетесь со стражами, не сопротивляйтесь им, они медлительны, но их много, бегите от них руины, тогда они за вами не последуют, но в эту деревню вам уже не вернуться». За воротцами мы увидели другие дома, но ветхие и заброшенные. Дома из крошащихся, заросших мхом кирпичей. Накатывавшийся туман скрывал стоящие в отдалении строения, но и в тумане я различал слабые очертания разных форм и размеров. «Ну вот и они», – проговорил Мордекай, указывая на участок за воротцами. «Руины. То же самое, что и подземелье, но все тут старое. Распадающиеся дома, опустевшие заросшие парки и все тому подобное. Здесь вся история существования города. Она держится на детской повести, которая так и не вошла в вашу земную культуру. Главное – этот огромный спящий вулкан. Волшебный мир существовал только внутри вулкана и состоял из 6 ярусов. Самым первым мы сейчас находимся в надгороде. Здесь жила большая часть людей. Великий монстр обитал на дне вулкана, однажды он выдохнул ядовитый газ и убил 9/10 мира вулкана. Потомки спасшихся живут в этих деревнях. Оставшийся монстр обитает в руинах. «Что-то жутко», – заметила Пончик. «Так мы сейчас на вершине вулкана? Это по сюжету игры?» – уточнил я. «Да, считается, что этот стаж соответствует кратеру вулкана. А уровнем ниже что?» – продолжал любопытствовать я. «Для вас 4-й этаж просто один из уровней подземелья, тоже и 5-й. А вот 6-й этаж – часть истории города на вулкане. Для здешних НПС это ближайший уровень под ними. Он называется «Охотничье хозяйство». Отсылка к компьютерной игре «Хищник». Это очередной городской уровень, там такие же деревни, только они намного больше, а их первожители были намного богаче. Руины там как джунгли, заросли лианами. И это первый уровень, на котором отчаянные и безумные туристы могут охотиться на обходчиков. Так поступают не очень многие, потому что это дорогое и опасное занятие. У охотников нет средств защиты, им реально угрожают как мобы, так и обходчики, и в каждый сезон гибнет немало тупоголовых. А боги? Это полностью другой вопрос, они не появляются до 4-го этажа. Я позже объясню, а сейчас вам нужно поработать. Хорошо, я обернулся к деревне, там магазины, идем затариваться? Нужно, наверное, открыть наши ящики? Покупаем, возликовала Пончик. Какие могут быть сомнения? «Не здесь», – остудил ее пыл Мордекай. «Это маленькая деревня. Здесь непомерно высокие цены. Вас надуют, и вы не приобретете ничего из нужных вам предметов. Нужно попасть в более крупное поселение, а времени очень мало». Он указал на восток. «Видите ту широкую дорогу? Вы пройдете по ней примерно полдня и окажетесь в солидном поселке. Там магазины лучше, в них выбор богаче». «Откуда ты знаешь?» – удивился я.
Мордекай указал на бесцветный камень, лежавший у самых воротец. «Сосредоточься и выбери подсказку». Я сделал так, как он велел, и тут же пробормотал «святое дерьмо». Из земли, подобно дереву, торчал столб с надписями, стрелками и указаниями расстояний в километрах. На стрелке, направленной на север, было написано «Птица небесная, поселок средней величины, 34 километра». Другие стрелки сообщали о зонах безопасности, туалетах и, главное, лестницах. Ближайшая находилась в 6 километрах. В руинах есть зоны безопасности? На деревне нельзя полагаться? А у деревень есть название? Зоны безопасности и туалеты будут разбросаны здесь и там, как и раньше. В руинах не будет учебных цехов, только в деревнях. Хотя это не так важно, ведь я в любом случае телепортируюсь в зоны безопасности. Система определяет деревни как маленькие, малые, средние, большие и крупные. Неинтересно. Вы можете сами дать деревне название после того, как убьете мэра. Не беспокойтесь, во всяком случае на этом этаже. Вероятно, вы погибнете, так что ничего существенного от названия не выиграете, раз уж на хронометре всего 8 дней. «Понятно», – сказал я. «Итак, значит, мы должны ковылять в другую деревню?» Мордекай кивнул. «Не забывайте время от времени сверяться с указателями, чтобы не отклониться от направления. В каждой деревне на этом этаже есть учебный цех. Встретимся там, и тогда вместе заглянем в некоторые магазины». «Монстры на этом этаже будут страшнее?» «Ну, конечно», – сказал Мордекай, лукаво улыбаясь. «Наверное, на этом я обязан остановиться. Трудно вспомнить все без контрольного списка. На этом этаже есть ночь и есть день. В руинах всегда будут монстры. Ночью они более опасны. Дневных вы расщелкаете как орешки, но Монго, наверное, первое время стоит придерживать. Не выходите ночью, пока я не дам добро. Деревни днем безопасны. По ночам безопасны только центральные улицы, как правило, боковые переулки опасны. В некоторых случаях опаснее, чем даже руины». Он несколько раз взмахнул своими инкубскими крыльями и посмотрел мне прямо в глаза. «Держитесь подальше от девушек с рогами. Ваша харизма сейчас намного выше, чем была, и она будет привлекать их. Они будут лезть на вас из всех щелей. Карл, работай над кулачными навыками и используй свое новое заклинание «Страх» в каждой стычке. Не забудьте остановиться в зоне безопасности, чтобы открыть ящики. Пусть Пончик возьмет новую книгу заклинаний». «А я о ней забыла», – воскликнула кошка. Мордекай повернулся и зашагал назад к деревне, прямо к пивной, и крикнул через плечо: «И не останавливайтесь в первой же зоне безопасности, пройдите хотя бы 2 часа или даже 4. А ты, Пончик, упорно занимайся магической ракетой, ты почти на 10 уровне навыка, я буду на связи, если понадоблюсь». «Зная я, что он станет таким начальником, не взяла бы преимущество наставника», – пробормотала принцесса негромко. «Помолчи, Пончик», – сказал я почти беззвучно. Я поднес фонарь к дверце, выходившей на руины. Она открылась с громким скрипом. 2 стражей не шелохнулись, мы вышли на улицу, и безопасность деревни осталась позади нас. Глава 4. Просмотры 371,5 триллионов, последователи 7,8 триллионов, любят 1,1 триллион. Пока мы шли по дороге, Пончик трудилась над воспитанием Монго. Я достал из своего инвентаря палку и бросал ее, а Пончик заставляла своего питомца сохранять спокойствие, пока она не даст ему команду притащить палку. Дрессировка уже принесла примерно 80% успеха. Мешало то, что динозаврик перевозбуждался, после чего начисто переставал подчиняться. Пончик остановилась у первого попавшегося нам на дороге туалета. Она вошла, а Монго берсерком бросился на дверь, стал колотиться в нее, скрестись и орать во всю мощь своих легких. И так продолжалось, пока она не вышла. «Монго, учись терпению», – обратилась кошка к малышу. «Бери пример с мамы». «Правильно», – сказал я, – «ведь ты-то знаешь толк в терпении». По дороге я любовался потолком. Он был выше, намного выше, чем в проулках. Здесь попадались и 4-этажные дома, в туманной дали вырисовывались даже более высокие, при этом я по-прежнему видел, что небо не более чем иллюзия. Свет отражался от него и падал на фасады. Зев. «Привет, привет». Пончик. «Привет, Зев». Зев. «Привет, Пончик. Для вас обоих хорошая новость. Шоу АД – это ошеломляющий успех. А еще важнее, большинство зрителей уже поставили большие пальцы вверх за ваш выбор класса и расы. Кое-кого смутило, что Пончик предпочла быть магнатом аллеи на этом этаже, но класс бывшего детского актера получил почти всеобщее одобрение.
Единицы поворчали, что такой выбор не дает простора для роста, но многие сочли хорошей компенсацией то, что Карл выбрал характеристики, предполагающие жесткую подготовку. Кроме того, вы выбрали уникальные классы, которые никто не выбрал. Это всегда плюс. Есть еще несколько проходцев, но совсем немного. Никаких обычных кошек, только кто-то выбрал кота-оборотня. И есть на подходе несколько кошечек. Рано пока. Многие обходчики еще не сделали выбор. Пончик выглядела крайне шокированной, я расхохотался. «Карл, я рад известиям, Зев. Вопрос, люди сейчас видят Мордекая?» Зев: «Нет, в целом нет. Известно, что у вас есть куратор, и он показался, когда представлял вас миру, но с того момента все будет идти как и раньше. Кстати, я проверила, никаких заметных обходчиков поблизости нет, насколько я могу судить. На вашем месте я бы не стала никого принимать в вашу партию, все очень скучные». Пончик: «На какое следующее шоу мы идем?» Зев: «Ну, на этот этаж отведено 8 дней. Я пока веду переговоры с несколькими программами. Скорее всего, вас вызовут в 4-й вечер, но я еще не пришла к договоренности об интервью. Мне пришлось привлечь еще несколько человек, чтобы удовлетворить все заявки на интервью». Карл: «Отлично, Зев, спасибо». Зев: «Тогда пока все». Пончик: «Пока-пока, Зев». «Что еще за кошечки?» – спросила Пончик. «Мне это не нравится. Да еще кот-оборотень. Надо бы прояснить до конца». «Осторожно!» – крикнул я и отпрыгнул назад. А мою грудь ударился нож и, не причинив вреда, со звоном упал на землю. Я взглянул на тварь, которая его метнула. Обезьяна в маске, изображающей раскрашенный человеческий череп. Бывший цирковой лемур. Уровень 8. Странствующий цирк Гримальди был одним из любимых развлечений Надгорода до давнего рокового дня. Сотни лет спустя одичавшие и преобразившиеся потомки членов его труппы все еще бродят по руинам, выискивают детей и взрослых, чтобы изумлять их и развлекать. Гримальди Джозеф, 1778-1837. Один из самых известных английских артистов цирка, первый клоун с белым лицом. Считается, что благодаря его образу клоун стал центральной фигурой традиционной рождественской орликинады. Изумлять и развлекать, то есть пожирать плоть с костей и использовать их останки как доспехи. Поразительные жонглирующие лемуры Гримальди были ключевыми фигурами одного из главных цирковых представлений. Дети из всех уголков царства смеялись и хлопали, глядя, как эти маленькие смешные зверушки жонглируют любыми предметами, от шаров до кегель и ножей. Наверное, вы можете догадаться, чего ждать от этого. Покрытое рыжей шерстью чудо, лемур, без всяких сомнений, под раскрашенным в черный и красный цвет человеческим черепом, показалось в окне 2-го этажа разрушающегося дома. Оно сидело на карнизе, болтая короткими ножками. Оно не появлялось в виде точки на моей миникарте до того мгновения, пока нож не полетел точно в мою голову. К счастью, он отскочил от моего пиджака благодаря преимуществу данному плащом. Черт! В окне появились еще 4 лемуров. Мы с Пончиком прыгнули в боковую аллею как раз тогда, когда в нас полетели новые ножи, 2 из которых воткнулись в доски настила. Монго завизжал от ярости, и Пончик закричала, чтобы он не выбегал на дорогу. Я подготовил дымовую бомбу, одновременно разглядывая карту и соображая, как удобнее добраться до тварей. Со стороны аллеи окон в доме не было, а лемуры вот-вот сообразят, где мы. Рвущий уши горловой рев вдруг наполнил улицу. И с расстояния в несколько кварталов донесся ответ. Врагов было не 5, а намного больше. Я убрал дымовую бомбу и достал самогонную флягу. Извещение админа. В вашем интерфейсе новый запрос. Квесты. Один из основных жанров компьютерных игр – интерактивная история, в которой игрок управляет главным героем. Что за черт? Воздух наполнился музыкой, похожей на духовую. Длилась она не больше секунды, искры и иллюзорные вымпелы заплясали на периферии моего поля зрения. Новый квест. Шоу должно продолжаться. Жесткое театральное правило, существующее со времен Мольера. Актеры не допускают срыва спектакля, невзирая ни на какие помехи. Казалось, что слова закружились в воздухе и развернулись передо мной, как название старомодной телепрограммы. Каскад искр перегруппировался в слово «квест». Вы обнаружили остатки старинного цирка. Несколько сотен лет стоит этот странствующий цирк после того, как ядовитое облако уничтожило жизнь в Надгороде. Но вместо радости, смеха и сладкой ваты теперь он несет опустошение и боль. Наверное, и сладкая вата теперь ни к черту не годится. Узнайте, почему этот цирк еще существует, и положите конец его царству ужаса.
Награда. Вы получите золотой квестовый ящик. Я ничего не понимал. Что за хрень? Квест? Мордекай что-то говорил раз или два про квесты, но мы этого не обсуждали. Карл. Мордекай, мы только что вляпались в квест. Послать его к чертям или постараться выяснить, что он из себя представляет? Мордекай. Вам постараться и выяснить свое лицо. Карл. Что? Мордекай. Мама его больше любила. Ну и кто сегодня умер? Хорошо, что кошка вымыла свой прах в ванной. Что это с Мордекаем? Спросила Пончик. Карл. Ты пьян? Прошло всего-то 15 минут. Мордекай. Ты должен знать, что инкубы толерантны. Карл. Мордекай. Мордекай не ответил. Дело швах. Похоже, предстоит действовать самостоятельно, сказал я. Оставаться тут было нельзя. Я указал на следующую поперечную аллею. Ближайшая зона безопасности находилась примерно в 3 кварталах от нас. «Готовься бежать!» Я выскочил из-за угла. План состоял в том, чтобы попробовать забросить горючую смесь в окно, но на крыше здания толпилась куча лемуров. Я добавил шипучки, подбросил флягу как можно выше и скорчился, спрятав голову в колени. Вокруг меня о землю ударились новые ножи. Взрывчатка сдетонировала, и строение содрогнулось. Поднялись визгливые, сумасшедшие крики, и меня накрыла жаркая волна. Сверху в аллею свалился охваченный пламенем лемур. Я врезал по нему ногой, и он улетел через аллею дальше, чем я ожидал, до каменной стены дома, в которую и врезался. Сзади нас, с крыши, один за другим посыпались пылающие лемуры. «Бежим!» – крикнул я Пончику. Мы свернули с аллеи и пересекли улицу. На карте позади нас появилась куча красных точек. Верхняя часть рассыпающегося здания украсилась косыми крестами, обозначавшими мертвых лемуров. Маленький динозавр вырвался и припустил к издохшему лемуру, которому я только что нападал. «Мать твою, Монго!» Он с визгом взмыл воздух ножками вперед, точно опустился на затихшее тело и издал торжествующий рык, когда во все стороны полетела вырванная шерсть лемура. Я сделал вираж и схватил динозавра. Цыпа-ящер гневно и протяжно завыл, когда я поднял его в воздух. В нескольких сантиметрах от моего виска в стену ударился клинок, я бросил взгляд назад через плечо и остолбенел от того, что увидел. Жираф. Хренов жираф несся по улице прямо на нас. С шеи гигантского зверя, как с дерева, свисали лемуры. Жирафу до нас оставался примерно квартал. Он наклонил шею и резко выпрямил ее, отправив в нашу сторону с дюжину лемуров. Одна обезьяна взлетела слишком высоко, с треском ударилась о каменный потолок и шмякнулась на деревянное покрытие улицы. Остальные лемуры летели, вопили и размахивали ножами, и из окон уже горящего дома на нас опять сыпались ножи. Я пригнулся, но почти все клинки уносились слишком далеко. Лемуры, оседлавшие жирафа и сброшенные им, свалились, достали новые ножи из наплечных патронташей и потянулись в нашу сторону с глубоким утробным завыванием. «Держи нахрен щенка!» – крикнул я Пончику и опустил Монго на землю. Я достал дымовую бомбу, поджег ее и бросил за собой. Мы помчались прочь по аллее, пересекли соседнюю улицу и свернули в другой проулок, гораздо более тесный, чем предыдущий. «Монго, за нами!» – скомандовала Пончик. Она вспрыгнула ко мне на плечо и выпустила парочку магических ракет. Монго пронзительно визжал, сучил лапками, но не отставал и бежал слева от меня. Посреди следующей улицы, последней перед зоной безопасности, виднелась одна красная точка. Я достал еще одну дымовую бомбу и бросил ее перед собой. «На ту сторону! Бей бомбу ракетой!» Дым заполонил улицу впереди нас, и бриз понес его навстречу. Дерьмо, дышать нечем. В последнее мгновение я вспомнил совет Мордекая. При любой стычке пользоваться страхом. Я активировал страх, Пончик выпустила магическую ракету полной мощности. Воздух застрял у меня в горле, когда я увидел новое существо. Предупреждение. Мобы страшилы невосприимчивы к страху. Первой мыслью было «тонкий человек». Слендермен, одетый клоуном, святое же дерьмо. Тонкий человек или оператор – персонаж компьютерных и мобильных игр, фильмов ужасов, а также городских легенд. Стрела Пончика полетела чересчур низко, но я сразу понял, что так и было задумано. Она ударила монстра в ногу, и он опрокинулся навзничь. Как только он упал, выскочило его описание. Внушающий ужас клоун, уровень 10. Ничего, если вы обделались, не вы первый.
Клоун на ходулях ростом выше 3,5 метров всегда был любимцем сопливых малолеток, гостей трехъярусного цирка Гримальди. Сейчас эти прежде изысканные клоуны, изнуренные временем и проклятием над города, превратились в высоченных, охочих до крови монструозностей, которые больше всего на свете хотят сделать воздушные шары из ваших кишок. Это был гуманоид с бледной перепачканной кожей, без глаз и носа, зато с непомерно большим красным и зубастым ртом. Его истощенные телеса прикрывал рваный окровавленный клоунский костюм. Чрезмерно длинные руки доставали почти до земли, и в каждой из них он держал по огромному мясницкому ножу. На голове трепыхался рыжий кучерявый парик и шляпа с цветком сверху. Пончик попала ему аккурат ниже колена, и он, заваливаясь на спину, выбросил в воздух огромный красный ботинок. Из раны хлестало кровища. В том месте, куда ударила стрела, должна была быть ходуля, однако выходило, что и ноги у него неимоверной длины. Появилась шкала здоровья, которая показала, что магическая ракета отняла у клоуна всю 5-ю часть жизни. Я бросил мимолетный взгляд на миникарту, лемуры все еще находились в квартале от нас, и подскочил к монстру, в которого Пончик всадил еще 2 ракеты. «Следи за его руками», – предупредил я и сформировал рукавицу. С криком «Да пошли они!» Пончик соскочила с моего плеча. Мы с Монго одновременно взмыли в воздух. Я приземлился на грудь клоуна, а динозаврик завопил и принялся терзать ногу монстру у щиколотки над ботинком. Грудная клетка клоуна с треском провалилась подо мной. Ощущение было такое, словно я ударил подошвами в деревянную палету, и та раскололась под моим весом. Я опустился на одно колено и занес руку для удара. Еще одна ракета врезалась в поднимающуюся руку клоуна, и я изо всей силы вмазал ему в лицо, сломав ему шею. Маленькая шляпа отлетела, большой рыжий парик свалился. Я лупил его до тех пор, пока не вбил голову в туловище. Туча красных точек приближалась. Они должны были явиться через 15 секунд. Я вызвал инвентарь клоуна. Мясо клоуна. Ого-го, билет. 35 золотых. Я забрал весь лут, а также оба мясницких ножа устрашающих размеров, рыжий парик и маленькую шляпу. Монго по-прежнему возился с лодыжкой монстра, как песик с костью, рвал над ней кожу и рычал. Я наклонился, чтобы убрать его в сторону, и обнаружил, что он заметно подрос. Все-таки я поднял его и поставил на землю в полуметре от себя. «Прикажи ему идти за нами», – сказал я Пончику, уже сворачивая в соседний переулок. «И торопитесь. Монго, сюда», – скомандовала Пончик. Этот переулок вывел нас в небольшой лабиринт, состоявший из каменных стен с дверями. Зона безопасности, таверна, располагалась метрах в 50 от стены, в которую упирался тупик. Над ее дверью была укреплена вывеска «Мопс, чеши живот» с картинкой «Мопс в цилиндре и костюме». Я с беспокойством посмотрел на шевелившуюся на центральной улице толпу красных точек, толкнул дверь и вбежал в дом. В отличие от зон безопасности 2 предыдущих этажей, это напоминало столовую, обставленную в ренессансном стиле. 3 телеэкрана были такими же, обстановка в целом соответствовала нормам учреждений с обслуживающим персоналом. Защитник Бобка, стоявший за прилавком, с любопытством посмотрел на нас, когда мы вошли. Прежде всего я отметил, что спальни, их было всего 5, здесь сдавались за деньги. 10 золотых за ночь – ничто, конечно. У нас с Пончиком теперь имелось почти 10 тысяч золотом. Еда тоже стоила денег, таких же, по всей видимости, ничтожных. Я одним глазом следил за красными точками, последовали ли они за нами в переулок. Если им известно, где мы, проблем не избежать. Но они, похоже, не увидели, куда мы направились. Я подошел к прилавку, чтобы заказать напиток. Это было крайне необходимо. Твумп. В комнату телепортировался Мордекай и встал около барной стойки. Его брюки были спущены до колен, глаза закрыты. «Дамы», – заговорил он чрезвычайно невнятно, – «по одному. Бабушка вперед. У Мордекая есть много». Он выдохся, открыл один глаз и выкатил его в нашу сторону. «Мой добрый сэр, вынужден просить вас немедленно убрать ваш меч в ножны. Здесь семейное заведение». Я вызвал данные гнома. Его звали Гордо. Мордекай поспешно подтянул брюки. Смокинг был все еще на нем, но галстук и куртка исчезли. Кончик хвоста с кисточкой забился под ремень и мешал надеть брюки, как полагается. Мордекай неуклюже опустил хвост в штанину и застегнулся, так и стоял, покачиваясь. Судя по запаху, наставник был пьян в хлам. Мы расстались с ним 20 минут назад. 20 минут. «Вы не должны были приходить в эту зону еще 2 часа», – произнес он и погрозил пальцем.
«Слушайте наставника и не отступайте». Мордекай пошатнулся и взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, как будто стоял на доске для серфинга. «Куда ушли те две девочки с бабушкой?» Его вырвало на пол, он плюхнулся в блевотину и отключился. Гордо нагнулся над прилавком и сделал выразительное лицо. «Это ваш наставник?» «Ага», – сказал я. Гордо покачал головой. «Тогда вам трындец». «Ага», – сказал я. Глава 5. Монго поднялся на 3-й уровень и почти вдвое увеличился в размерах. Он подрастал, и уже было понятно, что ему предстоит стать весьма мозговитым и колоритным чудищем. Розоватые перья на его лапах, смешанные с густо-красными, сделались длиннее и крепче. Удлинился хвост и стал больше наводить на мысль о динозавре, чем о курице. Кожа вокруг глаз приобрела синеватый оттенок, клюв увеличился и стал шире, теперь толчок носиком мог привести к серьезному ущербу. «Как же быстро они растут», – грустно вздохнула Пончик. «Теперь ему уже не посидеть на моей спине. Очень скоро ты будешь садиться ему на спину», – отозвался я. Я знал, что рост в земной природе не происходит так быстро, как в кино, но был уверен, игра дорастит Монго до киногеничных размеров, таких, которые радуют глаз зрителя. Пока Мордекай громко храпел посреди извергнутой им из себя лужи, мы с Пончиком открывали свои ящики. Каждому достался серебряный земной ящик. Кроме того, мы оба получили по паре отдельных достижений. У меня дополнительных ящиков с лутом не было, зато у Пончика появился золотой ящик для животных, который она еще не открывала. Наиболее заметным достижением было то, что нам присудили за вступление в наш первый квест. Новое достижение. Это элементарно, мой дорогой обходчик. Вы-то думали, что у вас нет ничего, кроме ушибленных монстров в голове. Вы получили квест. Задачки, интриги, тайны, ё-моё. Если хотите выжить в этом мире, придется стать чем-то еще, а не только симпатичным варваром, который умеет крутить мечом. Да, некоторые квесты требуют грубой силы, но иногда неплохо задействуйте черепушку с начинкой. Награда. Мы не хотим, чтобы вы скучали. Вот вам и приз. Это интересно. Если задействована какая-то тайна, то придется ли взаимодействовать с людьми? Если да, то астрономическая харизма Пончика будет очень полезна. Пончик открыла свой земной ящик и ахнула. Она получила 3 предмета. 2 еще не открытые ящика, вроде тех, что можно получить по amazon.com. Ароматическая свеча и кошачье дерево больших размеров с множеством столбов, платформ и круглым кошачьим гамаком. Оно было больше и изящнее, чем то, что стояло в нашей квартире. Мне придется самому его собирать. На свече было написано «морской бриз», но запах не имел ничего общего с запахом моря. 3-м предметом было зелье. Зелье земного увлечения. Я прочитал описание. Зелье земного увлечения. Согласно подразделу 1256-С Акта о защите природных видов, данная награда дается правительством синдиката в целях награждения всех обходчиков, избравших свой исконный класс. Использование этого зелья добровольно, при этом оно не может быть продано или передано другим обходчикам или организациям. Приняв это зелье, вы немедленно приобретаете квалификацию навыка 3-го уровня в уникальном увлечении земного происхождения. Преимущество выбирается случайным образом. При этом навык, которым вы уже владеете, в этот список не входит. Боги, как я ненавижу, когда законники заставляют меня вплетать в описание их фигню. А вы как к этому относитесь? В общем, увлечение может быть полезным вроде паркура или джиу-джитсу, а может быть грёбаной бессмысленной дребеденью вроде филателии или чайного гриба. Не очень-то надейтесь. Тот факт, что вашу планету заполонили дебилы с бессмысленными, нелепыми увлечениями, склоняет весы не в вашу пользу. Я рассмеялся. Почему это подобные вещи требуются? Какова цель? Бюрократическая попытка законсервировать земную культуру? Это не имело смысла, хотя и напомнило мне о разном дерьме, которое вытворяли военные. В золотом ящике для животных Пончик получила черный магический ошейник для Монго. Он указывал местонахождение динозавра оранжевой точкой на карте. Монго кричал и пытался сбросить ошейник, но после ряда увещеваний Пончика покорился и прекратил его царапать. В темном углу зоны безопасности стоял почтовый ящик, и Пончик устремилась к нему за книгой заклинаний. Достала ее, присвоила сияющим видом и объявила: «Прелесть неописуемая! Богом тебя заклинаю, Пончик!» – взмолился я. «Прочти сначала описание». «Да расслабься, Карл, смотри!»
Она взмахнула лапой, и Монго, нарезавший круги возле дрыхнувшим ничком тела Мордекая, внезапно разделился на трое. Теперь кругами бегали 3 Монго. Одна из ипостасей озабоченно пискнула, запрыгнула на прилавок и зарычала на 2 других. Через миг те 2 формы оказались там же. Первый Монго завопил в страхе и побежал, стремясь спрятаться за Пончиком. 2 другие переглянулись, спрыгнули на пол и возобновили кружение возле Мордекая, как парочка акул. «Пожалуйста, скажи мне, что это галлюцинация», – пробормотал я. 2 новых Монго физически были зеркальными отражениями, но двигались не как точные дубликаты. Казалось, что каждый из них наделен своим сознанием. «Они настоящие!» – выкрикнула Пончик. «Здорово же! Существует только 1 минуту. К тому же это дорогое заклинание. 26 пунктов». Как и следовало ожидать, 2 динозаврика сразу прекратили беготню. Они посмотрели друг на друга и распались, открыв маленькие механизмы, рули и электрические приспособления. Еще миг, и часовые механизмы испарились в клубах дыма. Это называется часовое утроение. Ну что, разве не классно? Правда, его можно применять только к домашним животным и миньонам. Эх, Карл, никаких часов. Настоящий Монго жалостливо запищал, глядя на 2 небольшие кучки черного пепла на полу. «Это хорошее заклинание. Тебе понравится тренироваться с ним. Да у тебя внушительный каталог», – прокомментировал я, просматривая перечень заклинаний. Теперь в распоряжении Пончика имелись исцеление, уровень 1 максимум, факел уровень 10, магическая ракета уровень 9, прыгун через лужи уровень 3, второй шанс уровень 5, исцеление тварей уровень 1, часовое утроение уровень 1. Я и не подозревал, что факел Пончика поднялся до 10 уровня. Обычно она включала его, как только мы покидали зону безопасности, и он осенял нас большую часть дня. Она регулировала яркость на ходу, когда нам приходилось действовать скрытно, но я не задумывался. К тому же в большинстве помещений 2-го этажа имелся наружный свет. «Ты соберешь мое дерево?» – спросила Пончик. «А может быть и свечу зажжешь? Мисс Беатриса зажигала свечи. Погоди минутку». Мне вспомнилось, как Беа выходила из себя, когда Пончик приближалась к свечам. Она до паранойи боялась, что кошка загорится, и тем не менее держала в доме 1 000 000 свечей. Мне еще предстояло открыть мой собственный земной ящик, что я наконец и сделал. Как и у Пончика, у меня там было 2 отдельных предмета и зелья увлечения. Первым предметом оказался маленький кактус в глиняном горшке. Коротенький, сантиметров 7 квадратный, покрытый желтыми иголками. На горшке сохранился ярлык с ценой $3.99 из Home Depot. Крупнейшая в мире сеть магазинов стройматериалов и инструментов для ремонта. Второй предмет – набор книжечек в мягкой обложке, обтянутой пленкой. «Бу-бу-бу», – пробормотал я, вертя упаковку. Коллекция произведений Луиса Ламура, вестерны. У моего отца была целая полка этих книг. В детстве я тайком брал их по одной и прочитывал за ночь, прячась под одеялом с фонариком. Здесь их было 18, все из семейной саги о Сакетах. Ни одной я не читал. Я отправил их к себе в инвентарь, у меня дрожали руки, но я не понимал, почему. Затем я рассмотрел кактус, не понимая, что с ним делать и почему мне его отправили. Оба подарка Пончика объяснимы: свеча – память о доме, кошачье дерево – радость. Со вздохом я отправил растенице в инвентарь. «Хочешь приобрести новое увлечение?» Обратился я к кошке без большой уверенности, что из этого вопроса выйдет что-нибудь путное. «Давай», – отозвалась Пончик. Тело кошки сверкнуло на мгновение, после чего ее мордочка сморщилась. «Скутелефилия», – медленно произнесла она. «Коллекционирование нашивок, военных, полицейских, спортивных и тому подобное». «Не знаю, я даже не знаю, что это означает. Звучит пакостно. Как у меня может быть навык в чем-то, о чем я ничего не знаю? Чушь какая-то, бессмыслица». Я издал смешок. «Не знаю, Пончик, что тебе и сказать. Нас ведь предупреждали, что увлечение может оказаться какой-нибудь глупостью». Я занес зелье в хот-лист и кликнул. Во мне прокатилась теплая волна. Вы приобрели навык. У вас 3-й уровень навыка «Баскская пилота». Игра с мячом, отдаленно напоминающая теннис и сквош. Вот и все. Больше никаких объяснений. Баскская пилота? Боевое искусство? Я взглянул на свои руки, никаких изменений я не ощущал. «У тебя тоже бесполезное зелье?» – поинтересовалась Пончик. «Не знаю», – сказал я. «Может быть». Пончик была права. Глупо и бессмысленно то, о чем мы не знаем, что оно такое. «Это похоже на щелканье орехов твоими босыми ногами».
Пончик повернулась к защитнику бобка. «Гордо, дорогой, дайте мне, пожалуйста, грецких орехов, они нужны для эксперимента». Она захихикала. «Конечно, сию секунду, Ваше Величество». Он скрылся в кухне. Этот типус был даже раболепнее своих аналогов из других зон. Харизма Пончика взлетела ракетой к отметке в 70. Мордекай говорил, что хотя ее показатель сейчас представляется безумным, на нижних этажах нам понадобятся намного более высокие данные, чтобы просто держать голову над водой. При всего лишь 3 пунктах за уровень придется сражаться за зелья, лут, бонусы и все что угодно, лишь бы не уронить свои статы. Поскольку часовое утроение было одним из немногих заклинаний, которые действовали на территории зон безопасности, я заставлял Пончика тренировать его без устали. Теперь на восстановление 1 пункта маны ей требовалось 20 секунд. Монго скоро привык иметь 2-часовых друзей, которые появлялись из ниоткуда. Как только они возникали, он взвизгивал от радости и бежал к ним. Те 2 дракончика тоже подпрыгивали от возбуждения, и все 3 принимались бороться, перекатываться друг через друга, сшибать стулья и скакать на столах. Маячившие над их головами подсказки не давали возможности определить, который из 3 реален. Я быстро перестал отличать настоящего Монго и только ждал, когда другие 2 испарятся. Монго с тоской наблюдал, как распадаются товарищи, после чего бежал к Пончику и начинал вопить, требуя, чтобы она вернула исчезнувших. «Не думаю, что набираюсь опыта с этим заклинанием», призналась наконец Пончик. «Я уже должна была подняться до 2 уровня». Может быть, то, что практикуется в зонах безопасности, не засчитывается? Я посмотрел на храпящего Мордекая. «Было бы неплохо, если бы мы могли у кого-нибудь спросить», – сказал я громко. До того я уже пытался разбудить Мордекая, но он не двигался, как каменный. «Может, перенести его куда-нибудь, чтобы он не лежал в блевотине?» – предложила Пончик. «Может быть, но мне не хочется опять к нему прикасаться». Когда я в первый раз пробовал его разбудить, его хвост грозно поднялся мне навстречу, словно кобра. Меньше всего нам нужно, чтобы какое-нибудь зловредное инкубское заклинание активировалось как раз тогда, когда у нашего наставника тайм-аут. К тому же, что-то мне подсказывает, что сегодня у него было не первое в жизни родео. Честно говоря, мне пока не хотелось собирать кошачье дерево Пончика, и я пообещал, что займусь этим ближе к вечеру. Так что пока Пончик играла с Монго и его клонами, я немного позабавился со взрывчаткой. Надо было бы заниматься этим у стола сапера. Динамит был бы защищен от порчи, и, возможно, открылись бы другие пути работы с этим веществом. У меня появилась одна идея, но я временно от нее отказался. У меня имелся новый навык хирург-бомболог, и даже при том, что он был всего лишь 1 уровня, интуиция подсказывала, насколько он будет полезен. Я чувствовал глубину детонатора в моих динамитных шашках. Чувствовал, как близка динамитная масса к преждевременному взрыву. Для этого мне даже не было нужды обращаться к описанию. Оставив в покое динамит, я исследовал свой запас гоблинских дымовых бомб. Эти бомбы размером с яблоко были великоваты для моей рогатки, а конструкция была неразборной. Хотелось узнать, стоит ли окончательно отдать предпочтение рогатке. Этот вопрос я тоже пока отложил. У меня было немало бессистемно подобранных химикатов и достаточное количество черного пороха, но недоставало знаний в области химии, чтобы подобрать правильные сочетания веществ и соорудить то, что сложилось у меня в голове. Мне требовался магазин, чтобы запастись взрывчатыми веществами, а лучше поселение хоб-гоблинов, чтобы воспользоваться их инвентарями. Я предполагал, что их материалы более высокого качества, чем те, что достались мне от гоблинов. Предполагалось, что мы с Пончиком доберемся до крупного поселения до наступления темноты, но я принял твердое решение провести исследование. Я не знал, когда точно наступит ночь, знал только, что в нашем распоряжении оставалось несколько часов до начала итогового выпуска. План состоял в том, чтобы выбраться из зоны безопасности и осмотреть границы владений предполагаемого цирка. Мы не собирались чрезмерно углубляться в эти развалины, по крайней мере, пока не узнаем в точности, с кем имеем дело. «Идем, Пончик», – позвал я. «Начинается охота на клоунов». Первое, что мы заметили, выйдя из зоны безопасности, были тела, обозначенные на карте 3 косыми крестами. Это были обходчики, и лежали они недалеко от того места, где мы столкнулись с лемурами. «Ах, черт!» – пробормотал я. Мне вспомнился совет Зев не объединяться с другими обходчиками в районе, и я внезапно почувствовал себя виноватым в том, что не искал товарищей. Я даже не думал об этом, настолько меня переполнили новые впечатления этого этажа. Теперь я об этом пожалел. Мы осторожно двигались по узкому переулку в сторону погибших.
Монго остановился, понюхал воздух и издал тихое рычание. «Перестань», – шепнул я, исследовал карту и не увидел на ней никаких мобов. Монго глядел куда-то вверх. Я проследил за направлением его взгляда и, наконец, увидел. На краю крыши расположился лемур с черепом на месте головы. Нас он еще не обнаружил. Как только я его увидел, на карте появилась его точка. Такой эффект требовал способности незаметного передвижения. Лемур смотрел на улицу, где лежали мертвые обходчики, и сидел спиной к нам, но я не сомневался, что это ловушка. Я видел только одного лемура, но поблизости наверняка были и другие. «Назад», – скомандовал я. «Проходим в тот дом и подкрадываемся к нему». Строения в этом районе представляли собой лишь остовы прежних домов. Ни дверей, ни окон, только дыры там, где все это когда-то было. Мы подобрались ближе и заглянули внутрь. Затаились у входа. Монго вел себя хорошо и не шумел. От второго этажа и крыши остались только гниющие балки. Мы видели лемура со своего места. Он ничего не делал, просто сидел на краю крыши. «Хочешь, чтобы я взяла его?» – спросила Пончик. «Действовать надо тихо», – ответил я. Моя рогатка только спугнула бы лемура, а магическая ракета Пончика могла наделать шума. «Монго, молчи и смотри, что будет делать мама». «Подожди же, мать твою, Пончик», – прошипел я. Но прежде чем я успел что-либо прибавить, кошка взмыла в воздух и опустилась на перекрытие второго этажа. Припадая на согнутых лапах к балке, она пересекла крышу. Даже представить не мог, что принцесса умеет двигаться настолько бесшумно. Я-то знал ее как облупленную. Она перепрыгнула на центральную потолочную балку и оказалась прямо за спиной лемура. Даже со своего места я услышал, как изящно и тихонечко звякнул колокольчик на ее ошейнике. В тишине этот звук показался ударом церковного колокола, и прикрывавшая спину броня чуть стукнула о дерево балки. Монго, решив, что хочет веселиться, громко закричал. Лемур обернулся и посмотрел через плечо как раз в ту секунду, когда Пончик прыгнула. Каким-то образом она сумела не свалиться с края крыши. Принцесса яростно вцепилась в противника. Он оступился, полетел внутрь здания вниз, не удержался на одной из балок второго этажа и брякнулся на землю. Монго подбежал, подпрыгнул, тяжело приземлился на грудь еще не успевшего умереть лемура, впился в покрытый мехом живот и расстегнул его так непринужденно, как будто его на это натаскивали. Затем он что-то выкрикнул и погрузил голову в раскрытое брюхо. «Святое дерьмо!» – повторял я про себя, подбегая. Пончик спрыгнула к нам сверху и уселась подле своей жертвы с триумфальным видом. «Нужно что-то придумать с твоим колокольчиком, если ты хочешь подкрадываться незаметно», – сказал я ей. «Ты слишком хрупкая для того, чтобы атаковать так, не продумав заранее все детали. Карл, я должна подавать хороший пример моему ребенку». «Пончик, он тебе не ребенок, он питомец. Мы не должны отдавать жизнь за питомцев». Я тут же пожалел о сорвавшихся с языка словах. Пончик глянула на меня так, как будто я ударил ее. Неожиданно для самого себя я почувствовал себя ужасающей свиньей. Монго стащил с мертвого лемура раскрашенный череп, обнажив его собственный. «Фу!» – выдохнула Пончик. Она выглядела шокированной. Выражение обиды исчезло так же мгновенно, как появилось за секунду до того. «Карл, ты это видишь? Да чего отвратительно!» «Да уж, впечатляет», – пробормотал я, радуясь быстрому переходу на другую тему. Маска в виде человеческого черепа прикрывала другой череп с парой выпученных, налитых кровью глаз. У чудища на голове не было ни шерсти, ни кожи. Сейчас, без шляпы, с маской и черепом, оно выглядело даже страшнее. У лемура нашлась лемурья шкура и небольшой патронтаж с 6 метательными ножами. Лезвия ножей, снабженные маленькими черными рукоятками, были примерно с мою ладонь. «Пончик, тебе надо вернуться наверх», – попросил я. «Поднимись медленно и тихо осмотри улицу. Выясни, нет ли на крышах других лемуров. И попробуй понять, где находится основная часть этого цирка». «Не надо», – сказала Пончик. «Я уже посмотрела. В доме напротив еще один лемур, но сейчас он спит. Наверное, я могу достать его ракетой, и никто не заметит. А в нескольких кварталах от нас видны цирковые навесы. Думаю, там парк. С той стороны явился жираф. Я заметила еще как минимум 3 жирафов. А вот страшных клоунов нигде не видно. А теперь замри и услышишь музыку из цирка». Мне оставалось только смотреть на Пончика. Она росла по-настоящему, становилась все более умелой. Я опять пожалел о своих словах насчет питомца. С другой стороны, разве я не был прав? Пончик другое дело. Она больше, чем домашний питомец.
Она с любовью смотрела на Монго, который уже наелся досыта. «Ты молодцом», – проговорила она. «Почти 4-й уровень». Динозаврик подпрыгнул и замахал окровавленными ручонками, разбрызгивая кровь во все стороны. «Отлично», – сказал я. «Давай убьем того пацана в доме напротив, осмотрим тела обходчиков, а потом познакомимся с цирком. Как тебе план, партнер?» Пончик помолчала, затем медленно кивнула. «Годится», – сказала она. «Партнер». Глава 6. Пончик магической ракетой вывела спавшего лемура из игры. Мы выдержали 5-минутную паузу, предполагая, что могут последовать какие-то ответные действия, но ответом была лишь тишина, сквозь которую я слышал отдаленные звуки калиопы, исполнявшей медленную и пугающую мелодию. Паровой орган, использующий локомотивные или пароходные гудки. Первоначальный инструмент предназначался для замены церковных колоколов, но чаще использовался на пароходах и в цирках для привлечения посетителей. Назван именем греческой музы эпической поэзии. Когда я почти уверился, что наблюдение за нами не продолжается, мы решили уделить внимание телам 3 обходчиков. Приблизившись, мы обнаружили столько крови и фрагментов тел, что можно было предположить гибель 5 или 6 человек. Как и в случае с пестрыми личинками, косые кресты исчезали с карты, когда тела были в значительной мере уничтожены. Судя по обстановке, на этом месте произошло нешуточное столкновение. Должны были погибнуть несколько лемуров, но их тела уже испарились. Я подозревал, что трупы 3 обходчиков были оставлены в качестве приманки. Из тех 3, чьи останки нам удалось без труда рассмотреть, 2 были людьми, а с ними некое большое древоподобное существо. Такие значились в моем перечне, но я не мог припомнить название. Когда я осматривал труп, программа не выдала сведения о его расе. Все 3 жертвы были женского пола. Труп обходчика Грейс Баутисты III, уровень 8, убита бывшим цирковым лемуром. Все они были азиатками, возможно, филиппинками, все имели одну фамилию, все 8-го уровня и все убиты лемурами. Грейс, Ника и Лия. Ни у одной не было инвентаря, что, возможно, означало, что кто-то из их группы уцелел. «У этой, у дерева леди, браслет на ноге», – сообщила мне Пончик, «а вот у этой 2 кольца». Внимательно осмотрев трупы, я понял, что лут с них собрали в попыхах. Инвентарей не было. Оружие и защитные доспехи, вероятно, тоже забрали, оставив филиппинок в обычной уличной одежде, за исключением девицы древесного вида. На той не было ничего, кроме ножного браслета. Что бы там ни произошло, события развивались быстро. Все 3 были сестрами или близкими родственницами, и все умерли одновременно. Я отряхнул головой. Нафиг эту игру. И еще раз нафиг. Деревообразное существо было гуманоидом, но тело оказалось серьезно изувечено. Эта девица была ближе к Энтам из «Властелина колец», чем к Груту из фильма «Стражи Галактики». В сказочной эпопее Джона Роналда Руэлла Толкина 1892-1972 энты – один из народов Средиземья, существа, внешне напоминающие деревья. Но даже это сравнение некорректно. Черты ее лица напоминали человеческие, но она была согнутой и горбатой из-за дополнительной пары рук, которые росли из спины. У меня ушло несколько минут на то, чтобы стянуть браслет с ее лодыжки. Возможно, убийцам было просто некогда возиться, я также снял 2 кольца с девицы человеческого рода по имени Ника. Каждое кольцо давало +2 к силе. Поскольку Пончик не могла носить кольца, я надел их сам, предварительно стерев кровь, и стал обладателем в общей сложности 4 колец. Благодаря этому моя сила вернулась к приемлемому уровню. Я не испытывал никакой радости, собирая лут с трупов своих соплеменниц. Зато понял, насколько важно находиться в районе, где присутствуют другие обходчики, и ощутил привлекательность роли убийцы. Эта игра приносила много лута. Я внимательно рассмотрел простой ножной браслет, похоже, деревянный. К нему крепились 3 бусины, они дали о себе знать щелканьем, когда я потряс браслет. Звук был отнюдь не такой громкий, как от колокольчика на шее Пончика, но все, что производило шум, могло привлечь внимание. Заколдованный ножной браслет падшего дуба. Носящий впитывает +1 к ловкости, +1 к телосложению и прибавляет +3 к навыку двойное нажатие. Кроме того, это ножной браслет. Кто-нибудь может подумать, что ножные браслеты украшают ступни, как кольца для пальцев ног, но браслеты громоздкие, трескучие и чересчур бросаются в глаза. «Давай-ка проверим, позволит ли эта штука тебе ее носить», – предложил я Пончику. Я предполагал, что ответ будет положительным. У Пончика уже был браслет на передней лапе. Его почти не было видно под шерстью. Пончик посмотрела на браслет с неприязнью. «Дерево?» – произнесла она. «Это что, 70-е годы? Анклиты для демонстрации ног не для меня».
Взлет моды на ножные браслеты, анклеты. В 1970-е годы на Западе принято связывать с популярностью индийской культуры и движения хиппи. ИИ явно не имел в виду, чтобы эту дрянь носил я, но мне не хотелось говорить об этом. Это баф для телосложения, тебе такое нужно. Она вздохнула и убрала анклет в свой инвентарь. Надену на заднюю лапу, там его никто не увидит. И браслет мигом материализовался вокруг ее левой задней лапы. Теперь он уменьшился вчетверо и не выглядывал из-под густой шерсти. Пончик несколько раз брезгливо тряхнула лапой. Слава богу, крошечные бусинки не производили почти никакого шума. Если поддерживать в активном состоянии баф, который принесла Пончику щетка для расчесывания шерсти, ее телосложение будет держаться на уровне 7. По моим понятиям, и это слишком низкий уровень. «Прочитай-ка описание этого навыка двойное нажатие и передай мне, что там сказано», – попросил я. Пончик изобразила пожатие плеч. Там сказано, что если ударить монстра дважды подряд в одну точку, есть вероятность, что второй удар будет критическим. «Вот это отлично», – сказал я. «Давай уходить с этой улицы». Чем ближе мы подходили к границам цирковой зоны, тем отчетливее слышалась музыка Каллиопы. Мелодия не менялась, медленная и пугающая полька «Ом-папа» в замедленном вдвое темпе. Я с тревогой посмотрел на солнце, которое уже приблизилось к крышам домов. Я еще не видел ни одной зоны безопасности после той, которую мы покинули. Мы спрятались в здании, стоящем над внушительными цирковыми навесами. По дороге мы убили 5 патрульных лемуров. Их было нелегко обнаружить, но обнаружив, мы уже могли подкрасться к ним без особого труда, поскольку двигались не спеша. Пончик била лемуров, а добивать предоставляла Монго. Наш маленький динозаврик добрался до 4 уровня и подрос приблизительно до размера кошки. Его трясло от ярости и потенциальной энергии всякий раз, как мы сходились с лемуром. Возбуждался Монго так сильно, что иногда его прорывало. Он коротко взвизгивал и торопливо захлопывал клюв, как будто сознавал, что набедокурил. В одном из домов мы обнаружили спавшего на полу лемура, и это зрелище стало неодолимым соблазном для Монго. Ящер завизжал, прыгнул и бухнулся на живот распластавшегося врага. Тот еще успел захрипеть, но я тоже подскочил и ногой смял его череп. Вскоре мимо прошел по улице жираф с всадником-лемуром на шее. Просто прошел и не остановился, мы даже могли не прятаться. Теперь через дыру, которая когда-то была окном, мы видели цирк. Его составляли 3 крупные крытые арены, множество тележек, сколько-то клеток, населенных тенями, которые мы не могли разглядеть, и по меньшей мере дюжина тентов меньшего размера. Помимо лемуров, жирафов и клоунов на ходулях, мы встретили тут еще несколько типов мобов, в том числе команду приземистых и жирных клоунов, а также габаритную, напоминающую огра, тушу в леопардовом трико. С шеи огра сбоку извивалось щупальце. Огры в кельтской мифологии злобные и невероятно сильные великаны-людоеды, лесные или болотные аналоги троллей. Возле одной из палаток тянулась надпись «Мир уродов Гримальди, вход 1 золотая монета, дети и слабонервные не допускаются». Цепочки 3-метровых афиш по обе стороны надписи изображали размалеванных уродов и других манков, ожидающих посетителя в палатке. В частности, огра, именованного как сильнейший обитатель надгорода. Был там и ряд других выцветших изображений. Самая жирная женщина надгорода, гард, двуглавый троглодит и удивительно крошечный огнедышащий гнол. Кое-что необычное бросилось мне в глаза среди украшений. Высокая рогатая женщина, судя по виду из эльфов, с головы до пяток, покрытая татуировками. Надпись над ней гласила «Повелительница печатей» и ее поразительная боевая бригада. Но кто-то обвел портрет большим кругом и перечеркнул его, и еще написал сверху «Разыскивается предательница». Пока мы рассматривали картинки, мимо прошел один из шариков клоунов. Он толкал перед собой тележку, нагруженную вроде бы звериными шкурами. Возле изображения татуированной женщины он остановился, расстегнул штаны и помочился. «Боже милостивый, как будто они не любят эту даму», – произнесла Пончик. «Да, видно, не любят», – согласился я. Мы простояли там еще несколько минут. Клоуны и лемуры, судя по всему, трудились не покладая рук, но чем они были заняты? Весь цирк был обнесен видавшим виды 1,5-метровым забором, сделанным из камня, дерева и костей. Клоуны принялись набрасывать на него шкуры. 2 клоунов на ходулях выкатили на улицу вагончик и начали возводить нечто, смахивавшее на оборонительное сооружение. Они складывали друг на друга деревянные приспособления, похожие на домкраты и связанные одно с другим колючей проволокой. «Готовятся к осаде», – прокомментировал я. Мордекай. «Становится поздно. Ребятки, вы рядом с городом?» Карл. «Привет, Мордекай, как твоя голова?» Мордекай. «У меня ничего. Постой, это ты о чем?» Карл. «Ты где?» Мордекай. «В
В своей комнате. Так вы оба близко к городу или нет? Должно быть, он телепортировался на свою базу, как только мы вышли из зоны безопасности. Карл, ты помнишь что-нибудь из сегодняшнего дня? Пончик, ты был пьян и приставал к чьей-то бабушке. Несколько секунд Мордекай не отвечал. Мордекай, где вы сейчас? Я опустился рассказывать ему, как обстояли дела. Он не задавал вопросов и ждал, когда я закончу. Долгих объяснений не потребовалось. Мордекай, ладно, выбирайтесь оттуда к чертям и тащите задницы в ту зону безопасности. Вы захотели прыгнуть выше головы. Идите быстро, скоро стемнеет. Я вам все расскажу про вашу глупость, когда вы появитесь. Карл, может, мы не были бы такими глупыми, если бы ты не отключился в луже собственной рвоты. Мы как раз собирались возвращаться, увидимся. Мордекай, ночь наступает быстро, вам лучше всего поторопиться. Монго зарычал. «Тихо ты», – прошипел я ему. Снаружи появились десятки лемуров и клоунов на ходулях. Они шли со всех сторон и направлялись к цирку. Это караульные, понял я, которые стремятся вернуться на свою базу до темна. Нам нужно было оставаться незамеченными, поэтому мы вжались во внутреннюю стену разрушающегося строения, иначе мобы обязательно бы нас увидели. Мы прижались друг к другу, когда мимо нас, кломп-кломп-кломп, процокал по деревянному настилу жираф. Пончик спрыгнула мне на плечи и смотрела на улицу над подоконником, а Монго вертелся на моих бедрах. Я только шикнул, погладив жесткую, частично покрытую перьями макушку динозаврика. «Все идут и идут», – вздохнула Пончик. «Ох, Карл, не надо было нам сюда приходить, к тому же темнеет». «Это верно», – отозвался я. «Если они возвращаются на свою базу, то, наверное, не будут нас преследовать. Ловим минуту и бежим». Пончик кивнула. Мы дождались момента, когда бесконечный поток лемуров и клоунов стал редеть. Тут, пожалуй, их было 1000. Солнце еще не полностью закатилось за искусственный горизонт. Клоуны на ходулях закончили строительство заграждений из колючей проволоки и стали выстраиваться вдоль стены. Еще одна кучка монстров, которую я до тех пор не разглядел, окружила костры. Они напомнили мне ведьм, перемешивавших колдовское варево. Эти были в халатах, высокие и худые, с тонкими руками. Их лица были прикрыты масками, похожими на бинты мумий. Потусторонние палачи. Правда, халаты были из яркой пурпурной и желтой ткани. В этой части парка они выставили 4 котла, и у каждого встало по 4 закутанные в яркую материю фигуры. В котлах что-то булькало и шипело. Группа шаровидных клоунов толкала большие, выкрашенные в красный и желтый цвета клетки к краям стены, к наружным дверям. Не знаю, что за чудовища сидели в клетках, но мощные прутья загонов тряслись от их рева и визга. Я догадывался, что хозяева намерены напустить их на атакующих. Заметив в одной из клеток щупальца и клешни, я невольно подумал о боссе по имени Кракарин, которую мы одолели не так давно, хотя то, что находилось передо мной, меньше походило на осьминога, а скорее напоминало клубок червей, что ли. Это отвратительное зрелище вызвало у меня внутренний спазм. «Ну их нахрен, выбираемся», – сказал я. «Идем же». Выйдя, мы увидели на улице пару лемуров и одного клоуна. Пончик ударила каждого магической ракетой, после чего я набросился на них. Первого лемура я толкнул на клоуна, и тот повалился навзничь. Визжащий воспламенившийся лемур отскочил от головы клоуна, который встал, но не удержался на ногах. Пончик и Монго быстро расправились с другим лемуром, а я прыгнул на клоуна, как и на первого встреченного нами. Пробил ему грудь и ударом кулака превратил морду в месиво, чувствуя прилив сил, передаваемых кольцами при каждом ударе. Прилив сил. Я нуждался в нем и теперь мог бы убивать этих тварей одним ударом. Лутом выпали второй ого-го билет и шмат мяса клоуна. Через улицу от нас показалась команда из 10 лемуров. Они с воем указывали на нас, но в погоню не пускались, и я скомандовал «Бежим!». Мы повернули за угол и помчались по улице, не оглядываясь на проулки. До зоны безопасности оставалось всего 4 квартала. «Ты видел?» – прокричала на бегу Пончик. «Теперь мои магические ракеты еще и поджигают. Силу моих заклинаний». Бам! Та половина улицы, на которой мы только что стояли, взорвалась, и мы с Пончиком полетели вперед. Я грохнулся на землю и покатился, в ушах стучало. Нас накрыла волна камней и мусора. Монго завизжал от боли. Маленький измазанный кровью динозавр засветился, когда Пончик активировала свиток для исцеления живых существ, после чего подбежала к нему и заурчала. «Что за черт?» – заорал я, вскакивая на ноги. «Сюда!» Пурпурно-желтая комета со свистом взмыла в воздух со стороны цирка, ударилась о потолок и упала на нас. Я немедленно понял, что эта яркая штука была минометным снарядом, и выпущена она из котла. Итак, нас обстреливают минометными снарядами, чего нам только не хватало. «Черт, сюда!» – закричал я и указал на ближайшую дверь. Едва я успел накрыть своим телом Пончика и Монго, как прогрохотал новый взрыв, более громкий. Показатель моего здоровья рухнул, и опустилась тьма.
Камни застучали по мне. Здание обрушилось. Я глотнул целебного зелья, но индикатор здоровья продолжал снижаться. Земля треснула, и мы полетели вниз. «Мать твою, это деревянный настил», – подумал я. «Мы провалились». Падение прекратилось. Камни и куски дерева молотили по нам и катились дальше. На несколько секунд я оглох. Пончик и Монго возились подо мной, стараясь выбраться. Я откатился, освобождая их. Мусор и пыль продолжали лететь, я не мог перестать кашлять. Здоровье упало до половины. Я схватился за свиток для исцеления, чтобы восстановиться. Нас окружала непроглядная тьма. Испуганный Монго кричал. Пончик активировала факел, и пространство осветилось. Мы подождали, не будет ли выпущен следующий снаряд, но его не было. Возможно, противники решили, что добили нас. Когда камнепад наконец прекратился, я опять услышал отдаленную, пугающую мелодию Калиопы. «Это уже совсем худо», – сказала Пончик. Она стряхивала пыль с перьев Монго. По-видимому, мы провалились в какой-то подвал. Я огляделся. Сверху, с высоты примерно 6 метров, оттуда, откуда мы упали, пробивался тусклый свет. Я с тревогой посмотрел на пол, но не увидел ничего, кроме булыжников и обломков дерева. Из трещины в полу лениво поднимался дым. Это помещение находилось под главным уровнем над города, и я не догадывался, что там. Подвал был не очень большим, может быть, раза в 2 больше резиденции Мордекая. Стены из необработанного камня. Когда-то там имелась лестница, ведущая вверх, но она разрушилась сама по себе. Вдоль одной стены стоял ряд прогнивших бочек. Единственным выходом оттуда могла стать дыра, в которую мы провалились. «Ты можешь использовать свой прыгун через лужи, чтобы мы выбрались?» – спросил я. «Конечно, я могу сколотить лестницу, но на это уйдет сколько-то минут, а у нас почти нет времени». «Не знаю», – ответила кошка и отошла, глядя вверх. «Пролом чересчур маленький. Мне нужно поле зрения, а я вижу только небо. Если расширить дыру, тогда получится. Момент». Она прыгнула вверх. Монго закричал и стал отчаянно подпрыгивать, стараясь улететь так же высоко, как Пончик. Я попробовал его успокоить. «Она вернется. Посиди спокойно, приятель». Монго заорал в ярости и прыгнул снова, на этот раз поразительно высоко. Он подлетел почти на 3 метра, чуть-чуть не хватило до дырки. «Ух ты, потрясающе!» – вырвалось у меня. Велоцираптор грустно запищал, глядя на пробоину. Через мгновение от потолка отвалился большой кусок, и Пончик спрыгнула в подвал. Шерсть на ней стояла дыбом, Монго заверещал и стал скакать вокруг принцессы, будто она отсутствовала не 1 час. Она же не обратила внимания на возбуждение питомца. «Она там, прямо на улице», – сообщила Пончик, едва переводя дыхание. «Стоит, как будто ждет нас. Отсюда только один выход, а там она. По-моему, она знает, что мы здесь». «Да кто?» «Эльфийка с картинки, повелительница печатей». «Твою же мать, она тебя видела? Ее точка на карте красная? Какой у нее уровень?» Я ничего не мог разглядеть на своей мини-карте. Пончик ответила не сразу. Она смотрела прямо на меня, но не шевелилась. Ее точка белая, но выглядит она жутко. Мне некогда было смотреть ее данные, я очень перепугалась. Она светится, совершенно голая, только красивый ремень. Мисс Беатриса пришла бы в восторг, но эта леди вся в татуировках, они движутся, крутятся, плавают, как в аквариуме. Я не люблю тату, Карл. Я вздохнул и взглянул вверх на пролом. Мне стало чуть легче, если точка белая, значит прямая опасность нам пока не грозит. «У тебя самой есть татуировка», – сказал я как можно более безразлично. «Помнишь? А у меня 2. И ты сама знаешь, у Беа тоже была татуировка. Это жуть внизу спины». «Тату мисс Беатрисы – это чудо искусства и исключение из правил, а наши татуировки нам поставили против нашей воли». У Беа на пояснице была нарисована бледная персидская кошка, заросшая неприятными неопрятными пучками. Она изображала принцессу Чонкалот, давно умершую бабушку Пончика и любимицу Беа в ее детстве. Это страшилище заставляло думать об окаменевшем Эвоке. Я никогда не понимал, почему Беа сделала татуировку на таком месте, где ее увидят только те, кто будет мять ей зад. И однажды совершил ошибку, сказал об этом вслух. И про Эвока. Ну да, то была ошибка. Эвоки – вымышленная раса во вселенной «Звездных войн». «Ее точка белая, значит, мы можем с ней поговорить», – продолжал я уговоры. «Давай спросим у нее, что за хрень тут происходит, а потом пойдем в зону безопасности. Ты же можешь телепортировать нас туда?» «Хорошо», – проговорила Пончик, хотя все еще не успокоилась. Я сгреб Монго в охапку. Меньше всего нам нужно, чтобы наше страшилище напало на царицу. «Тащи нас наверх, Пончик». Через 10 секунд я, скорчившись, выбирался из разрушенного дверного проема уже уничтоженного дома. Темнота сгустилась окончательно. Сердце ёкнуло, когда я вспомнил предупреждение Мордекая. С улицы лился свет. Я взялся за ручку обломка двери, чтобы выйти. В отдалении примерно в 1,5 кварталах от нас горел праздничной иллюминацией цирк.
3 шатра сверкали, множество огней горело вокруг, качающиеся прожектора освещали небо. Поблизости виднелась шеренга клоунов, лемуров и жирафов. Все они должны были ясно нас видеть, почему же они не обстреляли нас из своих минометов? Я осмотрел почти голую эльфийку, которая тихо стояла в стороне на темной улице. Чуть ниже 170 сантиметров ростом, она напомнила мне Лексис, ассистентку продюсера программе Адетты. Гуманоидное существо исключительной худобы с удлиненными остроконечными эльфийскими ушами, с коротенькими рожками на лбу и острыми клыками. Было в ее облике что-то недоброе, устрашающее. Ее кожа испускала мягкий свет, и он помог мне разглядеть татуировки. От лица до кончиков ступни она была покрыта рисунками монстров, выполненными толстыми линиями в старомодной манере. В большинстве из них виделось что-то азиатское или морское, что-то от японских они, маленьких китайских драконов или десятков других чудовищ вроде акул или осьминогов. В японской мифологии разноцветные, клыкастые и рогатые человекоподобные демоны. Как и говорила Пончик, татуировки были живыми. Они двигались по телу эльфийки, вертелись, пульсировали. Повелительница печатей, полунаяда, полувзыватель высших эльфов, уровень 60. Наяды – в древнегреческой мифологии низшие божества, обитающие в реках, ручьях и озерах. Эльфы – фантастические расы в различных вымышленных вселенных. Это элитка. Высший эльф, король Финиан, вождь сектора Лиана охотничьих хозяйств, был такой озабоченной сволочью, что о нем говорили, будто он оприходовал больше 5000 женщин разных рас за все время своего правления. Большинство ученых сходится на том, что это преувеличение, так как король Финиан отличался заячьей губой и пристрастием к вязанию. Однако, по меньшей мере, одно из этих соитий имело место, и привело оно к появлению единственного в своем роде гибрида, наполовину наяда, наполовину высшего эльфа. Учитывая, что в конфедерации наяд было принято топить чужаков, а высшие эльфы были склонны преследовать и убивать побочных детей покойного короля, мы предположим, что повелительница печати прожила нелегкую жизнь. Возможно, поэтому она убежала из дома и поступила в цирк. Предупреждение. Это не игровой персонаж класса фей. Создание этого класса наносит вам на 20% больше ущерба из-за вашего пропуска гоблинов. Как только описание закончилось, появилось новое уведомление. Новое достижение. Познакомьтесь с элиткой. Иногда это НПС, иногда мобы, но обычно просто дрянь. Элитки сильны. Это единственные в своем роде существа. Они не боссы, не божественные герои класса мирообходчиков подземелья. Если вы встретите кого-либо из этих эго-маньяков, он захочет либо изнасиловать вас, либо убить. В любом случае, они всегда будут стремиться вас использовать. Им свойственно считать, что все здесь производится ради них. Будьте осторожны. Там, где есть одна элитка, обычно есть и другие. Награда. Ваша карта будет показывать элиток в виде белых или красных точек с черными крестами. Я сглотнул. На эту женщину было действительно страшно смотреть, но я все же почувствовал тягу к ней. Это ощущение было неожиданным и почти неодолимым. Я пришел в ужас от того, что испытал физическое возбуждение. Представил, как обнимаю ее, целую в губы. Я шагнул к ней. Это наваждение. Что говорил Мордекай, держаться подальше от девушек с рогами. Карл, мне кажется, меня зачаровала рогатая НПС. Как мне вести себя? Мордекай. Это нереальные чары, потому что если бы они были реальны, ты бы меня о них не спрашивал. С Пончиком это тоже происходит? Пончик. Мордекай, у него эрекция. Это совершенно не кстати, Монго напуган. Мордекай. Хорошо, Карл. Вероятно, у нее харизма больше сотни, от чего возникают нежелательные бафы. Один из таких зовут щеночек собачки, и он способен заставлять мужчин терять голову от желания. Сначала это не так заметно, но чем дольше ты будешь находиться рядом с ней, тем хуже твои дела. Есть только один верный способ избавиться. Тебе нужно сломать палец, и быстро. Тогда эффект улетучится. Только постарайся палец не оторвать. Блин, горилла, я все еще сжимал Монго. Что ж, я взялся за левый мизинец и отогнул его назад так, что раздался громкий треск. Руку пронзила боль, я закричал: «Святое дерьмо, это случилось!» Я смотрел на заломленный палец. Сработало, наваждение прошло. Как если бы мне на голову вылили ушат холодной воды. Я сидел и просто тяжело дышал. Эльфийка радостно поглядела на мой палец. «Ну-ну», – произнесла она, – «много воды утекло с тех пор, как я видел этот прием в действии». У нее был соблазнительный голос, который не сочетался с ее лицом. Я глотнул зелье исцеления. Пончик. Сработало. Ты гений, Мордекай. Мордекай. Брось, Пончик. Тебя обязательно печатать одними заглавными?
Этот прием действует в большинстве случаев, когда налицо проблемы в заклинаниях, связанных с чарами. Ты для себя можешь применить. Плохо то, что когда ты очаровываешься всерьез, то уже не знаешь, что зачарован. Это суккуб. Уходите от нее и возвращайтесь в зону безопасности. Пончик. Это не суккуб. Сказано, что она полунаяда и полуэльф. И еще сказано, что она элитка. Мордекай. Не неси хрень. Уходите нафиг оттуда. Не впутывайтесь в то, во что она вас тянет. «Простите за то, что мы вас побеспокоили», – сказал я, когда Пончик продолжала диалог с Мордекаем. «Сейчас нам нужно возвращаться». Повелительница печати сделала влекущий, почти робкий шаг в мою сторону. Я приготовился кликнуть в своем меню защитную оболочку, если возникнет необходимость. Заклинание не подействует, если ее точка останется белой, поэтому нужно было безошибочно рассчитать время. «Я пришла, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Я видела, как на вас напала моя прежняя семья. Они могут быть негостеприимными к чужакам в наши дни». На ее маленьких грудях пульсировал морской дракон. Черная татуировка замерла, чтобы посмотреть на меня и зашипеть, прежде чем обвиться вокруг шеи женщины. На руках эльфийки монстры танцевали друг с другом. Я поймал взгляд здоровенного трехглавого огра, который затачивал на точильном камне изогнутый меч. Я почувствовал, что Монго обмяк на моих руках. Динозаврик смотрел на женщину, широко раскрыв глазенки, она протянула руку и погладила его по голове. Довольный, он пискнул. Я вспомнил, что так же было с гоблинами и Ламинак Ферри. Только на сей раз это на нас напускался великий соблазн. «Мы в порядке», – сказал я. Пончик прыгнула мне на плечо. «Спасибо вам за заботу, а теперь нам обязательно нужно уходить». Эльфийка потянулась, чтобы погладить Пончика, но кошка отодвинулась и рыкнула. Монго переводил растерянный взгляд с Пончика на повелительницу. Я почувствовал, что и он напрягся. Чары развеялись. Динозавр тоже слегка рыкнул. «Хороший мальчик», – подумал я. «Мы не собираемся ввязываться в эту дурную ссору, милая», – сказала Пончик. «Мы с Карлом не хотим ничего знать ни про вас, ни про ваших цирковых друзей-уродов, так что мы уходим». «Боюсь, уже слишком поздно», – возразила повелительница печатей. Она отступила на шаг и протянула к нам руки. Татуировки на ее теле завертелись быстрее, начали сливаться. Элитка кивнула на здание цирка, и я неохотно повернул голову. Расстояние было слишком велико, и я толком не разглядел, на что она указала. Ряды клоунов и цирковых животных оживились. Прошли секунды, и я с ужасом осознал, что вижу перемену. Все клетки со зверями были открыты. Я взглянул на мини-карту, там появлялись красные точки одна за другой. Перед нами, сзади, с разных сторон. Мы были окружены, и противники приближались. Глава 7. «Еще раз, как вас зовут?» – спросила эльфийка. Она так и стояла в позе Христа, вытянув к нам руки. «Карл». Я лихорадочно изучал карту, ища пути отступления, но податься было некуда. Жаль, что Пончик использовала прыгуна через лужи, и прочитать его повторно уже нельзя. «Карл, какое могучее имя! Будьте же любезны, сэр Карл. Вы как будто крепкий парень. Пожалуйста, отгоняйте плесневых львов, пока я буду собирать свою боевую команду. Обычно я решаю этот вопрос до того, как встречаюсь с ними. Но ваше появление отвлекло меня, так что моя просьба справедлива. К тому же они все равно нападут, если вы попытаетесь сбежать». «Карл, мне это не нравится», – шепнула Пончик, когда я опускал Монго на землю. «По-моему, у нас серьезная проблема. Будь готова». Я сформировал рукавицу и приготовился встретить ближайшую красную точку. Она была всего в 1,5 десятках метров на противоположной стороне улицы, за проулком от дома с подвалом. Но саму тварь я еще не видел. Просто наблюдал за приближающейся точкой на карте. Моб двигался сквозь здание. Нет, не сквозь. Над зданием. Он находился на крыше, я посмотрел вверх и едва сдержал возглас. «Плесневый лев, уровень 15. Недобрый, зеленый, он сжует вашу селезенку». Танцующие львы мадам Кики были неотъемлемой частью странствующего цирка Гримальди. Толпы ревели от восторга, когда миниатюрная дрессировщица львов стояла в центре арены, щелкала кнутом, и дюжина львов поднималась на задние лапы. И все они совершали пируэты, как балерины. Эх, какое то было зрелище! В день Великого Катаклизма ласковые укращенные львы преобразились среди первых. Споры скалопендры быстро проросли внутри львов и превратили их в те страшилища, которых вы видите сегодня. Дальнейшие преображения происходят под воздействием виноградной лозы. Как и все ранние жертвы катаклизма, эти создания исполнены гнева. Они не остановятся ни перед чем, пока ваши внутренности не увлажнят настилы улиц над города.
«Уж такая жестокость ни к чему», – пробормотала Пончик, в то время как я таращился на льва. Монстр являл собой гривастого льва-самца обычных размеров. Половина его тела была покрыта зеленой, комковатой светящейся плесенью, которая пульсировала, как будто пожирая льва. Зеленая плесень росла на лапах и груди зверя. Ее усики дотягивались до морды, как будто пара рук обвивала его сзади. Правый глаз льва сверкал, как изумруд. Из гривы тянулись щупальца. Дюжины длинных розовых и зеленых червей, похожих на пальцы, покачивались в воздухе, из-за чего тварь походила на какой-то извращенный гибрид кота и медузы. Чудовище заревело. За моей спиной раздался ответный рев, и еще. Львы возникали вокруг нас на крышах домов. Они были готовы броситься вниз в любую секунду. «Что за чертовщина, леди? Как долго это дерьмо будет продолжаться?» – крикнул я, обращаясь к повелительнице печатей. Вокруг нас было уже 6 львов. Глаза полунаяды сверкнули. Татуировки на ее коже вертелись все быстрее, она не ответила. За прошедший день я не раз пытался прокрутить в голове сценарии, подобные этому. Нам требовалось предусмотреть случайности, придумать, как реагировать на опасности. Если бы мы с Пончиком подготовились, то понимали бы логику происходящего и знали, как действовать каждому из нас. Один из таких вариантов я обдумал как раз для событий такого рода, когда нас окружат сильные монстры. Плохо, что я не успел рассказать о своих задумках Пончику. Я огляделся, соображая, какая из ближних стен самая крепкая. Вон та, как раз за эльфийкой. «Хорошо, Пончик», – произнес я, медленно заходя за спину полунаяды. Нужно было мысленно оценить расстояние. «Береги свою магию, пока я тебе не скажу. Ты уже можешь принять новое зелье?» «Да», – ответила кошка. Ее голос выдавал крайний страх. Монго пока оставался у моих ног. «Что нам делать?» «Есть план. Когда я скажу, активируй последний свиток обманного тумана, поняла? Держи его нога... А, черт! Сейчас!» Все 6 львов прыгнули разом, и их наводящий ужас рев наводнил темную улицу. Я кликнул защитную оболочку. Раньше я уже швырнул гоблинскую дымовую бомбу, но порыв ветра лишил ее эффективности. Обманному туману ветер был нипочем. Львы отлетели от оболочки, как мухи от запера. Все 6 полетели в разные стороны, рыча от ярости, а нас накрыло лавиной тумана. Запер. Электронная мухобойка. На повелительницу печати моя защита не подействовала. Эльфийка осталась внутри области действия заклинания. Магическая оболочка должна была продержаться только 20 секунд, но туман, прозрачный для хороших ребят, провисел добрых 2,5 минуты благодаря интеллекту Пончика. Один из львов, наткнувшись на оболочку, отлетел и врезался в прочную стену дома. Я правильно рассчитал расстояние, и лев мгновенно оказался зажат между стеной и магическим куполом. Заклинание прижало тварь к стене, она слепо сучила лапами, но не могла сдвинуться. Льва заклинило, и он лежал на боку, притиснутый спиной к стене и брюхом к нам, верхняя пара лап повисла в воздухе. Ничего не видящий и не понимающий зверь визжал и дергался, не в силах отклеиться от магической оболочки. Через секунду до него должно было дойти, что можно крутануться. Нужно было действовать быстро. Тело льва искрило там, где оно соприкасалось с оболочкой. Передо мной возник индикатор ущерба, он медленно опускался. За моей спиной ревел от боли другой лев. Один из собратьев инстинктивно царапнул его. Я подался вперед, размахнулся и ударил как раз тогда, когда попавший в ловушку лев начал поворачиваться. Он завопил от боли и попытался ответить мне лапой, но не сумел как следует направить когти. Они мазнули в считанных сантиметрах от моего лица за невидимой оболочкой. Я продолжал бить, чувствовал, как тело чудовища поддается. После очередного удара мой кулак прошел глубже, чем я ожидал. Монго завопил, пролетел по воздуху и врезался в незащищенный живот льва. Одновременно я нанес новый удар окровавленной рукавицей. Рука вошла в грудную клетку хищника, я разжал кулак, захватил что-то и рванул. Я упал на 5-ю точку, лев тоже грохнулся и покатился ко мне. Бой не длился и 20 секунд. Зеленая плесень прямо на глазах почернела, червеобразные щупальца опали, смешались с окровавленной грязной гривой. Плесневый лев был мертв. Монго издал ликующий вопль, он вырос в моих глазах. Я истратил драгоценную секунду, разглядывая оказавшееся у меня в руке, покрытое плесенью сердце льва. Святое дерьмо, я вырвал его клятое сердце, я вырвал сердце из грёбаного льва. «Второй шанс!» – закричал я, неуклюже поднимаясь с земли, и отправил сердце в свой инвентарь. Заклинание обошлось Пончику всего в 10 пунктов из 29. Защитная оболочка скукожилась, и оживленный лев поднялся.
Он стоял с мертвыми глазами, и внутренности вываливались оттуда, откуда Монго начал их извлекать. Эльфийка так и не шелохнулась и не изменила позы. Немертвый миньон обходчика принцессы Пончик, плесневый лев, уровень 5. Зомби при оживлении обладали лишь третью прежней силы, но в отличие от плесневых львов могли видеть сквозь туман. «Убей!» – завопила Пончик, указывая на ближайшего льва. Зомби зарычал, прыгнул и приземлился на спину льва, здоровье которого уменьшилось вдвое. Через секунду дело было кончено. Зомби разорвал глотку своего ошеломленного сотоварища. Я выкрикнул инструкции для Пончика и сформировал кулак. В любую секунду 4 оставшихся льва поймут, что мы беззащитны. Пончик подняла из мертвых второго льва и приняла зелье манны. Потом она истратила 26 пунктов на активацию часового утроения для нового зомби с разодранным горлом. «Убить остальных», – приказала она. 2 льва ринулись в атаку. Через мгновение 2 оставшихся последовали за ними, и образовалась куча мала. 2 первых льва отвалились еще до того, как умер последний. Еще 2 зомби напали на 6-го льва, чей показатель здоровья упал почти до 0. Тот зарычал, озираясь. Туман начинал рассеиваться. Монго взвизгнул и изготовился к прыжку. Пончик ударила льва магической ракетой, когда он уже замахнулся на динозавра. Монстр свалился замертво, а Монго, даже не заметив, что Пончик только что спасла ему жизнь, прыгнул на спину льва и принялся рвать его. Монголиенсис поднялся до 6-го уровня. Теперь он был на ладонь выше кошки и, пожалуй, сравнялся размерами с индейкой. И хвост у него тоже стал длиннее. С кончика хвоста свисал пучок длинных перьев. Мы с Пончиком поднялись до 14-го. Пришло уведомление, из которого я узнал, что не смогу распределять свои пункты, пока не окажусь в зоне безопасности. «Да, это было неожиданно», – проговорила повелительница. Я повернулся и посмотрел на нее. Ничего с ней не произошло. Татуировки перестали бешено вращаться и двигались так же, как и в самом начале. Глаза эльфийки больше не сверкали. Я был готов к тому, что ее татуировки превратятся в монстров. Ее описание утверждало, что она взыватель, и сама она сказала, что собиралась созывать свою боевую команду. «Что происходит?» – спросил я. «Ваше заклинание не подействовало?» «Да, не сработало», – сказала она. На ее лице отражалась горечь. «Мои заклинания принадлежат школе магии крови. Чтобы они действовали, требуются правильные жертвы». Я показал на 6 мертвых львов. «Вот, у вас есть кровь». В отдалении на улице группа цирковых тварей разразилась яростными воплями. Они поняли, что все львы мертвы. Нужно было убираться оттуда. Минометы могли возобновить стрельбу в любой момент. «Их я использовать не могу», – сказала эльфийка. Один из львов дернулся. Я отпрыгнул и сформировал рукавицу. Пончик взвизгнула и вскочила на мое плечо. Из льва выползла струйка зеленой плесени, спустилась на землю и поползла обратно к цирку. Пончик выпустила в землю магическую ракету, плесень съежилась и умерла. «Не тревожьтесь», – сказала эльфийка. «Плесень не опасна. Не опасна непосредственно. Но ее не одолеть, как ни старайтесь. Тела можно сжечь, но что-нибудь вы обязательно упустите. Какая-нибудь единственная микроскопическая спора проберется к лозе, и уже завтра этот лев возродится и снова будет готов напасть». Она вздохнула. «Давайте пройдем квартал, пока эти акробаты не начали в нас стрелять. Ночная атака отменяется, жаль, мои мальчики по-настоящему ее ждали». Мы двинулись от цирка в ту сторону, откуда доносился смех клоунов. Несколько снарядов все же вылетело, но мы уже явно были вне досягаемости. «Вы можете вызывать боевую команду только 1 раз за ночь?» – спросил я. Повелительница печати ответила кривой улыбкой. Ее отвратительное лицо было воистину зловещим. «Вы правы, Карл». Пончик. «Мне не нравится эта дама, хотя у нее и белая точка, от нее нужно избавиться». Карл. «Так и сделаем. Она еще безумнее, чем ты думаешь. Позволь говорить буду я. На всякий случай будь готова бежать, но мне кажется, это не понадобится. Сначала я хочу получить кое-какую информацию. Сомневаюсь, что она все еще опасна, если только мы ее не спровоцируем». «Итак», – снова заговорил я, стараясь казаться непринужденным. «Кто же из нас намечается в жертву, я или кошечка?» «Вы, конечно». Казалось, эльфийка нисколько не удивилась тому, что я разгадал ее план. «Как только один из львов разорвал бы вас, вся ваша кровь перетекла бы в меня и вызвала к жизни мою бригаду. Хотя мы еще ни разу не использовали первородную кровь, я чувствую, насколько она сильна, но вы не получили ни одной царапины». «Подождите, из меня вытекла бы вся кровь, даже если бы я получил 1 порез?»
Я уже вычислил истинную причину, по которой заклинание эльфийки не подействовало. На самом деле ей не требовалась наша помощь. Она хотела очаровать меня, чтобы я потом умер, защищая ее. И свои вертящиеся тату повелительница печати активировала заранее. Они дожидались только моей крови. Эта НПС-тварь была безумна и опасна, но также она была частью испытания. И я намеревался узнать всю историю. Простого пореза не хватило бы, нужна смертельная рана, а это уже сложнее. «Каких же существ вы обычно используете?» – полюбопытствовал я. Она пожала плечами. «Что-нибудь да удается поймать. Чем крупнее, тем лучше. Мне не разрешено самой проливать кровь, иначе я бы просто убила вас. Нужно поймать какое-то существо, потом найти еще одно и заставить их сражаться, чтобы понять, кто слабее. Потом сделать так, чтобы слабейший получил первую рану. Как только он умрет, родится моя боевая бригада. Именно качество крови определяет то, насколько сильными станут мои мальчики. Пончик. Она попытается поймать нас, Карл. Мы должны бежать отсюда. Пончик была права. Глупо было бы следовать за эльфийкой. Я остановился посреди улицы. Теперь от зоны безопасности нас отделяли всего 2 квартала. Но прежде чем уйти, я должен был задать последний вопрос, единственно важный. «Зачем вы нападаете на всех?» Она показала на высокое белое здание. «Вот там мой дом. Я переселилась туда, потому что оттуда близко до виноградной лозы, а цирк больше не переезжает с места на место. У меня есть кое-что освежающее. Если захотите выпить со мной, я расскажу вам грустную сказку об эльфийке-бастарде и Гримальде, мужчине, которого она любила». «Девочки могут быть бастардами?» – в первый раз за все время подала голос Пончик. «Да», – ответила повелительница. «Я была совсем юной, когда поняла, что это слово безразлично к тому, мужчина ты или женщина». «Нам нужно уходить», – сказал я. «Потом мне хотелось бы еще поговорить с вами, но только если вы пообещаете не приносить нас в жертву». Она улыбнулась. «Я увидела, как прекрасно вы оба сражаетесь, поэтому можете быть спокойны. Если пообещаете помочь мне справиться с угрозой, я расскажу вам всю историю». «Мы вернемся завтра вечером», – пообещал я. «Только если вы не возражаете после того, как вы призовете свою команду». Эльфийка снова улыбнулась, постучала ногой по земле. «Я встречу вас на этом месте завтра через час после захода солнца». «Какой смысл называть меня вашим наставником, когда вы 2 тупых самоубийцы, не слушаете моих советов?» Когда мы вернулись в зону безопасности Мопс Чеши-живот, Мордекай кипел от ярости. На подходе к таверне нам пришлось ускользать от еще одного моба. Паукообразное существо выглядело как глазное яблоко размером с большой пляжный мяч. Оно заплело улицу паутиной, поэтому наш путь заметно удлинился. Мы пришли к началу итоговой программы о событиях очередного игрового дня. Подходя к комнате, я в порядке любезности отправил Мордекаю краткое сообщение о том, что мы зайдем. Зная я, что он окажется таким скотом, не предупреждал бы его. Через несколько минут после выхода мы оказались втянуты в квест. И я спросил тебя, важно это или лучше остаться в стороне. И что же я от тебя получил, угадай? Ты не ответил, потому что ты был пьян и абсолютно невменяем. Мордекай тяжело перевел дух. «Прошу прощения. Я очень долго не имел удовольствия выпить в надгороде, вот и воспользовался случаем. Не принял в расчет слабость инкубов в том, что касается алкоголя. Будь я в здравом уме, то сказал бы, что квесты превосходны с точки зрения опыта и лута, но только если ты добрался до более-менее высокого уровня. А раз в нашем распоряжении всего 8 дней, я бы сказал, что ввязываться не надо, а надо поступать так, как я советовал тебе в самом начале». «Возможно, мы последовали бы твоему совету, если бы ты нам его дал», – заметил я. «И далее», – продолжал Мордекай, – «когда я изучал обстановку, я сказал тебе держаться подальше от элитки, будь она неладна. И что ты, прислушался? Нет, ты назначил ей свидание на завтрашний вечер. Каково, если ты осмелишься на него пойти, безусловно, закончится тем, что вся кровь из твоих жил перетечет в ее миньонов». Пончик дожевала свежеприготовленный стейк из тунца и заявила: «Мне не нравится эта дама». Монго, перед которым на полу рядом с Пончиком стояла тарелка с чем-то, что могло оказаться и сырым гамбургером, поднял голову и издал согласный писк. «Она элитка», – сказал Мордекай. «Никогда не доверяйся им». «Что же все-таки такое элитка? Чем она отличается от других НПС? Только ли силой?» Мордекай вздохнул. «Элитные персонажи.
На здешних городских уровнях их тысячи. В отличие от большинства мобов и НПС подземелья, они могут свободно перемещаться между городскими этажами и перемещаются. А кроме поиска в подземелье есть еще один аспект, более упорядоченный. Представь мыльную оперу или сериал. Все истории этого рода начинаются с открытием 3-го этажа. Каждый сезон здесь возникает множество сюжетов. Это как на телевидении. В сентябре появляются новые шоу. Есть сколько-то длинных историй, они охватывают ряд сезонов, но все это на 9-м этаже. Это слишком сложно объяснять сейчас. Погоди, не понял я. То есть это как актеры? Мордекай помотал головой. Помнишь, мы с тобой говорили о том, как Борант изменяет умы некоторых мобов и НПС, которыми владеет. Элитки натуральными не бывают. Их выдумывают, печатают, затем вкладывают в них воспоминания, которые нужны, чтобы они правдоподобно отыгрывали свои роли. Для них это и есть реальность. Разве не так обстоит дело с большинством других мобов? Мордекай опять покачал головой, на этот раз более решительно. Нет, обычные мобы автономны. Их выпускают в подземелье, и что они делают дальше, зависит уже от случая. У элиток есть одна особенность, крайне важная, поэтому слушай внимательно. Квест, связанный с цирком, и эта повелительница с ее историей, драма, созданная для зрителей группой сочинителей. Она продолжится независимо от того, примешь ли ты участие или отойдешь в сторону. У нее есть свое игровое время, есть команда создателей, которые очень долго работают над историей и будут преданно ее отстаивать. Некоторые подобные драмы и сюжеты становятся популярными сами по себе. Хотя элитки прямо не подконтрольны и авторам, их постоянно подталкивают и направляют. Если писателям не нравится, как развивается сюжет, они на ходу встраивают новые инструкции прямо в головы элитных НПС. Конечно, есть и правила. Их устанавливает ИИ, чтобы подземелье оставалось справедливым к обходчикам. Но эти правила намного менее строги, когда они применяются к элиткам. Когда встает вопрос о жизни отдельного обходчика или о судьбе целой сюжетной ветки, которая продолжается не одну неделю, что происходит, как ты считаешь? Я видел такое десятки раз. Особо крутой обходчик сталкивается с элиткой и вместо того, чтобы изучить ситуацию, решает в одиночку убить неигрового персонажа. Тогда что-то обязательно происходит, что-то плохое. Многие элитки хорошо защищены. И в истории такого рода лишним оказываешься ты, выскочка, залетный фраер. Не в каждом квесте участвует элитка, но если участвует, я не сомневаюсь, что отбракуют тебя. Особенно если сюжет только что запущен и целая кодла авторов и продюсеров не заинтересована в том, чтобы любовно выношенные ими серии оказались невостребованы после первого же дня. Если у них получится вплести в сюжет смерть популярного обходчика, тем лучше. При таком повороте у шоу будет только больше зрителей. Значит, когда мы общаемся с этой мадам-повелительницей печати, мы выступаем в другом шоу, уточнила Пончик. Мордекай укоризненно посмотрел на нее. Значит, из всего, что я сейчас сказал, ты сделала только такой вывод? Мне пришла одна мысль. Кое-что, о чем говорила эльфийка, и я остановил его. Подожди, если на этот уровень отведено только 8 дней, то что случится, когда этаж обрушится? Важнейшие элитки спустятся на 6-й, история продолжится. Пока вы, обходчики, будете бродить по 4-му и 5-му этажу, сюжет станет развиваться по своим законам. И так будет до тех пор, пока вам, ребята, не заблагорассудится перевернуть установленный порядок. Такому зрители тоже радуются, еще бы. Посмотреть, как обходчики мечут на помойку упорный труд продюсера. Представь, что ты вытащишь Джейсона из «Пятницы 13», засунешь его в одну из поздних серий «Девственницы Джейн», просто чтобы посмотреть, что получится. Но я уже сказал, авторам и продюсерам не с руки позволять тебе подобное. Они будут сражаться. Джейсон. Протагонист американского фильма ужасов «Маньяк-психопат». Это же имя носит и один из героев более раннего одноименного фильма, но там он еще не маньяк. «Девственница Джейн». Американский сериал, смесь романтической комедии и сатирической теленовеллы. «Да, но только в том случае, если мы пойдем против запланированной линии», – возразил я. «А если поможем развитию сюжета, они, наверное, поведут себя иначе, поддержат нас». Мордекай издевательски фыркнул. «А еще можно просидеть 7 дней в харчевне и играть с самим собой. Может, это и приятно, но гарантирует билет в один конец, в никуда. Забудь о чертовом квесте и отправляйся в город». Центральный телеэкран включился, заиграли первые такты музыкального вступления к выпуску «Хроники».
«Специальный выпуск. Смотрите, какие расы выбрали для себя ваши любимые обходчики», – призвал ведущий. Я сел и, просматривая сокращенную версию кровавой первой части шоу, задумался обо всех событиях минувшего дня. Некая большая группа обходчиков вступила в противостояние с демоническим боссом города, обладателем крабьих клешней. Босс продрался сквозь толпу противников за какие-то секунды и очень проворно убил человек 40, радостно при этом стрекача. Первым из обходчиков, обновлявших свой статус, была исландка Хекла, лидер команды дочери Брунгильды. Она собрала вокруг себя большую группу женщин-обходчиц, но в зону безопасности почему-то входила в одиночестве. Брунгильда в германо-скандинавской мифологии могучая воительница, возлюбленная Зигфрида, одна из центральных героинь эпоса. Песнь о Нибелунгах «Старшая Эдда», а также оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». «А где же ее команда?» – спросил я. «Они собрались в группу не сразу», – пояснил Мордекай. «Поэтому у них разные игровые наставники. В конце концов, из-за этого они будут на голову разбиты. Какой ужас. Печально, конечно». Я погладил Пончика по голове. Едва не сказал, как ужасно будет, если меня что-нибудь разлучит с этой кошкой, но все-таки не сказал. Хекла вышла из гильдии, и мы увидели вращающийся трехмерный образ ее новой личности. Ее новая раса амазонка. Внешне она принципиально не изменилась, только стала на голову выше и намного шире в плечах. Раньше это была миловидная блондинка, чувствовалось, что она в хорошей физической форме. Теперь ее можно было принять за профессиональную культуристку. Ее статы нам не показали, но я и без того был уверен, что у нее отличный показатель силы, да и ловкости ей тоже не занимать. На экране свитком развернулся текст. Он пробежал слишком быстро для меня. Я не успел прочитать то, что говорилось о мотивах Хеклы при выборе нового класса. Ей разрешалось выбрать земной класс, и ее выбор оказался вполне очевиден. «Щитоносец». Я пожаловался. Я не успел прочитать все. «А это потому, что ты вынужден читать на плоском дисплее», – просветил Мордекай. «Будь у тебя стандартный зрительский экран, ты бы мог подтянуть абзац вверх. Можно купить такой для личного пользования, но они, наверное, невыносимо дорогие». Обходчиков из нескольких следующих групп я не узнал, но запомнил тех, кто избрал очень уж необычные расы и классы. Например, один мужчина стал массивным слизнем, а женщина – четверорукой синекожей вариацией индийской богини Кали. Класс для себя эта женщина тоже выбрала сногсшибательный – рейдер Каббади. Каббади – старинный контактный вид спорта, очень популярный в странах Индостана. Для него важны не только сила и выносливость, но и правильный контроль дыхания, важнейшая практика в йоге. Ключевой атакующий игрок, приносящий очки команде – рейдер. «Некоторые группы еще не определились с решением», – сообщил ведущий, «но около 80% обходчиков предпочли остаться в человеческой расе». «Больше, чем я предполагал», – заметил я. «Я удивлен». «А я нисколько», – заявила Пончик. «Вы, человеки, всегда были наглой породой. Ты вот тоже расу не сменила», – напомнил я ей. «Нет, Карл, нет, конечно. С чего бы я захотела перестать быть кошкой?» «Обычно проценты бывают примерно таким», – сказал Мордекай. «Иногда выше». Я поразился. «Правда?» Он кивнул. «Когда бы ни проводились опросы граждан синдиката, подавляющее большинство говорит, что стали бы другими, если бы представилась возможность. Но на самом деле, когда у людей появляется реальная возможность стать другими, когда перемена достижима и необратима, большинство предпочитает оставаться собой. Людям страшно. Даже если это налицо лучший выбор, пересиливает страх перед прыжком. Если представится шанс на принципиальную перемену, всегда остается кривая обучения. Иногда лучше остаться в знакомой шкуре. Поверьте, подрасти на полметра или уменьшиться, от этого можно из катушек съехать, а если потерять руку или ногу, или того хуже, приобрести лишнюю. Кривая обучения – графическая иллюстрация принципа, согласно которому на определенном этапе прогресс обучения замедляется, усвоение нового дается все медленнее и проходит все с большим трудом и меньшим желанием. «Вот мы!» – закричала Пончик. Я появился на экране первым. «Смотри, Монго, дядя Карл в телевизоре». Она показывала на экран. Монго посмотрел и стал подпрыгивать, размахивая передними конечностями. Перед нами прошла краткая история первородной расы. Показали какого-то человека, который много сезонов назад выбрал для себя эту расу. Он летел по воздуху на белых, тончайших ангельских крыльях с тяжелым мечом, которым он грозил человекообразному демону размером с футбольный стадион, стоящему на коленях в огненном озере. «Что за хрень?» – вырвалось у меня.
Сцена, разворачивавшаяся передо мной, померкла и сменилась началом настоящего противоборства. Появился и исчез абзац, где говорилось, что такое анархист-провокатор. «Вот, мой мальчик, это божественный хранитель, один из бегемотов 12-го этажа, босс страны, охраняет огненные ворота, вход на 13-й этаж». «Не вешай мне лапшу», — сказал я. «Да-да», — сказал он. «Тот чувак, что добрался до 13-го этажа?» «Нет», — ответил Мордекай, «но обходчиком был знаменитым. Он из тех времен, что были до меня. Умер минутой раньше. Когда в следующий раз встретишься со своей приятельницей Адеттой, не забудь расспросить о нем». «Ша!» – прикрикнула Пончик. «Поговорите после того, как покажут меня». Когда перед нами проходил Пончиков процесс выбора, я не мог выбросить из головы образ чудовища размеров Годзиллы. Да ведь Кайдзю, ей же ей. Конечно, босс страны уступает только боссу уровня, но у него всего лишь 12-й уровень. До этого этажа Пончик и я просто обязаны были добраться, если хотели получить какую-то степень свободы. После 12-го есть еще 6 этажей. Какие боссы будут там, ниже? Кайдзю. Странный зверь, японский. В японской мифологии монстр обычно сложен из частей известных животных. В более современных вариантах у него могут появляться части существующих, неодушевленных предметов. Часто он сверхмощный воин на службе у великого злодея. Годзилла – самый знаменитый кайдзю. Я подумал об элементе гнева. Обычные монстры 13-го этажа. Довести наши силы до такого масштаба за такое короткое время, казалось, об этом и думать невозможно. Заканчивалось шоу преображением Люси и Мар. Два ее ротвейлера, как питомцы неразумные, права на трансформацию не получили и потому так и остались собаками. Люси приняла немыслимо странное решение, выбрав одну из самых отвратных рас, о каких я когда-либо слышал до того. «Что за дьявол с тобой, малышка?» – пробормотал в телеприемник я, совершенно оглушенный таким предпочтением. «Но почему?» «Ладжеблес». Так это называлось. Дьяволица. Во франкоязычном фольклоре Тринидада и Тобаго красивая женщина-вампир. Одна нога у нее оканчивается копытом. Она бродит по пустынным дорогам, соблазняет встреченных ею мужчин, и если это удается, выпивает их кровь. Облик уличной девчонки сменился совершенно развившейся зрелой женщиной. Когда трехмерное изображение закрутилось на экране, то оказалось, что изменилось и ее лицо. Вместо юной красоты череповидная монструозность. Ведущий объяснил, что половину суток она будет проводить в облике красавицы, а вторую половину как леди-скелетор. В женском обличье колдовская и физическая сила будет удваиваться, но и заклинания станут вдвое дороже. Скелетор. Это имя носит обладающий сходными свойствами носитель зла и могущественный колдун, герой одноименной франшизы компании Mattel. К тому же у нее появилась хромота. Больше ей по стенам не побегать. Ее правая нога, именно правая, преобразилась из человеческой конечности в волосатую козлиную с раздвоенным копытом. Когда Люсия вышла из гильдии, припадая на новую ногу, даже ее собственные собаки опешили от такого преображения. «Судя по виду, от нее должно вонять», — сказала Пончик. «Такая раса чудовищная выдумка», — поддержал я кошку. «Может быть и так», — сказал Мордекай. «Но похоже, что она самый сильный обходчик в этой игре. Возможно, у этого расового предпочтения есть какие-то скрытые преимущества, и игра стоит свеч». Дошла очередь до выбора класса Люсии. И снова я не успел прочитать обоснование, только результат. Это был тройной класс – клерикал, маг и воин. Все вместе называлось генерал Черной Инквизиции. «Во как!» – выдохнул я. А мне до сих пор казалось, что это только страшненькая скотинка. Шоу закончилось, и почти тут же явилось объявление. И снова добро пожаловать, обходчики, теперь на 3-й этаж. Есть несколько капуш, которые все еще раздумывают над выбором расы и класса, но это ничего. Большинство решило этот вопрос и уже приступило к знакомству с чудесами надгорода. Мы приглашаем вас присоединиться к традиции мира обходчиков подземелий. Все вы сделали свой удивительный и уникальный выбор. Вас почти 700 тысяч, и мы наблюдаем почти 40 тысяч вариантов выбранных классов. Как можно в это поверить? Это рекорд, и мы чрезвычайно горды таким многообразием. Пара объявлений относительно этого 3-го этажа. Туалетные взыскания отменены, но напоминаем обходчикам, что туалетные комнаты на этом этаже есть. В деревнях вы сможете найти туалеты в любой пивной, и в некоторых магазинах также. В руинах туалеты встречаются так же часто, как и на верхних этажах.
Пожалуйста, не вынуждайте нас возвращаться к предыдущим наказаниям. Мы отметили большой интерес к спонсорской программе. И хотя она официально не заработает до 4-го этажа, потенциальные спонсоры уже делают первые инвестиции. Так что старайтесь делать свое дело как можно более увлекательно. И последнее. Многие из вас приобрели новые способности, заклинания и горят желанием испытать их уже сейчас. Мы призываем вас: действуйте, но доводим до вашего сведения общее предостережение. Любые попытки насилия, направленные против мирных неигровых персонажей, недопустимы. Технически такая практика не противоречит правилам, но корпорация Борант желает сделать жизнь населения подземелья максимально безопасной. В результате мы свели опасность для граждан к нулю. Более того, стражи города получили некоторое повышение статов. Пока это все. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. «Что это за предупреждение насчет мирных неигровых?» – спросил я. «Да кто знает», – отмахнулся Мордекай. Еще какое-то время мы обсуждали события дня и слова, услышанные мной от повелительницы печатей. Она упомянула, что Гримальди превратился в нечто под названием «Винев», и отсюда полился долгий, наводящий зевоту разговор о заводах, паразитах и контроле над умами. Мордекай считал на пальцах, втолковывая мне и Пончику, как следует обращаться с такими-то и такими-то монстрами, которые связаны с заводами. Очевидно, этот предмет представлял для него особый личный интерес. «А теперь наймите комнату и поспите», – предложил он, возвращая нам массу зелий. Он показал нам, как надо смешивать некоторые зелья, чтобы делать их действие более эффективным и быстрым. «Жду вас завтра утром. Завтра у нас большой день». «Что будем делать?» – спросила Пончик. «О, удивительные дела!» – воскликнул Мордекай. «Об этом дне напишут историки. Вы в первый раз будете делать в точности то, что я вам скажу». Глава 8. Просмотры 998,3 триллиона. Последователи 16,5 триллионов. Любят 3 триллиона. Я проснулся словно специально для того, чтобы обнаружить перед глазами послание от Брэндона. Такое длинное, что оно закрывало все поле зрения. Я отложил чтение на то время, которое требовалось, чтобы полностью проснуться. Как всегда, Пончик настояла, чтобы мы поселились в одной комнате. Правда, спала она не на моей шее, а на только что собранном кошачьем дереве, которое едва поместилось в комнате. Я чуть не час провозился, собирая его по бумажной инструкции при помощи шестигранного гаечного ключа. Оно казалось слишком сюрреалистичным и слишком нелепым для такой обыденной функции среди всего происходившего. Но дерево было легким, нам было нетрудно проносить его на ночь и выносить по утрам. Пончик спала на верхнем ярусе, Монго свернулся в клубок на нижнем. Кроме того, я зажег для Пончика маленькую свечечку, она наполнила эту тесную съемную комнату домашним запахом. Некоторое время я смотрел на Пончика, зная, что она не спит. Закрыв глаза, принцесса явно воображала, что она дома, на своем любимом месте. Через несколько минут я задул свечку и отправился спать, а когда проснулся, Пончик лежала уже на привычном месте, на моей шее, а Монго залез мне на ноги и совсем утонул в одеяле. Мы приобрели комнату для Мордекая, однако, когда я вышел к завтраку, инкуб сидел, положив голову на круглый стол, а рядом стоял все еще полный стакан с жидкостью, которая пахла, как показалось мне, медовухой. Защитник бобка по имени Гордо сидел там же, тоже уронив голову на стол, и храпел так, что вспоминалась бензопила. «Просыпайтесь же немедленно!» – закричала Пончик, едва войдя в общий зал. «Мне нужно позавтракать, а вам нужно меня причесать». «Придержи коней, торопыга!» – пробормотал Гордо, приподняв голову. Потом он стер слюну с подбородка, тряхнул головой и промямлил: «Мне надо мало-мало освежиться. Вас накормлю потом, беспокоиться зачем? Причесаться вы сами сможете, принцесса». «Ну, я никогда...» Пончик выглядела испуганной. Она подняла на меня глаза и поглядела с надеждой. «Карл, сделай что-нибудь». «Мордекай учил тебя ломать пальцы?» – спросил я и скользнул на стул рядом с продолжавшим дрыхнуть инкубом. «Пальцы ломать? Нет, он мне зелье сделал». Крошечный гном выбрался из-за стола и потер лицо. «Я сказал, не совсем себя чувствую, как вы два приехали, и он предложил сделать мне пробу, и для этого ему надо что-то взять у меня за стойкой, такое, что вернет мне гордость». Он уставился на Пончика. «Неправильно использовать то, что у меня натура добрая. Это безобразие». Кошка окончательно разъярилась. «Мордекай, я хочу тебе кое-что сказать, проснись». Мордекай выпрямился на стуле. «Где я?» Он оглядел зал дикими глазами и чуть успокоился, когда встретил мой взгляд. «Ох,
От инкуба пахло так, как пахнет пол в баре байкеров. Я поднялся, чтобы отсесть, но Мордекай схватил меня за руку и не дал двинуться. «Ты всегда так напиваешься?» – спросил я. «Почему мы сейчас это видим?» «Ты, Мордекай, мой наставник», – вмешалась Пончик. «Почему ты не даешь помогать мне? Кто теперь будет расчесывать мою шерстку?» «Мордекай, послушайте вы оба, не говорите ничего вслух. Мне пришлось дать ему зелье, чтобы отрубить его, и я смог забраться на его кухню, чтобы найти бюллетень». «Карл, бюллетень?» «Мордекай. Да, у Бобка и владельцев магазинов нет доступа к электронной связи, поэтому после трансляции каждого эпизода им высылается бумажное письмо. Когда он отключился, я прошел в служебное помещение, чтобы прочитать это письмо. И еще я забрал несколько составляющих для зелий. У меня нет инвентаря, как у вас, так что возьмите их у меня». Он достал несколько предметов из кармана и передал их мне под столом. Я, не глядя, отправил их в инвентарь. Почти все они оказались пустышками. «Карл, собачье дерьмо. Мордекай, ты издеваешься?» «Мордекай, у наставников есть одно правило. Мы не вмешиваемся в прямые стычки с мобами. Все остальное честная игра». «Пончик, ты как шпион. Я знала, что ты меня не предашь». «Карл, так ты узнал что-нибудь?» «Мордекай, да. Бюллетень региональный, и он предупреждает, что в этом районе сегодня днем или вечером возможно крупное столкновение. Если те, кто что-то знает, не жалеют времени на рассылку предупреждений для защитников Бобка, это много значит. Возможно, сказанное как-то связано с твоей элитной подругой. Так что доедайте-ка вы свой завтрак и сразу со всех ног в город. И не вздумайте тем же путем возвращаться. Не тяните. Карл, понятно». Вернулся Гордо с миской чего-то похожего на комковатую овсянку и плюхнул на стол 2 тарелки. Мордекай сказал: «Не забудьте активировать ваши статистические пункты». «Сделал это еще вчера вечером», – отозвался я. На столе передо мной магическим образом появилась щетка Пончика для шерсти. «Придется тебе», – сказала она. Я со вздохом взял щетку, мне и самому требовались ножные процедуры. Я расчесывал кошку и одновременно просматривал сообщения Брэндона. «Брэндон, Карл, ты читаешь это, дружище? Мы тут, честное слово, были счастливы увидеть вас обоих в итоговом телевыпуске. Я хотел тебе сообщить, что мы все еще мучаемся с выбором, медленно думаем. Никто из подопечных не хочет оставаться человеком, это понятно, учитывая их нынешнее состояние. Буксуем. Те, у кого когнитивные проблемы, хотят выбрать что-нибудь ни на что не похожее, чтобы сохранить жизнеспособность. Позже расскажу. Я остался человеком, Крис и Имани нет. Большинство стариков так и не поднялось выше 1-го уровня, но ты не поверишь, какие лутовые ящики они получили за то, что дошли до 3-го этажа, не убив никого и не причинив вреда. У всех легендарные ящики пацифистов и тонна всяких других. Просто смешно, сколько у нас теперь магической дребедени, а кое-кто весьма скоро станет сильнее, чем Имани. А все равно, мистерис Тиата считает, что нам далеко до тебя. Я хочу поблагодарить тебя за помощь, надеюсь, еще увидимся». Я отправил ему торопливый ответ, пусть, мол, берегут себя. Хотел было рассказать про встречу с Агатой, но потом решил, что не стоит. Лучше не влезать в ее проблемы. К тому же поднимать разговор о ней в переписке наверняка неразумно. Еще я спросил, не в курсе ли он, что за новый навык у Пончика – скуталифилия, и что такое баскская пилота. Также я дал Брэндону совет, тот самый, что Адетта дала нам. Если они еще не определились, а у кого-то обнаружится возможность получить преимущество наставника, то надо выбирать этот вариант. Несмотря на пугающий алкоголизм Мордекая, я уже мог сказать, что это преимущество дает лучшие шансы на выживание. Через полчаса Пончик, Монго и я снова входили в руины над города. Искусственное солнце недавно взошло, и на деревянных настилах лежали длинные тени. Ленивые струйки дыма поднимались там и сям в самых случайных местах. В воздухе чувствовался запах серы и чего-то еще. Какой-то резкий запах. Как будто где-то недалеко генератор сжигал чересчур много масла. Утром было прохладнее, чем накануне, но все равно теплее, чем на предыдущем уровне. Я глубоко вдыхал насыщенный дымом воздух, Монго пищал, а Пончик ехала на моем плече. Я сверился с указателем, чтобы убедиться, что взял правильное направление, и мы зашагали в сторону поселка Небесных Птиц. Идти предстояло километров 30. «Смотрите, крови совсем не осталось», – вдруг воскликнула Пончик, когда мы проходили место, где накануне убили лемура. А ведь Монго оставил от тела одни ошметки, брызги крови летели во все стороны. «Ты помнишь, Мордекай говорил, что на каждом этаже есть мобы-санитары? Крысы, потом пестрые личинки. Кто на этом этаже, мы пока не видели. Может быть, они выходят только по ночам?»
«А мы действительно будем выполнять все, что сказал Мордекай?» – вдруг спросила Пончик. «Сегодня да», – сказал я. «Пусть у него и тараканы в голове, но свое дело он знает. Вчера он был прав, а я сглупил. Не надо было соваться в осиное гнездо. А сегодня тем более нельзя, раз мы знаем, с чем едят этих элиток. Нужно держаться в стороне от такой дряни, как... Ты был ошеломлен, ты был парализован, тебя лишили сознания. Зачем переть на рожон, чтобы тебя убили? Ты же не маленький, как мышка. Я тебе не слишком сильно врезал». Голова гудела так, как будто по ней проехал грузовик с прицепом. Я застонал. Перед глазами сменялись многочисленные и все более истеричные послания Мордекая. Я мысленно отмахнулся от них. Было совершенно темно, но я понял, что лежу на старом диване, от которого воняет крысами и плесенью. Все снаряжение было со мной, запас здоровья тоже не пострадал. Пончик, где Пончик? Грудь переполнилась ужасом. Нет, я не хочу оставаться один. «Пончик, Пончик», – позвал я. «Где ты?» Ответа не было. «Карл, Пончик, мать твою, ответь мне, пожалуйста». Ответа не было. Я достал мини-карту, но кошку нигде не обнаружил. Ничего нигде не обнаружил. Правда, Пончик оставалась в меню партии, и это означало, что она жива. Мне стало легче, но совсем не намного. Я снова позвал ее уже громче и, наконец-то, что-то услышал. Повизгивание. Далекое, но из соседней комнаты. На моей карте тут же появилась оранжевая точка. Монго. Монго тоже был жив. Успокойся. Глубокий вдох. Подумай минуту. Что случилось? Я попытался вспомнить. Мы разговаривали. Только-только вышли на главную дорогу, мобов не было, да и Монго не предупреждал о нападении. Но меня ошеломили, парализовали, а потом я потерял сознание. По-видимому, ИИ решил, что я вот-вот умру, потому что процитировал строки из «О мышах и людях». В школьном детстве я трижды читал эту книгу, потом, во взрослом возрасте, держал экземпляр у себя в кровати. Я эту книгу перечитывал и перечитывал. Она была одной из моих любимых, и не потому, что мне нравился сюжет, а потому, что ощущалась родной, как любимая еда. Повесть американского писателя Джона Стенбека, 1902-1968 годы. Какое же паскудство со стороны ИИ ее цитировать. Хотя знакомые строчки меня как будто успокоили. «Карл, Мордекай, я только что очнулся. Что произошло, не знаю. Не знаю, где Пончик. Где я, тоже не знаю». Мордекай. «Ох, слава богам, ты связан, в клетке или опутан сетями?» Карл. «Я на диване, не связан, и все мои вещи при мне. Правда, здесь темно, я ничего не вижу». Мордекай. «Хорошо. Я вижу, что Пончик жива, где она, не понимаю. Если ты сейчас не спишь, может быть, скоро и она проснется. Тогда увидишь ее на карте, если только она не чересчур далеко. Потрать несколько минут, порыскай вокруг, собери всю информацию, какую сможешь, и дай мне знать, что видишь». Хронометр обратного отсчета времени существования уровня отсчитал довольно много. Получалось, что я пролежал без сознания 15 часов. Дерьмово и очень. Удар в зубы. Даже если я выберусь из всего этого, что бы это ни было, я, мать вашу, потерял 15 часов. Не шутка, скажу вам, когда каждая секунда дорога. Я просмотрел свои уведомления, надеясь найти подсказку. Пришли 3 достижения. Одно за ошеломление, второе за обездвиженность и третье... Новое достижение. Лазарь. Вас ударили мощным заклинанием выше 15 уровня, а вы выжили. Факт, что вы не валяетесь сейчас дряблым куском мяса на полу подземелья, подтверждает вашу голую удачу. Или это, или вы сейчас бьете продюсера. Награда. Вы получаете платиновый ящик везучего паскудника. О том, что это было за заклинание, не говорилось, но когда я читал этот текст, у меня не было сомнений. Я точно знаю, кто применил это заклинание. «Повелительница печатей», – произнес я. «Вы здесь?» «Вы ранили мои чувства», – прошептала она мне на ухо. «То». Я почувствовал теплую ладонь на верхней части своей ноги между спортивными трусами и наколенниками и чуть не выскочил из собственной кожи, меня удержала ее твердая сильная ладонь. «Что, она все это время провела рядом со мной?» По коже побежали мурашки. «Вы назвали меня дрянью», – продолжила она, едва не кусая мое ухо. Я затылком чувствовал ее горячее дыхание и старался не дрожать. У нее 60 уровень. Захоти она меня убить, у меня не будет и шанса. Вы пытались сбежать, а ведь обещали вернуться. «Где Пончик?» – спросил я. «В безопасности. Не надо волноваться. Я даже спасла ее дорогого маленького динозавра. Ваша подруга еще спит и будет продолжать спать». «Мне нужно ее видеть», – потребовал я. «Конечно, конечно», – сказала эльфийка. «Мы увидим ее, когда будем выходить».
«Без Пончика никуда не пойду», – заявил я. «Вы будете делать то, что скажу я. Я следовала за вами и слышала сегодня утром вашу любимицу. Хотела посмотреть, сдержите ли вы свое обещание, но вы мне солгали, Карл. Я едва удержалась от желания растопить вас обоих на месте. Однако я умею прощать. У меня отходчивая натура. Моя мать была наяда и учила меня, что от милости нельзя отступать даже перед лицом предательства». «Чувствуется, ваша мать была очень умной наядой», – сказал я. «Но я заберу свою кошку, и мы уйдем прямо сейчас». Ее рука все еще лежала на моем бедре в темной комнате. Я чувствовал неестественные колебания ладони, как будто под кожей что-то двигалось. «Я уже сказала, ваша кошка спит, а мать учила меня не только милости, она учила меня магии. Это фамильная магия, она самая сильная. Заклинание называется кувшинка, разве не красиво?» Еще до того, как конфедерация узурпировала корону, мама была принцессой, я стала бы царицей, не будь я полукровкой. Когда-то я рассказала об этом Гримальде, после этого он изменил мое имя на повелительницу печатей. «Спаси меня и помилуй, да ведь эта гадина безумна. Как действует ваша кувшинка?» «Разумеется, она усыпляет, и вы не проснетесь до тех пор, пока я не сниму заклятие. Если я умру, ваша подруга тоже умрет». Меня накрыла новая волна ужаса. «Чего вы от меня хотите?» Эльфийка улыбнулась. «Чтобы вы выполнили обещание. Это все. Я обещал, что мы поможем вам справиться с цирком. Без Пончика я не смогу этого сделать. Придется попробовать. Это моя часть сделки, моя милость. Так вы отыграете у меня свою жизнь?» Нижний этаж дома повелительницы представлял собой пустой остов. 3 стены из 4 были разрушены, солнце совершило полное путешествие по небу и уже зашло за дальние дома. Пончик лежала посередине комнаты на гниющей подушке мягкого кресла, единственного предмета в этом помещении, за исключением большой клетки, в которой сидел Монго. Увидев меня, динозавр принялся подпрыгивать и визжать. «Пончик!» Я кинулся к кошке, опустился на колено и погладил мягкий мех. Вспомнилось, как я причесывал ее. Тяжело было видеть принцессу в таком положении. Какая она маленькая, какая беззащитная, особенно без сознания. Я приблизился к клетке Монго и открыл ее. Динозавр выпрыгнул прямо на кресло и недоуменно ткнулся башкой в кошку. Та не проснулась, и Монго тревожно взвизгнул. Эльфийка стояла рядом, сложив ладони на груди и переплетя пальцы. Ее маленькие неприкрытые груди привлекали взгляд, несмотря на отвратительное лицо. Можно было подумать, что татуировки на ее теле объединились, их головы синхронно поворачивались в мою сторону, где бы я ни находился, и все они чрезвычайно внимательно меня рассматривали. Я оглядел комнату и решительно заявил: «Мы не можем оставить Пончика здесь». Помещение было практически открыто со всех сторон. Любой проходящий моб без труда найдет Пончика, особенно беспокоил меня моб-санитар, кем бы он ни был. «Она останется», – сказала эльфийка. «Нет, и пошли вы». Как только я потянулся к кошке и поднял ее, появился показатель здоровья и стал быстро падать. «Карл, верни ее на место. Нельзя переносить того, кто находится под воздействием кувшинки, иначе он погибнет». Я поспешно опустил расслабленное кошачье тело на кресло. Индикатор на шкале здоровья перестал падать и тут же начал подниматься. «Идемте, Карл, вот-вот настанет время созывать мою команду. Нам надо многое подготовить, прежде чем идти на штурм». «Минутку», – сказал я. «Монго, будь внимателен». Достав из инвентаря оставшиеся обломки редута, деревяшки, металлические детали, я соорудил вокруг кошки уродливый неаккуратный грязный каркас. А может быть, пирамиду. Спешил как только мог. «Карл», – поторопила повелительница, – «пора». «Иисусе, да вы еще хуже, чем Беа». Я приладил на место последний кусок редута, он не остановит моба с серьезными намерениями, но даже так лучше, чем ничего. Монго подпрыгнул, заглянул в дырку в дурацкой конструкции, потом обернулся на меня. Я положил ладонь сбоку на головку динозавра, он все еще был маленьким, но уже заработал 6-й уровень, да и размерами превзошел Пончика. «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но тебе нужно остаться здесь и защищать Пончика. Это самое важное дело, которое тебе до сих пор поручали. Я должен уйти, но я вернусь, ты понимаешь?» Монго взвизгнул, поглядел на кошку через дырку в мусорной куче и взвизгнул опять. Я повернулся и последовал за эльфийкой к выходу, попутно давая Мордекаю экспресс-пояснение к происходящему.
У меня был план, очень шаткий план, изобретенный прямо на ходу, но одному мне было не справиться. Я спросил Мордекая, что он думает, и Инкуб ответил, что мозгов у меня меньше, чем у кучи кошачьего говна. Я счел такое мнение добрым знаком. «Карл, Зев, вы на связи?» Зев: «Приветствую, Карл, я слежу. Следит вся вселенная. Мы все болеем за вас». Карл: «Надеюсь, что так и есть. Мне нужна ваша помощь». Зев: «Вы знаете, что я не могу вмешиваться?» Карл: «Не в этом смысле». Я объяснил, какой помощи жду, и Зев ответила, что это невозможно. Я попросил ее попробовать. «Карл, мне жаль, что до этого дошло», – заговорила на ходу эльфийка. «Вчера вы удивили меня тем, что выжили, и сегодня я не повторю своей ошибки». «Но ради чего вы это делаете? Для чего ежедневно штурмуете цирк?» Из всей команды я одна прошла через нападение скалопендры, и меня не изменило ядовитое облако, а худшее досталось Гримальди. Гримальди – это владелец цирка. Вчера вечером вы сказали, что любили его. Я и люблю. Он любовь моей жизни. Он спас меня, когда я была ребенком, принял меня, когда остальные отказались, защитил от высших эльфов, забрал из охотничьих хозяйств, дал мне жизнь. А главное, он дал мне семью. Потом я повзрослела настолько, чтобы полюбить его больше, чем просто отца. Мы собирались разделить наши жизни. И что же случилось? Вы должны понимать, как это было ужасно, этот катаклизм. Ядовитое облако скалопендра было ударом 9 степеней. Оно атаковало нас с 9 разных сторон, кому-то повезло, они просто умерли, другие преобразовались, каждый по-своему. Во второй раз я услышал это название – скалопендра. Для меня оно звучало так, как будто речь шла о чудовище, живущем в недрах вулкана. Я запомнил эту информацию, а повелительница продолжила. Гримальди был больше, чем владельцем цирка. Он был вожаком, лидером. Когда случился катаклизм, мы почти закончили представление. Он стоял в центре арены, а артисты ушли кланяться зрителям. Эльфийка глубоко вздохнула. Гримальди преобразился в лозу, а остальные, как бы они ни трансформировались, вскоре заразились паразитами, покрытыми плесенью, и оказались под контролем Гримальди. Лемуры, клоуны, почти все. Они поступают так, как он им велит. А если они умирают, споры возвращаются к лозе, и умершие возрождаются на следующий день. И из-за этого вы каждый день продолжаете сражаться? Но почему вы выжили, а все остальные нет? Вчера вечером я активировала заклинание, надеясь, что вы погибнете. Сегодня же отдаю вам свою веру. Вам придется стать тем единственным, кто победит выбранную мной жертву. Я ловила Хезер много раз, и мне все еще нужна ее кровь, чтобы созвать свою команду. Сегодня я доверяю убийство Хезер вам. Пусть ее кровь не такая мощная, как ваша, но она действеннее всего, что я использовала. Мы свернули за угол и остановились. Посреди дороги в глубоком сне лежало что-то. Оно было без сознания и явно под воздействием того же заклинания кувшинка, что и Пончик. Я почувствовал себя дурно и выдавил: «Это Хезер?» «Да». «И вы хотите, чтобы я убил ее и дал вам возможность использовать ее кровь, чтобы созвать ваших людей?» «Опять да». Я сделал шаг вперед. «Хорошо. Активируйте свое заклинание созыва команды, пока Хезер спит. Сейчас я ее убью». «Так не получится, Карл. Я не могу влиять на битву, иначе заклинание созыва не подействует». Самая большая глупость, какую мне доводилось слышать. Будь все иначе, вчера я просто убила бы вас. Я сглотнул и осмотрел Хезер. Она, как мне подумалось, в прошлом была черной медведицей. На ней была истрепанная розовая клоунская шляпа и плессированный клоунский воротник. И то, и другое, казалось, намертво вросло в ее тело. Как и у лемуров, на морде не было кожи. Ужасы этим не исчерпывались. Обе передние лапы трансформировались в белых червей, и на их концах вместо когтей торчали швабры. Эти черви отличались от вчерашних в львиной гриве. Даже несмотря на сон Хезер, они шевелились и выгибались. От этого зрелища у меня что-то поднялось к горлу. Но самым немыслимым были 2 медвежьи задние лапы с роликовыми коньками. Еще имелась розовая балетная пачка. Эльфийка отступила на шаг. «Хорошо, Карл, она проснется, и я использую созывающее заклинание, и тогда вы ее убьете». Примечание админа. Битвы боссов, возникающие одновременно с вторичными постановками или как части квеста, могут быть совершенно разными, но вы в любом случае получите вознаграждение, соразмерное с рангом босса, если, конечно, выживете. «А вот же маму вашу», — сказал я.
Глава 9. Не последовало обычной музыки и громогласного объявления по громкоговорителю. Система отнеслась к происходящему как к заурядной стычке с мобом, хотя это точно было не так. Медведица Хезер, босс местности, уровень 19. Медведица Хезер Роллер выступала с младенческих дней и была одним из самых долголетних аттракционов в странствующем цирке Гримальди. Ушла она лишь несколько недель назад, когда случился катаклизм. Тогда уставшая старая медведица преобразилась в монструозность, в которой едва ли можно узнать прежнюю личность. Она проживает свои дни в охоте ради цирка, выслеживает сочных мобов и ничего не подозревающих обходчиков, находит их и парализует своей неодолимой быстротой и силой, а потом тянет свои жертвы в цирк, чтобы кормить ими клоунов. Где-то внутри, глубоко, в темных глубинах, жива искорка старой Хезер. У любимой медведицы бывают светлые мгновения, когда она тащит перепуганную добычу. И в эти краткие мгновения она думает: «Вот и хорошо, все равно я всегда ненавидела вас, твари». Эта битва, в отличие от многих других, не ограничивала меня замкнутым пространством комнат босса. Но я же не мог убежать, верно? И потому затравленно озирался, за спиной большой перекресток. Двухэтажные дома на каждом из углов. Было уже слишком темно, не рассмотреть, что творилось внутри них. «Карл, Мордекай, битва боссов, черная медведица 19 уровня с червями вместо когтей и роликовыми коньками вместо подошв. Подскажешь?» Мордекай: «Роликовые? Это такие маленькие ботиночки с колесиками? Ты серьезно?» Карл: «Да уж куда серьезней». Мордекай: «Он или она?» Карл: «Она». Мордекай: «Дерьмово. Ладно. Как твоя защитная оболочка, она перезагрузилась?» Карл: «Да, я перезагрузил ее минут 15 назад». Мордекай: «Черные медведи – самые маленькие из медведей, но они подвижнее и сильнее, чем кажутся с виду. Женские особи намного сообразительнее мужских, не позволяй ей тебя поймать. Используй оболочку». Хезер взревела и выпрямилась во весь рост, балансируя на задних лапах. Передние она вытянула перед собой. «Чтоб меня!» – выговорил я, отшатнувшись. Я не раз видел черных медведей, но они никогда не были такими громадными, как правило, здоровенную псину. Хезер была исключением, она была огромна, на роликах в ней было под 2,5 метра. Розовая клоунская шляпа косо сидела на черепе. Я видел, в каком месте основание конуса впаяно в кость. Она была как... да чтоб меня, медведерог нахрен. Червивые когти ожили, дюжины маленьких извивающихся и изгибающихся придатков. И они удлинялись, белые, словно кости, черви блестели в уходящем свете, свисая с лап медведицы до самой земли. А когда дергающиеся червяки упали, я увидел отблески настоящих медвежьих когтей. Фух, значит, вот что такое ужас. А в какой ад провалилась повелительница печатей? Я поискал элитку глазами. Взгляд уловил некое движение, и я разглядел эльфийку через дыру в стене здания на другом углу перекрестка, на втором этаже. Она стояла с поднятыми, как накануне, руками, и странные татуировки кружились на теле, как и раньше. Я почувствовал движение Хезер раньше, чем увидел его. Всего на секунду оглянулся через плечо, а медведица уже уполовинила расстояние между нами. Она летела прямо на меня. Ее хорошо смазанные ролики издавали виск-виск-виск на деревянных досках. Она взмахнула правой лапой, я увернулся, достал пару дымовых бомб из своего инвентаря и бросил себе под ноги. Потом пронесся прочь, доставая еще 2. Вчерашний урок я запомнил, не использовать эти штуки по одной. Слишком медленно. Хезер замахнулась, она была почти в 5 метрах, но черви хлестнули по мне, как плети. Дюжины червей обвелись вокруг меня трижды, словно в фантасмагорическом тетерболе. Мокрые холодные концы червяков ударились о мои открытые бедра. Я чувствовал, как они проникали внутрь моего тела. Мне нужны штаны. Мать вашу, до чего же мне нужны штаны? Тетербол. В этой игре 2 противников поочередно бьют битами по мячу, и веревка, на которой мяч подвешен на шест, обвивается вокруг опорного шеста. Как будто ножи входили под кожу. Да-да, это моя новая плоть, первородная плоть, вкусная плоть, как он силен. Мы его пробуем? Он хорошо насытит наших клоунов. Голод клоунов первородный. Они прожорливы, и теперь они знают, как ты пахнешь. Я выпустил защитную оболочку, а из дымовых бомб как раз потянулся дымок. Оболочка разрезала червей, отделившихся от медведицы, и убила их. Их передние половины, проникшие в меня через кожу, отвалились. Медведица, которая уже почти нависла, надо мной дернулась назад, ударилась о землю и откатилась.
Мой удар отбросил ее не меньше, чем на 15 метров. Что за адское представление? Проникшие в меня куски червей немедленно заговорили в моем мозгу. Слова приходили все сразу, громоздились одно на другое. Я не смог бы сказать, произносил их один голос или 1000, мужской голос или женский. Ощущение было такое, будто некто погрузил грязные пальцы прямо в ткань моего мозга и потащил. «Да пошел ты! Пошла! Пошло! Я умру, а не допущу, чтобы это повторилось, так что вперед!» Я ринулся к упавшей медведице, оставив защитную оболочку позади. На бегу я разбрасывал извлеченные из инвентаря гайки, болты, гантели. Тварь была слишком близко, потому я не мог прибегнуть к самогонной фляге или динамитной шашке. Вместо этого я взял бутыль с обычным самогоном и метнул ее в медведицу изо всех сил. Бутыль разбилась о голову монстра. Я даже не предполагал, что сумею вложить в бросок столько энергии. Вот так. Даже при увеличившейся силе я не рассчитывал на такой эффект, пришлось резко тормозить, чтобы остановиться. Хезер заорала от ярости, а над ее головой наконец появилась шкала здоровья. Сама медведица все еще лежала на спине, хотя и старалась подняться. Самогон расплескался по ней. Перед моими глазами возникла картина лужи с надписью «Горючая жидкость». «Нечто новое», – подумал я, достал факел, зажег его и швырнул в медведицу. Хуш! Самогон загорелся, я ощутил жар и залетел в облако дыма, как раз вовремя, чтобы увидеть. Медведица, полностью охваченная огнем, поднялась на задние лапы. Красные и голубые языки пламени летели в ночной воздух, взвившаяся огненная стена частично скрыла шкалу здоровья. Индикатор на воробьиный скок сдвинулся вниз, но пока даже не думал катиться в красную зону. Пылающая медвежья туша завопила и покатилась на роликах в мою сторону. Виск, виск, виск. Если у вас никогда не было горящей медведицы с черепом вместо головы, если она никогда не катилась к вам на роликовых коньках, то вы не знаете, чего лишились. Она споткнулась, а гантели повалилась. А когда поднялась снова, половина ее меховой шкуры осталась на земле. Открылась грудная клетка, набитая червями так туго, что они казались похожими на клубок лапши. Правда, они сразу брызнули от огня в разные стороны. Ради всего святого паскудства. Одну штуку я приберегал для самой безысходной ситуации и теперь достал ее. Лотерейный билет из ящика везучего паскудника, шаровая молния или заварной крем. Шансы были 50 на 50. Или я получу огненный шар 15 уровня, который, наверное, мгновенно испепелит Хезер, или передо мной расплещется клубничный крем, который исцелит эту тварь. Я неуклюже взял бумажный билетик в левую руку и поскреб один из 5 кружков. То, что было под покрытием, начало крутиться. Замелькали меняющиеся изображения, то красный огненный шар, то розовая капля. От босса на роликах остался только скелет. В огне уцелели шляпы и коньки. Не осталось даже круглых выпученных глаз. Масса червей покрывала скелет, как будто его обмотали пряжей. Шкала здоровья опустела только наполовину. По всей вероятности, прятаться в клубах дыма было бессмысленно. Хезер снова занесла лапу, вращение кружка на билете остановилось. «Заварной крем. Вкусно!» Это произнес громкий, тяжелый, глубокий бас, как в кретинской игре «Давить конфеты». Внезапно и без всякой причины я вспомнил, как Беа играла в эту игру на телефоне с максимальной громкостью, когда я пытался посмотреть телевизор. Игра-головоломка Candy Crush Saga считается самой скачиваемой за всю историю. Твою ж мать! Я отскочил, когда шар размером в пляжный мяч взорвался и забрызгал медведицу. Она ступилась и опять повалилась на спину. Медвежий скелет заорал от боли, когда капли заварного крема закипели на нем. Шкура и мех начали формироваться заново, какими-то нелепыми фрагментами, как в мультфильме с покадровой съемкой. Медведица снова пыталась подняться. Что твой терминатор, проклятая тварь? Индикатор ее здоровья пополз вверх. Но что-то изменилось. Роликовые коньки свалились с лап, когда Хезер начала шевелиться. Свалилась и шляпа. И тут же то и другое рассыпалось в пыль. На морде зверя появилась шкура. Медведица теперь не стояла во весь рост, а опустилась на четвереньки, как и полагалось четвероногому. Ее изодранный черный мех, оказывается, сохранил серебристый блеск, что было особенно хорошо видно на морде. Вылечив зверюгу, я убил червей. Медведица издала вой, тоскливый и испуганный, затем присела и медленно, мучительно опустилась на землю. Последние, еще кипевшие и шипевшие брызги крема исчезли. Она смотрела на меня. Боевого духа в ней не осталось. Это была Хезер.
Настоящая Хезер, избавившаяся от паразитов, которые долго ею владели. Она смотрела на меня обретенными заново глазами. «Кончай же», – говорили эти наполненные горечью глаза. Мне нельзя было до этого доживать. Она издала короткий болезненный хныкающий звук, и ее глаза закрылись. Я приблизился к Хезер, конечно, осторожным взглядом я следил за ее когтями и был готов к подвоху. Когда я подошел совсем близко, медведица тяжело вздохнула. Индикатор ее здоровья, только что бывший наверху шкалы, теперь скользил вниз сам по себе. Без червей и плесени, без всего, чем продлевала медведица жизнь, дьявольская магия, ее тело быстро распадалось. Не эту престарелую медведицу Хезер я только что одолел. Одна из них не была реальной, была только видимостью. Я испытал соблазн позволить ей умереть самостоятельно, но только на мгновение, а потом сформировал рукавицу и расплющил голову медведицы 2 ударами и уже окончательно покончил с ней, нажав ногой на череп. Кости треснули и провалились. «Победитель!» Такая надпись появилась в моем интерфейсе и стала единственным свидетельством окончания битвы с боссом. Несколько достижений возникли и ушли в папку. Я поднялся на 15-й уровень, то есть приблизился вплотную к 16-му. Пончик будет посрамлена. Туша медведицы дернулась. Из нее вырвалась красная струя и, пролетев через языки огня, устремилась в небо, точнее, к засветившейся теперь фигуре эльфийки. «Мордекай, поздоровала, ты выиграл свой первый сольный бой с боссом». Черная потрескивающая дымная оболочка накрыла дом, в котором повелительница активировала свое заклинание. Мордекай сказал, что знает точно, что это было за заклинание, и потребуется не меньше 10 минут, чтобы оно сделало свое дело. Однако я решил, что лучше мне постоять в сторонке и подождать, пока предсказанное произойдет. «Карл, не надо врать. Я удивлен, я был уверен, что она хочет моей смерти и опять нашлет это жертвенное заклинание на меня. Мордекай, возможно, она так и сделала. Как я и сказал, система позволяет жульничать с реальностью, когда ты имеешь дело с элитками. Именно потому мы держимся от них подальше. Ты еще не выходил на связь с Зев? Карл: нет. Пончик по-прежнему в порядке? Мордекай: да. Я получил предупреждение, когда уровень ее здоровья упал до 20%, но это все. Ее статус остался без изменений. Карл: ты узнал для меня что-нибудь? Мордекай: я посетил моего старого друга Эклунда. Из игровых наставников я в этом городе знаю только его. Жаль только, что он чересчур умен, из-за этого ему приходится страдать. Я не мог просить его найти противоядие от проклятия кувшинки, но он направил меня к городскому алхимику, чтобы я узнал у него, есть ли какой-нибудь ключ, а заодно подсказал название программы. Карл: и? Мордекай: мне кажется, твое предчувствие верно. Программа называется «Месть дочери». Карл: о, слава богу, отлично. Спасибо, Мордекай. Продолжай изыскание. Я забрал лутом останки мертвой обескровленной медведицы. Как и в случаях с другими боссами местности, я получил обновление для карты. Глянув на него, я обнаружил, что вокруг ожило множество точек. На таком расстоянии я не мог увидеть Монго и Пончика, но открылось все пространство цирка и несколько близлежащих улиц. Сотни красных точек, как и раньше, окружали цирк и чего-то ждали. Помимо этого, десятки других красных точек заполонили карту. Некоторые из них двигались, другие смирно оставались на местах. То были ночные обитатели руин, и мне оставалось только держаться вдалеке от них. Группа белых точек окружила повелительницу печатей. Пока я смотрел, к ним присоединилась новая точка, за ней еще одна. Я ощутил укол тревоги. Их оказалось так много, около 30, что нечего было и думать о захвате цирка. Дым стал рассеиваться, а потом появилась эльфийка в сопровождении вызванных миньонов. Я ахнул при виде их и отступил на шаг, едва не наткнувшись на забрызганные чем только можно останки медведицы. Просто не знал, робеть мне, смеяться или плакать. Полное дерьмо. Самое маленькое чудовище, плавающее в воздухе головоногое, было около 3 метров в длину. Самый крупный монстр, развивающийся, выгибающийся морской змей, ростом не уступал 3-этажному дому. Второй по размерам трехглавый огр был вооружен гигантской саблей. Он стоял как раз за спиной эльфийки, когда она направлялась ко мне. Огр скрестил на груди руки, и его сабля хлопала на ветру. Остальные сгрудились на перекрестке и выливались на соседние улицы. В воздухе надо мной баражировала акула-молот. «Эти детки могут драться всерьез?» – спросил я, когда повелительница поравнялась со мной. Татуировки исчезли с ее кожи. Белая плоть блестела, а нагота шокировала еще сильнее, когда на теле остался только ремень.
Я заметил, что кожа эльфийки отливала очень слабой голубизной, как будто ее покрывали крошечные чешуйки, настолько маленькие, что невооруженный глаз не различал их. Теперь, когда ее лицо лишилось скручивающихся линий, можно было яснее оценить ее черты. Внешность по-прежнему можно было назвать странной, но теперь она не выглядела такой отвратительной, как раньше. Теперь я отчетливо улавливал ее полурусалочью природу. Но на то, чтобы подумать о ее внешности, у меня было буквально одно мгновение. Потом я всмотрелся в следующую за ней армию. Хотя все воплотившиеся татуировки были огромными и выглядели устрашающе, они оказались не такими, как я предполагал. Совсем не такими. Они остались татуировками, рисунками. Неоспоримо колоссальными, но всего лишь двухмерными. Ширинки-динки, наоборот, вот чем они были. Вроде бумажного силуэта, непомерно увеличенного и трепетавшего при ветерке. Изображения, вырезаемые ножницами из листов полистирола. При нагревании они становятся толще, а их линейные размеры сокращаются, в результате чего они делаются объемными. Каждый монстр представлял собой ярко-красный контур с белым полупрозрачным веществом между линиями чего-то вроде вощеной бумаги или луковой шелухи. Обратная сторона оставалась белой. У меня возникло ощущение, что любой из них без труда пробьет другого. Если смотреть на них под любым углом, кроме прямого, становилось понятно, что они такое на самом деле. Бумажная армия. Монстры двигались, мигали, рычали и все-таки не покинули плоскость, на которой их нарисовали. Я изучил описание трехглавого огра. Элемент крови и чернил. Призванный миньон повелительницы печатей, уровень 50. Эти короткоживущие элементы, созданные путем соединения жертвенной магии крови и художественного воображения, вопиюще разнятся в силе и способностях. Их потенциальные возможности жестко зависят от такого множества факторов, что нет смысла их перечислять. Это примерно как у людей. Если вам придется гадать, то велика вероятность, что тот, кого вы разглядываете сейчас, и рядом не встанет с тем, кого вы вообразите. «Конечно, драться они могут», – ответила эльфийка. «Или вы думаете, что Гримальди создавал бы такую оборону каждую ночь, не будь угрозы реальной? Нам нужно торопиться, Карл. Кровь Хезер действительно была могучей, но когда я созвала свою свиту, пришлось пожертвовать ее долговечностью ради дополнительной силы, и времени у нас совсем мало». Как бумага может драться? Я не успел задать этот вопрос, потому что повелительница печатей зашагала прочь. Когда она развернулась, я заметил последнюю татуировку на ее лопатке. Маленькую фигурку, настолько маленькую, что я не мог толком ее рассмотреть. Рыба непонятного вида. Татуировка пропала, как будто морское создание нырнуло в волну. Монстры шелестели вокруг меня. Они шли по земле и неслись по воздуху в сторону цирка. Длинные морские змеи плыли боком, так, чтобы не выпускать цирк из поля зрения. Как остолоп глазел я на этот зверинец. Трехглавый огр повернулся, и все его тело согнулось, чтобы он мог рассмотреть меня сверху. «Следуй, или будешь раздавлен», – произнесла средняя голова глубоким ракочущим голосом. «Ты умеешь говорить», – воскликнул я. «И давить я умею», – ответил огр. И я пошел за вереницей. Даже побежал, чтобы нагнать эльфийку, которая шла впереди с таким видом, словно ей ни до чего в этом мире не было дела. «Честное слово, я действительно не понимаю, какого черта вы от меня хотите здесь», – заговорил я. «В жизни ни в чем подобном не участвовал. У меня дерьмовая защита, и умею я только бить кулаками». «Вы больше, чем только это. Я верю. Вы действительно освободили Хезер. 2 века назад она попалась в этот замкнутый круг, но вы ее освободили». Она была мрачной старой медведицей. Я не раз говорила Гримальди, что ее рано или поздно переклинит, и Хезер сожрет какого-нибудь зрителя, если мы не отправим ее на отдых. Но она была нашей семьей, и вы ее освободили. Благодарю вас. «А вам спасибо за предупреждение», – сказал я. «Это был бой 1 на 1. В большой битве я не сумел бы применить никакую хитрость». «Просто не умирайте», – сказала она. «Обычно мы справляемся с защитниками. В этом мы долгое время были сильны. Но мне нужна ваша помощь в финальной защите». «Да их там, похоже, 1000», – воскликнул я. Я вышел на контакт с Мордекаем и рассказал ему все. Рассказал, что сомневаюсь в реальности угрозы от этих бумажных элементов. Мордекай: «Об этом не беспокойся. Если они такие большие и их так много, как ты сказал, это значит, что уровень заклинания выше 15-го. Они способны драться. Они устроят просто адское шоу». Карл: «Так что это за заклинание?» Мордекай: «Чернильный мародер.
Рисуешь что-то на бумаге, активируешь кровавое жертвоприношение, и оно одушевляет рисунки. Некоторые классы умеют татуировать монстров на собственном теле. Когда элитка делает так, ее кровь оживляет миньонов, они начинают жить на ее плоти, и сходят с ее тела, когда она активирует жертвенное заклинание. Они кажутся плоскими, но давно ходят слухи, что некоторые жертвы превращают миньонов в полное подобие монстров, которых они рисуют. Но это заклинание у твоей элитки самое мощное, и поэтому я не думаю, что продюсеры позволят ей растратить такое сокровище на раннем этапе сюжета. Ночь прорезал отдаленный крик, за ним последовал свист магического минометного снаряда. Тут же снаряд ударил в потолок и отлетел на соседнюю улицу. Начался ливень этих снарядов, я старался держаться как можно ближе к хребту сюжета. Плавучая голова и несколько драконов принялись кружить вокруг нас, в то же время продвигаясь вперед. Один из элементов, осьминог, принял удар снаряда на грудь и рассыпался огоньками. Если повелительница печати и контролировала происходящее, то без слов. Темные тени наполнили воздух. Это лемуры, понял я, увидев точки на миникарте. А потом услышал хорошо узнаваемый рык плесневых львов. Они двигались быстро, заполняя улицу, и бумажные монстры перестраивались, чтобы им помешать. Теперь мы были всего в одном квартале от цирка. В ночи проснулась тревожная музыка калиопы и смешалась с криками лемуров и клоунов. Новые лемуры взвивались в воздух, и теперь они направлялись именно к нам. Огр выпрыгнул вверх, пролетел надо мной эльфийкой и приземлился впереди нас. Теперь мне была видна только спина плоского элемента. Он замахнулся своей бумажной саблей на шеренгу лемуров. Десятки черепоголовых лемуров закричали, когда их атака была отброшена, но уже через секунду я услышал хвап-хвап-хвап. Это ножи вонзались в огра великана. Несмотря на бумажную внешность, ножи производили такой звук, как будто элемент был сделан из картона. На рану он не обратил никакого внимания и снова замахнулся. И при замахе его бумажная сабля сложилась сама собой и как бы помахала мобом. Было там что-то еще. То, чего я не заметил в момент атаки огра. Он махал саблей, явно мазал, и тем не менее десятки лемуров разлетались в стороны. Перед ним должна была находиться некая зона атак, которая мне сзади не была видна. Однако я уловил молниевую атаку угрей. Пара длинных мурен или угреподобных созданий извернулась в воздухе и выпустила молнии из своих ртов, после чего красные точки плесневых львов превратились в косые кресты. Рядом со мной повелительница выпустила прямо из ладони желтую стрелу, которая пролетела над плечом огра и ударилась во что-то вдали от нас. До меня донеслись десятки криков боли. За моей спиной взорвалось целое здание, возобновился минометный огонь. «Христе Иисусе, леди!» – взмолился я, нагнувшись. «Вы каждую ночь вытворяете такое дерьмо?» Она выпустила еще парочку желтых стрел, полетевших по изогнутой траектории, и сказала: «Мы делаем это ради семьи. Мордекай, теперь я знаю рецепт. Берется экстракт жабы и смешивается со стандартным зельем исцеления. Я должен был знать. Этот коктейль нейтрализует все сонные эффекты и проклятия, насылаемые наядами. Все просто. Карл, у тебя есть что-то из этой дряни? Мордекай, не здесь, но это достаточно распространенные вещества. Я могу купить их на алхимическом рынке в большом или среднем городе. Вот блин, сейчас это не поможет нам. Карл, хорошо, тогда план «Б». Я присел, когда взорвалось следующее здание. Баррикада находилась всего в 50 метрах. Клоуны уже начали швырять в нас камни. Самая крупная из змей спикировала к земле и выдохнула поток воды, разбросавший в стороны примерно 100 клоунов и лемуров. Я сжался в комок у низкой стены, так как минометные снаряды полетели над моей головой. Акула разрезала воздух надо мной. Она пылала и завывала. «Карл, Зев, вы еще не говорили с ними?» «Зев». Я отправил сообщение продюсеру, но он не пожелал со мной разговаривать. Хочет увидеть, чем кончится игра, так я думаю. Шеф велел мне отправить ваш запрос ИИ синдиката. Там сказали, что такое разрешается в исключительно крайних обстоятельствах. Как бы то ни было, мы не можем помочь вам. Хотите верьте, хотите нет, но такое происходит не в первый раз, честно говоря. Карл, потом, Зев, оставайтесь на связи. Скоро вы будете мне очень нужны. Вопреки моим опасениям, клоуны и другие цирковые создания перестали сопротивляться монстрам-татуировкам. Защитники удрали, забились обратно под широкий тройной купол.
Элемент Огр взмахнул саблей, и оборонительная стена развалилась. Сотни лемуров, клоунов, худых акробатов-минометчиков лежали мертвыми. Все произошло охренительно быстро. Вся моя карта покрылась косыми крестами. Оставались еще сотни монстров, но все они теснились в главном шатре. Бумажная армия вошла на территорию цирка, пройдя через колючую проволоку так, как будто ее не было вовсе, и окружила внушительные с виду павильоны. Все вспомогательные палатки, включая карикатурный балаган для шоу, рухнули. Я заметил, что элементы довольно осторожно опрокидывали небольшие палатки, словно опасались повредить материю. Оставался только большой верхний купол, погибло лишь несколько элементов, осьминог-татуировка вернулся на кожу своей повелительницы, как и несколько акул. Они сердито шуршали. Музыка исходила из громоздкого размером с диван устройства, которое стояло снаружи большого шатра. От гудящего шипящего инструмента поднимался пар, длинные латунные трубы шепелявили мелодии медленного танца. Огр подошел к машине, чтобы разбить ее, но эльфийка жестом остановила его. «От этой музыки у меня болят головы», – ворчливо пожаловался исколотый ножами монстр. «Я знаю», – отозвалась она. «Мы каждый раз проходим через это». Она шагнула вперед и повернула диск на машине. Та захрипела, и музыка прекратилась. Повелительница печати любовно погладила опаленную древесину, затем она показала вверх на гигантского морского змея, который плыл в небе над ярко освещенным куполом. Цирковые огни все еще горели и раскачивались, усиливая нереальность зрелища. Бегемот-татуировка прогнулся и выпустил фонтан голубой жидкости. Я съежился, ожидая неприятностей, но струя рассеялась, даже не достигнув цветного купола. Мир вокруг меня наполнился мельчайшими брызгами, и я вдруг почувствовал, что промок. Эльфийка низко опустила голову. «Черт!» – произнесла она. «Черт! Черт! Я надеялась, что в этот раз мы одолеем защиту силой крови Хезер». «Почему же не получилось?» – поинтересовался я. Вдалеке непонятно, что завыло в ночи. «Вот здесь обычно заканчивается наша битва», – сказала повелительница печати, указывая на навес. «Здесь есть магия, она защищает павильон снаружи, древняя магия. Она была изгнана, поэтому мне нельзя войти, и мои миньоны войти не могут. Внешняя часть непроницаема, но не внутренняя. Если сломать палатки, чары развеются, и мы сможем завершить свое дело». Она показала на куче мертвых тел. «У некоторых клоунов можно найти ого-го-билеты. Отыщите такой, и он позволит вам войти. Это волшебные билеты. Они дадут вам право безопасно находиться в шатре все время, пока вы не попробуете войти ни в одно из 3 колец. Вам нужно войти туда и уничтожить шатер. Найдите 3 шеста и сломайте каждый из них по очереди». Я с недоверием посмотрел на шатер. Насколько я понял, эти шесты – центры колец. Вы правы. А что там насчет лозы? Она тоже в кольце, в центральном. При таком раскладе для этого задания требовался не один обходчик, а как минимум 3. Не существовало физической возможности выполнить его в одиночку. Это же не прямой поединок. Я вытащил билет, который уже имелся в моем инвентаре. Раньше я уже рассматривал его, но теперь прочитал описание еще раз. Ого-го билет. Да вы везунчик. Этот билет позволяет одному взрослому посмотреть ого-го представление в странствующем цирке Гримальди. Обладателю этого билета гарантирован безопасный проход через общедоступные зоны. Гримальди оставляет за собой право аннулировать гарантию безопасного прохода всем, кто пьян или склонен к насилию. Мы гарантируем хорошее времяпрепровождение или возвращаем деньги. Что-то подсказывало мне, что меня не ждет хорошее времяпрепровождение. Глава 10. Я подходил к главному входу, крепко сжимая в руке цирковой билет. Приблизившись вплотную к ого-го шатру, я разглядел, как обошлось время с тканью и всем остальным цирком. Красный ковер под моими ногами был истерт до голых нитей и заляпан кровью, стенки тоже были измазаны и испещрены мелкими дырками. Еще бы несколько лет, и повелительнице печати не понадобилась бы магическая армия, чтобы окончательно снести это сооружение. «Вы должны торопиться», — сказала она. «У нас есть 30 минут, а потом боевая бригада растворится. Вы обязаны пообещать, что освободите Пончика, если я умру», — потребовал я. «Обещаю». Вход был выполнен в образе лица гигантского клоуна, и мне пришлось проходить через его рот. Время стерло зрачки клоуна, и его глаза стали абсолютно белыми. «Ненавижу клоунов», – подумал я.
Дьявольски ненавижу клоунов. Тому, кто их изобрел, нужно просто набить морду. Мне пришлось пройти по короткому извилистому туннелю. Снова зазвучала музыка, она доносилась откуда-то из глубины. Эта песня была более быстрой и радостной, она больше соответствовала стилю традиционной цирковой музыки. Моя мини-карта представляла собой море красных точек, одна из которых ждала меня как раз за углом. Дрянь, дрянь, дрянь. Не переставая, думал я сантиметр за сантиметром, пробираясь вперед и держа билет перед собой. Я повернул за угол и оказался лицом к лицу с одним из клоунов-шариков. Это создание было ниже меня, зато почти втрое шире. Он был одет в яркий розовый с голубым, но отвратный балахон с грязным гофрированным воротом, который когда-то был белым. Одежда не спадала с его бугристых бесформенных телес. По сравнению с клоунами на ходулях с их акульими мордами, лицо этого создания намного больше походило на человеческое, диссонировали только заостренные зубы. Белая, красная и голубая краска была наложена чрезмерно толстым слоем, словно глазурь на пирожном. В брюхе у него урчало, и само оно дергалось, как будто жило отдельной жизнью. Клоуны на ходулях были вооружены ножами мясников. Эти же ребята имели только длинные желтые ногти, похожие на барсучьи когти. Прилип клоун, уровень 9. Жирные мелкие мальчишки, настолько уродливые, что даже родная мать не смогла их полюбить, должны отправляться прямиком в цирк. Там можно укрыться от жизни и вырасти в клоуна по имени Прилип. Он отменный акробат, а еще у него твердые этические принципы. Словом, Прилип – находка для семьи Гримальди. Детки всегда любят толстых клоунов. Они веселые, они счастливые. А как умеют рассмешить? Воскресшие клоуны Прилипа и теперь обладают этими замечательными качествами. Может, мы немного покривили душой, говоря про рассмешить, но когда они поедают детей, они веселы и счастливы. Это уж как пить дать. Клоун зашипел на меня, но я взмахнул билетом, закрываясь им словно щитом. Жирнющий клоун наклонился вперед и понюхал билет. Со стороны показалось бы, что я дрессирую собаку. Он опять зашипел, обдавая меня вонью сырого мяса, но посторонился и дал пройти. Вот так я вошел на главную арену ого-го шатра Гримальди. Одно из моих первых детских воспоминаний относится к 4-му дню рождения, когда мама привела меня в цирк. Тогда она временно оставила отца и сбежала к родителям, которые жили в каком-то пустом месте без названия где-то в Южном Техасе. Меня она увезла с собой. Вот в то время она и привела меня в цирк. Не из тех, чья слава гремела на всю страну вроде братьев Ринглинг, а в маленький захолустный цирк. Всякий, кому довелось пожить на американском юго-западе, знает, о чем я говорю. Даже до меня, маленького ребенка, доходило, что передо мной дешевая версия великого предприятия. Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, величайшее шоу на Земле, выступал с 1871 по 2017 годы. Там были клоуны и акробаты, плюс еще несколько диковинных аттракционов, вроде гонок на мотоциклах внутри шара и женщин, жонглирующих бензопилами. И животные были. Я помню верблюдов, танцующих пуделей и обезьянку на плече клоуна. Слонов или жирафов не было. Главным из зверей был старый строптивый тигр. Он садился посреди арены, и затянутая в трико женщина размахивала перед ним горящими факелами. Большая часть воспоминаний пришла ко мне лет через 10, не меньше, когда я рассматривал фотографии, обнаруженные в коробке из-под обуви под родительской кроватью. Эта находка случилась в другой мой день рождения, когда я остался один во всем мире. Коробка принадлежала моей матери, ее тайна. Коробка, в которой кроме фотографий нашлись корешки использованных билетов и бывший воздушный шарик. Все, что осталось от тех нескольких недель, когда мама сбежала из дома. Но среди моих отрывочных, частичных воспоминаний о цирке того дня сохранилось одно, которое останется со мной навсегда – запах. Он не был похож ни на что знакомое мне прежде. Запах арахиса, сахарной ваты, жареной кукурузы, сена, запах животных и дешевых пластмассовых игрушек – все слилось воедино. Но было и что-то еще. Мой 4-летний мозг не был способен это зафиксировать. То был запах счастья, радости, детства, бесстрашия. В последующие годы я улавливал этот запах на сельских ярмарках, карнавалах, животноводческих фермах. То был особый специфический аромат. Он навечно впечатался в меня 4-летнего. Он означал дорогу, по которой я мог бы пойти, которая привела бы меня в мир, где я мог бы жить, если бы отец не нашел нас и не вернул домой. То был запах, за которым я гнался всю свою взрослую жизнь.
Удивительно, как иногда бывает. Запахи приводят нас к воспоминаниям, а когда память оживает, мы поспешно отшатываемся, в каких бы обстоятельствах ни находились. Вот и со мной случилось то же, когда я переступил порог самого проклятого цирка в истории Вселенной. Меня окружал бедлам, неорганизованный хаос и какофония, одна хренотень сменяла другую. Запах возник из ниоткуда и будто оглушил какой-то одичавшей бейсбольной битой, воскресив в памяти день 4-летия, когда я с мамой попал в цирк, где я смеялся, хлопал в ладоши, уронил хот-дог на грязный пол, а потом подобрал его и съел, хотя у него был вкус той самой грязи. Мама расплакалась, и до той самой секунды, когда запах цирка ударил меня во второй раз, я думал, что она плакала из-за того злосчастного хот-дога. И я взбесился, вышел из себя, блин, горелый. Так мало мамы было в моей жизни, так мало воспоминаний, которые я мог назвать только своими. Тот день был моим. Никакая гадость не могла отнять его у меня. Но как раз это и случилось, будь оно неладно, это место. И случилась эта мерзость настолько неожиданно, настолько окончательно, что я уже чихать хотел на свой тупорылый план спасения своей жизни. Я только хотел все оторвать от себя. Но вам же не нужно читать про это дерьмо. Ничто не имело значения, когда вот уже сколько недель не существовало Земли. Когда я стоял в этом цирке, когда клоунесса прокатилась мимо меня на колесе с педалями, жадно вгрызаясь, по-моему, в ногу гоблина, разноцветные адские акробаты, те самые, что минуту назад забрасывали минометными снарядами монстров величиной с дом, теперь плыли надо мной по воздуху во всех направлениях. Лемуры жонглировали, клоуны пели. Я подумал о Пончике, беспомощный и беззащитный, чьей единственной опорой остался Монго, глубоко вздохнул и попробовал успокоиться. Вам меня не сломать. Как будто битвы возле цирка не было вовсе. А здесь, внутри, были задолбанные, искореженные шаржи на циркачей, самозабвенно демонстрировавших пародии на свою настоящую работу и энергично толкающих друг друга. На моих глазах два акробата столкнулись в воздухе и грохнулись на землю. Никому не было до них дела. На моем пути оказалась истертая деревянная фигура зазывалы, карлика в красно-черном сюртуке с длинными фалдами и в цилиндре распорядителя манежа. Около него висел речевой пузырь с текстом «Я директор Гримальди, добро пожаловать в мой цирк. Под этим куполом вы забудете о заботах и тревогах. Мы просим вас сесть, расслабиться и радоваться. Позвольте нам снять груз с ваших плеч, даже если вы зашли лишь на минутку». Речевой пузырь. Шар. На карикатурах и в комиксах нарисованное около головы персонажа облачко с его словами или мыслями. Я снова повернулся к арене. Да что за бесовство там творится? Что они забыли о повелительнице и сражении? Или это заклинание? Они воображают, что им ничто не грозит? Да что там? Ни один из них, хотя карта была полна красных точек, даже не взглянул в мою сторону, как будто я невидимка. Я потряс головой, грёбаная игра, я все еще сжимал свой билет, не решался выпустить его. До сих пор монстры меня не тревожили, но я боялся, что без билета они меня немедленно поджарят. А потом я увидел ее, лозу. Это была такая огромная штука, что мозг отказывался признавать ее присутствие. Сначала я подумал, что это часть шатра или реквизит. Даже после обстоятельного разговора с Мордекаем я ожидал, что увижу, лозу, парня, из которого, например, растет куст ежевики с побегами во все стороны, или наоборот, они обвивают шест. Здесь была даже не лоза, а скорее куст. Гигантский настолько, что он занимал весь центр арены, достигал высшей точки купола и поглощал собой центральный шест. Цвет монстра был бледно-зеленым, и выглядел он разумнее, чем я предполагал. По земле куст распустил множество похожих на удавов корней. Не находя добычи на почве над города, они поднялись над землей и дотянулись до углов шатра. Пока я таращил глаза, пришло новое сообщение, того особого формата, который не подлежит уменьшению. Прочитав его, я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо. Новое достижение. Вам не победить городской совет. Конечно, можете умереть в попытках, вы обнаружили босса города, это точно. Позвольте повторить для тормозящих придурков. Это грёбаный босс города. Ну и все. Если решились идти, то песню запевай. К вашему сведению, до этого момента в нынешнем сезоне мира обходчиков подземелий ни один обходчик, лицезревший босса города, не оставался после этого в живых. Тому есть веская причина. Только законченный олух добровольно загонит себя в ситуацию, когда ему придется противостоять одному из самых могущественных монстров этого уровня. Награда. Наверное, очень много глаз будет наблюдать за тем, как вы умрете. Этот приз лучше тех, что достаются большинству из нас.
Появилось еще несколько сопутствующих достижений, но я отмахнулся от них. Босс города – грёбаная удача. Как и в случае с медведицей, я как будто не был заперт в шатре. Я сделал шаг назад и поглядел через плечо. Клоун Прилип стоял на посту, он скрестил руки на груди и закрывал мне выход, но выбраться я мог, легко. «Нет, ты сможешь, у тебя есть план». Я проглотил слюну и осмотрел колоссальное растение, что громоздилось посреди арены. Директор цирка Гримальди, чумная лоза, босс города, уровень 85. Если бы до катаклизма вы спросили любого ребенка в раскинувшемся перед вами надгороде, что он любит больше всего, почти каждый с радостью назвал бы великий удивительный странствующий цирк Гримальди. Дети мечтали о том, как они пойдут гулять и увидят грохочущие по улицам вереницы цирковых фургонов, увидят, как в местном парке вырастают палатки. Вечер в цирке был праздником, часом радости. Для Редстона Гримальди не было ничего более важного, чем его семья. Он любил всех ее членов вместе и каждого в отдельности. Когда случился катаклизм и над цирком повисло ядовитое облако, он стоял на центральной арене. Он остается там и поныне. Преобразившись из простого дварфа в громоздкую чумную лозу, Гримальди использует свои особые силы для того, чтобы его семья жила и находилась в безопасности. Не имеет значения, сколько раз члены его семьи умрут, скольких обходчиков съедят клоуны, он возвращает их с неповрежденной памятью. В основном неповрежденной, скажем так. Возможно, где-то внутри Гримальди не уверен, что делает самый моральный выбор, но именно так мы поступаем, когда вопрос касается семьи, защищаем своих любой ценой. Кроме того, вам известно выражение «шоу должно продолжаться». Когда описание закончилось, ничто не изменилось. Никто не ринулся в атаку, лоза вообще не шевельнулась. Мой взгляд упал на самый большой корешок, он забрался на пустую трибуну. Я подошел к нему, обходя клоунов, лемуров и прочих несуразностей. Миновал силача Огра с отростком на шее, с удивлением отметив, что физиономия одноголового Огра поразительно похожа на среднее лицо трехглавого Огра из татуировочной армии монстров, и у него был такой же неровный шрам на щеке. Этот монстр тоже был элиткой и назывался Аполлон Могучий. Он стоял у ящика под выцветшей табличкой «Мороженое», замороженная угроза из другого мира, жевать не нужно, проскальзывает в горло, как зимняя мечта. «Рожок», – предложил он, когда я приблизился. Он держал в руке предмет, который показался мне окаменевшим рожком для мороженого. Огр опустил этот рожок в ведерко, укрепленное на ящике, а когда достал его, в нем извивались черви, белые как кости. Такими же червями была заражена медведица Хезер. «Нет, спасибо», – отказался я и с усилием сглотнул, чтобы меня не вырвало. Существо проводило меня взглядом, на его лице читалось диковатое смущение. На карте оно было отмечено красной точкой с крестом. Странный отросток, толстый усик лозы, как я вдруг понял, изогнулся. Я продолжал топать к трибуне. «Карл, Гримальди элитка и босс города. Ты мне не говорил, что можно быть тем и другим одновременно. Что за фигня? Босс города, план все еще действует?» Мордекай. «Ага, так я был прав, ты согласен? Он чумная лоза?» Карл. «Да, только огромный дохренища, под самый купол шатра». Мордекай. «План остается в силе. Центральный шест такой же высоты, я думаю». Карл. «Ты думаешь? Да не пошел бы ты, Мордекай». Повелительница печати несколько раз упоминала о лозе, и я спросил Мордекая, не знает ли он, что бы это могло означать. Есть несколько видов монстров, контролирующих мозги, но сочетание спора червей-паразитов, скорее всего, означает чумную лозу, ответил накануне инкуб после итогового шоу дня перед тем, как мы отправились спать. По моему мнению, это признак лени сценаристов. Как в земных телешоу. В любом полицейском боевике есть линия с серийным убийцей. Всегда есть тупой лейтенант, виноградные штучки на 3-м этаже. Как же это называется? Клише. Вспомнил слово. Чумная лоза – это клише для таких шоу. Из-за сюжета с вулканом. Когда девочка обнаруживает, что ее бабушка превратилась в какую-то такую штуку. К тому времени мы уже согласились, что нам с Пончиком глупо влезать в квесты, связанные с цирком, но Мордекай настоял на том, чтобы развить тему в лекцию о растениях-монстрах, воздействующих на коллективный разум. Такие растения, мол, в подземелье встречаются так же часто, как и в мире. «Каждый сезон, — говорил он, — обходчики попадаются на подобные уловки, особенно на 6-м этаже. Но растения не так сложно убивать. Очень легко, если знать способ.
проблема в том, что для каждого растения способ свой. Возьмем для примера эту самую чумную лозу. Это растение, заражающее других мобов. Оно называется лозой и выглядит как растение. На самом же деле это гибрид гриба и растения, которого на вашей земле нет. Не заставляй меня вдаваться в подробности. Как бы то ни было, оно выделяет споры плесени, которые поражают червей-паразитов, а те, в свою очередь, заражают мобов. Что происходит дальше, зависит от разнообразных факторов, от моба и типа червей. Интереснейшая материя, потому что возможно буквально миллиарды комбинаций. Эти лозы реальны, они не выдумка для подземелья. Так вот, как только черви заражают мобов, возникает тройной симбиоз или, скажем, трижды паразитическая сущность, смотря как ты захочешь оценить ее внутренние связи. «И как таких убивать?» – спросил я. У меня голова начинала кружиться от этого разговора. Пончик давно потеряла к нему интерес и носилась с Монго по обеденному залу. Что касается чумной лозы, тут есть и хорошая сторона, и плохая. Хорошая. Чумная лоза из тех врагов, которых убить легче всего. Плохо то, что смерть не мгновенна. Лоза любит влагу и кровь. Ты капаешь кровью на лозу, и она тут же слизывает кровь. Но Мордекай ближе наклонился ко мне. Его глаза сверкали так, словно разговор зашел о самом интересном в жизни предмете. Если кровь взята у ядовитой сущности, она разрывает связи внутри симбиоза. К несчастью, тебе понадобится от 15 до 20 минут. Вот лоза жива и здорова, а в следующую секунду превратилась в перегной. Она ничего не чувствует и потому не знает, что ее отравили, но она мертва. Этот способ годится, чтобы убивать любых мобов. Не любых. Некоторые теряют рассудок мгновенно, другие падают замертво, какие-то вообще не сознают, что с ними что-то произошло. Значит, отравить себя, капнуть своей кровью на лозу и готово? Правильно. Она ничего не узнает, но если заподозрит, тогда тебе следует соблюдать осторожность, иначе она сможет спастись. Как? Есть лекарство? Да, если ты принял противоядие и растение получит такой же объем твоей крови, оно излечится. Нет смысла просто использовать зелье-антидот, нужна та же самая кровь. Так что надо быть осторожным. Если лоза узнает, что ты ее отравил, она попробует заставить своих монстров пустить тебе кровь. Если информация Мордекая достоверна и не устарела, я смогу убить Гримальди, просто находясь на трибуне. И все-таки я нервничал. Мордекай несколько раз предупредил меня. В том, что касается элиток, пренебрегать правилами нельзя. Стараясь вести себя естественно, я сел на холодную скамью около корня лозы. Нельзя терять ни минуты. Если продюсеры вчера следили за моими действиями, не исключено, что они разгадали мой план. Мобы в шатре по-прежнему не замечали моего присутствия. Очень хорошо, действуем. Я снял свой плащ стойкости и положил его на колени, как сделал бы всякий, кто решил устроиться на поудобнее и надолго. Без плаща уровень телосложения упал на 4 пункта, но исчезла и устойчивость к ядам. Отравить себя было несложно, у меня имелась куча зелий. Я достал зелье здоровья, подержал его, затем поместил в хот-лист и выпил то, что оставалось в руке, пока не истек срок перезарядки. Все так же, как тогда, когда Пончик была ранена в схватке с соковыжимателем. Вы отравлены. Оф, я чувствовал себя так, как если бы меня легнул в живот долбаный конь. Потребовалась вся выдержка, чтобы не удвоить порцию и не заорать. Раньше я таких ощущений не испытывал, сердце ухнуло куда-то вниз. За поясом оставался один из лемуровских ножей для жонглирования, и я полоснул им ладонь. Получился длинный и довольно глубокий надрез. Я сжал руки, и кровь потекла вниз на лозу. Затем я активировал зелье исцеления, которое, однако, не сняло отравление, а подождав несколько секунд, и зелье антидот, одно из немногих остававшихся из числа тех, что я получил в самом начале пути в серебряном ящике авантюриста. Я дал себе секунду на восстановление дыхания, а потом набросил плащ на плечо и осмотрелся, любопытствуя, изменилось ли что-нибудь. Ничего подозрительного. Посмотрел вниз, отметил, что крови на корне почти не осталось, кроме нескольких капель, которые упали по обе стороны от него. Но я понятия не имел, вышло ли задуманное. Глава 11. Я еще несколько секунд подождал, появятся ли у босса города признаки плохого самочувствия. Ничего. Настало время для следующей части плана. Карл. Зев, я это сделал, но план изменился. Я прошу вас отправить сообщение прямо сейчас и передать точно то, что я скажу. Зев. Боги мои боги, Карл. Зрители сходят с ума. Очень немногие понимают, что вы только что сделали. Но весть распространяется. Ваши показатели растут и растут, просто поразительно. Обе драмы разыгрываются параллельно. Карл.
Зев, вы со мной? Это важно. Зев. Да, извините, продолжайте. Карл. Продюсером программы «Месть дочери». Я только что отравил Гримальди. Подозреваю, что вы позволите ему умереть, несмотря на то, что он элитный монстр. Я знаю, что это входит в ваши планы. Это история эльфийки, а не его. Об этом свидетельствует название программы. Пока сыгран только первый акт, завязка истории. Сюжет. Она попадает в охотничье хозяйство, к высшим эльфам, а может быть и к наядам. Еще я подозреваю, что как только умрет мистер Гримальди, программа полетит ко всем чертям. Когда это случится, я, вероятно, умру. Это тоже входит в ваши планы, разве не так? Я смотрю сейчас на 3 шеста и вижу, каким образом вы устроили эту хрень. Центральный шест не ведет никуда. Ну а 3 выглядит так, будто сделан из палочек для мороженого. Толкни его, и он превратится в труху. Блин, да эта дрянь, скорее всего, сама разлетится, как только Гримальди умрет. Вам ведь не нужно, чтобы рухнули все 3 шеста, так? Для вашей задумки хватит и одного, чтобы это ни было. Я тут валяю дурака, тогда как, возможно, всего одна дырка в куполе приведет к успеху повелительницы печатей. Конечно, после моей гибели. Это все, что вам от меня нужно, так? В любом случае, вы угощаете зрителей чем-то сногсшибательным. Я справляюсь, фантастика, не справляюсь, трагедия. Несмотря ни на что, ваша программа тонет в зрительском внимании. Но у меня есть для вас предложение. Если вы хотите сохранить высокие рейтинги, вам стоит внимательно меня выслушать. Итак, вот мое предложение. Я знаю, вы действительно не можете мне помочь. Это было бы против правила, и меньше всего мы хотим навлечь на себя гнев системы ИИ. Но я хочу участвовать в вашем шоу. Если мы с Пончиком переживем нынешнюю ночь и доберемся до 6-го этажа, я подпишу исключительное соглашение на участие в квестах только с участием элиток, которые напрямую связаны с местью дочери, и это не обсуждается. Взгляните на ваши сегодняшние рейтинги. Я слышал, что новые программы, такие как ваша, редко достигают подобных высот. Многие из них схлопываются, не успев толком начаться. Возможно, вы сделали ложный шаг, когда поместили этот цирк на нашем с Пончиком пути в надежде, что мы о него споткнемся. А теперь представьте будущие рейтинги в случае, если наше участие продолжится. У вас есть 30 секунд после прочтения этого сообщения, чтобы ответить согласием. Если вы не согласитесь, я снова разрежу руку и дам Гримальди порцию оздоравливающей крови. Вы понимаете, чем это обернется? А когда я избавлю Лозу от яда, я просижу остаток ночи здесь, наслаждаясь представлением. Ничего не произойдет, хотя я, так и быть, изложу некоторые из возможных версий вслух. Эльфийка в шатер не войдет. Ваша задумка с приглашением особого звездного гостя не выстрелит. После всей подготовки зрители останутся в дураках. Наконец снова будут Джеральдо и Аль Капоне. Может быть, вы не понимаете, чем это чревато? Тогда переведу. Никто больше не будет смотреть это высосанное из жопы шоу. Но если вы согласитесь, на этот случай у меня есть план. Чертовски хороший план, ведь после его осуществления люди не перестанут говорить о вашей продукции. Но, как я уже говорил, нет сделки, нет зрелища. Карл, Зев, отсылайте сейчас, скорее, пока он не умер. Зев, им уже все известно. Мой шеф подключил их, мы ждем их ответа. На арене ничего не менялось. Стоявший под трибуной Аполлон, силач, торгующий мороженым, поднял голову, и наши взгляды встретились. Зев. Хорошо, нас уже не слушают. Сделка есть. Они сказали, я цитирую, «Давайте посмотрим, обходчик, что у вас есть для нас. Если вы вытащите вашу глупую задницу из этого дерьма, мы охотно поработаем с вами в будущем». Карл. Зев, вы наш агент. Я хочу, чтобы сказанное было закреплено официально. На бумаге. Или как там у вас полагается. Зев, об этом не беспокойтесь. Все официально. Мне дана бумага на подпись от вашего имени. Карл. Это пугает Зев. Хорошо, скоро они полезут на стенку. Если они спросят, скажите, что я знаю, на что иду. Зев. А вы знаете? Карл. Не то чтобы. Все изобретается по ходу драмы. Получив ответ, я еще раз разрезал руку и окропил корень кровью, вылечил босса-монстра. И опять ничто не изменилось. Я не имел понятия, добился ли хоть чего-то, но на данный момент и не собирался узнавать. Просто стоял и рассматривал нижние ряды трибуны и приближавшегося силача. Спустившись по лестнице, я просмотрел содержимое инвентаря и извлек книгу заклинаний «Сияющая броня». Она представлялась мне более чем ценной, и я придержал ее, намереваясь продать. Пончик однажды спросила меня, нельзя ли ей забрать этот сборник, и я едва не уступил.
Все-таки заклинания магической защиты были бы ей полезны. С другой стороны, локомотивом нашей партии должен быть я. Я тоже нуждался в защите. Поэтому собирался взять паузу, чтобы понять, какого рода заклинания будут нам доступны в магическом магазине, и только после этого решить, как поступать дальше. Но у меня уже не было такой роскоши, как временного ожидания. Я снова прочитал описание книги. «Сияющая броня. Стоимость 5 маны. Назначение только для себя. Длительность 5 минут плюс 1 минута за каждый новый уровень заклинания. Требуется 5 минут на восстановление. Окружает ваше тело лучами света, не защищает от физических нападений, но снимает 75% ущерба от атак магического свойства. Дает временный иммунитет к эффектам, контролируемым сознанием. Высшие уровни обеспечивают увеличение как эффективности, так и длительности. Сделает вас похожими на друидов. Прекрасно поможет, если вы из клубных деток или хотите поразить вегана». Я активировал книгу и добавил заклинание в свой хот-лист. Из-за недавнего активированного заклинания исцеления я был вынужден принять зелье восстановления маны, чтобы поднять число доступных магических пунктов до 5. Мана регенерировалась быстрее, чем раньше, но все равно медленно до безумия. Я жестом подозвал Аполлона. «Сюда, приятель, у тебя остались рожки с мороженым?» «Да», — ответил Аполлон. Огромный мускулистый огр двигался медленно, но с подчеркнутой легкостью. Я спросил себя, насколько он силен на самом деле. Хорошо бы не пришлось узнавать это на личном опыте. Он достал гнилым рожком массу червей и протянул угощение мне. «Комплименты от Гримальди», – прокомментировал он. В цирке поклоны артистов в знак благодарности зрителям. Я посмотрел на извивающуюся кучу в рожке и активировал сияющую броню. Передо мной появился хронометр обратного отсчета, настроенный на 6 минут, и сверкающие звездочки завертелись вокруг, словно рой комет. Я открыл рот, как и было сказано, на призывающей табличке жевания не требовалось. Черви легко проходили в глотку и скользили по пищеводу. Я встретил взгляд огра. Он молча смотрел на меня. Даже его, кажется, шокировало то, на что я пошел. «Вы инфицированы паразитами». «Вкусно?» – пробормотал я, стараясь сдержать рвоту. «Не надо волноваться. Теперь ты один из нас. И да, родной, мы не скормим тебя клоуном. Мы не кормим клоунов членами семьи. Один из нас, Карл. Приятного аппетита, аппетита приятного. Мы видим твои воспоминания. Мы – это ты – это мы». Слова вертелись в моем мозгу, а я, спотыкаясь, брел к выходу. Я чувствовал их в себе, они крутились, ширились, росли. Клоун прилип, посторонился, и я протиснулся в дверной проем. «Нет, Карл, ты нам пригодишься, а снаружи небезопасно. Папа Гримальди не сможет восстановить тебя, как остальных. Она убьет нас, она убьет тебя. Ты особенный. Нет, почему ты не останавливаешься?» Что-то изменилось внутри меня. Черви замерли, напряглись. «Карл! Карл!» Это другой голос. Не все голоса за всех сразу, как у паразитов. Это был Гримальди. «Карл, нет!» «Ты меня слышишь?» – выдохнул я. Говоря, я чувствовал, как кишат паразиты у меня в глотке, как будто я проглотил струну, которую не в силах был извлечь. Я подавился, чувствуя, как концы червей лезут из горла в рот. «Карл, я слышу тебя. Наши разумы одно. Я знаю, что ты делаешь. Вернись, пожалуйста, вернись». Я ощутил умственный импульс, попытку задержать меня, но благодаря данной сияющей броне способности нейтрализовать контролируемые умом эффекты, сохранил власть над собой, хотя ее должно было хватить только на ближайшие 5 минут. Несмотря на защиту заклинания, моему мозгу было не по себе, он был отделен от тела, и я чувствовал себя так, как будто находился в комнате, где вечно царили сумерки. «Значит, вот так сходят с ума», – подумал я, – «теряют контроль». «Нет», – отозвался Гримальди. «Нет, сынок, ничего подобного». Я выбежал из шатра в ночь. Повелительница печатей стояла прямо у выхода и оттирала пятно с массивной каллиопы. Все татуировки вернулись на ее тело. Значит, я пробыл внутри настолько долго? «Карл!» – изумленно воскликнула она. «Я думала...» Эльфийка осмотрела меня сузившимися глазами. Мигающие светляки продолжали кружиться возле меня. Она подняла руки, и они засветились желтым. «Подождите», – сказал я. «Так вот, кого ты прислал, Редстон». Она повысила голос, в нем зазвучал неясный гнев. «Он даже не член семьи». «Подождите», – повторил я.
«Я не Гримальди, но он вас слышит. Я заражен, но заклинание не позволяет ему полностью овладеть мной». Эльфийка опустила руки. «Вы не сбили шесты», – проговорила она после долгого молчания. «Нет», – сказал я, – «это не сработало бы». «Мне придется убить вас, Карл. Вы не сможете долго удерживать заразу на расстоянии». «Послушайте, у нас всего несколько минут. Когда вы в последний раз с ним разговаривали? Понятно, что вы любите этот проклятый цирк. Поэтому и сражаетесь каждую ночь. Хотите освободить их от его влияния. А вы, Гримальди, я знаю, что в вашем мозгу месиво. Если оно похоже на то, что сейчас во мне, я могу только догадываться, через что вы прошли, когда это случилось. Каким-то образом из всей вашей семьи избежало бедствия лишь она. Это же благодаря вам, верно? Вы каким-то образом защитили ее, потому что вы ее любите. А сейчас, через сотни лет, вы, двое тупиц, стараетесь убить друг друга, несмотря на то, что стремитесь к одному и тому же. Вы хотите защитить вашу семью. Черви пробрались из моего горла в рот. Я чувствовал себя так, словно меня неудержимо рвало. «Она причиняет вред семье. Она повернулась к нам спиной», – каркнул я. Проклятие бесовское. Они физически вынуждали меня говорить то, что им нужно. Я чувствовал, что из уголка рта сочится кровь, горло болело так, будто я наглотался бритв. «Не делайте этого!» – беззвучно закричал я. «Святое дерьмо, просто подумайте, и я сам произнесу это вслух». «Мои братья и сестры страдают», – заговорила повелительница печатей. «Клоуны преобразились вот в этих тварей. Они убивают тех, кого раньше развлекали. А ты облегчаешь им задачу, Редстон. У тебя доброе сердце. Но они хотят не этого. Они хотят конца, и ты это знаешь». «Пожалуйста», – взмолился я, – «пожалуйста, Гримальди, прислушайтесь к ней. Если вам действительно известны мои воспоминания, вам также известно, зачем я здесь. Я вошел в этот, мать его, цирк, потому что хотел защитить мою семью. Когда я убил эту медведицу и освободил ее от всего, что здесь творится, я увидел кое-что в ее глазах. Благодарность. И это вы тоже знаете. Каждый раз, когда эти клоуны пожирают кого-нибудь, их души умирают чуточку глубже. Весь этот мир есть ничто, кроме смерти и безнадежности. И я начинаю его терять. Повелительница сказала, что когда-то вы были добрым. Мне нужна, нам всем нужна капелька доброты. Я ощущаю, что Надгород был довольно мрачным местом даже до катаклизма. Вы были радостью, в которой нуждались люди, но сейчас вы их убиваете. И хуже всего, что вы убиваете ту, которую старались защитить больше всех. Повелительница печати не была бы здесь на своем месте. У нее есть дело в охотничьих хозяйствах, а вы не пускаете ее туда. Вы ее семья, и она не уйдет, пока не сделает то, что должна. Но вы в силах это изменить. Время шло. На моем хронометре оставалось меньше минуты. Я приготовил двойную целебную порцию, ту, что накануне смешал Мордекай. Он уверял, что зелье избавит меня от заражения паразитами. «Давайте же, тупицы», – взмолился я. Несомненно, продюсеры этой абсурдной драмы видели, какую кость я им кинул. Можно было надеяться, что они в достаточной степени контролируют Гримальди, чтобы он заглотил наживку. «Нет, нет, нет», – запротестовал я, чувствуя, как черви наполняют мой рот. «Я отменяю изгнание, любовь моя», – простонал я, принял зелье, упал на колени и начал извергать на землю бесконечную лавину мертвых и умирающих червей. Эльфийка шагнула к входу. «Подождите», – крикнул я сквозь продолжающиеся спазмы. «Подождите, вы обязаны освободить Пончика. Ваша подружка проснется с восходом солнца, не беспокойтесь». Она сделала паузу. «Спасибо вам, Карл. Не знаю, пересекутся ли вновь наши дороги». Она повернулась и вошла в шатер. Когда драпировка отодвинулась и повелительница печати вступила в рот гигантского клоуна, я в последний раз вдохнул тот запах. Запах ого-го. То был слабый оттенок памятного циркового аромата, и когда он пропал, я уже знал, что уже никогда не почувствую его. В эту ночь я утратил что-то. Но если история с цирком закончится относительно хорошо, я буду знать, что и нашел что-то в эту ночь. Внезапно я вспомнил и еще кое-что о том дне в цирке с мамой. Помимо прочего, мы унесли домой парочку саженцев с корнями, обернутыми сеткой. Тот цирк всегда дарил такие подарки. Маленькие деревца всем маленьким детям. Мы с мамой посадили их в дедушкином саду. Много лет спустя, когда прошли годы после смерти дедушки, я нашел фотографию его дома в интернете. К ней прилагалась и фотография сада. Деревья все еще росли, они стали огромными. «Нужно только маленькое зернышко», – сказала мама в тот день, когда мы высаживали деревца.
Зернышко тут, зернышко там, и скоро ты увидишь лес. Пока история эльфийки только начиналась, но моя роль в этой части мести дочери была отыграна. Все, что должно было случиться дальше, уже не имело отношения ко мне. Я почувствовал легкий укол сожаления из-за того, что упустил шанс в одиночку убить босса города. Но я не сомневался, что не пережил бы этого опыта. Вместо этого я сделал нечто намного более продуктивное. Семена были посажены и уже начали пробиваться корни. Вам меня не сломать и катитесь вы все. Квест завершен. Шоу должно продолжаться. Прилетело полдюжины достижений, и я отправил их в копилку. Я перепрыгнул с 15 на 18 уровень, потом поднялась новая волна тошноты, и я еще долго выблевывал на землю кучи мертвых червей. Какие-то слова Зев не давали мне покоя, а когда мой мозг начал прочищаться, я прыжком буквально подлетел на ноги. Просто поразительно. Обе драмы разыгрываются параллельно. Обе драмы? А какая вторая? Мордекай. Карл, здоровье Пончика упало ниже 20%. Иди к ней, скорее. Глава 12. Я мчался по улицам заброшенного города. Старт я взял примерно в 1,5 милях от старого дома, в котором жила повелительница печатей. Моя карта окрестностей, показывавшая местоположение мобов, охватывала территорию только до улицы, соседней с нужным мне домом. Встреч с одиночными монстрами я избегал. Их в этом районе было немного, но некоторые, судя по всему, были большими и быстрыми. Мордекай. Пончиков навык таракан только что активировался. Здоровье опустилось до 0, но этот навык сохраняет ей жизнь. Сейчас у нее 5%. Я несся по улицам, поворачивал и поворачивал, пока не оказался наконец у входа в дом. На карте виднелось несколько точек, поскольку Пончик была без сознания. Ее точки я не видел, но чувствовал себя уверенно, потому что видел оранжевую точку Монго в середине комнаты. Его окружало штук 10 красных точек и туева куча косых крестов. Когда я подбежал, появились еще 2 монстров. Они выкатились из-за дальнего угла и понеслись к открытому дому, приземистые, черные и утыканные шипами. Ростом оба доходили мне примерно до колена и двигались на манер перекати поля. Из дома доносился мощный рев, низкий и громкий. Через секунду 2 круглых монстра вылетели из двери и шлепнулись на улицу. Я сформировал рукавицу и нанес удар в потемневший хаос. Не видел я ни хрена, потом вытянул левой рукой факел, зажег его и бросил в комнату. «Монго, я здесь». Мозгу потребовалось несколько мгновений, чтобы зафиксировать открывшуюся передо мной сцену. Монго снова удвоился в габаритах. Рев исходил именно от него. Что было гораздо важнее, индикатор его здоровья глубоко утонул в красной зоне. Динозавр стоял на земле перед кучей обломков, которыми утром я окружил Пончика. Стоял и визжал от ярости. Половина защитного сооружения была сметена, обломки разбросаны по полу. Кресло с Пончиком открыто, а комната полна монстров. Монго стоял в вызывающей позе, похожей на хоккейного вратаря в решающий момент атаки на его ворота. И он, и Пончик превратились в подушки для иголок. Оба были утыканы длинными черными шипами. И я в ужасе смотрел, один из черных круглых мобов накатывает всей тушей на Монго. Тот неуклюже взмыл в воздух и ударил тварь ногами. Монстр откатился, оставляя слизистый след. Велоцираптор ударился о землю, болезненно покачнулся и с криком упал. В его ступню вонзилось еще несколько шипов. Гладких черных шипов сантиметров 30 длиной. Некоторые вошли в подошву и вылезли с обратной стороны. Устремившись к Пончику, я одновременно просмотрел свойства мобов. Уличные сорванцы, уровень 8. Эти мелкие щенки вылезают только по ночам. Когда-то очень давно некоторые граждане надгорода из числа самых богатых держали их у себя в качестве домашних питомцев. Их видовое название «уличные сорванцы» было источником величайшего веселья для привилегированных классов. Как часто они отпускали шуточки насчет привычки держать уличных сорванцов в домах на цепи и выпускать ночные создания только за тем, чтобы те покормились. Маленькие безмозглые существа в считанные минуты могли вычистить буквально весь дом. Когда же случился катаклизм, уличные сорванцы трансформировались в то, что вы видите сегодня. Они сделались более крупными, более смертоносными и намного более шипастыми, а утилизировав трупы бывших своих владельцев, перебрались в руины и вернулись к своим функциям мобов-санитаров над города.
У этих творений, руинных моделей робота-пылесоса, осталась одна задача – убирать трупы и другие ненужности, которые оставляют после себя безответственные обходчики. Они не побеспокоят вас, если вы не побеспокоите их, но лучше не вставайте у них на пути. Они способны на недюжинное упорство, когда дело касается уборки мусора. Дерьмо воистину святое. Эти маленькие гниды появились в доме по моей вине. Они набросились на Монго и Пончика не из-за своей мобовой агрессивности, а потому что я соорудил защитную зону вокруг кошки. Они хотели разгрести кучу из дерева и металла, которыми я окружил эту кошку, а поскольку Монго оказал им яростное сопротивление, они перешли в ответное наступление. Пончику была оставлена пассивная роль в событиях дня. Сосредоточившись на Пончике, я прочитал свиток исцеления живых тварей, один из тех, что были присланы в ящиках. Кошка начала светиться. Шипы выпали из ее тела и рассыпались по полу, как сосновые иголки. Потом я попробовал свиток на Монго, но он не подействовал. Проклятие. Зелья тоже не годятся для питомцев. Поболтайся пока здесь, дружище. Я принялся забрасывать куски дерева и металла в свой инвентарь. А когда возле дома показался один из уличных сорванцов, швырнул в него какую-то металлическую штуковину. Существо издало звук, похожий на чириканье, но оставило попытки приблизиться. Вместо этого оно накатилось на отходы и принялось их пожирать. Пока я очищал комнату, к дому подходили все новые и новые мобы и уничтожали трупы своих соплеменников. Я забросил в инвентарь последний обломок, собрал подошвами иглы и тоже закинул в инвентарь. Маленькие круглые монстры тут же потеряли интерес к дому и вернулись на улицы. Пончик продолжала спать на кресле, но ее здоровье восстановилось. Монго же валялся на полу и хныкал. Его здоровье погрузилось в красную область. Из всех частей тела динозавра торчали десятки черных игл. Я не решался их вытаскивать. «Карл, срочно, как мне вылечить Монго? Свиток и зелье не действуют». «Мордекай, возьми стандартное зелье исцеления. У тебя в инвентаре должна быть корица. Еще я дал тебе пару веток чертополоха. Опусти палочку корицы в зелье целиком. Подожди 5 секунд и добавь чертополох. Закрой банку крышкой и встряхни. Потом залей эту гадость в пасть Монго и постарайся не потерять при этом руку». Я в точности выполнил его инструкции. И корица, и чертополох взялись из запасов, которые Мордекай спер на кухне мопса Чешижевот. В ваше меню крафтовых предметов добавлен новый рецепт. Появилась пара достижений, потом еще одно, когда я заставлял динозавра разинуть пасть и залил туда сделавшееся коричневым зелье. Иголки полетели на пол, Монго заскулил, потряс башкой, сел, ткнул Пончика носом и завизжал. Визжал он так долго, что у меня заболели уши. Затем велоцираптор принялся прыгать, кружить по комнате и радостно толкать меня лбом, как будто только что заметил, что я вернулся. «Ты справился, Монго?» Я погладил динозавра, и он ответил чем-то наподобие мурлыканья. «Ты спас Пончика». Монго поднялся с 6-го уровня до 10-го. Недавно он был размером с индейку, сейчас же доставал мне почти до пояса. И был весь покрыт цветными перьями. Наверное, Пончик уже могла бы ездить на его спине. Передвигать Пончика пока было нельзя, поэтому я присел на пол и прислонился спиной к креслу. Нам оставалось провести еще несколько часов ночи. Эльфийка сказала, что Пончик проснется утром, и я надеялся, что она не обманывала. Монго свернулся у меня на коленях, хотя был уже чересчур велик для такой позы, и его конечности свесились по обе стороны. В голову вдруг вползли мысли о матери, об отце, о Беа, о немногих друзьях из прошлого, о Билли, Мелани и Сэмми, о ребятах из экипажа катера. Никого уже не было. Все, кто у меня остался, находились со мной в той комнате. Скоро Монго начал похрапывать. Я чувствовал затылком тепло Пончика, кошка дышала тихо и ничего не знала о событиях ночи. «Вот», — подумал я, — «вот это моя семья». Незадолго до рассвета я увидел яркий свет в той стороне, где стоял цирк. Карта находилась слишком далеко и не могла показать, что там изменилось. Повелительница печати не вернулась, но слово сдержала. Пончик проснулась на рассвете. «Где мы?» – спросила кошка и огляделась. Ее глаза сверкнули, что означало, что она просматривала свои меню. «Что ты сделал с Монго? Как вы прикончили цирк?» Принцессу поразил новый облик Монго. Тот прыгал вокруг нее в абсолютном восторге и попискивал. Пончик, не сделав накануне ничего, подняла свой уровень до 15. Система перелила в нее часть приобретенного мной опыта.
Я предполагал, что это случилось благодаря завершению квеста, в котором на начальном этапе кошка приняла немалое участие. Кроме того, ей достался лутовый ящик. «Не расслабляйся», — сказал я. «Мы уходим отсюда». «Я совсем ничего не понимаю», — пожаловалась Пончик, спрыгнув на пол. «Я что-то сделала? Ничего не помню. Только очень странный сон. Приходил Фердинанд, он шел ко мне, а я побежала к нему, а он вдруг превратился в дикобраза и всю меня утыкал перьями. Было довольно неприятно». Я смеялся, долго смеялся. Я рассказал Пончику историю минувшего вечера, когда мы торопливо, но осторожно двигались в сторону поселка Небесных Птиц. Пончик реагировала непривычно тихо, по всей вероятности, она еще не вполне опомнилась. Наш путь лежал мимо цирка. Меня не удивило, что тентов там больше не было. Исчезли и все косые кресты, то есть трупы. Я пожалел об этом и дал себе мысленного пинка за то, что не догадался взять лутом все монеты погибших. Хотя я и не убил босса города, но надеялся вернуться к цирку и подобрать то, что от него осталось. Возможно, это отсутствие лута означало, что Гримальди не погиб. На месте крушения обнаружилось и кое-что новое. Лестница, ведущая на 4-й этаж, прямо посреди парка. Раньше она была скрыта, обычно такие важные пункты появлялись на моей карте, даже если их охраняли какие-нибудь мобы, типа предыдущего клубка свиней. А этого туннеля раньше на карте не было. Я обратился за разъяснениями к Мордекаю, и он сказал, что с этого этапа многие лестницы становятся видимыми только после завершения квеста. Скорее всего, этот спуск все время прятался под цирком Гримальди. Мне пришло в голову, что эльфийка, возможно, уже спустилась. Ей-то открыта прямая дорога на 6-й этаж. Ее история, какой бы она ни была, продолжается, а нам, обходчикам, места в ней нет до тех пор, пока мы не доберемся до нужного уровня, если мы до него доберемся. «Почему ты не убил этого босса?» – спросила Пончик. «Ты бы так и так прошел квест, а подумай, сколько опыта нам досталось бы. Это была ловушка. Если бы я убил его, мы с тобой сейчас оба были бы мертвы. Но будь там я, дело у нас пошло бы по-другому. Карл, еще не хочу об этом вслух, одна хорошая новость. Есть еще одна команда, которой мы нужны. В интересах продюсерского центра сохранять нам жизнь. Вряд ли они могут существенно помочь, но чем больше участников на нашей стороне, тем лучше. Пончик. Это до тех пор, пока мы не добрались до 6-го этажа, и они не написали сценарий, по которому мы должны погибнуть. Или еще хуже, они увидят, что мы притягиваем больше внимания, чем повелительница печатей, но они наверняка постараются уничтожить нас еще до того, когда этого дойдет. Карл, мы гастролеры. Опасно, когда приглашенная звезда вызывает больше интереса, чем главный герой. Поэтому продюсеры убили Барб в очень странных делах. Американский научно-фантастический сериал с сюжетными линиями в духе мистики и хоррора. Карл, в этом есть смысл, кроме Барб. Ты в этой телегалиматье разбираешься лучше меня. Когда мы доберемся до 6-го этажа, нужно будет рассмотреть все возможные сценарии. Пончик, угадывать развитие сюжета в телешоу – моя очень сильная сторона. Как только кошка выдала последнюю фразу, я осознал, что предыдущую длинную реплику она не печатала заглавными. Я решил не говорить ничего на этот счет, но факт подсказывал, Пончик взрослела. Медленно, очень медленно. Была в этом и другая сторона, которая уже давно не давала мне покоя. Пончик часто выдавала скоропалительные решения и суждения, однако почти всегда они оказывались толковыми, хотя совсем не выглядели таковыми, когда она их предлагала. Я знал, что более высокий интеллект вовсе не означал, что она умнее меня, но давно подозревал, что демонстрируемая перед камерами пончиковая аффектация предназначалась для того, чтобы скрыть от мира ее подлинную умную сущность. Проблема в том, что мы постоянно жили под камерами. Общительная и дерзкая принцесса была в то же время новичком в этом мире и не была готова к реальным мудрым мыслям. Она только нащупывала себя. Взрослая личность, которой ей предстояло стать, уже жила внутри и начинала проявляться, но в целом Адетта была права. Пончик ребенок, у нее есть много детских реакций и убеждений. До прихода зрелости должно пройти много времени. Но я уже понимал, если кошке суждено повзрослеть, она станет фантастически умным существом. В то же время в ней, по всей вероятности, укоренилась уверенность, что ум и нестандартные способности необходимо прятать или, хуже того, подавлять. Это убеждение отчасти объяснялось ее животной природой.
Безусловно, популярность была необходима для нашего выживания, но меня уже всерьез беспокоило развитие Пончика, а я не имел представления, как заговорить с ней об этом и не показаться занудной задницей. Мне вспомнилась мать Беа. В последний день благодарения мы приехали в дом ее родителей, чтобы провести с ними выходные. День благодарения отмечается в США в 4-й четверг ноября, в Канаде во 2-й понедельник октября. Этот праздник учрежден в знак благодарности за божественную милость, снизошедшую на первых поселенцев. Я спал на диване, а проснувшись, услышал, как Беа с матерью шептались за стаканчиками водки под стук кубиков льда. Пончика мы привезли с собой, и она спала у меня на шее. В этом доме жило штук 10 персидских кошек, и они задирали Пончика как хотели, поэтому принцесса неизменно терлась около меня или Беа. В ту ночь я проснулся, потому что мне приспичило в туалет, но будить Пончика не хотелось. Вот я и лежал, словно приклеенный к дивану, и невольно подслушивал. Мать Беа говорила: «Ты должна вести себя так, чтобы они считали тебя более глупой, чем ты есть. Только так можно поймать стоящего мужчину. Ты не можешь управлять теми, кто умнее тебя. И тебе не нужно, чтобы дуболом понял, что он дуболом. Когда мужчина сознает, что он глупее своей спутницы, он обязательно злится. Тебе повезло с Карлом. Правда, мне бы хотелось, чтобы ты была с врачом или юристом». То, что мать Беа считала меня дуболомом, открытием для меня не стало. Но меня не особенно беспокоило, как она меня воспринимает. Беа вздохнула. «Да, он несложный человек, это точно. Не так много нужно, чтобы он был доволен. Он говорит, что думает. Он не пойдет мне наперекор, даже если я захочу конфликта. Он не врач, но зарабатывает прилично и не тратит деньги, почем зря. К тому же, мам, я его люблю. Я понимаю, что много этим порчу, но я люблю его. Это правда, мам. Такую позицию, мы обязаны носить маску даже перед близкими, я никогда не понимал. Так живут многие, и мужчины, и женщины, но это не по мне. Я боялся, что Пончик, возможно, унаследовал это убеждение непосредственно от Беа и ее матушки. Несколько минут спустя Беа с матерью перешли на другую тему, о Пончике. И я задним числом порадовался, что кошка тогда не подслушивала. Тут я вспомнил еще кое о чем, что требовалось обсудить, и обратился к Зев с вопросом, удобно ли ей побеседовать. Зев: «Приветствую вас, мастер Фурора. До меня только что дошли последние новости, и мы зарегистрировали вас на новое шоу на послезавтра. Оно называется «Опасная зона» с китайским потрошителем в форме круглого стола. Это настоящий круглый стол, там будут другие обходчики, несколько межгалактических знаменитостей, может быть, один политик. Обсуждаются разные животрепещущие вопросы». Пончик: «Звучит как музыка». Зев: «Будет и сегмент с участием аудитории. Зрители будут звонить и спрашивать вас обо всем. Вопросы не отбираются, так что подготовьтесь ко всему». Карл: «Дождаться бы. Приветствую, Зев. У меня вопрос. На самом деле я вот почему побеспокоил вас. Какая продюсерская компания стоит за местью дочери? Это Куатин?» Зев: «Нет. В нашей системе никто не имеет права управлять сериалами, когда организаторы игры мы. Квесты выпускают черные группы, как и ток-шоу. В любом случае мы не гремим в мире драм. Боюсь, в усредненной продукции Куатин теряются нюансы убедительной авторской драмы». Карл: «Хорошо, тогда кто управляет шоу, на которое нас подписали?» Зев: «Название организации «Чувственные развлечения Incorporated». Она из одной центральной системы, в которой ощутимы объединяющие тенденции. Господин, с которым я имела дело, Сак». Карл: «Это еще что за чудо в перьях, Сак?» Зев: «Это человеческая раса, довольно распространенная. Боюсь, я не могу ничего больше сказать, раз вы не знаете. Это не важно. Удачного вам дня. Я буду на связи и сообщу насчет времени интервью». Пончик: «Зев, пока». В пути мы побили несколько одиночных мобов, в основном 9 и 11 уровня. Каждый из нас использовал свои заклинания, активируя их раз за разом, чтобы, если получится, повысить уровень. Мордекай объяснил, что если применять заклинания время от времени, то их уровень в итоге повышается, однако система достаточно умна, чтобы различать тренировки и реальный бой. Пончик сумела довести свое заклинание «Часовое утроение» до 3-го уровня, к несказанному восторгу Монга. Я практиковал страх на каждом встреченном мобе. Все цирковые фигуранты обладали иммунитетом к нему, а вот другие мобы над города нет. Плохо было то, что заклинание, как правило, обращало их в бегство, а без убийств наш опыт не рос.
Чтобы преодолеть это препятствие, мы с Пончиком изобрели систему, которую я назвал игр-учебником. Я давал название сюжету, после чего мы немедленно отрабатывали серию расписанных заранее реакций. Гибкость и реагирование на ситуацию – это хорошо, однако схватка с плесневыми львами открыла мне, что имеет преимущество тот, у кого наготове набор отточенных действий. Каждый из нас имел право давать названия сценкам, и как только название появлялось, мы действовали по сценарию, не задавая вопросов. Так мы учились действовать слаженно, и каждый знал, чего ожидать от другого. Первую сценку я назвал «Паника». Я применяю страх, Пончик бьет врага магической ракетой. Ничего сложного, эти действия, собственно, выполняются естественным образом. Но я посчитал, что неплохо начать вот так, с простейшего. Со временем у нас выработаются более изощренные комплексы реакций, в том числе такие, в которых найдется роли для Монго. По мере того, как мы тренировали панику, я поднял уровень своего заклинания «Страх» до 3. Очень простое заклинание. Если оно успешно активируется, моб или убегает, или стоит столбом, но его ловкость снижается с каждым следующим уровнем заклинания. На 5 уровне оно сможет воздействовать сразу на группу мобов, поэтому я вменил себе в обязанность работать над ним как можно больше. Если же говорить о Монго, этот динозаврик уже не был маленьким. Подняв уровень до 10, он стал устрашающим до усера. Я был рад тому, что он есть в нашей команде, и еще больше тому, что Пончик не жалела времени на воспитание в нем привычки к послушанию. Он все еще вскрикивал, когда видел монстра, но с большим успехом учился не превращаться в цыпу берсерка, когда его не отпускали. Те часы, когда Монго защищал Пончика, еще крепче привязали их друг к другу. Его фирменная атака прыжком была изумительна. Теперь вылетал на 6 метров из состояния полной неподвижности, проносился по воздуху ногами вперед, и его когти впивались во врага, прежде чем тот успевал осознать, что, собственно, ему грозит. Прирожденный охотник стаи. Жутко даже вообразить встречу со стаей взрослых Монго. Я не знал, на каком этаже этому виду полагалось жить, и только надеялся, что мы никогда с ними не столкнемся. До темноты оставалось еще немало времени, когда мы подошли к поселку средней величины. Издалека город смотрелся так же, как и предыдущий, но по мере приближения я все отчетливее наблюдал различия. Это поселение было вчетверо больше, и дома намного внушительнее. Там были неигровые персонажи. Чуть больше половины из них небесные птицы, это такие летающие гуманоиды с орлиными головами. Таким был Мордекай до того, как сделаться перевертышем. Я видел в его комнате фотографии его брата. Несколько их сородичей были среди зрителей на шоу Адетты, но здесь я впервые получил возможность как следует их рассмотреть. Они оказались меньше, чем я ожидал. Рост средней мужской особи составлял чуть более 1,5 метра, то есть ниже мужчины-человека. Была еще одна странная особенность – отсутствие рук. Только большие крылья с маленькими пальчиковыми костями, отходящими от центрального сустава. По-видимому, они использовали когти так, как мы используем пальцы. Орлы летали вокруг, поднимались под потолок, кружили над нами, перемещались куда-то по своим делам. Есть же свои дела у людей с головами орлов со средневековых медальонов. Бродили по городу и другие неигровые персонажи, в том числе люди и орки. Городские стражи носили одинаковые латы. По карте я определил местонахождение ближайшей учебной гильдии, и мы отправились прямиком туда. По пути мы не раз встречали обходчиков, многие застывали, увидев нас. Некоторые приветствовали криками. Пончик гордо прихорашивалась. Я был 18 уровня, Пончик 15, в то время как у большинства ребят был лишь 10 или 12. Почти ни у кого не было звезд возле имен. Я не понимал, каким дьяволом они вообще дожили до этого этажа. Пончику хотелось остановиться и поговорить с ними. Мне тоже хотелось, но очень уж много дел было впереди. «Гляди, гляди!» – закричала Пончик у самого входа в учебную гильдию. Дверь Мордекая вела в совершенно невзрачное строение, расположенное в квартале от хлопотливого рынка. Время от времени кто-то входил туда, кто-то выходил. Я не сомневался, что вошедшие немедленно транспортировались в другую зону, контролируемую этим цехом. Я посмотрел туда, куда указывала лапа Пончика. Башня, возносящаяся в небо с улицы, на которую мы еще не ступали. На ее вершине вращался знакомый символ – нож. Этот большой декоративный знак не соответствовал бесхитростному облику городка. Под ножом располагалась вывеска, также вращающаяся и выполненная тонкими удлиненными буквами «Клуб Деспирадо», и ниже, шрифтом поменьше «Да боли весело»,
Дальше только членам клуба плюс общественный паб. «Мне всегда хотелось клубной жизни», – заявила Пончик и взглянула на Монго. «Хочешь потанцевать с мамой?» Не такой уж малыш-динозавр взвизгнул. «Что-то мне подсказывает, что Монго туда не пустят», – заметил я и толкнул дверь учебной гильдии. У порога я замешкался, оглянулся и на мгновение погрузился в виды и шум этого большого города. Как же быстро все происходило. Неожиданно и необъяснимо на меня нахлынула тоска. Захотелось, чтобы все кончилось. «Не так много, нужно, чтобы он был доволен», – сказала Беа матери, и это было верно. Я подумал, до какого уровня надо дойти, чтобы нам позволили поселиться в таком вот городе, как этот. «Это в какой ночной клуб не пускают детей?» – возмутилась Пончик. «Сейчас разъясним». Глава 13. Время до крушения уровня 5 дней 10 часов. Просмотры 1,4 квадриллиона. Последователи 30 триллионов. Любят 6,2 триллиона. Оказавшись в стойбище Мордекая, я первым делом рухнул в кресло. После бессонной ночи мне было просто необходимо сколько-то поспать. События последних суток придавили просто неподъемной тяжестью. Монго, изнуренный не меньше меня, протопал к камину и уселся возле него. Он еще не привык к своим увеличившимся размерам, поэтому не сразу нашел удобную для себя позу и устроился, наконец, перенеся тяжесть тела на одну сторону, как это делают собаки. Мордекай транспортировался в собственную комнату через минуту после нашего прибытия. Он появился с громким хлопком, и содержимое его бутыли выплеснулось на пол. Он громко выругался от неожиданной телепортации. Я забыл предупредить его, хотя инкуб в эту минуту и пил, но был не настолько в хлам, как в прошлый раз. «Но благодарим богов», – Мордекай оставил бутыль. «Значит, ты в поселке средней величины?» Меня уже начинало тошнить от этого большого города. Там только 3 бара, и из 2 меня вышибли. «Значит, когда ты уходишь без нас, то идешь в поселок Небесных Птиц?» – спросил я. «Так точно», – Мордекай задумчиво вздохнул. «Поскольку я теперь наставник, это вроде как то место, где Пончик провела последнюю ночь. Это город наставников, куда вам отребью вход заказан. Я ждал дня, когда попаду сюда. Не забывайте, я живу на этой планете не 10 лет. На стадии подготовки у нас практически нет возможностей смешиваться с другим населением. И только когда подземелье начинает работать, я могу увидеться с кем-то из своих друзей». Я почувствовал мгновенный накат вины за то, что навязал Пончику преимущество наставника. Но тут же вспомнил, что если бы мы не выбрали это преимущество, то были бы уже мертвы. «Почему ты не блюешь?» – обратилась Пончик к Мордекаю. Она вспрыгнула на полку и понюхала его напиток. На бутыли была этикетка «Бол болиголов» и «Пап похлебка». Пончик наморщила нос. «Я подумала, твой вид не может пить». Мордекай пожал плечами. «Мне пришлось сделать зелье, которое нейтрализовало бы действие алкоголя на демонское отродье. Простая байда. Потом я разбавляю до 43%, и тогда алкоголь действует так, как положено. Почти». Он нахмурился. «Думаю, в следующий раз надо разбавить немного больше». «Ты действительно дока в зельях?» – спросил я Мордекая. «Да. Когда я занимался магией огня, то много времени уделял также алхимии. В своем мире я был микологом, изучал грибы. Эта тема была мне безумно интересна, а зелья и грибы идут рука об руку. На 6-м этаже, хоть он и считается городским уровнем, богатейшая растительность. А это заставляло меня серьезно изучать эти материи, когда мы добрались до того этажа». Я непроизвольно хмыкнул. Пончик метнула на меня острый взгляд. Она поняла смысл последней фразы в тот же миг, когда понял я. Но ни один из нас ничего не сказал. «У меня туевых достижений и неоткрытых еще ящиков», – проинформировал я, «и 12 статистических пунктов для распределения». «Статистикой напоследок займешься», – посоветовал Мордекай. «Посмотри, какие причиндалы тебе прислали. Уже поздно, чтобы соваться в магазины. Это давайте утром». «Первое, что я сделаю утром, это куплю себе штаны», – заявил я. «Допустим, я не в состоянии носить обувь, но если мы когда-нибудь окажемся в джунглях, лучше, чтобы мои ноги были прикрыты». «А еще мы хотим пойти в клуб», – сказала Пончик. «Он открыт только по ночам?» «Клуб Деспирадо открыт всегда», – отозвался Мордекай. «На этом этаже не слишком горячо. Где интересно, так это на 6-м и на 9-м. Я вам, дружки, завтра расскажу. Сегодня не ходите, Карлу нужен отдых.
Откройте ящики, а потом поищите паб со свободными комнатами. Здесь вам спать нельзя. К тому же вы наверняка захотите посмотреть выпуск с итогами дня. Вчерашний вы пропустили». «А мы там были?» – вскинулась Пончик. «Были. И, как я понимаю, сегодня тоже будете после всего, что вы натворили». «А объявление после выпуска было?» – поинтересовался я. «Кажется, я ничего не слышал». Мордекай кивнул. «Оно было, когда ты валялся в отключке в логове той элитки. Ты не так много пропустил. Там были в основном отдельные пункты, не думаю, что хоть какие-то из них тебя касались. Есть такое заклинание – голем. Оно не действует как положено, так что если столкнешься с ним, не используй. Да, еще представляли какое-то коллективное прошение о спонсорской поддержке, но толком не объяснили». Мордекай сказал, что число получаемых нами достижений будет снижаться, начиная с 3-го этажа, но у меня их оказалось больше 20, больше, чем я получал когда-либо. Многие относились к поединку с боссом и прохождению квеста. Наиболее примечательными были такие. Новое достижение. 1 квадриллион. Вы один из первых 10 обходчиков, достигших квадриллиона просмотров. Это означает одно из двух. Или вы один из лучших обходчиков в игре, или вы до такой степени гвоздь в башмаке, что людям не терпится увидеть вашу смерть. Награда. Вы получаете золотой фанатский ящик. Примечание админа. Вы получили ваш первый фанатский ящик. Фанатские ящики содержат предметы, за которые в ваших интересах голосуют зрители, следящие за вашим продвижением. Ящик нельзя открывать в течение 30 часов, пока идет голосование за его содержимое. Пончик получила такое же достижение. Она прыгала над ним в буквальном смысле слова. Мордекай уговаривал кошку не раздувать надежды. Я же тем временем перешел к следующему достижению. Новое достижение. Желтобрюхий цеподав. Вы инициировали битву с боссом, и каким-то волшебным образом ни один из вас не умер. Это разочарование прямо грязное пятно. Награда. Сыкло не получает призов. Новое достижение. Джонни Квест. Не только вам был предложен квест, но вы его завершили и не умерли. Нам нравится, когда вы выполняете то, что вам говорят. Это означает, что вы добрый гражданин подземелья и не предаете ваших зрителей. Награда. В дополнение к золотому квестовому ящику, который вы получили за прохождение квеста, на вашей карте иногда будут обозначаться новые места разворачивания квестов. Вы заметили, что мы сделали акцент на слове «иногда»? Следующее достижение было еще интереснее. Новое достижение. Хаджи. Вы завершили квест, но завершили его необычным образом, а этого достаточно, чтобы запустить достижение Хаджи. Это как мальчишки-беспризорники из Калькутты. Если видите одного, значит рядом есть еще куча. Одно из тех редких достижений, которые могут присуждаться неоднократно. Награда. Ваш золотой квестовый ящик произведен в ранг платинового квестового ящика. «Есть еще один уровень», – сказал Мордекай, когда я передал ему информацию о достижении Хаджи. «Я не знаю, как его назвали в этом сезоне, но оно состоит в двойной переоценке твоего приза». Пончик тоже получила обновление Хаджи. Я наблюдал за кошкой, когда она открывала свои ящики. Там было несколько отдельных предметов из ящиков низших уровней, в частности, цветные головные обручи и ошейник с чарами, не такими полезными, как ее талисман-бабочка. Система сказала, что можно пользоваться только одним набором чар. Головные обручи нельзя было носить, пока Пончик не снимет корону, а этого мы допустить не могли. Она открыла платиновый квестовый ящик и нашла там 5000 золотых, а также 2 предмета – зелье навыка и пару насадок на клыки. Мордекай одобрительно кивнул. «Хорошие предметы. Правда, зубные насадки плохо сочетаются с боевым стилем Пончика. Ты можешь продать их, а можешь передать их Монго. Большинством предметов нельзя делиться с питомцами, но эти насадки из тех, которые передаются. Зубные насадки используют парами, и твой динозавр сможет носить до 6 пар. Случай уникальный для его породы». Морда Монго состояла в первую очередь из клюва цыпленка-переростка, а когда он разевал этот клюв, перед нами открывался зев, окруженный рядами острых безжалостных зубов. Зелье давало Пончику 3-й уровень в навыке под названием «Чуткие уши». Он не только обострял ее слух, но и значительно расширял объем информации, предлагаемой миникартой касательно пока не идентифицированных мобов. Если до сих пор принцесса видела в основном красные точки, то теперь могла узнать его размер, а если он принадлежал к типу, с которым мы уже встречались, нам предоставлялись до некоторой степени надежные сведения о нем.
Пончик немедленно выпила зелье, извлекла пару металлических насадок из своего инвентаря и протянула их мне для осмотра. Они выглядели как два выбитых зуба вампира. Заколдованные насадки для клыков харкающего тяжерука. В мифологии инуитов большое змееподобное существо, которое обитает в океанских водах вблизи Аляски и похищает людей, не замечая их присутствия. Ускользающий предмет. Интересный факт. В подземелье не осталось ни одного дантиста из вашего мира. Некоторые попали на первый этаж, но теперь все они дохлые и лежат кверху пузом. Осталось несколько гигиенистов, но я не рекомендую вам обращаться к этим придуркам. Другими словами, вам придется самостоятельно поставить насадки. Их всегда можно снять, однако это ускользающий предмет. Они исчезнут, как только будут сняты. Так что не проедите их. Насадки превратят два ваших резца во вспарывающие, рвущие смертоносные мясорубочные ножи и произведут впечатление даже на ненавидящих себя готов. Увеличивают ущерб от укуса на 50%, 25% вероятность отравляющего укуса, 10% вероятность вызвать при укусе паралич. Я отдам их Монго насовсем, когда он проснется. Карл, тебе придется надеть их ему. Ты уверена, что хорошо подумала? Я с тревогой посмотрел на все еще спавшего динозавра. Вот уже пару дней он не кусал ни Пончика, ни меня, но щелкал зубами на нас обоих, часто. Конечно, мы с принцессой невосприимчивы к ядам, но иммунитета против паралича у нас нет, как стало ясно по тому эксперименту, который провела с нами повелительница печати, когда мы оказались в ее власти. Монго во сне чавкал. Звук получался такой, как будто топор входил в дерево. Я вздохнул и обратился к своим ящикам. Их у меня было больше, чем у Пончика, кошка на свои только фыркала. Я сказал бы, что она продулась в прах, поскольку стояла теперь 3 уровнями ниже меня, но предпочел не произносить это вслух. В конце концов, мне достался ящик везучего паскудника за то, что я пережил первую атаку эльфийки, а Пончику нет. Она получила тоже достижение Лазаря, но вместо ящика ей сообщили, что остаться в живых – это тоже награда. Почему так, не знали ни Пончик, ни я. Мордекай предположил, что причина в том, что здоровье Пончика находилось на нуле в те часы, когда Монго оборонял ее, и спас ее только навык таракан. Для меня это объяснение не имело смысла. «Такая вот штука, и все дела», – сказал Мордекай. «Привыкайте». Я принялся рыться в своих наградах. Куча гоблинских динамитных шашек и дымовых бомб. Коробка хоб-гоблинского динамита с 3 шарами хоб-гоблина Пуса, взрывающимися устройствами дистанционного управления, в бронзовом ящике босса, доставшемся мне после поединка с Хезер. Динамита хоб-гоблинов я никогда прежде не видел. Динамитные шашки были не красные, а белые, более действенные и намного более стабильные. За последнее время я также получил множество разрозненных предметов, объединенных ярлыком для ловушек. Все они отправились в мой инвентарь. Мордекай посоветовал мне не возиться с этой кучей до тех пор, пока не будет готов к работе саперный стол. «Я не особо разбираюсь в ловушках, но знаю, они опасны не меньше, чем взрывчатка», – сказал он. Я ожидал, что в ящике везучего паскудника обнаружу новый лотерейный билет, но выудил оттуда лишь фишку казино. «Коровье угощение», – пробормотал Мордекай, выхватывая ее у меня и поднося к свету. «Да я и не видел таких никогда». Он все зырил на эту фишку, когда открылся мой пластиковый квестовый ящик. К 5000 золотых монет я получил единственный свиток – свиток обновления. Я тут же прочитал описание. Как только я прикоснулся к свитку, появившийся над ним хронометр начал обратный отсчет в 20 минут. Свиток обновления. Предупреждение. У этого предмета короткая жизнь. Может, лучше было бы получить что-нибудь новенькое, но бывает и так, что лучше взять в руки нечто, с чем вы уже умеете управляться, а теперь будете управляться еще лучше. Ну, как купить для вашей девушки новые титьки. Когда вы прочитаете этот свиток, один случайный уже имеющийся у вас предмет обновится. Обновление может быть маленьким, а может колоссальным. Ну а поскольку у этого предмета короткая жизнь, вы должны действовать сейчас или никогда. «Ненавижу товары с маленьким сроком годности», – пробормотал я. Мордекай все пялился на фишку казино. «Так полагается, потому что в противном случае ты вцепишься в эту штуку и задействуешь ее на каком-нибудь более глубоком уровне, где она поднимется в цене, что ни в чьи планы не входит». «А я могу снять все за исключением одной позиции?» – спросил я.
Если я хочу, чтобы обновилось мое кольцо, можно удалить из инвентаря все остальное и оставить только его». «Да, но я бы так делать не стал», — сказал Мордекай. «Несколько раз я видел попытки применить такую тактику, и ни к чему хорошему они не приводили». «Ладно, тогда я просто пойду с места в карьер». Я воткнул свиток в свой хот-лист и активировал. Мои заколдованные семейные трусы Big Boy засветились. Я прочитал их описание, а затем описание только что полученного нового преимущества и посмотрел в потолок. «Твою», — сказал я, — «здорово Мордекай разразился лающим смехом. «Вот теперь они наверняка стали самым ценным твоим имуществом». Обновление производило ошеломляющее впечатление, но к нему прилагалось совершенно кошмарное дополнение. Заколдованные семейные трусы Big Boy. Предмет обновлен один раз. Все верно, с описанием предмета вы знакомы. Что-то, еще что-то, невероятный Халк, бла-бла-бла. Теперь вы хотите убедиться в том, что предмет обновлен, верно? Вот вам первоначальные преимущества этого хулиганского бельеца. +2 к телосложению. Обладатель трусов может активировать защитную оболочку 15 уровня каждые 30 часов. Тут уже есть кое-какое вкусненькое дерьмецо, но можно добиться и лучшего. Вот дополнительные преимущества. +5 к ловкости, +5 к интеллекту, еще +3, всего +5 к телосложению. Преимущество – свободные яйца. Далее следовало описание преимущества. Преимущество – свободные яйца. Я свободен. Яйца свободны. Это преимущество обычно сберегается для монашеских классов и для прочих слишком проспиртованных, чтобы прилично одеться своими силами. Получатели обычно награждаются бонусом в 100% ущерба для всех атак, которые начинаются ниже пояса. Кроме того, все навыки, берущие начало ниже пояса, осваиваются на 20% быстрее. Однако, как следует из названия, это преимущество возникает только при наличии не более одного слоя доспехов или материи, прикрывающего мочеполовую зону. Поскольку трусы сейчас на вас, по-видимому, у вас нет шансов получить брюки в обозримом будущем. Мордекай не переставал ржать. «Тебе нельзя было говорить, что ты хочешь штаны». «Что такое?» – вскинулась Пончик. Мордекай объяснил ей ситуацию, и кошка тоже принялась смеяться. Они вдвоем хохотали так, что разбудили Монго, и он, исполненный свежей энергии, начал прыгать по всей комнате. «Это потрясающе! Это исключительно потрясающе!» – заливалась Пончик. «Не падай духом, Карл. Может, следующий ящик принесет тебе чапарахос?» Кожаные или меховые штаны ковбоев. «А пока эти трусы, они подчеркивают форму ступней». Она подняла взгляд к потолку. «Вы представляете, как сексуален будет Карл в чапарахос? Мать твою, Пончик!» Сделав глубокий вдох, я подождал, когда они перестанут ржать. В первый раз за много дней я ощутил, что мне необходима сигарета. Я попытался сменить разговор. Эти преимущества лучше тех, что были на предыдущем уровне. «Да», — согласился Мордекай, наконец успокаиваясь. Он протянул мне фишку казино. «Теперь ваши статы будут увеличиваться не на число единиц, а по процентному принципу. Поэтому крайне важно сразу же заложить их основу. Вы еще увидите механизмы изменения ущерба от оружия, там тоже ждите увеличения. На нижних этажах гонка становится просто безумной». Мордекай. И вот еще что я не рискнул произнести вслух. Как ты уже убедился, при повышении твоей репутации наверху меняют и тип посылаемых тебе предметов. Им нравится, когда ты получаешь новую амуницию. Да и вообще, можешь поверить, они рады снабжать тебя всякими новинками. Но наверху не захотят, чтобы ты в одну ночь полностью изменил облик. Как правило, они не относятся серьезно ко всяким там свиткам, все значимое начнется глубже. Но вы уже сделали себе имя. Теперь вы и дальше будете получать свитки обновления. Этот действительно хорош, и другие могут оказаться действенными. Так зачем ж дело стало? Я рассмотрел повнимательнее фишку казино. Черная штучка с розовыми пурпурными, опять розовыми пятнами на краях. Зеленый символ, кинжал по центру. Вес фишки по ощущениям как будто 15 фунтов. «Да-да», – произнес Мордекай. «Получается, ты богач, может быть. 100 тысяч золотых монет для казино. Это компьютерная фишка, она не подлежит продаже или передаче. Вы не сможете просто обменять ее на золото. Эта фишка должна сыграть на столе рулетки высоких роллеров или на колесе фортуны в казино клуба Деспирадо. Удачи вам!» «На столе рулетки?»
Беа всегда любила рулетку. Я иногда играл в блэкджек, но был из ребят того сорта, которые сдуваются, проиграв несколько баксов. Одна из простейших и потому наиболее популярных в казино карточных игр. А если я выигрывал, то уходил тут же, по натуре паршивый игрок. Это не похоже на ту рулетку, которую ты знаешь. Иди поспи, завтра я отведу вас в клуб и покажу, как эти заведения функционируют. Ты можешь туда проникнуть? Спросила Пончик. На этот счет не беспокойся, ответил Мордекай, широко улыбаясь. Меня там знают. Глава 14. Как только мы вышли от Мордекая, я достал карту города. Мне требовался самый маленький паб. Один такой, который находился в стороне от центральных улиц, я нашел в нескольких кварталах от учебной гильдии. Туда мы и направились. Когда мы только входили в подземелье, я отчаянно хотел встретить других людей. Сейчас же больше всего мне требовалось отоспаться. И я совсем не нуждался в общении с другими обходчиками, которые показывали на нас пальцами и ахали. Нет, только не сегодня. Монго кусал воздух. Надеть насадки на его зубы оказалось легче, чем я ожидал. Прочитав данное системой описания, я представил сложную процедуру, но оба золотых клыка сами изменили размеры и легко заняли свои ниши во рту, словно фрагменты из конструктора Лего. Монго терпеливо позволил мне повозиться с его зубами и только поскуливал, как собака, которой подрезают когти. На все про все ушло секунд 5. Теперь, когда он щелкал зубами, из его рта вылетали маленькие молнии. Поначалу это настолько пугало ящера, что он мочился, не сходя с места, вызывая у Мордекая бурю проклятий и жестов. Но, убедившись, что электрические уколы не причиняют вреда, Монго охотно кусал воздух и хрюкал от удовольствия при виде искорок. Еще не вполне стемнело, но мы держались в средней части улицы. Какая-то небесная птица, не переставая, парила над нами. Почти весь город состоял из зданий не менее чем в 2 этажа. Во многих большие окна были распахнуты настежь, так что летучие создания могли беспрепятственно влетать в них и вылетать. По-видимому, нижние этажи некоторых зданий пустовали, а учреждения и рестораны размещались на верхних, в интересах орлиного населения. Большинство магазинов было уже закрыто, окна занавешены, так что мы не могли даже заглянуть в витрины. Перед нашим уходом Мордекай повторил предупреждение – избегать переулков после наступления темноты. Ночью город делался всеобщим достоянием, поэтому мне хотелось пораньше попасть в надежное укрытие. Для одного дня драмы и насилия было уже достаточно. Паб назывался «Одноглазый Нарвал», но на его вывеске был изображен толстый лысый мужик. Он расстегивал штаны и неприятно улыбился. «Карл, это заведение выглядит мерзко», – сказала Пончик. Большинство зданий на этой улице пребывало на разных стадиях разрушения. Орлов тоже не было видно. В основном нам попадались орки, огры и люди. Сзади осталось какое-то местечко под названием «Горячий шницель». Вид у него намного привлекательнее. Перед входом цветы. «Сойдет и это», – возразил я и открыл дверь. Паб был почти пуст. Один неигровой орк сидел в углу и пил. Такое же заведение, как и предыдущее, в котором мы были. Стойка бара, 3 телевизора, пахло пивом и подгорелым салом. Мой взгляд упал на счетчик числа игроков, и я вздохнул. 649 433. Десятки тысяч человек погибли с тех пор, как я в последний раз видел данные. Но темпы уменьшения нашей численности все же существенно замедлились. Те, кто прошел так далеко, по большей части знают, что им делать сейчас. В заведении имелись 4 свободные комнаты, которые сдавались за 20 золотых каждая. Намного дороже, чем на прежнем месте. Впрочем, налички у нас хватало, хотя я до сих пор не имел представления, грабят ли нас и в какой степени. Владельцем оказался не Бобка, а человек, что стало для меня неожиданностью. Крупный лысый мужчина 30-го уровня по имени Фитц. Это его изображение мы видели на вывеске над входом, но в жизни он был вдвое толще. «Ваше Величество», – произнес он, когда мы приблизились к стойке, – «какая радость, какая бесконечная радость! В Нарвале еще никогда не бывали коронованные особы ни разу. Вы хотите только поужинать или вам потребуется комната?» «О, привет, Фитц!» – воскликнула Пончик. Она прыгнула на прилавок, потерла лапой деревянную поверхность и посмотрела на это место с кислым выражением на морде. «Нам понадобится 2 комнаты. Одна для меня и Карла, и одна...» Мордекай материализовался как раз вовремя. Он ничего не сказал, но, не мешкая, прошел к стойке, наклонился и уставился на ряд бутылок. «И одна вот для этого господина. Какой у вас выбор рыбных блюд?»
Пока Пончик обсуждала с хозяином меню ужина, я уселся за столик и принялся наблюдать за Мордекаем, который дожидался шанса заказать выпивку. Мы не могли избавиться от него, он не мог избавиться от нас. До сих пор я не рассматривал преимущество наставника под этим углом. Как-то очень быстро оно стало надоедать. Я вложил 10 статистических пунктов в силу и 2 в телосложение. Теперь моя сила без рукавицы добралась до отметки в 30. Она равнялась силе 6 обычных мужчин, от чего у меня путались мысли. Я взялся пальцами за край толстой деревянной столешницы. Твердая, какой и полагается быть доске из выдержанной древесины. Сжав ее, я ощутил возможности и потенциал своей силы. Если бы я захотел, то смог бы оторвать кусок стола. Сюр, да и только. «Далее, не давайте этому джентльмену ничего из ваших зелий», – распорядилась Пончик, устраиваясь за столом. Ящер протрусил через комнату и принюхался к орку в углу. Собственно, орк был женского пола. Орк проигнорировал динозавра. Монго недовольно фыркнул и присоединился к нам. Итоговое шоу дня началось сразу после того, как нам подали ужин. Пончик получила что-то из палтуса, Мордекай миску супа, Монго тарелку сырого мяса, я гамбургер, на вкус, к моему удивлению, совершенно такой же, как в Бургер Кинге. В шоу не было ничего особенно привлекательного. В центре его оказались на этот раз обходчики, которых я раньше не видел. Один с головой аллигатора и штуковиной, похожей на ружье Мосберг с магазинной подачей. Вид у него был такой, словно он всю жизнь просидел в засаде, и меня заинтересовало, что за история у него за плечами. Мосберг – одно из самых распространенных многозарядных ружей, применяемое в невоенных целях – охота, охрана правопорядка, самооборона. «Интересно, как он снимает и надевает футболку с такой-то здоровой башкой», – прокомментировала Пончик. Также нам показали козапаску, о которой недавно упоминал Мордекай. Она вошла в подземелье в обществе 15 коз и умудрялась какое-то время сохранять жизнь им всем. Сейчас с ней осталось лишь 5. Она оставалась человеком, а класс избрала, по всей видимости, как-то связанный с магией. 3 дородных козы не изменили своей сущности. Еще до службы в армии, когда я жил в родительском доме, нас всех заставили найти работу, и летом я работал на небольшой ферме, где были козы самых разных видов, в том числе и такие – бурские козы. Насколько я помню, их разводили ради мяса, а не молока. Одного козла можно было поднять только втроем. При этом самцы отличались такой похотливостью, какой и не предположить по их внешнему виду. Еще 2 козы преобразились. «Впечатление такое, словно она накормила 2 коз волшебным печеньем», – сказал я, вспомнив описание. Там говорилось, что печенье может подействовать по-разному. 3, уточнил Мордекай. «Сейчас нам показывают вчерашний вечер. 3 печенье подействовало на нее не слишком хорошо, или на ее коз. Одна из коз была закована в латы и шла рядом с пастушкой на 2 ногах. Мне показалось, ее трансформация была подобна той, которую пережила Пончик, хотя я не знал, разговаривала ли эта коза. Она была вооружена двуострой секирой и время от времени блеяла без причин. Последняя коза преобразилась в сатанинское отродье, как будто явившееся из глубин ночных кошмаров. «Нет слов», — сказала Пончик. «Что, и я могла в такое превратиться?» Мордекай крякнул. «Случается сплошь и рядом. Карла тогда, возможно, рядом с тобой не было бы». Я рассмеялся, а Пончик издала возмущенный кошачий мяв. Адская тварь была размером с лошадь, имела множество сосков и выглядела так, словно сошла с обложки альбома Heavy Metal 80-х, где слова песен призывали убить родную бабушку. У нее сохранились особенности морды и рога бурской козы. Она стояла на 4 ногах, но выглядела несуразно огромной. Спереди выпирали 6 похожих на человеческие грудей. Тварь сделалась угольно-черной, за исключением глаз, которые светились красным. От нее непрерывно исходил пар. Мы увидели, как исчадие ада атаковала кучку существ с гиеноподобными мордами и затоптала их насмерть. «Адские порождения – одни из самых мощных питомцев в игре», – сказал Мордекай и посмотрел вниз на Монго. «Без обид. Но если этому зверю удалось выжить, значит, он попал к хозяйке достаточно рано, чтобы подняться до определенного уровня. Рано или поздно у него вырастут крылья, и сам он увеличится до дракона». «Святое ж дерьмо», – хмыкнул я. «Может, еще не поздно дать такое же печенье Пончику?» Мордекай захохотал. В благоговейном ужасе я посмотрел короткий, секунд на 15, смонтированный сюжет о том, как Монго защищал Пончика. Он крушил уличных сорванцов дюжинами. «Хороший мальчик, смотри, Монго, ты в телевизоре!» – кричала кошка. Ее питомец безостановочно прыгал. Он больше не пищал, теперь он хрипел.
Воодушевление Монго оставалось таким же, как и прежде, но впечатление он производил другое. Когда вокруг тебя прыгает динозаврик величиной с котенка, это умиляет. Когда так же ведет себя тварь размером с мастифа, нисколько. Меня показали, но всего на несколько секунд. Из шоу не было ясно, каким образом я освободился. «Не волнуйся об этом, товарищ», – воскликнул Мордекай. «Судя по твоим личным данным, всем все известно. Сама сцена является собственностью продюсеров «Мести дочери», потому-то они и показывают так мало». «И я все это проспала», – пожаловалась Пончик. «Меня вообще, можно сказать, не показали. Иногда и второстепенным действующим лицам нужно давать эпизоды», – заметил я, чем, кажется, немного умиротворил кошку. Хотя Пончик по-прежнему значительно опережала меня по числу последователей, моя статистика просмотров уже была сравнимой с ее показателями. Я не знал наверняка, кто из нас достиг квадриллиона просмотров первым, и не знал, заметила ли Пончик, что я догоняю ее. Надеюсь, что нет. Объявление больших эмоций не вызвало. Заново о старом. Я подумал, что на этом этаже, наверное, столько же багов, сколько их было при открытии подземелья. «Подождите, пока доберемся до тематических этажей», – предупредил Мордекай. «Это вроде открытия тематического парка с маршрутами и американскими горками, которые никто не удосужился испытать. В прошлом сезоне Боррента 4-й этаж целиком помещался внутри невидимого живого существа, так что обходчики странствовали по внутренностям, бог знает где там. Этаж был открыт 20 дней, и тварь, которую Боррент создал специально для этого этажа, заполучила быстро распространявшуюся бактериальную инфекцию, которая пропитала все подземелье. В стенах стали появляться дупла, их заполнила слизь, и все это непреднамеренно. На зрителей все это произвело не лучшее впечатление, так что, наверное, на этот раз корпорация не станет повторять этот ход». Арчиха, которая пила в одиночестве в углу, приблизилась к нашему столу. Она была в возрасте и покачивалась на ходу. Я сразу же увидел в ней мускулистую орко-версию Агаты. Запачканная кровью юбка средневекового покроя делала ее похожей на мясника, забывшего снять рабочий фартук. Оттенок ее кожи был не таким, как у маэстро. Служба подсказок выдала бесхитростные сведения. Гам-гам. Орк. Мирный неигровой персонаж. Уровень 5. «Я вижу, вы авантюристы», – проговорила она, наклоняясь. «Мне очень нужна ваша помощь». «Нет, угрёбывай!» – крикнул Мордекай. «Не сегодня!» «Не надо бы грубить», – сказала мадам, отвернулась и поплелась к своему столику. «Что это было?» – спросил я. «Квест», – ответил Мордекай. «В таких пабах, как этот, всегда ошивается публика, предлагающая мусорные квесты. А нам больше не нужно квестов на этом этаже. Посмотри на свою мини-карту. Увидишь маленькую звездочку над ее значком». «Такой нет», – сказал я. «Обычная белая точка». «Что ж, не все квесты высвечиваются на карте, а сейчас мы расходимся спать». Я согласился и пронаблюдал за тем, как орк-женщина усаживается. Она свесила голову, опустила лицо в ладони и заплакала. На этом месте читатель мог бы решить, что я дождусь, когда Мордекай уйдет спать, потом выскользну из своей комнаты, подойду к арчихе Гам-Гам и поинтересуюсь, какая именно помощь ей от нас нужна. Читатель был бы прав. Почти. Когда мы вошли в свою комнату, я не мог выбросить ее из головы. Это было глупо, тем более, что Мордекай ясно сказал нам не ввязываться, но я просто был не в силах избавиться от образа плачущей женщины. Я сказал Пончику, что мне нужно в туалет, и вернулся в зал. Мордекай сидел у барной стойки, пил и трепался с хозяином бара Фитцем. Гам-Гам уже не было. «Она ушла», – сказал Мордекай, когда я вышел из туалета, сделав вид, что воспользовался им. «Послушай меня, малыш, позволь дать тебе совет. Я хочу, чтобы он проник сквозь твой толстый череп. Ты не сможешь спасти всех. Люди, которые управляют событиями, знают, кто ты есть. Они не перестанут подставлять тебя. Прежде всего, побеспокойся о себе. Если ты всерьез хочешь помочь другим, твоя первейшая задача – быть настолько сильным и проницательным, насколько это возможно». Я молча вернулся в свою комнату. Пончик осмотрела меня с верхушки кошачьего дерева. «Ты получил квест?» – спросила она. «Вот дерьмо, что я настолько предсказуем?» «Иногда», – ответила кошка, и мы отошли ко сну. На следующее утро мы в первую очередь, наконец-то, отправились в рейд по магазинам. «План на сегодня такой», – объявил Мордекай. «Вы закупаетесь, прочесываете местность, находите босса местности, убиваете его, возвращаетесь сюда до наступления темноты. Потом, если вы не слишком устанете, мы отправимся в клуб. Вам не надо входить в клуб Деспирадо без сопровождения». Закричала Пончик. «Сегодня у нас будет лучший из всех дней. Закупаемся, клубимся, а завтра идем на новое интервью».
«По одной вещи за раз», – предупредил я. Я взялся за ручку двери магазина. Он назывался «Счастливые разные вещи». Когда я толкнул дверь, звякнул колокольчик, поднялся столб пыли, и я чихнул. Вы вошли в магазин. Вдоль стен тянулись полки, почти пустые. За прилавком стояла небесная птица. Уровень 30, имя «Танцор на краю». Он щелкнул на нас клювом и быстро заморгал. «Очень хорошо», – сказал Мордекай. «Это универсальный магазин, самый распространенный тип. Специализированные магазины вроде лавок, лад или зелий встречаются только в поселениях. Отдельные магазины вроде этого разбросаны по всему подземелью. Карл, у тебя достойная харизма, тебе, как правило, будут предлагать хорошую цену. Но ты не пончик, предоставляй все переговоры ей. Она добьется лучших цен и продаст ваши предметы максимально дорого». «А все потому, что я мастер покупательского спорта», – добавила кошка. Войдя в магазин, она с презрением огляделась. «Выбор тут не супербогатый, правда? Ты никогда в жизни не бывала в магазинах», – сказал я. На одной из полок обнаружился знакомый мне предмет – кокос. Служба подсказок вычислила его, хотя он имел необычную форму. Кокос. 21 ЗМ. Это еда. Но я так думаю. Люди что-то с ним делают, не знаю честно. «Вот это важно», – сказал Мордекай. «Как видите, описания товаров в магазинах не предоставляются системой ИИ. Ответственность за информацию обо всех товарах лежит на владельцах магазинов. Правила запрещают им лгать, так что они не продадут вам яд под видом исцеляющего зелья. Но им не запрещено преувеличивать, и они будут это делать. К счастью для тебя, Пончик, ты сможешь выудить у владельца верное описание, если твоя харизма будет выше, чем его. Всякий раз, когда переступишь порог магазина, твои навыки торговли и переговоров будут расти. Когда ты достаточно натренируешься, многие товары начнут посылать тебе предупреждения, если в описании их будет слишком много лжи». «Я оскорблен», – сказал танцор на краю. Он смотрел прямо на Мордекая. «Если бы вы знали народ небесных птиц, то знали бы, что мы никогда не обманываем клиентов». Мордекай рассмеялся. «Торговцы из породы небесных птиц всегда стараются обмануть бескрылых», – возразил он. «Моему народу присуща некоторая ксенофобия, а его представителям свойственно вести себя возмутительным образом, когда их ловят на обмане». Танцор на краю явно собирался поспорить, но резко захлопнул клюв, когда Пончик запрыгнула на прилавок. «Ты красивый парень», – сказала она. «По-моему, я не видела птиц, которые выглядели бы такими сильными, как ты». Орел приосанился. «Благодарю вас, Ваше Величество. Могу я сегодня быть вам чем-нибудь полезным?» На этом мы приступили к продаже многочисленных немагических и бесполезных мелочей из нашего инвентаря. У этих друзей деньги не были ограничены, как у некоторых торговцев в играх. Мы обошли 5 разных универсальных магазинов и в результате сбыли с рук большую часть ненужного хлама. Мордекай велел нам придержать фляги с самогоном, но лишнее оружие и случайные предметы ушли к коммерсантам. Пончик в самом деле проявила себя мастером переговоров. Если с владельцами пабов она разговаривала как с наемной прислугой, то с владельцами магазинов была сама любезность и сладость, они просто влюблялись в нее. «Это лучшее, что нам сегодня доступно, да, моя радость?» – обратилась принцесса к одному из торговцев. Его звали Коготь Сильный. Он задумчиво рассматривал кучу копий, которые мы собрали лутом после боя с двуногими енотообразными злыми сорвиголовами на первом этаже. Пончик пускала в ход навык характерного актера, сопутствовавший избранному ею для этого этажа классу магнат аллеи художников. Этот класс принес кошке многочисленные навыки и преимущества, в частности, внушительные скидки при покупках. К сожалению, из-за влияния навыка характерный актер она скидок не получала, зато получала дополнительные 15% при продаже своих товаров. И навык этот использовала в полную меру своих способностей. Принцесса была в своей стихии. «Я могу предложить вам дополнительные 5 монет за лот», – сказал Коготь Сильный. «Да ты лучший!» – воскликнула Пончик, и орел просиял. «Начинаю подозревать, что ты все это запланировала заранее, когда выбирала себе класс», – шепнул я, когда мы вышли из магазина. «Ну, конечно», – подтвердила кошка. «Я знала, что нам предстоит продавать вещи на этом этаже, вот и выбрала торговый класс. Мисс Беатриса не просто так звала меня принцесса Денежный мешок. Уверен, это звучало как принцесса Денежная яма. На тебя мы тратили больше, чем на аренду квартиры. Как видишь, Карл, инвестиции окупились, не правда ли?» «Подумайте о магазинах типа 7-11», – вмешался Мордекай. Крупнейшая японо-американская сеть небольших магазинов, действующая в 18 странах.
Название первоначально отражало часы работы с 7 утра до 11 вечера. Сейчас время работы увеличено. В нашем распоряжении теперь имелся пул примерно в 50 тысяч золотых, то есть положение было довольно хорошим. Объединение участников рынка с общим фондом, где прибыли и расходы распределяются пропорционально в соответствии с договоренностями участников. Удобные магазины. Туда хорошо продавать вещи, потому что возьмут практически все. Но покупать там – распоследнее дело. Даже с вашими скидками вы заплатите втридорого, если будете брать там стандартные продукты. Так что если вам нужно зелье, идите в лавку зелий. За заклинаниями в специализированный магазин, если найдете такой. В цехах тоже кое-что продается. В этом городе магазина заклинаний не было. Торговых точек десятки и десятки, но большинство из них нам было ни к чему. Нам требовались магические предметы и аксессуары для укрепления телосложения Пончика, но таких товаров в городе не было. Зато были лавки зелий, и Мордекай заставил меня приобрести алхимических ингредиентов на 10 тысяч золотых. Купили мы и один дополнительный предмет – магическую переноску животных для Монго за 15 тысяч золотых. Как Пончик, так и Монго отнеслись к этой идее без горячего энтузиазма, но Мордекай указал кошке на то, что ее питомец не может полноценно отдыхать по ночам. Мы заметили, что динозавр отныне счел своей обязанностью оберегать наш сон, даже несмотря на то, что мы спали в зоне безопасности, и эта самоотверженность стала отрицательно сказываться на его статах. Переноска должна была обеспечивать ящерку возможность отдыха. К тому же, добавил Мордекай, питомцам закрыть доступ в клуб Деспирадо. Для них имелась игровая комната, но их безопасность там не гарантировалась. В итоге Пончик сдалась. В сущности, штука эта была первоклассная. Коричневая коробочка размером с кубик Рубика. Снаружи на ней был выгравирован символ, напоминавший пожарный гидрант. Когда Пончик извлечет коробочку из инвентаря, ее можно будет активировать, и Монго поместится в ней. В этом кубе он будет высыпаться и набираться свежих сил. А Пончик сможет позвать его нажатием кнопки. «Возможно, когда-нибудь у тебя появится маунт, и ему тоже понадобится что-то подобное», – сказал Мордекай. Когда торговцы продают маунтов, обычно речь идет о некой рудиментарной клетке переноски. В компьютерных играх средство, ускоряющее передвижение игрового персонажа по локации, изменяющее его боевые возможности. Обычно выглядит как ездовое животное, но маунт может быть и транспортным средством и вообще иметь любой облик. «В чем разница между маунтом и питомцем?» – поинтересовался я. Некоторые существа могут быть тем и другим сразу, но чистые маунты обычно имеют мало жизненных пунктов и слабую или вообще нулевую индивидуальность, объяснил Мордекай. Маунтов можно иметь сколько угодно, правда, обычно они дорого обходятся, и их нужно кормить. Они не изменяют уровень и не становятся сильнее. Когда с покупками было покончено, Мордекай повел нас к окраине города. Никаких квестов, никаких элиток, мобов убивайте. Когда найдете босса, убедитесь, что это босс местности, а не что-то большее. Оставайтесь на связи. Возвращайтесь до того, как стемнеет. «Принято», – сказала Пончик. Хотите верьте, хотите нет, но следующие несколько часов у нас прошли, можно считать, без событий. Мы обнаружили кучку созданий, выглядевших как гибриды кальмара и зонтика. Они предприняли псионическую атаку, но мы с Пончиком оказались для нее неуязвимы вследствие высокой харизмы. Эти существа назывались мозгокотлами и представляли собой усовершенствованные модели некоторых психических фантазмов, с которыми мы кратко столкнулись на втором этаже. Двигались они медленно, и убивать их нам было легко. Некоторые из них уронили чернильные пузыри, которые мы присоединили к луту, что весьма вдохновило Мордекая. Я раздавал удары кулаками и ногами поочередно. Кулаки с этим народцем оказались полезнее. Монго с легкостью рвал их на куски, и нам пришлось сдерживать его, так как он сделался серьезным кабаном. Пончик перемежала удары магических ракет со вторым шансом и часовым утроением. Я мог бы прибегнуть к страху, но он был не особенно эффективен против этих противников. Я сумел поднять свой железный кулак до 10 при использовании рукавицы. 10-й уровень этого навыка давал дополнение, именуемое эффектом хлебной корзины. Во время Зимней войны 1939-1940 годы между Советским Союзом и Финляндией финны называли советские авиабомбы хлебными корзинами Молотова. По не вполне достоверным данным, председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов в ответ на обвинение советской стороны в авиационных бомбардировках населенных пунктов Финляндии заявил, что советские самолеты сбрасывали мешки с продовольствием.
Это означало, что если я нанесу мобу достаточно сильный удар, он с 10% вероятностью будет оглушен на несколько секунд. Бой с боссом местности мог бы накрыться медным тазом, если бы не новый Пончиков навык «Чуткие уши», благодаря которому нам стало известно, что босс при нашем приближении затаился за углом ближайшего к нам дома. Этот босс звался Распылитель, и видом он походил на Манта-Луч. Вид ската – один из самых крупногабаритных обитателей Мирового океана. Ширина тела некоторых особей превышает 9 метров, однако, несмотря на устрашающий вид, опасности эта рыба не представляет. Он слился с целой стеной дома, намереваясь накрыть нас, когда мы будем проходить вдоль него. Но мы были готовы. Пончик атаковала босса, использовав 2 воскрешенных мозгокотлов. Когда босс отвалился от стены, мы напустили на него клона утроенного Монго. В каждой руке клон держал по динамитной шашке. На бой ушло меньше минуты. Настоящий Монго кричал от страха, наблюдая за самоубийственной атакой, но Пончик сумела удержать своего питомца под контролем. Мы добавили этот сценарий в качестве упражнения в свой игручебник, назвав его «Мальчик-бум». Пока я смогу поддерживать свой динамит в боевом состоянии, эта наша атака будет оставаться сверхэффективной против боссов. К концу боя уровень Пончика поднялся до 16. Я оставался на 18-м, но приближался к 19-му. Монго достиг 11-го. Также мы подтянули некоторые из своих навыков. На обратном пути к городу я обратил внимание на одиночную белую точку неигрового персонажа и на скопление косых крестов в квартале от нас. Все они находились уже за пределами города, сразу за городской стеной. На моих глазах белая точка скользнула в город и вернулась через несколько мгновений, а рядом с ней появился косой крест. Перед оградой со стороны города стояла пара стражей. Что бы это ни предвещало, оно никак не могло означать что-то совершенно неприемлемое. «Давай проверим», – предложил я Пончику. Она сказала, что это неприятно пахнет, и Монго согласно заворчал. Мы вышли на улицу и зашагали в сторону НПС. Когда мы приблизились, Пончик ахнула. «Карл, ты знал, что здесь она?» «Нет», – сказал я, – «но система знала, что мы выберем этот путь». Перед нами была орк Гам-Гам. Я пронаблюдал за тем, как эта грузная самка забросила мертвое тело на груду других тел, громоздившихся посреди улицы. Там были перемешаны люди, орки, эльфы, дварфы. Всего там было трупов 15, они были навалены друг на друга. Я собирался рассмотреть одного из них поближе, но система, как бы любезно, сгрудила всех вместе. «Гора мертвых шлюх. Это не дико, по-вашему?» Не было сомнений, все трупы женского пола. Все одеты в вызывающем ключе, все изуродованы и изувечены так, как будто некий великан поднимал их и в ярости швырял на землю. У одной из мертвых, дварфа, по-моему, вообще отсутствовала голова. Из всей кучи сочилась слизь, похожая на мокрую грязь. «Итак», – произнес я и шагнул вперед. Гам-Гам вздрогнула и обернулась. «Такое не каждый день увидишь». «Авантюрист», – проговорила Арчиха и вытерла ладонь о рубаху, на которой остался коричневый след. «Я надеялась перехватить вас при возвращении. Я подглядела, как вы уходили». «И решили поприветствовать нас горой гниющих проституток?» – спросила Пончик. «Не знаю, откуда вы сами будете, но культурные люди не пользуются трупами вместо ледоколов. В следующий раз просто предложите Карлу молочный коктейль. Ему нравится молочный коктейль». «Это женщины, которых я нашла сегодня», – ответила Гам-Гам. «Что-то их убивает, и мы не знаем, что это. Они не из этого города. Мы находим их в переулках каждое утро. Они разбросаны по всем углам, большая часть крови из их тел высосана». Она провела ладонью по штанам. «Но не вся кровь. Мы складываем их за воротами, и тут уж забота уличных сорванцов. Но каждый день мы находим все новых. Иногда один труп, два, а иногда много, как вчера». Гам-Гам глубоко вздохнула, переводя дыхание. Я понял, что она сдерживается, чтобы не заплакать. «Это неправильно. Небесным птицам нет дела до этого, раз мы убираем трупы. Стражи по ночам не караулят. Но ведь это люди, и теперь они мертвые. Почему, я не знаю. Вы можете помочь?» «Ага», – произнесла Пончик. Пришло уведомление. Новый квест. Проститутки, упавшие с небес. Проститутки, эскорт-услуги, уличные бабочки, ночные леди. Неважно, как их называть, потому что эти цыпы умерли. Совсем умерли. И каждое утро несколько новых появляется в селении в изувеченном виде. Никто не знает, кто они и откуда. Выясните, в чем дело. Награда. Вы получите серебряный квестовый ящик. «Серебряный?» – возмутилась Пончик. «За прошлый квест был золотой». «В прошлом квесте участвовала пара элиток и босс города. Этот квест должен быть проще», – сказал я.
Я склонился над одной из мертвых женщин. Она была человеческой расы, на плечах виднелись раны. Я едва не проглядел их, потому что все тело было перекручено так, что тазовые кости переместились. Рядом с ней лежала женщина-орк с такими же повреждениями. Казалось, что бледные тела светятся в лучах заходящего солнца. «Да-с, Мордекай будет недоволен», – заметила Пончик. «Мы посмотрим, что можно сделать», – сказал я, обращаясь к Гам-Гам. Мы повернули обратно в город. Проходя через ворота, я вспомнил сказанные накануне вечером слова Мордекая. «Ты не можешь спасти всех». «Не беспокойся», – сказал я Пончику, когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы Гам-Гам не услышала меня. «Сегодня у нас был хороший день. Я не намерен портить его квестом». «Ты так говорил и в прошлый раз», – ответила Пончик. Глава 15. Вы вошли в клуб Деспирадо. Первый зал шумного ослепляющего клуба Деспирадо был открыт для широкой публики и забит до отказа. Внешний облик здания был как будто взят непосредственно из Нью-Йорка 20-х годов прошлого века. Квадратное сооружение, бетонные колонны, полукруглые рельефы, обрамленные треугольными солнечными лучами. В стиле той конструкции, что венчала Empire State Building, клуб занимал всю улицу и возносился к небу на целых 6 этажей. Над ним крутился сверкающий неоновый символ – нож. «По-моему, это место велико для такого города», – заметил я, когда мы миновали скучавшего монстра-вышибалу и переступили порог главного зала. «В надгороде 2 основных клуба», – начал Мордекай. «Клуб Деспирадо и клуб Покоритель. Обычно соблюдается правило: если у тебя есть доступ в один из клубов, то в другом тебя не ждут. В этот клуб попасть легче. Клуб «Покоритель» больше похож на загородный клуб, где престарелые клирики в кожаных креслах попыхивают трубками и время от времени делятся расистскими анекдотами. Это место нечто вроде комбинации ваших Лас-Вегас-стрип, Марди-Гра и дискотек 70-х. Примерно 7-километровый участок бульвара Лас-Вегас, где находится большинство крупных гостиниц и казино агломерации Лас-Вегас, штат Невада. При этом стрип-полоса административно находится вне пределов города. Марди-Гра – пепельный вторник, французский. Последний день карнавала перед началом католического Великого Поста. «Вот это последнее звучит куда лучше», – заявила Пончик. Она перекувырнулась через голову, прежде чем запрыгнуть на мое плечо, и я знал, что возбуждение буквально кипело в ней. «Да уж, поверь мне, так и есть», – отозвался Мордекай. «Я хочу попробовать один из любимых напитков мисс Беатрисы, или секс на пляже, или ледяной чай Лонг-Айленда, или вот тот, как его, Карл, она говорила, что это ее криптоним». Подпись под произведением вместо имени автора, не дающая возможности отождествить ее с подлинным лицом. «Грязная Ширли», – подсказал я. «Вот, хочу попробовать вот это». «Кошки не пьют коктейли», – сказал я. «А еще кошки не стреляют лазерными лучами из глаз, но факты – упрямая вещь, Карл. Маме нужна ночь отрыва». Мы проследовали за Мордекаем в оживленный паб, переполненный НПС и активными обходчиками. Мне казалось, что все взгляды устремлены на нас. Обходчики наблюдали за Пончиком, и мной неигровые персонажи таращились на Мордекая. «Монго здесь понравилось бы», – задумчиво проговорила Пончик со своего насеста на моем плече. Когда она запирала клетку-переноску перед нашим уходом, динозавр отчаянно орал. «Возможно и так», – сказал я, разглядывая мощно сложенного вышибалу с каменными мускулами, который стоял в углу. «Но правды мы никогда не узнаем». «Первый зал уникален для этого города», – просветил нас Мордекай. «Сюда приходит вся округа. Пропуск здесь не нужен. Обходчики, которые еще не оформили допуск, могут прийти сюда, чтобы пройти квест и заработать татуировку». Мы протолкались к красной сверкающей двери в дальнем конце зала, прошли в нее и оказались в небольшом фойе, за которым нас ждала еще одна дверь. Перед этой второй дверью в кресле развалился монстр с лицом ящерицы. Он относился к той же расе, что и обходчик с ружьем, которого мы видели в вечернем шоу. Кларабель Крокодилина, уровень 40. Кларабель – имя антропоморфной коровы из диснеевских мультфильмов. Служащая клуба Деспирадо, мирный неигровой персонаж. Крокодилины – умная толстокожая полуводная раса. Как правило, они не самые сообразительные в арсенале, но они определенно более интеллектуальны, чем их мелкие родичи-троглодиты. Они склонны выполнять работу стимуляторов или блюстителей как в законных, так и не в самых законных организациях во всех частях Вселенной. «Привет, Мордекай», – сказала Кларабель.
Сам знаешь, твой маскарад меня не обманет». «Это не маскарад, поскольку управляю им не я», – сухо отозвался Мордекай. Внезапно широченная улыбка разрезала его лицо. Он наклонился и расцеловал сидящую в обе щеки. «И как оно тут?» «Мертвенько. Но сегодня народу больше, чем было вчера». Вышибала глянула на меня, потом на Пончика. «Я видела вас в итогах дня. А где ваш звереныш?» «Монго?» – изумилась Пончик. «Вы знаете про Монго? Как он обрадовался бы встрече с поклонником. Он сейчас в клетке переноски. Хотите, я его вытащу?» «Нет, не выпускайте его. Я рада, что у вас есть клетка. Наша комната для животных сейчас не работает. Мы не хотим, чтобы повторялись инциденты вроде вчерашнего. Я вижу, что у вас есть пропуска. Бар и танцпол открыты. Казино еще не открылось, но вы наверняка найдете, где поиграть в карты, если не поленитесь поискать как следует. Казино мы откроем через несколько дней». «Спасибо, Кларабель». Мордекай погладил ее по плечу и перебросил ей золотую монету. Мы прошли в зал. «Дерьмо, оно и есть святое», – пробормотал я, оглядывая помещение. «Тут нужно было кричать, чтобы тебя услышали. Вот это называется мертвенько». В первом зале толкалось персон 200 всех форм и размеров. Воздух наполняли гулкие удары дабстепа. От мигания прожекторов подступали рвотные спазмы. Пол дрожал, дым тек изо всех углов. Дабстеп – жанр электронной танцевальной музыки. Мордекай покрутил в воздухе пальцем, создавая над собой сияние. Вокруг его головы материализовался прозрачный пузырь, похожий на прозрачный шлем скафандра Зев. Он помахал мне, предлагая сделать то же самое. Я провел пальцем по воздуху, и мою голову опоясал какой-то обруч. Жест повторил и Пончик, круг лапой в воздухе. Как только образовался пузырь, исчезло 95% ревущей музыки. Нет, я еще слышал ее, но она стала только дальним фоном. Появился некий новый звук. Я огляделся. Люди с пузырями вокруг головы составляли небольшую долю присутствовавших. Я слышал, как они переговариваются между собою. Слышал примерно так, как слышал бы разговоры в незаполненном до предела кафе. «Существует несколько типов пузырей приватности», – заговорил Мордекай. «Здесь мы видим основной. Ты можешь разговаривать с кем угодно в этом зале, и тебе не приходится кричать. Большинство клубов предоставляют это заклинание, или подобные ему. Жуть какая-то», – вырвалось у меня. Я потрогал пальцем свой пузырь, и он лопнул. Стучащая музыка тут же вернулась, в ужасе я поспешил исправить положение. «Это главный зал клуба Деспирадо», – пояснил Мордекай. Двери разных залов вели в разные крылья здания. По большей части залы были отмечены надписями, выполненными все тем же шрифтом, характерным для потайных баров 20-х. С 1920 по 1933 годы в США действовал сухой закон, поэтому процветали различные формы подпольного распространения и потребления алкоголя. В клубе господствовал ретро-футуристический стиль «Бегущего по лезвию». Научно-фантастический фильм 1982 года. По мотивам романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 1968 год. На танцполе находилось около 200 персон и почти все НПС. Кроме того, я видел несколько обходчиков, которые мыкались по залу с растерянным видом. Моя карта также показала белую точку с крестом, что означало, что на танцпол затесались и кое-какие элитки. «Этот зал, — продолжал Мордекай, — существует не в той плоскости, что пространство за пределами клуба. Ну, как и моя учебная гильдия. Как только ты войдешь в зону только для членов клуба, окажешься в том же мире, что и все, кто в эту минуту находится в отдалениях клуба на этом уровне. Сейчас ты видишь обходчиков из всех углов над города, но когда ты выйдешь из клуба, то выйдешь в то место, из которого заходил. Невозможно использовать клуб для ускоренных перемещений, как правило». Мы подошли к кабинке. 4 НПС-эльфов, сидевших за столом, вскочили, проткнули свои пузыри и устремились на танцпол, давая нам возможность занять столик. «Большинство этих неигровых боты», — пояснил Мордекай. «Клуб всегда представляется тебе так, будто в нем полно народа. Но это иллюзия. Если ты видишь молодое, холеное или красивое полуобнаженное создание, это, скорее всего, бот. Боты – это даже не настоящий НПС.
Ты можешь танцевать с ними, можешь даже потрахаться, если у тебя есть звонкая монета. Но они способны поддержать разве что видимость разговора, и вне клуба они не существуют. Как только в комнату входит настоящий неигровой или обходчик, один из ботов исчезает. И наоборот. «Жуть какая», — повторил я. Осмотревшись, насчитал около 10 обходчиков и 3 элиток. Каждый из последних увлеченно беседовал с обходчиками. Кажется, у меня волосы на затылке зашевелились от этой картины. Пончик прыгнула на стол. «А ты как попал сюда так легко?» – спросила она Мордекая. «У тебя тоже татушка есть?» Мордекай кивнул. «У меня был пропуск в первое время, а сейчас меня тут знают». К нашему столику подошла синекожая женщина из неигровых с пузырем приватности вокруг головы. На надписи над ее головой не было ни имени, ни уровня, а только слово «официантка». «Что-нибудь пьем сегодня?» «Хочу грязную Ширли», — сказала Пончик. «И надо будет налить ее в миску». «Конечно, Ваше Величество», — ответила официантка. «У вас есть земной алкоголь?» — спросил я. «Безусловно. Что вам принести?» «Принесите бутылку бурбона». Женщина вскинула брови. «Цена бурбона не покрывается вашими купонами на бесплатный алкоголь?» «Тогда пусть будет 50 граммов». Официантка кивнула. Я вдруг отметил, что в воздухе плавает некий дымок. Он слегка туманил освещение, запах был неправильный, но я ощутил знакомое сосание под ложечкой. «Подождите, вы продаете сигареты?» «Ни в коем случае», – не заставила себя ждать Пончик. «Ему не разрешено иметь сигареты». Женщина покачала головой. «Прошу прощения, у нас нет земного табака, зато есть палочки Блиц. Может быть, прислать к вам фармацевта?» Я не имел понятия, что такое палочки Блиц, и меньше всего хотел заполучить очередную зависимость. «Нет, спасибо, со мной все в порядке», – заверил я, вздохнув. «Да, кто из фармацевтов сегодня на дежурстве?» – осведомился Мордекай. «Квинт?» «Квинт. Пришлите его сюда, и я возьму бутыль меда императрицы». «Очень хорошо». Официантка удалилась. «Фармацевт, с чем его едят?» – спросил я. «Или что это палочки Блиц?» «Фармацевт – это наркодилер», – объяснил Мордекай. «А от Блица и беги, как черт от ладана. Это галлюциногены. Вызывают сильнейшую зависимость, магическую зависимость. Тебе это нужно меньше всего». «Тогда зачем мы зовем фармацевта?» «Старый приятель», – сказал Мордекай. «Мы здесь в безопасности?» – спросил я, когда ожидание стало затягиваться. «Это не зона безопасности, но защита вполне надежная. Но только в этой комнате. А вообще-то в здании полным-полно всяческих чуланов и закоулков. Вышибал в других зонах нет, а не только в казино». Я посмотрел на неоновые указатели расположения разных зон этого здания. 3 стрелки не горели, но прочитать надписи было вполне возможно. Одно направление казино, другое охотничье хозяйство, третье гильдия Рамы. Отсылка к компьютерной игре, созданной на основе цикла научно-фантастических романов Артура Кларка и Джентри Ли. Светившиеся надписи сообщали, что в доме есть суки, парад пенисов, работа, шелковый путь и отхожие места. Была еще и 9-я дверь без надписи. Ее охранял каменный монстр. Когда оттуда появилась официантка, я понял, что это дверь в служебное помещение. Я заметил суки и парад пенисов раньше остальных и решил, что это двери туалетов. Чуть позже я увидел настоящие туалеты. «Что это еще за география?» – спросил я. «Суки – это женский стрип-клуб и бордель. Парад пенисов – то же самое для тех, кому ближе пареньки. Не ходи ни туда, ни туда, особенно на этом этаже. Завязнешь. Да и зрители смеются над обходчиками, которые не брезгуют такими местами». Я сразу же вспомнил о новом квесте, связанном с проститутками. Мордекай только покачал головой, когда мы ему рассказали, а затем велел выбросить это дело из головы. Квест исчезнет, как только мы покинем этаж. «Работа! Там можно получать квесты», – продолжал Мордекай. «Обычно они замешаны на убийствах НПС. Или это разовые заказы на кражи. Шелковый путь, базар. Мы скоро там побываем. Гильдия Рамы – несколько цехов, где можно освоить разные уловки, в частности, всякие затеи со взрывчаткой. На 3-м этаже есть такие цехи, но специализированные появятся позже, так что эта секция клуба пока не открыта. Выходит, клуб Деспирадо работает и ниже, на 4-м этаже, на 5-м, и лестница действительно ведет к охотничьим хозяйствам.
«Да, и еще раз да», – сказал Мордекай. «Но на 4-м и 5-м найти клуб будет труднее. Когда войдешь, опять окажешься в этой комнате. Это как с моей гильдией. Лестница, ведущая к охотничьим хозяйствам, откроется тогда, когда ты перейдешь на 6-й этаж. Добравшись до 6-го, ты сможешь вернуться на этот. Уровень охотничьих хозяйств намного больше, чем просто этаж. Когда обходчики попадают на 6-й, происходит нечто интересное. Я потом расскажу». Элитный НПС с головой слона и более 2 метров ростом провел 3 обходчиков человеческой расы в комнату суки. Я испытал острое желание вскочить и остановить нахрен этих ребят, но тут явилась официантка с фармацевтом на буксире. Она поставила перед нами напитки, мне досталась бутылка, подозрительная, потому что на ней отсутствовала наклейка. Пончик получила миску с ярко-красным водочным ликером, в котором плавали 3 мороскиновые вишенки. Кошка понюхала его и скорчила рожу. Я напитков почти не заметил. Все мое внимание принадлежало Квинту, маленькому парящему наркодилеру. Верхняя часть его тела была заимствована у опоссума. Острые зубки, глазки, бусинки. Нижняя часть как будто принадлежала к кружащемуся дервишу, и создавалось впечатление, что Квинта засасывал миниатюрный торнадо. Кружащиеся дервиши, мавлави. Странствующие аскеты, приверженцы суфизма, мистического течения в исламе, последователи великого персоязычного поэта и мыслителя Джалал ад-Дина Руми, 1207-1273 годы. В религиозной практике суфиев огромную роль играл пламенный самозабвенный танец. Этот наркоторговец сам был подобен циклону. Я ощущал ветер, поднимаемый его непрерывным вращением. В отличие от официантки, над ним было описание. Квинт, полуджин, полумусоровоз, уровень 75, фармацевт клуба Деспирадо. Полуджины нередки в охотничьих хозяйствах и на других лесистых уровнях мира обходчиков подземелий. Никто не знает в точности, почему джины-гибриды столь многочисленны, но теоретики предполагают, что причиной демографического взрыва в этой категории населения являются произносимые не вовремя ругательства. Считается, что когда обладатель лампы джина и как бонуса 3 желаний выкрикивает «имел я вас всех», грёбаный лес или некоторые аналогичные пожелания, раб лампы считает их приказами. В результате эту часть света заполоняют потомки джинов и лесных созданий. Мало кто из них обладает разумом, и совсем немногие здравым рассудком, и все они опасные безмозглые ублюдки. Говорят, если вы убьете слишком многих, их папа может прийти за вами. «Я потерял счет годам, мой старый друг», – выкрикнул Квинт, осматривая Мордекая с головы до пят. У него оказался неожиданно глубокий басовитый голос, как у уличного мальчишки, изо всех сил подражающего Бэтмену. «Я думал, ты отстрелялся еще несколько сезонов назад. Мне даже было грустно, что ты не пришел попрощаться». «Здорово, Квинт», — сказал Мордекай. «Я исполняю долг наставника. Под моей опекой принцесса Пончик. С ней вот этот парень Карл, он в группе Пончика». «Рад, значит, знакомству», — поклонился Квинт. «Мордекай, вот этот вот когда-то в былые дни был из моих лучших клиентов. А наставник? Свезло, значит, завидую. Здорово. Чик и сразу бессмертный». Он умолк, поднял глаза к небу. «А кое-что, они и так все знают». «Квинт был обычным обходчиком, как и я», — сказал Мордекай. «Вот, как видите, выбрал себе расу. А был он как-то там по-оркски, да? Не помню. Погоди, не отвечай, я не хочу, чтобы у тебя опять начались неприятности с ИИ». Голова опоссума затряслась. «Наставник должен сладко кушать, скажу я тебе. Никакой ИИ у тебя не отымет тарелочку. Он воздел очи горе. Да только это няшей и сучкой может быть». Он направил коготь на мою грудь. «Вы, оба 2, не пытайтесь заключить сделку на 10-м этаже, слышали меня? Если бы я мог еще раз, я бы пробился на 11-й. А ты, девочка-припевочка», — обратился он к Пончику, — «ты сама самый правительный наставник в этой игре. Ты слушай его, вот что он скажет. У?» Пончик подняла на Квинта полуприкрытые глаза. «А ты кто? Чего летаешь?» Она повернула голову в мою сторону.
«Карл, это говорящий муравьед?» «Дерьмо же ты дерьмовская! Ты лизнула эту водичку 2 раза и уже пьяная?» Я заглянул в свойства кошки. «Мне не понравилось. Я только съела вишни. Вот-ка гадость». Пончик опустила голову в миску и попробовала лакать. «Горько, как желчь». Она сделала глоток. «Не беспокойся. У Квинта есть зелье, которое выведет из нее эту дрянь», — сказал мне Мордекай. «Ведь так, Квинт?» «Ну, конечно, брателла», — отозвался Квинт. «Еще что-нибудь? У меня всегда практически одно и то же. Подороже, чем у говнодавов на рынке шелкового пути. Ну и качество повыше». «Да, твой товар лучше», — согласился Мордекай. «Но харизма Пончика 76 плюс торговый класс, так что мы купим за четверть того, за что ты продаешь». Не забывая о своей миссии учителя, он повернулся ко мне. «Бонусы за харизму на половинчатых гениев не распространяются». «Джинов, а не гениев», — поправил его Квинт. «Знаешь же, как я болезненно к этому отношусь». «Ладно», — перебил его Мордекай, — «у тебя сохранился стартовый набор? Ты готов поторговаться?» Бусинки глаз Квинта сделались еще меньше. «Да, сохранился. Предлагаю тебе, что ты... Просто я не ожидал, что кто-нибудь потянет такую сделку до 5-го или 6-го этажа. Кому ее предлагать на ранней стадии?» Мордекай поспешно отписался мне в личном чате. Через мгновение на столе появились 2 бутыли повышающего градус самогона. Я попользовался такими в схватке, но кое-что оставил заначки на продажу. У меня осталось 23 бутыли, не считая тех, что оказались на столе. Еще в моем инвентаре дожидались своей очереди 10 зажигательных фляг. «Ни хренась», — высказался Квинт, понюхав одну бутыль. «Сученька Кракарин сказала, что в нынешнем сезоне это больше не производится». «Производилось», – заверил его Мордекай. «Только у Карла с Пончиком есть основания избегать публичности. Эти образцы последние». «Не совсем точно. По меньшей мере, еще один обходчик наложил руку на остатки запасов. Я не получал гонорара за изобретение после нескольких первых монет, а это означало, что кто-то нашел самогон и изготовил взрывчатые фляги». «Пусть будет 4 бутыли. Тогда сделка», – предложил Квинт. «Даем тебе 3, а ты мне сверху зелье, чтобы мир перестал качаться», – сонно проговорила Пончик. А я и не подозревал, что она следит за переговорами. «О, слово, Карл, меня сейчас вытошнит. Ты меня не предупреждал». Она отпила еще глоток и зарычала над миской. «Сделка», – отреагировал Квинт. «Подождите, да какой хрен мы покупаем?» – спросил я. «Стартовый набор», – ответил Квинт. «Чемодан со всем необходимым, чтобы основать свою фарма-империю. Вице-королем будешь золотой, только не продавай на моей земле». Он наставил на меня 2 пальца, изображая дуло пистолетов. «Доверься мне», – сказал Мордекай. «Я все это покупаю не для хихи. Я собираю для тебя библиотеку». «Вам нужен стол?» – осведомился Квинт, когда сделка была заключена. У него явно был инвентарь профессионального торговца, примерно такой, как у меня самого. Чемоданом он назвал здоровенный сундучище. Мне пришлось отставить свою бутылку, чтобы этот сундук расположился на столе. Он был под самую крышку забит химикатами и травами. Раскрыв его, Мордекай принялся в нем рыться. «Алхимический стол?» – уточнил я. «У нас такой же есть». «Ну, радуйтесь. Вам что-нибудь еще? Там словечко в закоулочках пронеслось, что вас земной табак интересовал. Сейчас-то у меня нет, но глазками посмотрю». «Эй, друг», — обратился я к опоссуму, пока Мордекай курочил содержимое сундука. «Вчера вечером что было? Вышибальша говорила про какой-то инцидент. С животными, что ли?» «Ага», — отозвался Квинт. «Дурдом был. Пришла сюда женщина, обходчик вот как ты. Не помню, как ее раса называется. В общем, я такое раньше не видел.
Реально, она из людей, но с козлиной ногой. В общем, с ней были 2 собаки. Она оставила их в игровой комнате, и они чокнулись. Убили 2 смотрителей. Еще какого-то зверька, рванули на танцпол, зубами щелкали, рычали, кусались. Вышибал хотели выступить, но хозяйка собак ударила заклинанием, и весь зал оледенел. Я в жизни не видал, чтобы обходчица на 3-м этаже использовала магию такой мощи. В общем, зал застыл, а это сперла 2 бутылки текилы с полки за прилавком, пока ее собаки делали из некоторых танцоров жевательные резинки. Потом она достала из инвентаря булаву и вышибла мозги из элитного гнола, который попытался с ней заговорить. Хорошо, хоть ни одного из реальных вышибал не убила. Ты бы видел, что тут потом было. Игровая комната еще неделю не откроется. Эта-то убралась и уже не вернется. Ее членство аннулировали, слава богам. «Святое дерьмо», — выдохнул я. «Это Люсия Мар». «Про собак жуть», — подала голос Пончик. Очень нетвердый голос. «Сучьи звери эти ротвейлеры. Почти такое же говно, как кокер-спаниели. Думают, что они умные». «Мать твою, Пончик». «Не болтай зря», — сказал я ей. «Я тут не вижу корня Брина», — сказал Мордекай, не вынимая головы из сундука. «Да, его ужасно трудно найти», — посетовал Квинт. «Вместо него я даю 2 флакона буджолдового сока. К тому же он стабильнее». Мордекай хрюкнул, закрыл крышку и кивнул мне. Я достал 3-ю бутыль самогона, и все 3 исчезли, пока я убирал большой сундук. На столе возникло антиалкогольное зелье «Собачий волос», а с ним 3 лакричные палочки. «За счет заведения», – провозгласил, улыбаясь Квинт. «Это не земной табак, но, может, ты захочешь попробовать?» «Блиц-палка. Это как конфеты, только для ума. Если съесть, ваш интеллект временно вырастет на 5 пунктов. Если выкурить, ваш интеллект с вероятностью 15% вырастет на 1. Возможен побочный эффект. Или 2. Или 3. Прежде чем Мордекай успел возразить, я отправил палочки в инвентарь. Употреблять их я не собирался, но ведь никогда не знаешь, что может пригодиться. Пончик взяла собачий волос и немедленно протрезвела. Задумчиво посмотрела на миску с алкогольным замком Ширли, опустевшую всего лишь наполовину. Я отодвинул миску так, чтобы она оказалась вне пределов досягаемости кошки. Мне показалось, что Пончик начнет протестовать, но она вдруг выпрямилась на стуле. «Карл, мне только что пришло уведомление. Я уже могу открыть фанатский ящик». «Откроем, когда закончим с этим делом», – отозвался я. Через секунду мне пришло такое же уведомление. Мордекай и Квинт еще немного поболтали, но я видел, что для Мордекая сделка закрыта. Настоящая причина, по которой он устроил этот обмен, была очевидна. Он собирал ингредиенты для зелий, готовился к переходу на 4-й этаж, где мы предоставим в его распоряжение стол алхимика. Я отставил стакан и глотнул свой дешевый бурбон из бутыли. Пончик сотворила себе противошумовой пузырь и отправилась на танцпол. Неигровой персонаж Бот засмеялся и захлопал в ладоши, когда перед ним выросла маленькая кошка. Крупный NPS-огр покрутился вокруг нее, она прыгнула к нему на плечо, и они закружились по танцполу. Оба при этом истерически смеялись. Мы с Мордекаем некоторое время следили за Пончиком, не говоря ни слова. «Почему ты так разозлился, когда Пончик выбрала тебя наставником?» – спросил я Мордекая. «Мы действительно такие ужасные». Сначала Мордекай не ответил. Он только разглядывал свой напиток. «Дело не в вас», – сказал он наконец. «Все сложно. Когда мои обязанности вашего наставника закончатся, я буду свободен. Мне назначат стипендию, и я отправлюсь в странствие по вселенной». Я испытал облегчение. Я даже не сознавал, пока он не сказал сам, что мы, наверное, невольно свели на нет его старания освободиться. «Но ты сам говорил, что так будет в любом случае», — сказал я. «Знаю». Мордекай поднял голову и посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Я же сказал, все это сложно, и вы здесь ни при чем». «Этот кривляка сказал, что ты бессмертный. Это правда?» «В каком-то смысле», — сказал Мордекай. «Ты помнишь, как Зев носит свои дурацкие доспехи, когда появляется? На первых 3 этажах для обслуживающего персонала нет защиты. Почему, никто не знает. Наверное, дело в экономии.
Но начиная с 4-го этажа, система включает свою защиту. Не для вас, естественно, для сотрудников, и для туристов, и для некоторых неигровых персонажей, включая наставников. Значит, это как зона безопасности, только везде? «Нет», — сказал Мордекай, — «в зонах безопасности вы защищены от нападения, а те, кто нападет, будут наказаны. Вы защищены от повреждений. Защита в масштабах системы работает по-другому. Это и лучше, и хуже. Хуже, потому что тебя могут ранить. Ты чувствуешь боль, можешь умереть. А лучше, потому что если ты умираешь, находясь под защитой системы, ты не умираешь по-настоящему. Ты оказываешься вне игры. Твое тело удаляется из подземелья. Раньше, когда я был гильдейским мастером, мне не предоставлялась никакая защита. Часть уговора. И прямо сейчас я не защищен. Все время на этом уровне. Но начиная с 4-го этажа, наставники, включая и меня, получают защитный пакет. Такой же получают, но на 9-м уровне, туристы, участники воинфракций. Меня можно будет убить, но я не буду мертв, выброшен из игры. В том, что касается вас с Пончиком, мое бессмертие не играет роли. Но почему наставники защищены, а гильдейские мастера нет? Это же бессмыслица. Я действительно пришел в недоумение. Мне кажется, должно быть наоборот. Мордекай пожал плечами. В прошлом наставникам разрешалось драться вместе с их подопечными, и когда они погибали, то снова помогали подопечным на следующем этаже. Так продолжалось всего 1 или 2 сезона. Сейчас, если я погибну как наставник, то вылечут до конца сезона. Когда Пончик доберется до 4-го этажа, мои функции будут исчерпаны, я буду свободен. Другие неигровые персонажи не защищены, как и гильдейские мастера и коммерсанты. Дело в цене. Нас довольно-таки много. И их. Думаю, не исключено, что некоторые боссы защищены, потому что случается так, что позднее тебе встречается более крупная копия того, который погиб раньше. Это все, что я знаю. Ох, черт. Значит, на следующем этаже ты можешь просто встать перед убивающим бульдозером и разделаться с этой бодягой? «Но», — согласился он, — «но ты не волнуйся. Нас поощряют к тому, чтобы мы так не поступали. Чем дольше будет держаться Пончик, тем больше денег я получу в качестве бонуса. Это зафиксировано в правилах. Стипендия, полагающаяся гильдейскому мастеру, ничтожна. В качестве наставника я зарабатываю значительно больше. Чем благополучнее вы, тем больше денег я получаю по освобождении. Каждый следующий уровень после 9-го – это сумасшедшая куча льгот». Он вздохнул, глядя на Пончика. Ее пурпурная тиара сверкала в мигающих огнях на танцполе. Я вернулся к своему первому вопросу. Раз так, почему Мордекай был недоволен, когда его выбрали наставником, и откуда Адетта знала, что он почувствует себя опущенным? Я упускал что-то важное, но знал, что Мордекай больше не пустится в обсуждение. Сейчас, по крайней мере. «Идем знакомиться с рынком шелкового пути», – резко предложил он. «Вот-вот начнется итоговое шоу дня. Из-за этого здесь вырубят музыку. Желательно выбраться отсюда до того, как начнется вторая часть шоу. Если вы с Пончиком попали в программу, то боты прохода вам не дадут, будут требовать автографов и танцев. А если это случится, то мы никогда не вытащим отсюда принцессу». Глава 16. Шелковый путь был устроен как обычный фермерский рынок. Длинный, почти пустой зал с единственным рядом прилавков. Товары громоздились на столах беспорядочными кучами, зато было отведено пространство для 5 или 6 кабинок. «Этот зал зеркально повторяется этажом ниже», – сообщил Мордекай, когда мы вошли. Пончик сидела у меня на плече и мотала головой в такт музыки, которая была слышна сквозь стену. Позже торговцы заполонят и этот рынок, и следующий, пока тут их не очень много. Мы шли мимо лавок, торгующих черными булькающими зельями и круглыми магическими предметами, которые назывались паучьими щитами и стоили 200 тысяч золотых. Кабинки заполняла самая пестрая смесь рас, от коротеньких гоблинов до высоких тварей с 4 парами клешней. В задней части зала помещалась одна кабинка среди 5 или 6 торговых мест. Когда мы приблизились, я уже точно знал, что в ней продавалось. В воздухе над товарами на прилавках плавали многочисленные извещения. «Обычно рядом с такой кабинкой помещается будка двойного размера», – сказал Мордекай. «Но так будет только с 4-го этажа».
Здесь ребята продают причиндалы для ловушек. И я хочу удостовериться, что ты это место теперь знаешь. Хозяйка тут довольно странная, но она безобидная. А теперь дай мне 500 золотых, я посмотрю, что есть он у того алхимика, пока ты тут ковыряешься». Он сделал паузу. «Вам обязательно надо произвести хорошее впечатление. Вам с этой женщиной еще долго контактировать». Лавка называлась «Хобгобы и зажигательные палки». Я посмотрел на имя владелицы. Хобгоблин Пустула. Гнойный пузырек. Уровень 30. Я впервые видел живого хобгоблина лицом к лицу. Рост ее был под 2 метра, и в целом она походила на экземпляр, который я видел во время выбора расы. Крупный и мускулистый гоблин, только будто избитый какой-то чудовищной палкой. Из язвы на ее щеке сочилась черно-зеленая жижа, гной стекал по ее лицу на плечо и пропитывал вытертую розовую футболку с условным изображением единорога в солнечных очках. От лавочницы пахло гнилью и блевотиной. Я вспомнил, что все еще держу бутылку с дешевым бурбоном и сделал глоток, чтобы выгнать вонь из ноздрей. «Карл», – прошептала Пончик, – «она страшная, она правда страшная». «И с отличным слухом», – заметила хобгоблинша. Меня удивило то, насколько женский был у нее голос. Я передернулся. «Вы пришли сегодня на рынок за взрывчаткой?» На ее прилавках были расставлены и разложены коробки с гоблинским и хобгоблинским динамитом, дымовые бомбы, детонаторы и еще разные штуковины, каких я никогда до этого не видел. В частности, плоские как блины устройства, которые оказались противопехотными минами. Они обладали впечатляющей разрушительной силой и стабильностью. Правда, и стоили по 5000 золотых за штуку. Она также торговала бочонками с порохом и кое-каким другим химическим добром, которого у меня было уже достаточно. Коробка гоблинского динамита вмещала 25 шашек и стоила 500 золотых. Хобгоблинские шашки 2 десятка за 2000. Другими словами, разбой на большой дороге. «2 вопроса», – сказал я. «Вы продаете взрывные устройства поменьше, скажем, в форме шаров? И еще, у вас есть непромокающие дымовые бомбы?» Она рассмеялась. «Да, на оба ваших вопроса, хотя не все в наличии здесь и прямо сейчас. Дымовые бомбы гоблинов – мусор. Гоблины ничего не смыслят в химии, поэтому их шашки – это масса дыма из скромной шишечки. В закрытом помещении куда ни шло, а если есть какая-никакая вентиляция, то с таким же успехом ты можешь достать свой член и помахать им». Она засмеялась своей тупой шуточке. В этом смехе прозвучала какая-то безумная нотка, и мне вдруг стало не по себе. Дымовая завеса хобгоблинов работает не в пример лучше, и она недорогая, но сейчас наших шашек нет. Обычно у меня бывают круглые бомбы, хоблобберы, плавящиеся с колдовским воздействием. У меня сегодня есть только ящик плавящихся. Эффект 1/8 от хобгоблинской шашки или половина гоблинской. Убойной силе позавидуешь на случай, если тебе интересно. Моя матушка однажды откусила голову бурлатной андатри, я сама видела. Она сказала, что хотела проучить воеводу, но я уверена, что причина была совсем другая. Бурлатный. Слово, придуманное Льюисом Кэрроллом для стихотворной вставки «бурмаглот» в «Алисе в Зазеркалье» и примененное в качестве характеристики меча и лезвия. Бурлатный – изобретение Т.Л. Щепкиной-Куперник для перевода этой абсурдной баллады. Последнюю часть она прибавила без паузы, как бы естественным образом завершая разговор. «Пончик, Карл – это женщина сумасшедшая». Я счел за лучшее никак не реагировать на концовку реплики и спросил: «Колдовское воздействие – это следует понимать буквально?» «Безусловно. Предмет опасный при применении, но лоббер и хоблобби используют почти исключительно его. Если не бросать, он довольно стабильный, который с жидким огнем действует как хобгоблинский динамит. Устойчивы к воздействиям и суперстабильны. Их лучше поджигать, чем бросать. Я уже сказала, у меня их ящик, 25 штук за 500 золотых». Я отправил быстрое послание Пончику в чат. «Сколько вы просите за ящик хоблоберов и 2 ящика обычного гоблинского динамита?» – спросила моя кошка и спрыгнула с моего плеча на стол. «Мы вернемся завтра, примерно в это время, если вы пообещаете привезти сколько-нибудь ваших дымовых завес». «Но 2 ящика гоблинского динамита и последние хоблоберы пойдут за 1500 золотых», – ответила Пустула самым любезным тоном. «Прошу вас, простите меня, если цена покажется вам страшной». «Ох, милочка», – не смутилась Пончик, – «нас завело куда-то не туда. Давайте начнем с самого начала». «Да, конечно», – согласилась Пустула. «Не нужно, чтобы кого-нибудь когда-нибудь вело». Пончик посмотрела на меня долгим взглядом.
«Может быть, мы слегка опоздали, но мы хотели бы кое-что купить. Думаю, нам предстоит много у вас покупать, поэтому я очень хотела бы подружиться с вами». «Подружиться?» – переспросила Пустола. «А я дружила с Тиф, с Андатрой». После этого они еще несколько минут чесали языками. У Пончика не было дополнительной скидки, право на которую должно было появиться вместе с классом магнат аллеи художников. Но у нее оставалась и бешеная харизма, так что кошка сумела уговорить хоб-гоблиншу сбросить 1000 золотых со стоимости лота. Как только покупка состоялась, я вытащил из инвентаря одну из своих зажигательных фляг и выставил ее на стол. Из чистого любопытства, сколько вы дали бы вот за это? Пустула взяла флягу, внимательно осмотрела и одобрила. «Изящный дизайн», потерла бок сосуда, потом издала невнятное хныканье, смысла которого я не уловил, поднесла флягу к лицу и лизнула. Я бросил взгляд на Пончика и прошипел: «Что за хрень?» Уже через мгновение хоб-гоблинша вернулась к серьезному тону. «Денежная стоимость слишком высока. Если бы вы использовали другой ускоритель, действие было бы не таким сильным, но и продукт вышел бы на 90% дешевле. Если бы вы открыли здесь лавку и открыли распродажу простых бутылей самогона, вы получили бы намного больше». «Сколько же это стоит сейчас? Вот как есть?» «Думаю, можно будет продать, скажем, за 7500 золотых. Я даю вам половину. Желаете продать?» «Не сейчас». Я забрал у нее флягу. Хорошо, что у меня появилась точка, от которой можно отталкиваться. Я подавил желание вытереть струйку ее слюны, потекшую по сосуду. «Хотя благодарю вас. Приятно было с вами познакомиться». «Завтра у меня для вас будет больше предложений», — сказала Пустула, когда мы уже направились к выходу. «Берегитесь метеоров», — крикнула она напоследок. «А она неплохая», — сказала Пончик, когда мы покинули кабинку. «Ей нужна помощь дерматолога и психиатра, но и только. Не могу сказать, как я обрадовалась, когда ты не ввязался в этот торг». «С отличным слухом», — прокричала нам вслед Пустула из своей кабинки с расстояния 50 метров. «Вот так-так», – пробормотала Пончик, оглядываясь через плечо. «Казалось бы, те, кто зарабатывают на жизнь взрывами, должны давно оглохнуть». Я достал из инвентаря один хоб-лобер. Если и меньше бейсбольного мяча, то разве что на волосок, при этом твердый и тяжелый. «Мать же твою!» – выругался я. «Он велик для моей рогатки». «Карл, твоя глупая рогатка никому не нравится», – отрезала Пончик. «При твоей нынешней силе ты сможешь забросить его дальше, чем забросила бы рогатка», сказал присоединившийся к нам Мордекай, вручая мне кучу трав и флаконов. «Вот что творят лобберы хоб-лобби. Это же хоб-гоблинский эквивалент взрывника». Мы оставили рынок позади и поспешно пересекли танцпол, где уже демонстрировалось итоговое шоу. Танцоры уселись на пол и упулились в экраны. Все они вели себя неестественно тихо, что сбивало меня с толку. В соседнем помещении собрались местные, и там тоже демонстрировалось телешоу. За ним следили случайные обходчики, тогда как НПС продолжали выполнять свои обязанности, делая вид, что экранов рядом нет вообще. «Идите вперед!» – подтолкнул нас Мордекай, оглядев стойку бара. «Я сейчас нагоню». «Ты так или иначе нагонишь нас, когда мы вернемся в паб», – ввернул я. «Это да», – отозвался он. «Просто не хочу пропустить ни минутки из шоу. Потом иногда что-нибудь важное не увидишь. Встретимся в пабе. Идите прямиком туда». Мы вышли из клуба в ночь. Темнота уже опустилась на город, и с улиц исчезли все стражи. Впрочем, час был еще не очень поздний, улицы продолжали жить своей жизнью. Кафе под открытым небом еще работало, в нем продавались леденцы в виде тараканов-швырятелей на палочках. И я тут же вспомнил Скрягу, нашего самого первого босса. Она, казалось, была в совсем другой жизни. Парящие орлы заполнили небо, из открытых дверей пабов лилась музыка. В проулках все еще не наступила полная темнота. Время от времени я улавливал мерцание красной точки. Пончик сказала, что красные точки обозначали в основном небольшие создания, возможно, крыс. Мы держались середины улицы. До Одноглазого Нарвала оставалось несколько кварталов. Собственно, проводить там ночь не было необходимости, но мне нравилось, что в этом заведении было значительно меньше постояльцев, чем в других аналогичных. Мы еще могли застать концовку трансляции, если бы ускорили шаг. Я надеялся, что в шоу покажут, как Люсия Мар и ее собаки буйствовали в ночном клубе. Очень уж мне хотелось это увидеть.
«Нам сюда, Монги», – сказала Пончик, выпуская динозавра на улицу. Монго материализовался перед нами с таким же хлопком, как тот, что обычно предшествовал телепортации Зев. «Ты скучал по маме? Мама по тебе соскучилась». Питомец завизжал и подпрыгнул несколько раз, взмахивая ручонками. «Сейчас мы его образумим». Я достал один бисквит для животных и бросил. Монго поймал его на лету. Жуя он рычал, но было видно, что ящерок утихомиривается. В конце концов он пристроился ко мне и двинулся рядом, а Пончик запрыгнула мне на плечо. «Он все-таки хорошо обучен», – заметил я Пончику. «Ты отлично справилась». «Еще бы!» – воскликнула кошка. «Сколько меня натаскивали для конкурсов красоты. Я-то по огромному опыту знаю, что действует и что не действует при воспитании послушания. Может быть, когда все приключения закончатся, я надиктую книгу на эту тему, а ты будешь печатать под диктовку. Кстати, я вспомнила, мы с Зев говорили о том, чтобы написать новый эпизод «Сплетницы». В это мгновение Монго издал яростный вопль и устремился в проулок. «Дьявол, Монго!» – закричал я и попытался поймать динозавра. «Пончик, держись крепко, не беги вперед!» Я побежал в проулок. «Монго! Монго!» Пончик активировала заклинание «Факел», и в воздухе разлился розовый свет. Перед нами открылась пришедшая в запустение улочка. Нет, не улочка даже, скорее тропка, но от нее отходили многочисленные ответвления, и Монго нырнул в одну из них. На карте появилось скопление красных точек и косой крест, обозначавший труп. «Мать твою мать!» Я почувствовал запах дыма, как будто горело мясо. Мы пробежали мимо нескольких вонючих мусорных контейнеров. Перед нами замаячили 4 фигуры. 3 из них на наших глазах взлетели. 4-я, высокая и тощая, была гуманоидом. И высоко поднятая рука этого гуманоида горела, распространяя дым. Монго с визгом набросился на него, а я разглядел труп. Это была арчиха Гам-Гам с развороченной грудью. 3 парившие вверху твари тоже были хорошо различимы. Это были просто женские головы. Вся требуха, которая должна была находиться внутри их тел, безжизненно свисала с перерубленных шей и крепилась к головам влажными мягкими нервами, артериями и кишками. Кровь хлестала неостановимо. 3 леденящих кровь монстра завопили, когда Пончик осветила их, стали извиваться и дергаться в вечернем небе, перекручиваться и завывать, как банши. Их внутренности и легкие просто болтались на вервях жил. В фольклоре Ирландии и Горной Шотландии предвестницы смерти. Они появляются возле дома, когда кому-то из его обитателей предстоит умереть, и оповещают об этом пронзительными воплями. Описываются в разных обличиях, от страшных старух до бледных красавиц. Обычно их видят ночью, стирающими у водоема саван будущего мертвеца. Окровавленные внутренности также их атрибут. Они растворились в темноте, но прежде успело появиться их описание. Красу, уровень 16. Персонажи фольклора народов Юго-Восточной Азии. Черт бы их побрал, да чего же они жуткие, кому под силу вынести такую гадость? Говорят, это не мертвые оболочки женщин, проживших жизнь во грехе. Красу селятся в темных углах, скрывая свои наводящие ужас истинные формы. Они алчны, и они питаются кровью ничего не подозревающих существ. Иначе говоря, это летающие головы и в то же время вампиры. И еще, они таскают с собой свои органы, чтобы... Да никто не знает зачем. Может быть, просто потому, что это ужасно жутко. Можно уничтожить голову и волочащиеся за ней органы, но Красу не умрет по-настоящему, пока вы не отыщете и не уничтожите остальное тело. Убийство этого моба не увеличит ваш опыт, пока вы не сделаете его мертвым. Совсем мертвым. Предупреждение. Это моб призрачного класса. Причинить им вред можно только при помощи магии или магического предмета. Монго завизжал и накинулся на последнюю оставшуюся фигуру, ту, у которой горела рука. Моб исчез в мгновение ока и материализовался перед нами. «Последняя битва здесь и сейчас», – проскрежетал гуманоид эльф и засмеялся кудахчущим смехом. Его рука перестала источать дым. «Может быть, вы испугнули Красу, но со мной этот номер не пройдет. Всю жизнь я готовился к этой минуте. Я прибег к черной магии, чтобы заманить вас в свою ловушку. Карл и Пончик, святотатцы, готовьтесь испытать конечную смерть». Его руки стали приобретать красный оттенок. «Теперь смотрите, как я
Я пнул его ногой в живот, и в тот же момент магическая ракета Пончика ударила его в шею. Голова эльфа отвалилась, когда он взмыл над землей. Я почувствовал, как моя нога раздавила его гениталии и раздробила кости таза. Мертвый, безголовый эльф шлепнулся на землю тяжелой кучей, и нас обрызгало фонтаном крови. Его голова неуклюже, как плохо надутый футбольный мяч, прокатилась по земле и остановилась перед Монго. Динозавр поднял ее и принялся перебрасывать с лапы на лапу, как игрушку. Долгое время ни Пончик, ни я не произносили ни слова. Я медленно повернул голову, чтобы взглянуть на кошку. «Что за хрень это была?» – спросил я. Глава 17. Я осмотрел труп эльфа и очень пожалел, что не сделал этого раньше, так как с трупа можно получить куда меньше информации. Висенте, городской эльф, уровень 16, труп с лутом. Убит обходчиком, великим победителем, лучшим в подземелье принцессой Пончик при содействии обходчика королевского телохранителя Карла. «Ха», – высказалась Пончик, – «у меня есть кредит на убийство». «Допустим, ты отстрелила ему голову, но этот только саданул в промежность». «Ну да, не по-мужски как-то, Карл. Я думала, по яйцам под запретом среди парней». «Не хотелось бы, чтобы это вошло у меня в привычку», – сказал я. «Но если это на пользу, значит на пользу». Зев. «Да, Карл, постарайтесь этого избегать, если возможно. Некоторые зрители уже прислали разочарованные комментарии». Карл. «Траха ради. Честно, я обойдусь без очарованных комментариев». Пончик. «Готова спорить, система ИИ в восторге». Городской эльф Висенте накопил в своем инвентаре почти 1500 золотых. Кроме этого, у него имелся только один предмет – свиток, который взяла себе Пончик. Это было заклинание под названием «Крючки для туш». Это самое заклинание заставило Монго убежать в проулок. «Я знала, что он хороший мальчик», – заметила Пончик. «Просто пошел на зов, которому не смог противостоять». Монго, жующий голову эльфа, рычанием подтвердил ее слова. Заклинание призвало всех окрестных плотоядных питомцев оставить владельцев и потянуться на зловоние горящего мяса. «Береги это заклинание», – посоветовал я Пончику. «Нам не предугадать, когда оно пригодится». «Он знал наши имена», – протянула Пончик, разглядывая труп. «А ты видел этих летающих чудищ?» «Их спугнул твой свет», – отозвался я, вглядываясь в темноту. «Пусть так будет и дальше». Больше в инвентаре эльфа не было ничего, зато на нем была надета до странности знакомая рубаха. Рубашка от военной униформы, которая выбивалась из общего городского пейзажа. Черная, с застежкой впереди. Будь она синей, я бы поклялся, что она принадлежит комплекту рабочей формы одежды береговой охраны США. В армии я носил такие рубашки ежедневно. «Смотри, Карл!» – окликнула меня Пончик. «У него на рукаве нашивка». Она вгляделась пристальнее. «Тут две нашивки, точнее нашивка и шифли. Рукав пришит вручную тамбурным швом. Шифли – это тип вязальной машины. Аккуратная работа, но сделана не на той шифли, что нагрудная нашивка». «Что такое?» Я тоже посмотрел на две нашивки. «Ты о чем толкуешь? Что это еще за бесовщина такая шифли?» «Тсс», – предостерегла меня Пончик. «Я не знаю, как я это поняла. Шифли – это тип вязальной машины. Наверное, я это видела в каком-то фильме или телепередаче». Нашивка на плече была в форме щита и представляла собой перекрещивающийся на фоне дерева фонарь и волшебную ленту, которой держала когтистая лапа. Похоже на нашивку боевой единицы армии США, но с надписью на синдикатском стандартном «201-я магическая оперативная группа охраны». Вторая нашивка была именная – Висенте, и все. Никаких знаков различия, вообще ничего, даже указания на армию, подразделением которой была 201-я группа охраны. Из-за отсутствия этой детали рубашка казалась подделкой, киношной бутафорией, а не настоящей военной формой. Я стянул черную рубашку с обезглавленного эльфа и забросил ее в свой инвентарь. Когда вернемся в паб, покажу Мордекаю. Мы подошли к трупу Гам-Гам. Мы видели Арчиху всего несколько часов назад, когда она вытаскивала из города трупы проституток. Ее глаза смотрели вверх, как будто обвиняя. Я обещал помочь ей, но не собирался этого делать. Гам-Гам, орк, уровень 5, труп с лутом. Не говорилось, кто ее убил, но, судя по ранам, развороченной груди и отсутствию крови, я подозревал, что убийцами были те три красу. Меня передернуло. «Почему этот скот сказал, что всю жизнь готовился к схватке с нами?» – спросила Пончик. «Мы всего 2 дня на этом этаже». Она как зеркало отразила мои мысли.
Очевидно, это подсказка для квеста. Все, что произошло, слеплено на скорую руку, чтобы мы продолжали расследование. Разумеется, в инвентаре Гам-Гам нашлись 4 золотые монеты и 2 бумажки. На одной значилось входной пропуск, на другой – таинственное письмо. Вздохнув, я забрал обе. «Славная была тетя для орка», – отметила Пончик. «Правильным делом занималась. Теперь мы обязаны закончить квест». «Почему?» – не понял я. «Потому что ее убили. А убили, возможно, именно для того, чтобы дать нам квест», – объяснила Пончик. «Если бы не мы, она, наверное, сидела бы сейчас в баре и поджидала кого-нибудь другого, чтобы попросить помощи». Мать твою, Пончик. Конечно, кошка была права. В безжизненных глазах Арчихи отражалось Пончиково заклинание «Факел». «Она не настоящая», – подумал я. «Она реквизит, манекен в шоу с высокими ставками». Но действительно ли это так? Передо мной лежала реальная сущность, биологическая. Да, она верила в фантом, в иллюзию, но сама она была из плоти и крови и не была ни в чем виновата. Умерла просто потому, что кто-то переписал сюжет. Умерла, как и все те проститутки. Вам меня не сломать, и катитесь вы все. «Кажется, мне больше нравилось, когда ты рассуждал не так разумно», – проворчал я. «Я разумно всегда, Карл». Мы отправились обратно в свое прибежище. Я не хотел дальше терять время в проулке, мы пропустили концовку шоу и слушали объявления по городскому громкоговорителю, пока шли. Ничего нового или интересного. Еще день, еще некоторые события. Некое друидическое заклинание испарило с улиц деревянные настилы, предположительно неуничтожимые. На улицах появились провалы, засасывающие прохожих, и они стали пропадать с карты. Пап остался таким же, каким был накануне вечером. Там, где тогда сидела Гам-Гам, теперь устроилась пожилая пара НПС человеческого рода. Они что-то ели и разговаривали между собой. Фитц в роли бармена приветствовал нас улыбкой. «Клиентов с возвращением!» – воскликнул он. «Ваше Величество, всегда честь!» Мордекай телепортировался в паб уже назюзюкавшимся. Он попытался дать мне пьяным голосом наставление по приготовлению зелья собачий волос. Требовалась клейкая травка, которая испускала запах окры в сочетании с запахом медицинского спирта. Окра – растение со съедобными плодами, напоминающими стручки зеленого перца и фасоль. Семена содержат масло, похожее по вкусу на оливковое. Моя первая попытка провалилась, вторая оказалась успешной и принесла мне 3-й уровень в алхимии. «Забрел немного не туда», – признался Мордекай, выпив свое зелье. «Но я собирался пробыть там пару минут, не больше. Ты видел ту кентавриху у бара? Она предложила мне купить несколько глотков. Где вас так долго носило?» Я рассказал ему о случившемся и приготовил несколько дополнительных порций зелья собачий волос. Фитц предложил нам комнату на ночь и ужин с тем, что в уплату он возьмет 3 порции зелья. Ингредиентов у меня было достаточно, я мог приготовить искомое без алхимического стола, поскольку не требовалось ни кипятить, чтобы там ни было, ни эмульгировать. «Военная?» – переспросил Мордекай. «Необычная вещь, дай-ка посмотрю». «Нет», – отрезала Пончик. «Покажем, но через минуту. У нас с Карлом есть фанатские ящики, мы еще не успели их открыть. Мои зрители отдали время и энергию на то, чтобы выбрать призы и проголосовать. Так что я прямо сейчас займусь ими». Я переглянулся с Мордекаем. Он же раз 10 предупреждал нас, что фанатские ящики нижних уровней обычно лабуда. Хорошо то, что, как правило, в этих ящиках нет ничего ужасного или опасного для здоровья. Созданный системой перечень возможностей в изобилии включал случайные, даже абсурдные предметы. Нередко в голосованиях участвовали тролли, и оттого в списках оказывалось что-то абсолютно нелепое и бесполезное. Мордекай рассказал, что в своем первом ящике получил секс-игрушку для небесных птиц. Позже фанатские ящики будут иметь больше смысла, в них станет появляться что-нибудь получше. У меня был золотой ящик, что означало, что фанаты, голосуя, хотели порадовать своих любимцев. Но даже такие ящики часто оказывались дрянными. Фанатам нужно было реально платить, чтобы проголосовать за что-нибудь приличное для их фаворитов. Взнос при голосовании стремился к нулю, но этого было достаточно, чтобы удерживать людей от игр с системой. «Я приступаю», – объявила Пончик. Я приготовился к сюрпризам. Ящик открылся, и кошка ахнула. «Ура, Карл! Карл, ты только посмотри!» Я почувствовал, как желудок ухнул куда-то вниз. «Негодяи», – подумал я. Небольшой фотоснимок в рамке. Фотография Беа. Квадратная, скачанная непосредственно со страницы в Инстаграме.
То самое фото, которое вызвало мой разрыв с ней. На фото она в бикини, смеется. И сидит на коленях своего бывшего парня, обвивает рукой его шею, делая селфи. Парня звали Брэд. Частично строитель, частично модель. Я знал это, поскольку это сообщала единственная строчка в его профиле. Его идентификатор в Инстаграме Brad the Chat 69. Вероятно, самое придурочное имя в истории человечества. Он всегда выпячивал губы на фотографиях. В жизни я никогда его не видел, поэтому мне казалось, что он вечно испражнялся перед камерой. «Как же здорово!» – вопила Пончик. «Ура! Ура! Как я рада!» Зев говорила, что хотела бы посмотреть на ее фотографию. «Гляди, Мордекай, это мисс Беатриса и ее друг. Гляди, Монго, это твоя бабушка. Фитц, подойдите, посмотрите на мисс Беатрису. Правда красивая?» Мордекай не стал смотреть на фотографию. Он не спускал встревоженного взгляда с меня. Я ожидал, что мне будет больно, но внезапно понял, что ничего не чувствую. А это означало пройденный этап. Тогда я сказал себе, что не люблю драмы, и сам бросил Беа. Это было правдой, но все-таки я был расстроен, хотя и лгал себе, говоря, что это не так. Но это чувство ушло совсем. И как оно могло не уйти после всего, что произошло? Это осознание позволило мне ощутить, как с моих плеч свалился груз, о котором я даже не подозревал. Реакция Пончика на подарок заставила меня не на шутку заволноваться, хотя принцесса, по крайней мере, осталась довольна призом. Все могло быть намного хуже. Я улыбнулся, посмотрел в потолок, очень подчеркнуто пожал плечами. «Ты думала, мне будет интересно? Ну, не удивила, так хотя бы попробовала. Карл, открывай же свой приз, может, там тоже фотка?» Я вздохнул и кликнул на свой ящик. Если там что-нибудь страшное, что-то приготовленное для того, чтобы расстроить Пончика, я заброшу эту штуку в инвентарь, и Пончик ее не увидит. Корзины я не ожидал. «Это еще что за черт?» – спросил Мордекай, едва она появилась. Он осмотрел ее, и его глаза округлились. «О!» – произнес он. «У тебя хороший приз. Должно быть, провокаторы истратили всю фантазию на приз Пончика». «Это ты о чем?» – поинтересовалась Пончик, рассматривая странный плетеный предмет. С виду он напоминал большой совок в форме банана. На нем на странном ремешке висело несколько пряжек. «Что это за штука?» Пончик начала читать описание. «Не понимаю, что? Как это надо произносить? Хестра?» Мне описание не понадобилось. Как только приз появился, я уже точно знал, что это. Пряжки имели необычную форму, но мой мозг уже понял, как все это применяется. «Эй, Фитц!» – окликнул я хозяина. Он был уже рядом, подошел, чтобы взглянуть на фотографию Беа. Он все еще сжимал снимок в пальцах и тер стекло, как будто гладил груди Беа. «У вас найдутся апельсины?» Фитц как будто удивился тому, что мы еще оставались здесь, и быстро положил фотографию на стол. «Думаю, да», – сказал он. «Дайте мне, пожалуйста, штуки 4 или 5», – попросил я. Когда он удалился в кухню, я взял корзину, засунул в нее руку. На вид она казалась сплетенной из прутьев, на самом же деле это было легкое вещество вроде металла. Мой мозг мгновенно перебрал возможные предположения, и как же странно, знание пришло ко мне с зельем земного увлечения, вошло в меня в один миг. В свое время я получил навык баскская пилота. Тогда я предположил, что это боевое искусство. Нет. Это вид спорта, более известный под названием хай-алай. Сложный скоростной спорт вроде сквоша. Игроки носят корзинки и бросают мяч в стену. Дьявольски опасная игра, несмотря на шлемы. Маленькие твердые мячи отскакивают и летают с такой скоростью, что вполне могут снести голову ко всем чертям. Подарок, который достался мне в фанатском ящике, назывался хиестрой. И это был совок, который игрок надевает на руку. Обычно к нему присоединяется кожаный рукав, который можно затянуть, чтобы совок не отлетал. Этим совком-корзинкой играющий ловит и швыряет мяч. А благодаря форме корзинки и весу мяча достигается просто огромная скорость его полета и сила удара. Особенно если правильно развернуться и выбросить вперед руку. Я никогда не играл в эту игру, хотя у одного из моих командиров был похожий предмет, предназначенный для забрасывания теннисных мячей на большие расстояния. Вообще-то это была штука для тренировки собак, но мой шеф использовал его для того, чтобы бросать вишневые бомбочки на лед в Северном Ледовитом океане. Черри бомбс – род взрывающегося фейерверка. Однажды он позволил мне попробовать, и я запомнил, как далеко улетела такая петарда.
В этот самый момент я осознал, что мелькнувшее воспоминание о том, как я бросал петарды на лед посреди белого нигде, и стало триггером для всех событий, которые привели меня к обретению этого приза. Трудно сказать, были ли известны системе мои воспоминания, но предназначенный для меня план был очевиден. Мне больше не требовалась рогатка. Этот новый предмет был лучше, гораздо лучше. Я натянул хиестру на запястье, неловко действуя зубами и левой рукой, застегнул первый ряд пряжек. Закругленный совок сантиметров 70 ощущался как гигантский ноготь, как естественное продолжение руки. Когда этот совок был на мне, он лишал меня возможности бить кулаком или формировать рукавицу, но я чувствовал соприкосновение тыльной стороны ладони с поверхностью, напоминавшую пластик. Любой предмет, который я доставал из своего инвентаря, мог скользнуть в ловушку. И наоборот, я мог подцепить этим когтем любой предмет, который оказывался поблизости. Хиестра не была магической, во всяком случае об этом не говорилось. Принципы ее действия механические, только она была изготовлена при помощи какой-то изощренной технологии. И в ней имелась одна хитрость. Второй ремешок, располагавшийся чуть ниже локтя, был снабжен небольшим вытяжным кольцом. Я потянул за него, и совок обвился вокруг руки на манер металлического нарукавника. Быстрое и гладкое движение. Как только совок втянулся, я сжал кулак, чтобы убедиться, что не лишился способности образовывать рукавицу. Да, прием был по-прежнему эффективен. Причем рукавица точно подходила для диаметра хиестры, как будто эти предметы были созданы друг для друга. Теперь отсутствие правого рукава моего пиджака не так бросалось в глаза. «Ваши апельсины», – объявил Фитц и выложил на стол 5 штук. Я забрал их в свой инвентарь и посмотрел на входную дверь зоны безопасности. Как мне было известно, она была наиболее прочным предметом из всех, что имелись в этом помещении. Вытянул свой приз, закатил один апельсин в ладонь. Я боялся, что он окажется велик для хиестры, но она автоматически расширилась. «Эй, вот это на самом деле классно!» Я занес руку над головой. Апельсин вылетел из совка и врезался в центр двери. И разбился напрочь. «Эй!» – с досадой выкрикнул Фитц. «Ура!» – воскликнула Пончик. «Просто чудо! Повтори! Фитц, принеси ему яблок и слив!» Фитц оставил сожаление об испачканной двери и устремился в кухню, выполняя приказ. Я постарался попасть следующим плодом в то же место. Промахнулся на волосок, но уже почувствовал, что мой навык растет, а значит, точность обязательно придет. Нужно было выйти из паба и испытать дальность броска. Теперь я мог метать свои снаряды намного быстрее. Будь у меня камни или металлические шары, я смогу нанести противнику немалый ущерб. Я рассчитывал на развитие силы и телосложения, но встал вопрос о точности бросков, следовательно, нужно было подтянуть ловкость. Вкидывать туда баллы при любом подходящем случае. Я попробовал потренироваться с теми скудными боеприпасами, которые приготовил для клуриконской рогатки. Камешки были разного размера и потому не слишком подходили для метания. Хиестра сделалась тоньше, но этого оказалось недостаточно. Попадания и промахи были непредсказуемы, так как я не контролировал движение камней по совку. «Карл, Зев, вы победили, рогатки больше не будет». Зев: «Я! Это волнует зрителей. Я рада, что вы пришли к такому решению. Прошло закрытое голосование, и на него было вынесено нечто совершенно неуместное». Карл: «Что именно?» Зев: «Вы же знаете, я не вправе вам сказать». «Мне нужно сформировать боевой арсенал и собрать побольше этих самых хоблоберов», – сказал я, завершив переписку. Пара людей, сидевшая в углу зала, поднялась и убежала, когда я начал изображать апельсинового ниндзя. «Это только вершина айсберга», – заметил Мордекай. «Ты сам сможешь изготавливать дымовые бомбы, а я приготовлю другие снаряды, вроде ядовитых пакетов и вообще, чего только душа пожелает. Я знаю рецепт вещества, похожего на резину, которое разлетается при ударе о препятствие. Но для этого нам понадобится алхимический стол». Я кивнул и извлек из инвентаря один хоблобер, чтобы ознакомиться с его свойствами. Плавкий хоблобер хоб-гоблинов. Тип – метательный разрывной. Эффект – взрывает дрянь. Статус – 150. Повышенная прочность. Хоблобер есть опора хоб-гоблинов. Стабильный, полностью предсказуемый тактический заменитель динамита, более практичный. Вы рады? Но прежде чем бросать его, убедитесь, что фитиль зажжен. Никаких гарантий от преждевременного взрыва, но это лучше, чем ничего, ага.
«Сбился с ритма», – пробормотал я. Круглая бомба отлично подходила для Хиестры по размеру. Небольшой минус заключался в том, что у хоблоберов этого типа требовалось поджигать фитиль. Можно было бы вернуться к полоумной хоб-гоблинше Пустуле и приобрести у нее бомбы, поджигаемые дистанционно. Впрочем, если разобраться и с этими бомбами, можно сделать многое. Многое, особенно когда Мордекай приложит руки к нашему алхимическому столу. Я подбросил тяжелую бомбу в воздух и поймал ее. Все присутствующие, даже Монго, посмотрели на меня с ужасом. Стабильность моего орудия осталась на уровне 150, я мог бы ударить по нему, и оно бы не слетело. К тому же мы находились в зоне безопасности. Тем не менее, мои спутники смотрели на меня как на помешанного. Мне вспомнился гоблин-взрывник, который проделывал нечто подобное, когда мы проходили мимо. Тогда я подумал, что он взбесился. Я убрал бомбу и смущенно улыбнулся. «Иногда я боюсь за тебя», — сказала Пончик. «О, я знаю, что это такое», — кивнул Мордекай, когда я протянул ему рубашку. «Это было на городском эльфе, так?» «Точно так», — ответил я. «У меня не было возможности прочитать описание, поэтому мы с Пончиком просто убили его. Так в чем загвоздка?» «Ты не должен видеть настоящих военных в униформе на этом этаже, за исключением стражей и, может быть, некоторых мобов. Но непременно встретишься с организованным военным присутствием на 9-м этаже, возможно, и на 6-м, и ты не предугадаешь, что ждет тебя на других уровнях. Единственные придурки, которые способны предстать в таком виде, это городские эльфы. Они собрались в банду и называют себя 201-я группа охраны». «Ух», – выдохнул я, – «я-то представил себе вооруженное соединение». «Дебилы! Вот кто они такие!» – отрезал Мордекай. «Встречаются, как правило, в крупных городах, но попадаются и в поселках средней величины, где правят бал небесные птицы. Я должен был предвидеть, что они окажутся здесь». «Они что, наемники?» – спросил я, забирая у Мордекая рубашку. «Чокнутые отставные вояки», – фыркнул он. «Существуют разные типы эльфов. Есть высшие эльфы, как семейка твоей элитной подруги. Это колдуны, обитающие в лесах. Тебе, наверное, такие знакомы лучше прочих. Есть темные эльфы, эльфы ветров, эльфы-гоблины и еще с десяток других. Ну вот, есть и городские эльфы». «Мне он показался просто обычным эльфом», – сказала Пончик. «Маленько не в себе, и он знал наши имена». «Откуда он вас знал, не могу сказать», – признался Мордекай. «Ясно одно. Вы столкнулись с тем слоем общества, где верят в самые безумные явления. Например, что инопланетяне ходят по улицам среди людей. Или что ящерицы захватили верхние эшелоны государственной власти. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», – ответил я. «Но сейчас эти утверждения уже не кажутся безумными. Ты согласен? Вы, друзья, действительно расхаживали среди нас?» Мордекай хихикнул. «Мы, да, но не рептилии. Гады образовали мировое правительство. Изволь. У последней рептилии, с которой я встречался, не хватило бы ума даже составить расписание матчей придуманной футбольной лиги. В общем, я имею в виду дикие фантазии о теориях заговоров. Я о людях, которые верят в установление контроля правительств над умами, в тайные общества, в микрочипы, внедряемые в мозги через сотовые телефоны и тому подобную дребедень. Не о ваших недоумках-конспирологах, а о тех, кто выходит за всякие рамки, кто носит шапочки из фольги и пьет серебряную воду, кто покрывает свои автомобили безумными шизофреническими письменами об исходящих из туалетов радиосигналах. Я хорошо понимаю, о чем ты. Значит, городской эльф. Они выделяются в особую расу, потому что отличаются совершенно необыкновенной глупостью. Высшие эльфы относятся к ним как к генетическому браку, просто изгоняют из общества. Все эльфы ведут свое происхождение от высших, которые наловчились отсекать ненужные подвиды и практикуют полномасштабный геноцид. Так происходит, когда ты живешь вечно и продолжаешь производить детей. Вот городские эльфы и собираются в городах. Молодые и самые тупые из них пробираются в 201-ю группу. Массовое, скверно организованное ополчение, которое мнит себя регулярным родом войск и ставит перед собой одну цель – защищать небесных птиц от земных созданий. Я рассмеялся. Как? Они и есть земные создания, разве нет? Ну, они считают небесных птиц ангелами, убеждены, что все нелетающие создания завидуют нам, то есть небесным птицам, хотел я сказать. Что все люди и все прочие, у кого нет крыльев, хотят уничтожить небесных птиц, уверены, что когда скалопендра применяет свой удар 9 степеней,
то одна из степеней основана на заклинании, которое внушает земным созданиям желание убивать небесных птиц. Это абсолютно неверное представление. Люди, стремящиеся убивать небесных птиц, просто подонки. Не нужно никаких заклинаний, чтобы они ненавидели птиц. «Да почему же?» – изумился я. «Что за дело эльфам?» Мордекай вздохнул. «Это долгая и запутанная история. Мы подобрались к предмету, который я собирался затронуть позже, хотя мы его уже касались. Боги и богини, божества, встроенные в игру. Мы потом рассмотрим, что они такое на самом деле. На этом этаже у вас нет необходимости в это вникать. В любом случае, вам просто нужно знать, что эльфы поклоняются матери дуба, матери всех богов. Ее имя – Апито. В одной истории об Апито говорится, что для того, чтобы сохранить дорогу на небеса, ангелы Апито должны оставаться свободными и живыми. А совершенно другая история свидетельствует, что Апито назвала небесных птиц благословенными. Есть еще и третья история – Апокриф. Апито сказала, что благословенны только ангелы. В той же истории она утверждает, что мы должны остановить насилие над ангелами, а если оно будет продолжаться, то мир погибнет. Эрго, следовательно, латинский, эта безумная секта изгнанных эльфов проповедует культ судного дня и посвятила себя защите небесных птиц в преддверии того дня, когда древесная богиня уничтожит вселенную. Ничего себе! А как сами небесные птицы воспринимают эту публику? Спросил я. Мордекай ответил не сразу. Небесные птицы – неоднородная масса, как и люди, но на этом уровне они малость другие. По большей части они не религиозны. В целом они враждебно относятся к бескрылым. Они видят в вас обслугу, считают вас ниже себя. В мифологии вулканических уровней небесные птицы – правители лесистых районов в охотничьих хозяйствах. Так что, когда эльфы появляются в городах, они часто валятся на землю, пускают слюни и отбивают поклоны. На них смотрят как на развлечение, как на шутов. Никто не воспринимает их серьезно. Они носят свою идиотскую униформу, кривляются. За все время, что я живу здесь, никогда не видел, чтобы из них вышло что-нибудь путное. А эта история с ангелом стала для них еще одним подтверждением их правоты. К тому же у них в ходу самые дикие теории и убеждения. Все, кому не лень, издеваются над ними. И я никогда не слышал, чтобы они на самом деле применяли насилие. «Ладно, мы-то выясним, что тут происходит», – вступил в разговор Пончик и застыла на мгновение, отправляя в инвентарь фотографию Беа. «Я решила, что мы пройдем этот квест, и нас ничто не остановит. Вот так, Мордекай». «Это точно?» «Гам-Гам умерла из-за нас. Карл, Монго и я обязаны исправить ошибку». Мордекай поглядел на нее, затем пожал плечами. «Раз уж вы решили, я вам не папа, я ваш наставник. Вы знаете, что я думаю о квестах на этом этаже. Но пусть будет так, если вы настроены искать и убивать при любой возможности». На мордочке Пончика отразилось удивление, затем торжество. По замешательству на лице Мордекая я понял, что он уже определил. Мы завязли в этом квесте, желаем мы сами того или нет. Через нечто похожее мы прошли тогда, когда нас похитила и лишила воли повелительница печатей. «Гам-Гам погибла?» – вскинулся Фитц, широко раскрыв глаза. «Это Арчиха, Гам-Гам!» «Увы, это так», – подтвердил я. «Убита тройкой Красу». «Ох, нет же, нет!» – запричитал Фитц. Позвольте, я присяду. Гам-Гам умерла. Моя лучшая клиентка, не могу поверить. Красу. Никогда бы не подумал, что они ее достанут». И хозяин удалился в кухню. «Я намерен сегодня напоить его в усмерть», – сообщил нам Мордекай. «Тогда пошарю по его запасам и посмотрю бюллетень рассылки». «Значит, мы действуем?» – спросила Пончик. «Проходим квест? И на этот раз я буду бодрствовать? Это прекрасно. Давайте раскроем тайну. К чему приступаем?» «Давай осмыслим то, что нам уже известно», – начал я. «Есть мертвые проститутки. Они попали в город откуда-то со стороны. Упали с неба. По их телам видно, что их замучили до смерти. Далее, судя по ранам на плечах, их хватали когтями. Возможно, небесные птицы. Мы сказали, что сделаем что-нибудь, и всего через несколько часов женщина, позвавшая нас на квест, погибла. На нас напал этот спятивший эльф, который был в одной шайке с 3 монструозными дамочками, у которых вываливаются внутренности. Что еще? «У тебя есть 2 бумаги», — напомнила мне Пончик. «Точно. Я вытащил предметы из инвентаря. Таинственное письмо, сложенный лист с пятном крови. Я развернул его.
Письмо было коротким, написано на языке, которого я не знал. Закорючки до треугольнички я просмотрел его свойства. Таинственное письмо. Это пропитанное кровью письмо носило с собой Арчиха Гам-Гам. Оно на совсем чуждом языке. Подсказка? Или список покупок? Ни хрена не прочитать его. И как узнать? Я передал лист Мордекаю и развернул другой. Входной пропуск. Когда вы идете по улицам любого селения в границах над города, безмозглые меченосные стражи начинают артачиться, ежели у вас при себе труп. У них черно-белое воззрение на законность, и в их глазах власть закона абсолютна. Конечно, если у вас нет входного пропуска. Это письмо избавит вас от назойливости городских стражей, если вы не будете чрезмерно щеголять своими криминальными намерениями. Пропуск действителен только в границах того городского владения, в котором он выпущен. В самом документе говорилось следующее. Входной пропуск. Предъявитель сего действует по нашему распоряжению. Магистрат Перопат. «Не этого я ожидал», – вздохнул я. «Надо полагать, это был пропуск для выхода из-под ареста. Я убрал его в инвентарь». «Я узнаю текст», – сказал Мордекай, не выпуская из рук таинственное письмо. В его голосе звучала нервозность. «Я не могу его прочитать, но эти запятушки знаю. Это некроскрипт, шрифт мертвецов. То, что используют немертвые маги. Возможно, это особый вид свитка, но прочитать его может только тот, кто обладает соответствующим навыком в языке». «Это имеет какое-то отношение к некромантам?» – поинтересовался я. «Может, да, а может и нет. Когда я говорю «немертвые маги», я употребляю эти слова в буквальном смысле». «Те Красу как раз были настоящей нежитью», – сказал я. «Система назвала их призрачным классом. Обычно Красу – это пособники, пособницы у кого-то. Я думаю, что вы, друзья, столкнулись с личами». «Что такое личи?» – спросила Пончик. Я ответил. Знал ответ благодаря игре «Подземелья и драконы». Так называют немертвых магов, обреченных на вечную жизнь. Лич – труп, английский. Лич – маг-некромант. Он приносит в жертву человеческую душу, заключает свою собственную в некий предмет, уничтожение которого приводит к исчезновению мага. Например, сундук Кощея Бессмертного. Многими чертами лича обладают помимо Кощея Саурон из «Властелина колец» Толкина, Волан-де-Морт из романов Роулинг о Гарри Поттере. В большинстве современных книг, фильмов, компьютерных игр современного фэнтези личи действуют под собственным названием. «Вроде того», – подтвердил Мордекай. «Довольно-таки отвратные монстры, хотя и умное дерьмо». Я задумался, как связаны личи с этой пакостью из 201-й группы охраны. «Фитц, родной, ты не мог бы подойти к нам?» – позвала Пончик. Владелец паба появился на пороге служебной комнаты. Он вытирал глаза, несомненно, только что плакал. «Да, Ваше Величество, ты говорил, что боишься за Гам-Гам, что ее обидят Красу. Что ты имел в виду? Откуда тебе вообще такие вещи известны?» Напор Пончика произвел на меня впечатление. Я предпочел ничего пока не говорить. «Она мне сама говорила», — принялся объяснять Фитц. «Она искала этих падших женщин. Но иногда она говорила, что слышала кого-то, когда заходила в проулки даже глубочайшей ночью. Ходила и, по ее словам, видела этих Красу. Они пугали ее. У нее бывали кошмары по ночам, но она жалела этих женщин. Ей снилось, как одна падала с неба, не мертвая. А потом просто сидела и умирала, и некому было взять ее за руку, некому было сказать, что все будет хорошо. Матушка Гам-Гам была одной из этих мадамок, так что, сами понимаете, ночная леди, и умерла, когда ее ножом закололи. Гам-Гам нашла ее на утро, она просто сидела на крыльце, притащилась домой и там, возле дома, умерла. За ней тянулась красная полоса в полкилометра, и никто не помог. Гам-Гам после этого зверски быстро повзрослела. Вот и прижилась в ней слабость к этим дамочкам. Лучшая она из орков, такую больше не встретишь. Чем-то жутким от нее разило, а я все-таки любил ее. «Так Красу обычные обитатели этого города?» – спросил я. «В этом городе нет понятия «обычный монстр», – сказал он. «Но то, что немертвые таскаются по улицам, а магистрат – темный священник, точно странно. Магистрат не управляет немертвыми. Думаю, если бы там о них знали, то быстро запретили бы этим головенкам летать почем зря. Гам-Гам говорила, что жаловалась, и магистрат разрешил ей выносить трупы». Я обменялся взглядами с Пончиком. «Магистрат, значит? А вы знаете, где контора начальника?»
Пончик настояла на том, чтобы поставить фотографию Беа на столик возле кошачьего дерева, на котором она спала. Монго обрадовался фотографии в рамке куда меньше, чем Пончик. Собственно говоря, он пару раз принимался шипеть, и Пончику пришлось его утихомиривать. Через некоторое время я похвалил его и почесал ему макушку. Он пожевал воздух, испуская искры своими заколдованными насадками для клыков. Я решил обойтись без чтения. У меня были книги Луиса Ламура, но нам предстояло рано вставать. Интервью было назначено на более ранний, чем обычно, час, а я хотел перед этим проведать нашего магистратского управителя. Но таинственное письмо я достал и всматривался в символы, стараясь их запомнить. Хотя кошачье дерево было установлено по настоянию Пончика, сама кошка прыгнула ко мне на шею и устроилась на ней. «Спокойной ночи, Карл», — сказала она. «Спокойной ночи, Пончик», — ответил я и погладил ее по голове. «Пообещай, что ты не дашь мне умереть, как мама Гам-Гам», — вдруг попросила она. «Или как сама Гам-Гам. Ведь она, наверное, тоже была одна, когда умирала. Ей, должно быть, было страшно». «Не бойся, Пончик», — сказал я. «Мы выведем, кого надо, на чистую воду, и они ответят за то, что сделали». Тумп. Что-то ударило в крышу дома как раз над нашими головами, а потом скатилось с крыши и с грохотом ударилось о землю. Утром нам предстояло обнаружить в проулке у стены паба изувеченное, голое, обескровленное тело проститутки. На нем читались слова «не выйдет». Глава 18. Время до крушения уровня 3 дня 16 часов. Просмотры 1,9 квадриллионов. Последователи 72 триллиона. Любят 13,1 триллион. «Пожалуйста, мы хотели бы попасть в магистрат к Пиропаду», произнесла Пончик сладчайшим из своих голосов. Добраться до этой конторы оказалось то еще задачей. В городских административных зданиях отсутствовали первые и вторые этажи, и нам пришлось применить Пончиково заклинание «Прыгун через лужи», чтобы телепортироваться с крыши посудной лавки на площадку перед входом в городскую ратушу. Незадолго до этого Пончик достигла 5-го уровня в этом заклинании, что освободило ее от ограничения возможных перемещений зоной прямой видимости. Другими словами, стали возможны прыжки на большую высоту. Не самое значимое усиление заклинания, но в результате польза прыгуна через лужи увеличилась. Задержка с активизацией заклинания сократилась с 10 секунд до 2. Правда, время перезагрузки от одной активации до другой осталось прежним, все те же 5 часов. В этом состоял главный недостаток заклинания. Так или иначе, мы прибегли к нему. Попав в здание через вход 3-го этажа, мы тут же столкнулись с 2 городскими меченосными стражами. Они стояли невозмутимо, игнорируя нас, когда мы проходили вглубь помещения. «Как они сюда попадают?» – спросила меня Пончик. «Представления не имею. Отрыбь берет». Пончик сначала возражала, но я убедил ее взять Монго на эту экскурсию. Самым неправильным было бы оставить нашего цыпленка в опасности, когда мы собирались всего лишь поговорить. «Он будет нашим резервом», — сказал я Пончику, «нашим секретным оружием на случай, если придется уходить оттуда с боем». Кажется, они оба приняли этот довод. Мордекай просветил нас насчет того, что в каждом из подобных городков местная власть устроена на свой особый манер. До катаклизма небесные птицы доминировали во всем надгороде. Сейчас их поселения оказались разбросаны, однако те из них, что остались под контролем орлов, такие как этот городок, сохранили прежние властные структуры и при этом вышли из-под надзора. В результате шеф магистратуры Пиропада заделался большим начальником поселка. В прежние времена он был бы подотчетен губернатору области, а тот, в свою очередь, канцлеру. Над тем еще какая-то шишка. Наверное, в Стольном Граде на 9-м этаже. Этот же 3-й этаж был в сущности торговым центром, который обслуживал только небесных птиц. Административное здание, в котором размещался магистрат, находилось точно над этим этажом, но любому посетителю приходилось проходить через эту секцию. Торговые места напомнили мне магазины в аэропортах. Сплошь дорогая мелочевка вроде шелковых халатов, модных шляп и свитков. Причем, хотя редкие покупатели были орлами, клерки и продавцы за прилавками все были не орлиной породы, в основном изнуренного вида женщины человеческой или эльфийской расы. Орлы-покупатели рявкали на них и всячески оскорбляли. Мы прошли по длинному и широкому коридору, по бокам которого тянулись торговые точки. От входа до лестницы вдоль всего коридора тянулся красный ковер. Я с радостью увидел, что эта лестница не была вертикальной, как другие в подземелье.
На наших глазах по ней взбежала какая-то женщина-человек. В руках у нее была синяя папка со стопкой бумаг. «Им все-таки нужны лестницы, чтобы подниматься», – прокомментировал я. «Это не объясняет, как они вначале попадают сюда», – возразила Пончик. Стены были украшены картинами с изображениями орлов, побеждающих эльфов и других чудо-тварей. Это здание было одним из самых больших в городе. Размером оно уступало только клубу Деспирадо. Снаружи оно было хорошо замаскировано. Внешняя стена каждой секции была отделана особенной галькой и потому отличалась от соседних стен, отчего здание можно было принять за группу построек средневековой архитектуры, установленных впритык друг к другу. Более помпезная и лучше отделанная часть здания заставляла вспомнить Диснейленд. Мы прошли мимо многочисленных стражей, среди которых я запомнил пару орлов, которые взглянули на нас с удивлением, и еще несколько птицеобразных созданий, которые назывались синичками. Поначалу я принял их за птенцов небесных птиц, ростом эти малыши доходили мне до пояса, и их можно было принять за карликовые разновидности более крупных птиц. Мы подошли к лестнице, и никто не останавливал нас, не задавал вопросов. Когда мы поднимались, в нас едва не врезалась уже знакомая нам женщина, которая теперь неслась вниз, очертя голову. «Прошу прощения», — сказала она. Я посмотрел на табличку с именем над ее головой. «Бургундия». Что-то странное было в ее облике. Молодая, темноволосая, вполне миловидная, один глаз светло-голубой, другой карий, как у сибирской хаски. Ездовая порода собак, выведенная в Восточной Сибири. Гетерохромия, различие в цвете радужных оболочек глаз, характерно для этой породы. «Ничего страшного», – отозвался я. Женщина помолчала. «Вы заблудились? Представители вашего вида здесь бывает редко». «У нас назначена встреча в магистрате», – объяснил я. Она фыркнула, пожелала нам удачи и снова заторопилась вниз. Мы прошли выше и оказались в приемной. В одном углу стоял массивный письменный стол, прижатый к дальней стене рядом с другой дверью. На столе громоздились стопки бумаг, стояло нечто вроде коробки для бенто с суши, только чрезмерной величины. Японское название однопорционной упаковки еды. В традиционный набор входят рис, рыба или мясо, сырые или маринованные овощи. Умение подбирать продукты и изготавливать бенто считается важным для японцев. Лежала синяя папка, которую только что оставила Бургундия, и выстроились в ряд разноцветные мягкие игрушки. Медведи, гоблины, орлы, акулы. На стене у стола тянулся ряд полок с продолжением многоцветной коллекции. Как я понял, эти предметы представляли собой вариацию на тему малышей Бинни, созданную специально для подземелья. Игрушки, набитые не традиционным мягким наполнителем, а гранулами, фасолинами, бенз-бобы. На полках их было, наверное, штук 300. На большинстве, а может быть и на всех, висели ярлыки. На верхней полке некоторые игрушки находились в защитных стеклянных сосудах. За столом не было кресла или стула, а протянулась жерть, и на ней восседала престарелая орлица. Ее перья приобрели сероватый оттенок. Крупный клюв был покрыт трещинами, как глиняный горшок. От нее пахло противорадикулитным кремом, глядела она на неожиданных гостей с выражением «Что вы за пакости, какого черта приперлись?». Я просмотрел свойства этого НПС. «Мисс Пушинка, птица небесная, уровень 30, ассистент магистрата, Цербер, Хеймдаль, Аникет и Алксиарес, Цинь Шубао, Лев Яшин, величайшие стражи врат в истории и мифах». Хеймдаль. В скандинавской мифологии бог с неясными функциями. Он страж богов, светлейший из асов. Люди его дети. Перед гибелью богов он затрубит в свой рог. Аникет и Алексиарис в древнегреческой мифологии сыновья-близнецы Геракла и Гебы, рожденные после причисления Геракла к сонму богов, привратники царства богов на Олимпе. Цинь Шубао, Цинь Цун. Умер в 638 году, китайский военачальник эпохи Тан, почитался в Китае как бог дверей. Яшин Лев Иванович, 1929-1990 годы. Советский футбольный вратарь, один из самых прославленных игроков этого амплуа в истории мирового футбола. Но никто из них, ни единый, не исполняет свой долг так ревностно, как мисс Пушинка. Если она не захочет, чтобы вы встретились с начальством магистрата, вы не встретитесь с ним. «Вам назначено?» – спросила она Пончика. «Нет», – ответила кошка, – «но у нас дело огромной важности. Оно касается безопасности этого города».
«И что это за дело?» Пончик склонилась к старухе с моего плеча. «Убийство. Чрезвычайно жестокое убийство». Судя по всему, сообщение не произвело впечатления на мисс Пушинку. «Небесная птица?» «Подозреваемый?» – переспросила Пончик. «Мы пока не знаем, но...» «Нет, не подозреваемый. Поставьте на место». Я быстро опустил лемурчика Бини обратно на стол. На поясе у мягкого существа в ряд висели кинжалы, как и у реальных лемуров. «Убит кто-то из небесных птиц?» «Нет», – сказала Пончик. «О таком мы ничего не знаем». «Тогда он не будет этим заниматься», – сообщила мисс Пушинка. «А если он не будет заниматься, я не стану его беспокоить, потому что он занимается теми, кто его беспокоит». Пончик. «Мои чары на нее не действуют». Мордекай. «Возможно, в этом доме действует противохаризматическое заклинание». Карл. «План Б». Я подал голос. «Такой порядок в этом городе. То есть, если жертвы не небесные птицы, то пусть сами выкручиваются, как знают». Она посмотрела на меня так, как будто я был ее собственной блевотиной. «Вам нужен короткий ответ или длинный?» «Длинный», – попросил я. «Тогда так. В этом городе такой порядок. Такой же был, когда магистратом управлял мой покойный муж. Такой и теперь, при магистрате Пиропаде». Она со вздохом взглянула на коробку для бенто. «Конечно, вы спокойно можете оставить описание вашей проблемы. Если потребуется дальнейшее расследование, мы с вами свяжемся». «А как быть с собранными уликами? Их тоже оставить?» – поинтересовался я. «Если это вам необходимо». Я достал из инвентаря мертвое тело проститутки и выложил на стол орлицы. Окоченевшие ноги трупа сдвинули ряд игрушек, и те попадали с края стола одна за другой, как участницы соревнований по синхронному плаванию. Я опасался, что система не позволит мне предъявить труп, как будто мы ничего такого раньше не проделывали, и удивился, когда она позволила, и даже снабдила труп в инвентаре полезным указанием. Подсказка к квесту. Орлица как будто поперхнулась и соскочила со своего насеста. Ударившись спиной о стену, она перевернула две нижние полки, и с них лавиной посыпались фасолевые погремушки. Они соскальзывали, падали на пол, и мы слышали только шлеп-шлеп-шлеп. «Охрана!» – каркнула мисс Пушинка. «Охрана!» К нам наверх тут же протопали два меченосца. У входа в комнату они выдернули из ножен свои мечи и застыли, как металлические статуи. Я припомнил, как несколько дней назад в объявлении сообщалось, что их сила немного увеличилась, и очень надеялся, что так оно и есть. «Схватить этих двоих! Немедленно!» – приказала мисс Пушинка. Молчаливые латы повертели головами, оглядывая комнату, но с места не стронулись. «Ради всех богов!» – сердито завопила Пушинка. «Посмотрите на мой стол, вы дурачье!» Утром, когда мы нашли мертвую проститутку с нацарапанной на коже устрашающей надписью, я подозвал одного меченосца. Я указал ему на труп, вытащил входной пропуск, билет от магистрата из темницы на свободу и предъявил его стражу. Затем убрал тело в свой инвентарь. Я не думал тогда, что это имело какой-то смысл, но понимал, что если мы будем таскаться с трупом, то высока вероятность привлечь внимание городских стражей. Мордекай говорил, что у них коллективный разум. Если они уже видели меня с мертвым телом и на свой особый лад одобрили мою способность обзаводиться дохлыми шлюхами, то один тот факт, что я выложил на стол в приемной тело, сам по себе не будет сочтен преступлением. Я на это надеялся. Не говоря ни слова, стражи развернулись и загромыхали вниз по лестнице. «Бесполезные, бессмысленные мешки с дерьмом!» – прокричала мисс Пушинка им вслед и снова обратила внимание на нас. «Как они сюда поднимаются?» – спросил я. «Как все продавцы из ларьков сюда попадают? Где-то есть потайной лифт? Мы битый час искали простой проход наверх и ничего не обнаружили». «Сейчас же уберите это отсюда!» – распорядилась Пушинка. «Что с вами?» Она присела на корточки и принялась собирать с пола игрушки в свои крылья. Ставить их было некуда, по крайней мере, пока полки не будут починены, и со стола не исчезнет мертвая женщина. Пончик спрыгнула с моего плеча и понюхала пол. «Вот это грязное так грязное», – объявила она, глядя на Бинни с крысиным рыльцем, подозрительно напоминавшего первоначальную личину Мордекая. «И, по-моему, ярлык оторвался. Карл, не наступай же на них».
«Прекратите! Прекратите сейчас же! Пожалуйста, уберите же это!» Старая орлица была готова вот-вот расплакаться. «Уберите ее», — поправила Пончик. «Позвольте нам поговорить с вашим боссом, и мы предъявим улику ему лично», — предложил я. «Его здесь нет, понятно?» Мисс Пушинка яростно собирала игрушки в углу. Она подцепила одну когтем и взялась счищать несуществующую грязь крылом. «Глядите, что вы наделали! Что вы наделали?» Я взглянул на закрытую дверь возле стола. Большая и металлическая, она предвещала недоброе. «Его действительно нет на месте?» – спросил я. «Его нет», – подтвердила старуха. «В последнее время он выходит только по ночам. О, боги мои, что это за жидкость?» «Не знаю», – сказал я, – «но это не кровь. Из них всех высосали кровь до капли, но они продолжают сочиться. И запах, вот что жутко». Сложенные перед грудью крылья старухи уже превратились в корзину для игрушек. «Пожалуйста, пожалуйста», – взмолилась она, – «только уберите это, ее уберите. Я скажу ему, что вы приходили сюда, обещаю». Я поднял мертвую женщину и вернул в инвентарь. На столе мисс Пушинки осталось молочно-белое пятно жидкости. «Мне сейчас станет плохо», – пожаловалась ассистентка. «Найдите бумажное полотенце или что-нибудь в этом роде», – посоветовал я. «Моя бабушка их собирала. Вы не поверите, как здорово они впитывают влагу». «Ничего не трогайте», – велела нам Пушинка. Она осторожно переложила Бинни из крыльев в кучку в углу, после чего рванулась к лестнице и прокричала, чтобы ей дали рубашку или полотенце. А в нашем распоряжении оставалась минута, может быть, меньше. И я подскочил к двери апартаментов Пиропада. Она была заперта. Как только я прикоснулся к ручке, перед моими глазами выскочило уведомление. «Эта дверь заперта магическим запором. Похоже, вас не хотят туда впускать». «Дерьмо», – пробормотал я, оглядываясь. Мой взгляд остановился на верхнем, нетронутом ряду игрушек, все так же сидевших над столом. «Просто передайте ему, что мы заходили», – попросил я мисс Пушинку, когда мы уже направились к лестнице. «И занимайтесь своими полками». Старуха не подняла головы, она лихорадочно оттирала свой стол. «Неудача», – констатировала Пончик. «Как думаешь, он все-таки был там?» «Понятия не имею. По-моему, Мордекай думает, что он там живет, но как знать?» «Мы даже не знаем, имеет ли он отношение к нашему делу», – вздохнула кошка. «Ну да», – согласился я. «Потому-то я и хотел поговорить с ним в офисе. Я предположил, что если он злобный и невменяемый босс, то не станет разыгрывать Фредди Крюгера при свидетелях». Сверхъестественный маньяк-убийца из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». А если он не скверный персонаж, то, безусловно, сможет подсказать нам правильный путь. И я не думал, что наша задача будет дьявольски трудной. Этот квест всего лишь серебряный, плюс у нас есть подсказки. Босс магистрата – темный священник. Выходит только по ночам. Это, наверное, он и есть. «Так что, мы возвращаемся, да?» – спросила Пончик. «Или ты хочешь сначала найти штаб 201-й группы охраны?» Она остановилась у лавки, где продавались балахоны для небесных птиц. «Ты только посмотри, какая красота!» «Это магический шелк», – сообщила нам молодая женщина-эльф. «Он дает птицам возможность оставаться в воздухе почти как угодно долго. Прелесть. Я бы хотела научиться летать. Карл, ты представляешь, как я могла бы летать?» «Мы еще вернемся», – пообещал я, оглядываясь через плечо. Достал из инвентаря веревку. Почти 10 метров обошлись мне всего в 5 золотых. Теперь веревка нам понадобится, чтобы вернуться на улицу. Так или иначе, но мы с ним побеседуем. У нас оставалось 2 часа до интервью. Зев предупредила, что если мы будем находиться в схватке или в центре каких-либо событий, нам не дадут разрешения на транспортировку, поэтому она предпочла бы, чтобы мы оставались в зоне безопасности до назначенного часа. Но 2 часа – это как-никак 2 часа, и я решил, что использовать их надо с умом. Так что мы вышли из города и двинулись на запад в поисках мобов, которых можно убить. Изредка нам встречались другие обходчики, но мы их избегали. Я хотел бы вовремя заметить ПК-шеров с метками черепов. Убийцы игроков в интерактивных многопользовательских играх. Я не забыл Фрэнка Кью и Мэгги Май. Хотел бы я знать, какую расу они выбрали и вообще живы ли. У меня все еще не было подходящих метательных снарядов для Хиестры, но имелось 2 дюжины хоблоберов. Фитили хоблоберов были рассчитаны на 6-7 секунд, что вполне годилось, когда я бросал бомбы как гранаты.
Но когда они вылетают со скоростью 250 миль в час, 6 секунд – это многовато. Потому я предварительно зажег фитили на 10 бомбах, что сократило время перед взрывом на 2,5 секунды. И Мордекай, и Пончик пришли в ужас от моего намерения идти с горящими бомбами в инвентаре, но другой возможности обойтись тем оружием, которое у меня было, просто не существовало. Мы прошли вдоль ряда особенно пострадавших от времени зданий. До катаклизма это совершенно точно были трущобы. Пончик сидел у меня на плече, а Монго вышагивал рядом и время от времени порыкивал. Поначалу я чувствовал себя неспокойно, но опасности, по-видимому, все-таки не было. За 15 минут мы не встретили никого. Потом я заметил косой крест на карте и понял, что он обозначал труп босса местности. Кто-то другой уже очистил этот район, возможно, за несколько дней до нас. «Черт побери!» – проворчал я. «Столько времени коту под хвост!» Я вздохнул. «Идем добывать карту местности». Атака началась в ту минуту, когда я собирался спуститься в заброшенный плавательный бассейн, некогда крытый. Это сооружение, уже наполовину разрушившееся, было теперь открыто всем ветрам. Внутри торчал гниющий труп морского животного с телом кита и 2 маленькими головами на длинных шеях, как у чудовища озера Лох-Несс. Очевидно, уличные сорванцы не так уж добросовестно избавляли город от трупов боссов. Этот босс имел 17 уровень и назывался Делитель. Убил его обходчик по имени Даниэль Баутиста II. В теле босса я разглядел множество дыр размером с крышки дорожных люков. Оно выглядело сильно раздутым, несмотря на колотые раны. Я сравнил бы его с воздушным шаром с парада Дня Благодарения Мэйси. Мэйси – одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. В День Благодарения она, начиная с 1920-х годов, проводит праздничные парады. Накануне парада проходит церемония надувания игрушек. Едва я ступил в пустой бассейн, с его мелкого края погас свет. Дюжина красных точек возникла на карте. Находились они довольно далеко, расположились на обеих сторонах улицы и начали двигаться в нашу сторону. Мы вышли из паба на рассвете и еще не встречались со сменой света и тьмы в этом мире. Условное солнце всего несколько минут назад светило точно над нашими головами. Мы попали из дня в ночь так быстро, что я подумал, что вдруг ослеп. Я отступил от бассейна и прижался спиной к стене. Точки с улицы никуда не девались, подползали медленно и осторожно, словно подкрадывались. Пончик запустила факел, зажгла свет над улицей. Светильник повис высоко, как звезда в небе. Факел заблестел, но не разогнал темноту, как следовало бы. Мрак как будто сопротивлялся. Через мгновение зеленая стрела вылетела от одной из красных точек, ударилась в факел и погасила его. «Это грубо», – пожаловалась Пончик. «Черт, у них есть средства противомагической атаки», – буркнул я. «Нам нужно было определиться с планом, причем быстро. Я извлек из инвентаря 2 обычных факела, поджег их и швырнул перед собой. Они покатились по дороге. Темнота не отреагировала. Она окутала 2 факела-близнеца так, будто воздух был сделан из чернил. Снизу на улице послышался стон. Я ощутил холодок внутри. Монго издал звук, не то рыкнул, не то хныкнул, и все же темнота не была абсолютной. Я различал силуэты во мраке. Я не видел мобов, которые пока были не ближе 30 метров, но ощущал очертания домов. Каменная стена перекрыла выход из бассейна и переход на соседнюю улицу. Другого прохода не было. Мы были в тупике. Даже при этом монстры двигались медленно, и я нервничал. Медленные монстры – это то, близость чего обычно крайне неприятно. 2 из них эльфы, сообщила мне Пончик. Самые дальние точки на каждой стороне. Не знаю, кто остальные, но они здоровенные. Запустим время Ила. Из всех сценариев, которые мы с Пончиком тренировали, время Ила она любила больше всего. И я понимал ее. Это было ошеломляюще, но момент казался неподходящим. К тому же я не был уверен, что эта схема сработает. Не то место. Я против. Подожди секунду. Давай посмотрим, что получится вот из этого. Я оттолкнулся от стены, вызвал Хиестру и закатил в нее зажженный хоблобер. Я не видел мобов, но знал об их присутствии. Постановая и шаркая, они надвигались на нас. Это зомби? Иисусе, устрашающая мысль. Я развернулся и, вложив в бросок всю силу, направил бомбу в дальнюю точку городского эльфа, того самого, который активировал противомагическое заклинание. Шипя, бомба вылетела из Хиестры, как ядро из пушки. Она ударилась во что-то мягкое, что находилось в метрах в 6 от городского эльфа. Я хотел, чтобы бомба перелетела мимо медленно двигавшихся монстров, но, по всей видимости, запустил ее недостаточно высоко.
Бам! Как и можно было предвидеть, по дороге зашлепали капли кровавого дождя. Одна из точек превратилась в косой крест, но только одна. По-видимому, моя бомба застряла в теле монстра. Теперь между мной и эльфом пролегла свободная прямая линия. Я развернулся и швырнул вторую бомбу в подползающую мразь. Эта бомба попала в цель. Я рассчитал правильно. Пожалел только, что не увидел результата. Хоблобер взорвался как раз перед тем, как ударить эльфа, но взрыв разорвал тело моба в клочья. От него не осталось даже косого креста. Остальные застонали. Теперь они были всего в дюжине метров от меня. Тьма не рассеивалась. Я слышал шарканье подошв по доскам дорожного покрытия. Святое же дерьмо, да они зомби. Иначе и быть не могло. Гигантские зомби. Ну, не терять времени. Я втянул хиестру и достал из своего запаса 2 гоблинские динамитные шашки. «Беги в бассейн!» – скомандовал я Пончику, зажег шашки и бросил их в 2 направлениях. В то мгновение, когда я швырнул вторую шашку, колонна красных точек ринулась вперед на меня. Леденея от ужаса, я наблюдал словно замедленную съемку полета динамитной шашки. Она ударилась обо что-то не меньше 3,5 метров высотой, но не взорвалась, а отскочила, шипя и плюясь искрами, и покатилась ко мне. И подкатилась слишком близко. «Бляха, муха же твоя бляха!» Я прыгнул обратно в пустой бассейн, не разбираясь, в какой точке приземлюсь. У меня не было времени, я просто прыгнул. Я был готов активировать защитную оболочку, но при этом хотел быть как можно ближе к Пончику и Монго. Увы, мой прыжок прекратился раньше, чем я рассчитывал. Я свалился на губчатое, гниющее тело делителя. Это было последним, что я запомнил. О том, что происходило дальше, я узнал несколько позже от Пончика, единственный из нас, кто оставался в сознании до окончания боя. Обе динамитные шашки взорвались и уничтожили большинство монстров, а также остававшегося в живых городского эльфа. Я упал достаточно далеко, чтобы не пострадать от взрыва, однако ничто не защитило меня от раздувшегося чудовищного тела босса. Оно, в свою очередь, взорвалось, как хреново картофелина в микроволновке, то ли из-за моего падения на него, то ли из-за ударной волны 2 взрывов. В то же мгновение, когда умер второй эльф, зажегся свет. Первым, что увидела Пончик, был я, летящий по воздуху, как будто меня выбросило катапультой, и вращающийся, как юла. Я упал на крышу дома на другой стороне улицы. Когда разорвалось тело делителя, ни Пончик, ни Монго не пострадали, хотя их накрыл вихрь вонючей слизи и запекшейся крови. Пончик схватила карту местности, выпрыгнула из бассейна и разобралась с 3 последними монстрами, едва пережившими взрывы. 2 она прикончила магическими ракетами, на 3-го напустила Монго. Натренированный динозавр справился со своей задачей с ликованием. Затем Пончик прыгнула на крышу дома, туда, куда вынесла меня, и применила заклинание исцеления, чтобы поправить мое здоровье. Я не приходил в себя еще 3 минуты, хотя лечение действовало. Очнувшись, я понял, что смотрю в небо. Уровень поднялся до 19-го. Понадобилось несколько секунд, чтобы мозг перезагрузился. Выяснилось, что я упал на кучу камней, и они впились мне в спину. Я застонал, повернулся на бок и чуть не ухнул через дыру на этаж под нами. Я не имел представления, где нахожусь. Так что произошло? Я услышал удар магической ракеты Пончика и резко поднял голову. «Доброе утро, Карл. Я не видела новых эльфов, но мясные бурдюки все прут», — сказала она и выпустила очередную ракету. «Их легко убивать, если попадать куда надо. У Монго сегодня знаменательный день. Он поднялся до 12-го уровня». Кошка свесила голову с края крыши и позвала. «Монго, мальчик мой, мамочка сейчас убьет одного, а следующий твой». И она выстрелила еще раз. «Что происходит? Как я попал наверх? Ха, Пончик, да что с тобой творится?» Однажды я уже видел Пончика под слоем слизи, но сейчас передо мной было нечто качественно иное. После того, как мы устранили соковыжимателя на 1-м этаже, она буквально запеклась в крови и внутренностях. Я думал, мы никогда ее не очистим, но это было несравнимо с видом, в котором кошка предстала сейчас. На ее шерсть налип слой окровавленных, воняющих внутренностей толщиной в коробок спичек. Она была завернута в них, как цыпленок, в суперхрустящий кляр. «Потом», — отмахнулась она, — «они прут вот с той стороны. Они медлительные, пока далеко, а когда подходят, откуда только прыть берется. Смотри, как Монго вон того убивает». Я тоже был испачкан слизью, но в основном со спины. Садясь, я почувствовал, как эта мерзость отваливается, густая, словно глина. Посмотрев вниз, я глубоко вдохнул, потом сглотнул, никогда не видел ничего подобного. Я поел каши на завтрак и пожалел об этом.
Куда ни глянь, везде полузапекшиеся пятна крови и куски тел. Бассейн наполнен красным месивом, внутренности стекали туда, и этой массы становилось все больше. Борта бассейна были завалены ошметками плоти, в том числе здоровенными, повсюду торчали ужасающие белые кости, и возникало ощущение, что я смотрю на увеличенное компьютером изображение раны, а кости – это на самом деле личинки паразитов. И запах, господи, он просто сшибал с ног. Смрад канализационных труб, содержимое холодильника рыбного ресторана после того, как на недельку отключили электричество и приоткрыли дверцу холодильника. У меня поплыла голова. «Мать твою!» – пробормотал я. «Да что это за тухлятина?» «Это ты сделал», – отозвалась Пончик. «Карл, серьезно тебе говорю, нужно быть осторожнее». Краем глаза я уловил какое-то движение и увидел, наконец, одного из тех монстров, которые противостояли нам в темноте. Это была 10-метровая груда обрубков тел, как будто в торопях, сшитых вместе случайным образом. Хлюпая, она продвигалась вперед. Можно было подумать, что доктор Франкенштейн, не доделав свое творение, вылил на него кислоту. Я различал ноги, руки, туловище, все всмятку, все перепутано. И да, еще были головы. Много голов и все человеческие. Это нечто двигалось и очертаниями напоминало гигантского слизня. Над ним в воздухе извивались, колыхались щупальца из рук и ног. Головы стонали в унисон. Смотреть на это создание было невыносимо, и я порадовался, что меня выбросило наверх. Не придется рассматривать вблизи. Шаркающий берсерк, уровень 12. Если вам не посчастливилось увидеть одного из этих боссов местности на первом этаже подземелья, не отчаивайтесь. Теперь самое время ловить кайф. Вы же знаете, как бывает. Вы покупаете в Икее комплектующие для мебели, собираете, и у вас остаются какие-то части. Так случается и с лучшими из нас. То, что вы видите сейчас перед собой, это шаркающий берсерк, то есть его малюсенькая копия. Известен также как мини-дробилка или пронзительный. Состоит из лишних частей, которые остались после создания мирового подземелья. Не понадобились, ну и не пропали. Эта немертвая мерзость часто появляется в группах. Мерзость. Суперзлодей из комиксов издательства Marvel Comics. Противник Халка. Ее вызывают как медлительного, но чрезвычайно упорного ассасина. Исламский фанатик, убийца из военно-религиозного формирования XI-XIII веков, принадлежащего к исмаилитской ветви шиизма и действовавшего в горах на территории современных Сирии и Ирана. Деятельность ассасинов отличалась крайней жестокостью и скрытностью. Если ребята этого сорта нацелились на вас, они не остановятся. Хорошо то, что они, как правило, безвредны, если, конечно, вы не встречаетесь с кем-то из них под покровом тьмы. В темноте их сила учетверяется, а когда они превращаются в берсерков, способа их остановить не существует. Тогда они уже не медлительны. Вот так уж, не в защите. Кажется, вы в заднице. Я подумал о миссис Парсонс, соседке снизу моей бывшей съемной квартиры. Она была обезглавлена в час крушения. Ее голова упала к моим ногам, а остальное тело исчезло в глубинах сгинувшего дома. Не использовали ли и ее безголовое тело для создания одной из этих несообразностей? Пока я смотрел на чудище, Монго вынырнул из горы слизи, где он закусывал. Динозавр завизжал, помчался на всех парах к монстру и прыгнул на него ногами вперед. Шаркающий берсерк опрокинулся назад, со стоном развалился на части и помер. «Их легко убивать», — повторила Пончик. «Они сами по себе распадаются». «Это потому что опять светло», — предположил я. Чувствовал я себя так, как будто меня раздавил самый грёбаный из всех грузовиков. И все еще не знал в точности, что с нами произошло. Я практически уверен, что этих скотов наслал на нас наш приятель Пиропат. «Возможно. А еще я думаю, что нам пригодится новое правило», — сказала Пончик. «Это какое?» «Что нельзя бросаться взрывчаткой в кромешной тьме». Я рассмеялся. Похоже, это хорошее правило. Далеко внизу Монго издал победный клич. Он выпотрошил кучу медленно двигавшихся органов. «У меня есть карта местности», — продолжила Пончик. «И я вижу, что сюда ползет десяток новых тварей. Дай-ка мы с Монго их убьем, а потом вернемся в город. Сегодня у нас великий день изобилия опыта. Когда мы закончим, я получу 17 уровень. Только нужно торопиться. За углом есть зона безопасности. Мне нужно успеть принять душ перед интервью». Я представил, как мы лезем в трейлер вещательной станции в таком виде, как сейчас, и внезапно почувствовал, что улыбаюсь. Я не смог удержаться и расхохотался. Этот смех отдавал безумием даже в моих собственных ушах. «Ладно», — сказал я, вытащил хоблобер, подбросил его и поймал.
Только дайте мне тоже убить парочку. Хочу посмотреть, как далеко я могу забрасывать эти фиговины. Глава 19. Трейлер съемочной группы был не таким, как тот, которым мы пользовались для попадания на шоу «Маэстро», но и этот был арендованный, если верить словам управлявшего им робота, внешне походившего на тарелку фрисби. Судно было даже просторнее частного производственного трейлера «Адетты», и у меня сложилось впечатление, что обычно оно использовалось в качестве транспорта высоких сановников и гостей не из числа обходчиков. А может, оно было даже своего рода жилым домом. В нем имелась большая, выполненная в форме чаши кровать и щегольская душевая. Там стоял и поднос с едой, но это была невероятно неземная еда. Маленькие пурпурные скрюченные червячки, причем живые. Они пахли рыбой. Мы с Пончиком сочли, что не голодны. Монго понюхал поднос и уплел все, что на нем лежало. По всей видимости, катер был арендован в последний момент, после того, как я сообщил Зев, что мы не успеваем как следует привести себя в порядок. Мне показалось, что Зев была близка к тому, чтобы разрыдаться прямо в чате. Даже начала убеждать нас, что крайне необходимо всегда быть готовыми к тому, чтобы исполнять обязательства и поддерживать связи с общественностью. Зону безопасности можно было бы назвать скелетом пристанищ такого рода. Еды не было, душ всего один. Мы вымыли Пончика, и я заставил Мордекая заняться расчесыванием ее шерсти, пока сам приводил себя в боевую готовность. И все-таки к моменту отправления шерсть Пончика оставалась безобразно спутанной. Красная, похожая на грязь, запекшаяся кровь прилипла к ней, как масляная краска. Кошке требовалось вторично принять душ, но времени у нас не было совершенно. Зато когда мы переместились в трейлере передвижной вещательной станции, то оказались в специальном помещении с душевой, которая как будто только что вышла из мультсериала «Джетсоны». Роботессу Фрисби, чье официальное имя звучало как Понш, Пончик немедленно переименовала в Пуншу. Та сказала, что принцессе следует снять с себя всю амуницию, за исключением, разумеется, тиары, и проследовать в душ. Мы с Монго с интересом наблюдали за тем, как кошка прыгнула на беговую дорожку, словно специально для нее сконструированную, как хитрое устройство обдало ее водой, голубым химическим раствором, снова водой, воздушной струей. Затем рука робота расчесала ее шерсть, и Пончик опять попала под струю воды. Когда она сошла с другой стороны дорожки, то выглядела готовой предстать перед жюри международного кошачьего конкурса красоты. Ее шерстка блестела, не оставалось никаких признаков того, что часом раньше этой кошке достался душ из взорвавшегося нутра многотонного, хрен знает как давно издохшего чуда морского в ранге босса. Я просмотрел процедуру нового облачения Пончика на спинную сбрую и прочую амуницию. Пунша снова отправила кошку в моющую машину, и теперь механизм сосредоточился на чистке и полировке элементов снаряжения. Пончик вышла из мойки в сверкающей юбке. Монго подполз к ней и с подозрением обнюхал. Пунша сказала мне, что можно приобрести такую универсальную чистящую машину для личного пространства. Эти машины дорогие, но, по-моему, заплатить за одну такую более чем стоит. Поторопись, тебе тоже нужно почиститься. «Не, у меня все хорошо», – отмахнулся я. «Карл, твой плащ со спины выглядит так, как будто его использовали вместо гигиенической прокладки. Чистка и еще раз чистка». «Обходчик Карл, мне поручено проинформировать вас, что вам необходимо воспользоваться услугами чистки», произнесла робот Пунша. «Вы предстанете перед коронованными особами, и неподобающий вид будет расценен как оскорбление». «Ого, перед коронованными особами? Это не тот ли придурок маэстро?» Отец принца маэстро лишил его титулов и отрекся от него, поэтому он более не считается членом королевской семьи, но имеется в виду не особо из империи черепов. Вы получите список всех участников шоу на предварительном инструктаже. Его начало через 10 минут. Пожалуйста, войдите в кабину очистки. Ладно, но я не буду раздеваться догола. Пусть будет очищено лишь то, что увидят зрители. Робот помолчал, затем ответил. Очень хорошо. А потом Монго, заявила Пончик. От него плохо пахнет. Согласно требованиям, ваш питомец будет изолирован на время интервью. Простите, вскинулась Пончик. Я вошел в кабину машины, чтобы не выслушивать дальнейшие препирательства. Пунша продолжала отдавать распоряжения, пока машина регулировала под меня свои габариты. Мне было велено поднять руки и повернуться. В то же время сквозь экран, похожий на плексиглаз, мне было видно, что Пончик продолжает припираться с Пуншей. Слов я не слышал, но было понятно, что Пончик на голову разбита. В этом трейлере, как и в том, что за нами присылала Адетта, был иллюминатор.
а за ним раскинулся бескрайне открытый океан. В отличие от 2 предыдущих интервью, это было назначено на светлое время суток, и я, наконец, увидел реальный мир. Примерно в 200 метрах от нас по воде плыли 2 серебристых объекта, похожих на товарные контейнеры. Хотя они взмывали вверх и ухали вниз на волнах, как настоящие суда. Трио силуэтов с поразительной скоростью прочерчивало голубое небо. Я подумал о судьбе других людей, тех, кому хватило ума не спускаться в подземелье. Система сказала, что не тронет их, если они предпочтут не участвовать, но даже в этом узком иллюминаторе я видел, что сказанное было неправдой. Сколько космических кораблей и других транспортных средств приземлились на планете. Они действительно не повлияют на людей. Или людей эксплуатируют, преследуют, обращают в рабов. «Мы пришли к компромиссу», — сообщила мне Пончик, когда я вышел из кабины. «Они почистят Монго, а потом ему придется отправиться в переноску». На протяжении следующих 5 минут я наблюдал за тем, как Пончик старательно уговаривает динозавра ступить на бегущую ленту. Я не так давно наблюдал, как Монго головой вперед влетел в 4-метровую зомби-яичницу, но идея санитарной обработки ввергала его в ужас. В конце концов, Пончику удалось заманить ящера в переноску и поставить ее на агрегат. Очиститель заработал. Огромный цыпленок завизжал, как поросенок, из которого вот-вот сделают фарш. Его вопли были слышны даже сквозь звуконепроницаемые экраны машины. «Будь взрослым», — уговаривала его Пончик, — «мамочка здесь». Почти тут же он вышел, взъерошенный, пахнущий лавандой, и принялся бегать по комнате кругами, невзирая на нервозное щелканье пунши. Наконец Пончик затолкала его в переноску. Дверь в дальнем конце комнаты открылась. Мы вошли в просторную студию, где стоял большой круглый стол. Это была секция для участников шоу в студии, но она пока была пуста. Над нашими головами светили прожектора, никакого вспомогательного столика, как на шоу Адетты, никаких ярко-оранжевых стульев, как в царстве дебильности у маэстро. Ровный и яркий свет лился на заднюю стену, на надпись «Опасная зона с китайским потрошителем». На спинке одного стула сверкала надпись «Карл», на стуле рядом «Принцесса Пончик». Мы уселись, как обычно, стул Пончика приподнялся в воздух, чтобы поле зрения кошки находилось над столом. «Это потрясающе», – выдохнула Пончик. «Всегда обожала новые представления». «Да, действительно неплохо», – признал я. В дверном проеме напротив показалось странное создание. По-моему, оно было он, но с уверенностью я бы не сказал. По форме гуманоид, но абсурдно тонкий. Примерно моего роста, полностью белый и совершенно лишенный волос. Чрезмерные глазища, черные, как разлившаяся нефть. На голове у него, точнее на кости, начинавшейся между глаз, поднимавшийся на лоб и продолжавшийся к макушке, вырос мохок. На нем был простой белый костюм, вся его фигура светилась. Он не столько шел, сколько дрейфовал, как будто не касаясь подошвами пола. Поскольку мы с Пончиком находились вне игры, над головой незнакомца не было таблички с именем. Он склонился над нашим столом и произнес: «Принцесса Пончик и Карл, добро пожаловать в опасную зону». Приблизительно такой голос я и ожидал услышать. Одновременно чистый и запинающийся, какой-то иномирный. Он поприветствовал нас вялым взмахом руки. На каждой кисти у него было по 3 пальца. «Мы приветствуем вас», — ответила Пончик. «Нам очень приятно увидеться с вами. Вы китайский потрошитель?» Он скромно хихикнул. «Нет, принцесса. Меня зовут Эво. Я программный директор и хотел приветствовать обоих вас лично до того, как в студии появятся другие гости. Мы будем беседовать в прямом эфире, без предварительной записи. Сегодня с нами будет еще одна обходчица. Она уже прошла инструктаж». Он указал на пустой стул. «Сейчас она сидит здесь и не видит вас». «Как называется ваша раса?» – полюбопытствовал я. Я принадлежу к народу миротворцев. Часто нас называют укротителями», – проинформировал меня Эво. «У нас существует много книг и фильмов об инопланетянах. Многие из них похожи на вас», – сказал я. «О, как интересно». Эва как будто воодушевился. «Ваша культура больше открывалась перед нулями, чем перед нами. Мы же видели представителей нашего народа в ваших исторических записках и известиях. Я не знаю, как вы сумели изобразить нас так похоже. Скорее всего, кто-то из моих братьев в прошлом посещал ваш мир. В моем народе есть профессиональные букмекеры, и кто-то из них, вероятно, бывал на этой планете, изучал расу людей, чтобы впоследствии делать прогнозы.
Разумеется, посещение планеты иначе, как по официальным поручениям синдиката, незаконно, но отсюда не следует, что оно невозможно. «Значит, похищение людей действительно реальны?» – удивился я. «Представляю себе». «А зонды?» – спросила Пончик. «Я помню, как по телевизору рассказывали о зондах». «Это вы о желудочно-кишечном аномальном зондировании?» – уточнил Эва. «Да, мы об этом тоже слышали. Если это имело место, то проводили его, наверное, нули. Вы называете их серыми. Зловредная и неприятная раса». «Греи. Гипотетическая раса гуманоидов с других планет. Распространенный стереотип представления о пришельцах, наряду с зелеными человечками. Часто фигурирует в рассказах о похищениях людей». Он указал на место слева от меня. На нем тут же возникло голографическое изображение. Женщина в короне с лицом, обрамленным щупальцами. Пора двигаться дальше. В этом кресле будет сидеть принцесса Днадия из Призмы. Она принадлежит к расе саккофиан. Их называют сакками. Довольно многочисленная раса, но Призма, королевство Днадии, невелико. Тем не менее, она влиятельна в определенных торговых слоях и склонна к откровенности. Принцесса регулярно участвует в этой программе. Она ваша поклонница и специально просила, чтобы ей отвели место рядом с вами. Я присмотрелся к женщине-кальмару. Конечно, это была голограмма, а не реально живое существо. Ее серая на вид кожа казалась бугристой. Щупальца заставляли вспомнить о Ктулху. Ктулху. Спящее на дне океана чудовище – центральный персонаж оригинальной, причудливой и мрачной мифологии Ктулху, созданной Говардом Филлипсом Лавкрафтом 1890-1937 годы, американским писателем, мастером жанра ужасов. Его внешний облик приблизительно описан в рассказе «Зов Ктулху». Позднее образ Ктулху использовали и другие писатели, а также кинематографисты и создатели игр. Она была одета в длинное развивающееся платье, и нельзя было догадаться, что надето под ним. Весь ее облик мучительно действовал на мою психику. На следующем стуле расположилось пухлое, пушистое существо, с виду гибрид вомбата и эвока. Обитающее в Австралии хищное сумчатое млекопитающее, напоминающее гигантского хомяка или маленького медведя. Его рост не превышал 1,20 м, на нем не было никакой одежды, кроме грёбаного оранжевого шарфа на шее, как у Фреда из Скуби-Ду. Фред Джонс – один из 4 подростков, главных персонажей серии мультфильмов и сериалов 1969-2010. У него были огромные щеки и такие же огромные глаза, и он был каким-то отталкивающе привлекательным. Я смутно припомнил, что на полке мисс Пушинки торчал Бинни, образчик этой расы. «Бог ты мой!» – ахнула Пончик. «Да он неотразим!» «Это ведущий вашего шоу, китайский потрошитель», – представил его Эва. «Его раса называется сетоникс, но люди обычно называют их квока. Короткохвостый кенгуру». Он будет управлять беседой. У этого джентльмена доброе сердце, хотя он и высказывает резкие мнения. Он справедлив, но если вы не сойдетесь с ним во мнениях по какому-то вопросу, обязательно предложит вам испытание. Еще кресло, еще женщина. Серебряное с черным создание с головой кобры. Голограмма высилась над столом, ширина капюшона примерно метр. Это Манаса, знаменитая певица. Индуистская богиня змея, также плодородие и процветание, отвергнутая дочь Шивы. Она нага, но вы не беспокойтесь. Эва посмотрел на Пончика. Она не из султаната крови, так что вам не придется ее убивать, когда вы попадете на 9-й этаж. И она не настоящая нага. Настоящая Манаса погибла очень давно, но она заключила договор с корпорацией Волтай о том, что ее карьера будет продолжаться и после ее смерти. Я вспомнил, что Адетта говорила мне о системе Волтай. Ей служат маленькие паразиты, которые завладевают телами. Значит, у нее в мозгу живет червяк и управляет ее телом? Совершенно верно, подтвердил Эва. Ее карьера никогда не была на таком подъеме, как сейчас. Ее последний сингл на сегодняшний день котируется 8-м во всей вселенной. В следующем кресле разместился упитанного вида человек средних лет по имени Так. Комик, видите ли. Мне он сразу не понравился из-за ухмылки на физиономии, просившей кулака. Эва явил нам последнего участника шоу, и я немедленно узнал обходчицу, а Пончик даже ахнула. Это была Хекла, светловолосая дама из Исландии, ныне амазонка-щитоносица. Она возглавляла команду дочери Брунгильды.
В последний раз я видел ее несколько вечеров назад в «Хронике дня». Ее спутницы рассеялись, как только оказались на 3-м этаже, но ей удалось заново объединить большую часть группы, и дочери вывели из игры Филина-медведя, босса района. Я припомнил, что у Хеклы был волшебный автоматический арбалет, который мог разорвать любого противника. Цепная пила с дистанционным управлением. Я не знал, какой стала статистика Хеклы, но 2 дня назад она достигла 25 уровня, второй из всех обходчиков после Люси и Мар. У нее появились ядреные мускулы. Когда она наклонилась вперед, я увидел, что передо мной сама Хекла, а не статическая голограмма. «Привет, Хекла!» – закричала Пончик через стол и посмотрела на меня. «Карл, гляди, это Хекла!» «Пончик, я вижу», – сказал я. «Привет, Пончик», – отозвалась Хекла, взглянула на меня и кивнула. «Как дела у вашей команды?» – спросил я. «Держится она?» «Выживаем», – ответила Хекла лишенным эмоций голосом. У нее были сапфирно-синие глаза. «Одна из дочерей поблизости от вас. Она узнала здание цирка в «Хронике дня» и поняла, что вы где-то рядом. Она хочет вернуться в команду, но я считаю, что расстояние чересчур велико. Ей необходимо помочь с повышением уровня. Вы посодействуете ей? Я прошу вас как о личной любезности». «Конечно!» – выкрикнула Пончик, не дав мне времени, чтобы ответить. «Мы будем счастливы помочь вашей подруге». «Мать твою, Пончик!» Я выдержал паузу. «Передайте ей, чтобы зашла сегодня вечером в одноглазого нарвала. В поселке средней величины небесных птиц. Но просто чтобы вы имели в виду, мы сейчас в опасной передряге и не сможем выкроить время, чтобы помочь вашей приятельнице. Ну, сделаем, что сможем». «Прекрасно», – сказала Хекла. Легкая улыбка тронула ее губы. «Только не взорвите ее». «Да чего же я не люблю грязнодавов», – вещал так надутый индюк. «Что не говорите, а я чувствую, что Валтай пересолил в управлении сезоном. Права соискателей банкротства давно отстаиваются в судах. Я не вижу, почему этот порядок должен перемениться». «Вы вроде бы известны как комедиант», – обратилась к нему Пончик. «Когда же вы скажете что-нибудь смешное? Поверьте, это не так уж трудно». Публика разразилась хохотом. Слева от меня принцесса Днадия трубила в сложенные у рта щупальца. Этот звук должен был означать радостное согласие. Она старалась поймать мою ладонь, но ее перепончатая когтистая лапа проходила сквозь мои пальцы. Манаса, поп-певица с головой кобры, тоже хохотала, и ее раздвоенный язык мотался из стороны в сторону. Так фыркнул. «И каково же ваше мнение по сему вопросу, принцесса Пончик?» Пончик скривилась. «Да с какого перепугу мне знать? Я кошка». Снова взрыв хохота в аудитории. «Хотя я знаю, Дворецкий, во-первых, я недостаточно компетентна для того, чтобы высказывать свое мнение. А у вас, в отличие от меня, очевидно, имеется фонограмма. Во-вторых, я знаю, что мой партнер придерживается неблагоприятного мнения о вас. Я права, Карл?» «Ага», – подтвердил я. «Вы недоделок». Хекла рассмеялась, первый раз за все время, проведенное в студии, и даже потрошитель, старавшийся сохранять беспристрастную мину, опустил голову и постучал по столу изо всех сил, сдерживая кипящие в нем эмоции. Я не имел понятия, имеет ли какой-нибудь вес мнение этого пришибленного Така. Как бы то ни было, едва дискуссия за круглым столом началась, он глубокомысленно высказался насчет того, что, дескать, шоу снижает свои стандарты, если допускается появление Пета в студии. Я подумал, что он задумал выдать беззлобную шутку, может быть, даже обратить ее против ведущего, но парень был убийственно серьезен. Публика свистела, он же сохранял свою высокомерную мину. Пончику это не понравилось, и она незамедлительно принялась щипать его. Редко когда она настолько бывала в ударе. Ее пикировка с Таком продолжалась уже полчаса. Поначалу я опасался, что кошка переймет его шутовской стиль, но она положила его на лопатки почти сразу, а он был слишком тупоголов, чтобы осознать, что его карта бита. «Вам известно, что мое имя не Дворецкий. Вы просто хотите рассердить меня». Пончик вскинула голову, ее глаза метали искры. «Карл, это ты мне сказал, что он Дворецкий». «Его зовут Так», — сказал я. «Так? Ты это точно знаешь?» Мне показалось, что сидящую рядом со мной принцессу Днадию должен хватить удар, настолько самозабвенно она хохотала. Было видно, что ей тоже по вкусу этот Так. А он тем временем взметнул руки перед собой. «Прошу вас, мы можем двигаться дальше. Я пришел на шоу только потому, что в программе была объявлена беседа на серьезные темы». «Ох, милый», – проговорила Пончик, – «да пребудет с вами благословение небес».
Когда веселье в аудитории стало спадать, был запущен короткий сегмент, посвященный межгалактическим делам, в котором ни я, ни Пончик, ни Хекла участия не принимали. Я по большей части вообще не ориентировался в разговоре. Некая звездная система захватила другую систему, некая раса подала заявку на совещательный голос в Совете Синдиката, такая вот тематика. Кажется, она навеяла скуку даже на аудиторию. Так высказывался относительно корпорации Валтай и ее попыток собирать долги с системы Борант. Нам, обходчикам, достало ума не нести глупости в адрес как Боранта, так и Валтая, поскольку мы не забывали, что они могут прервать поиск, что, впрочем, было весьма маловероятно. Манаса по очевидным причинам была на стороне Валтая. Потрошители и принцесса Днадия считали обе стороны уродами, но при этом тоже склонялись к Валтаю. Так был на стороне Куатин. Потрошитель подвел дискуссию к вопросам об империи черепов. В некоторых домашних системах этой империи наблюдались беспорядки, одной из их причин было недовольство с ником Чпоки-бой. Население сравнивало империю черепов с гедонистическим оркским владычеством клыкастых, и в системах звучали новые призывы к демократическим реформам. Граждане связали проблему беспорядков с тем, что королевский дом тратит слишком много времени и денег на возню с поиском и войнами фракций, пренебрегая при этом своими обязанностями на своих территориях. Король Раст ответил тем, что отрекся от маэстро и велел гражданам заткнуться. Потрошитель посмотрел на меня в упор и спросил, что я думаю по этому поводу. Я помолчал, формулируя в голове ответ. Я предвидел, что мне зададут вопрос на эту тему и мысленно подготовился. Нужно только маленькое зернышко. Потом положил ладонь на спину Пончика. Естественно, я не в курсе всех подробностей. Наверняка знаю одно. То, что вы сегодня изложили, и как этот Скотт, принц-маэстро, бывший принц-маэстро, поправила меня Пончик, как бывший принц-маэстро действовал. Если его папаша, этот пресловутый король Раст, обращается со своими подданными так, как обращается с гостями на своих шоу его сын, граждане обязаны протестовать. У нас на земле есть такая притча. Известно, что если лягушку бросить в горшок с кипящей водой, она выпрыгнет. А если ту же лягушку опустить в воду комнатной температуры, она останется спокойной, потому что все нормально. Теперь давайте поставим горшок на огонь. Температура начнет подниматься, но лягушка все равно не выпрыгнет, потому что вода будет нагреваться градус за градусом. Другими словами, лягушка погибнет, сварится заживо. Попав в кипяток, лягушка сразу знает, что ей грозит опасность. А когда температура увеличивается постепенно, опасность не осознается, пока не становится слишком поздно. «Вот же глупая метафора», – пробормотал так. «Постойте», – потрошитель поднял пушистую лапу. «Позвольте ему закончить. В общем-то, я толком не знаю, что творится в этих системах. Я обыкновенный житель планеты, который был уверен, что инопланетян не существует. Но нас забросили сюда и захлопнули крышку, поэтому у меня, Пончика, Хеклы, мало возможностей влиять на происходящее. Но я догадываюсь, что жители империи черепов пребывают в другом положении. Если у них раньше все было нормально, а сейчас стало плохо, тогда не исключено, что можно что-то предпринять. Не надо сравнивать сегодняшние обстоятельства с вчерашними. Какой была ситуация много лет назад? Мы считали, что преобразуем мир, Вселенную, в более удобное для жизни пространство. Но если оно не становится более комфортным, если налицо жестокость и пренебрежение к личности, значит, нужно принимать меры к улучшению ситуации. Ну да, нафиг их всех. Нафиг короля Раста с его ублюдочным сынком. Если вы недовольны правительством, гоните его нахрен и устанавливайте свое, которое будет стоять за ваши коренные интересы. Нельзя мириться с тем, что какой-нибудь безмозглый недоносок забирает ваши деньги и несет в казино, особенно если проигрыши влекут гибель тех, кто слабее его, а сам он ничем или почти ничем не рискует. Душка, вот вам мое мнение. Некоторое время все присутствующие молчали. «Вы, возможно, не знаете», – заговорил наконец так, и я уловил в его голосе нотку торжества. «Но открытые выступления в пользу мятежей против государств-членов системы являются преступлением». «Если это правда», – ответил я, – «тогда вы все в одной лодке, все вы. Если правительство боятся того, что говорят народы, вероятно, для этого есть основания. И другой аспект. Что они могут со мной сделать? Бросить в подземелье?» Рядом со мной принцесса Днадия зааплодировала и торжествующе загудела, используя щупальца. Хекла, которая за всю дискуссию практически ничего не сказала, теперь смотрела на меня, не отрываясь. Я не мог понять, о чем она думает.
Пончик под моей ладонью задрожала, когда публика разразилась одобрительным ревом. Однако не вся публика, как я заметил. Некоторые зрители, большинство, радовались, но не все. А тем, кто не радовался, стало как будто не по себе. Некоторые даже казались раздосадованными. Но это ничего. Первые шажки ребенка. Метафора с лягушкой сработала в обе стороны. «Хорошо», – прервал молчание потрошитель. «Мне говорили, что вы оба склонны жечь мосты, где бы вы ни...» Изображение кобры Манасы передо мной мигнуло и пропало, перестало существовать. Студию сотряс толчок, и мы с Пончиком слетели со своих кресел, моргнул свет, и Пончик закричала. Мой пользовательский дисплей, который отключился в тот момент, когда мы прибыли в трейлер, снова вспыхнул. «Карл, меня сейчас стошнит!» Трейлер раскачивался. Море, до того пребывавшее в мертвом покое, теперь заволновалось. Студия пропала, остались только 2 наших кресла и половина стола. В помещение вошла робот-пунша. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Система будет восстановлена через 15 секунд». Зев. «Святые боги, вы оба в порядке?» Карл. «Да что, прости господи, тут творится?» Пользовательский дисплей отключился, студия вернулась, судно поплыло. Потрошитель, принцесса Надя и так оставались в своих креслах. Потрошитель оживленно беседовал с кем-то для нас невидимым. Хекла стояла за спинкой своего кресла. Я заподозрил, что ее, возможно, тоже сшибло с сиденья, что могло означать, что ее трейлер дрейфовал неподалеку. Амазонка с напряженным лицом опустилась на свое место. Коброголовая Манаса не возвратилась. «Тебя не ранило?» – шепотом спросил у меня Пончик. «Все в порядке. Трейлер тронулся с места. Что случилось?» «Говорят о нападении на трейлер Манасы. Она проводила каникулы на земле и поднялась к нам, чтобы принять участие в интервью. Вроде бы в ее трейлер ударила радиоволна. Больше я ничего не знаю». «Вы как, в порядке?» – обратился я к Хекле. «Да», – сказала она, – «чувствую себя хорошо». «Ну, я тоже». Пончик подняла на меня взгляд и сообщила. «Меня стошнило». По ее мордочке стекала жижа. Я воспользовался своим плащом для ночной охоты, чтобы очистить кошачью шерсть настолько тщательно, насколько это было возможно. «Вы издеваетесь? Вы издеваетесь надо мной?» – кричал потрошитель на своего невидимого ассистента. «Покажите мне сообщение». Взлохмаченный ведущий повернулся к нам с Пончиком. Он открыл было рот, как будто намереваясь что-то сказать, и тут же передумал. Вместо этого он обратился к аудитории. «Дамы и господа, я прошу прощения за накладку. Что-то случилось на поверхности Земли буквально минуту назад, и мы пока собираем информацию. Пропала связь с Манасой, так что, боюсь, она к нам сегодня не вернется. Оставайтесь в эфире, и мы будем держать вас в курсе. А пока, не теряя времени, перенесемся в опасную зону». Сколько-то секунд ничего не происходило, а затем у края стола из ниоткуда возникла женщина-сова. «Привет», – сказала она. «У меня вопрос к Хекле. Почему вы оставили своего мужа сражаться в одиночку, хотя пошли в подземелье вместе? Вы сожалеете о своем поступке?» Я видел, что вопрос потряс Хеклу. Резкая смена темы разговора на фоне того, что происходило вокруг, показалась настолько внезапной, настолько неоправданной, что я воспринял ее почти как абсурд. Несомненно, эта сова женского пола вышла на связь со студией вопросов и ответов программы «Опасная зона». За нашими спинами растворился в воздухе потрошитель. Так развернулся в своем кресле и вполголоса заговорил с кем-то, находившимся за экраном. Рядом со мной принцесса Надя склонила голову на плечо, также прислушиваясь к чему-то или к кому-то невидимому. Он сам оставил меня», – заговорила Хекла, заикаясь. «Не оставил мне выбора. Он вел себя так, словно хотел, чтобы нас обоих убили, и теперь он мертв, а я нет». Сова повторила вопрос. «Вы сожалеете?» «Да, конечно», – ответила Хекла. «Благодарю вас». Сова исчезла, а на ее месте появился орк. «Я Рольф», – сказал он. «У меня вопрос к Карлу. Каким способом вам больше всего нравится убивать?» «Довольно сволочной вопрос», – отозвался я. «Убивать мне не нравится». «Даже? Ну, убивайте вы хорошо». «Хорошо ведь, правда?» – встряла Пончик. «Думаю, мне нравится, когда дело делается просто и чисто», – сказал я. Быстрый удар кулаком, и шея сломана. Рольф помахал в воздухе своим кулаком. «Это отлично. Спасибо». Далее последовал вопрос об арбалете Хеклы. Затем очередь дошла до рабовидного создания, похожего на куатин человеческого роста. Кажется, Адетта называла эту расу глинерами. Рыбка смотрела на Пончика в упор. «Принцесса, а кто такой Фердинанд?» Несколько зрителей в аудитории зааплодировали. Пончик напряглась, но тут же расслабилась.
«Ох, милая, как же мне нравится ваш наряд. Очень красивый, но вы правильно сделали, что спросили. Эта тайна сохранялась очень долго, и теперь настало время, чтобы вся вселенная узнала правду». Она театрально вздохнула. «Фердинанд – это любовь всей моей жизни, но судьба нашего романа была трагической. Он часто навещал меня по ночам, мы смотрели друг на друга с большого расстояния и оба знали, что между нами любовь, которой не должно быть. Мы были несчастными влюбленными, и власти преследовали его. В королевских кругах его поносили, припечатывали кличкой Могги, что значит «кот без рода и племени». Поэтому я и выпрыгнула из окна в ту памятную ночь. Я почувствовала, что он там, что он зовет меня». «Погоди-ка», – вмешался я, – «это тот жуткого вида рыжий кот, который приходил под окно, когда ты лежала в лихорадке?» «Да, Карл, я говорю о нем», – сказала Пончик. «И думаю, тебе пора узнать о моем тайном романе. Принцесса и разбойник. Это не должно было случиться, но наша любовь была чиста». Я рассмеялся, просто не удержался. Его звали не Фердинандом. Это соусник, кот Марджери с первого этажа. Этот кот обрюхатил всех кисок в радиусе 3 кварталов от нашего дома. Беа дважды заявляла на него в службу отлова, но его не находили, не говоря уже о том, чтобы его поймать. Стычки Беа с Марджери доходили до криков, хотя я никогда не понимал, почему этот кот настолько бесил Беа. Меня лично соусник на дереве перед нашим окном раздражал куда меньше, чем стоны Пончика, когда у нее поднималась температура. Пончик шмыгнула носом. Он предпочитал, чтобы его называли Фердинанд. Рыбка Глинер исчезла, ее сменило нечто похожее на эльфа с цилиндром на голове. «Приветствую вас», — сказал эльф. «Меня зовут Чаппи. У меня тоже вопрос к Пончику. Если Беа жива и появится рядом с вами, вы оставите Карла ради нее?» Меня пробрал холодок. Я пристально посмотрел на Пончика, та ответила мне слегка сконфуженным взглядом. «Когда мы соединимся с мисс Беатрисой, то будем работать все вместе, будем жить как раньше». Ответ, казалось, поставил Чаппи в тупик. «Вы, конечно, не предполагаете, что Карл захочет остаться с ней?» Он обратил взгляд на меня. «Карл!» Вероятность такого развития событий, как и вероятность того, что Беа не погибла, была исчезающе мала. Если бы она каким-нибудь чудом осталась в живых, одно из этих ток-шоу уже побудило бы ее дать знать о себе. Как бы то ни было, мне еще предстоял разговор с Пончиком на эту тему, но не в прямом же телеэфире. Я промямлил: «Мы преодолеем это препятствие, когда...» «Прошу прощения за вмешательство», — сказал потрошитель, и его голос дрожал. Я прекрасно видел, что он взбешен и с большим трудом сдерживается. «Мы обязаны поделиться крайне срочной новостью. Как вы все видели, наша программа была прервана. Появилось подтверждение, что причиной сбоя стала бессмысленная электромагнитная импульсная атака на съемочный павильон, в котором остановилась друг и частный гость нашей программы Манасса. Я страшно сожалею, но она, по всей видимости, погибла в результате этой атаки». Зал мгновенно наполнился ахами, возгласами изумления и недоверия. Потрошитель поднял руку, чтобы утихомирить зрителей. Слева от меня принцесса Днадия опустилась в рыдание. Водопады черного масла стекали вниз по ее головоногому лицу. Но это еще не все. Есть в этой истории другой трагический поворот. Можно не сомневаться, что Манасса не была объектом атаки. Одновременно с электроимпульсом потрошитель помолчал, тщетно силясь собраться. Когда он заговорил, в его голосе бурлил гнев. Принц империи черепов Дюжий выпустил следующее заявление. Перед нами поплыл экран. Стол. За ним покрытый грубой щетиной дикий кабан. Принц Дюжий, кронпринц империи черепов, внешне очень походил на своего опального младшего брата. Если маэстро был чрезмерно мускулист, то Дюжий был стройнее, но излучал властность и силу, и жестокость. Прежде чем он заговорил, я рассмотрел все это в его свинячьих глазах. Над плечом орка находилось окно, выходившее на зеленое поле. Бог знает, какое широкое. На карте появились сотни точек, обозначавших солдат, которые маршировали строем под этим окном. Камера была направлена так, что вид из окна открывался безупречный. «Он сейчас на 9 этаже», – подумал я. «Налаживает сектор игры, отведенный под войны фракций. Граждане синдиката». К тому времени, когда это сообщение выйдет в эфир, дети Земли Карл и Пончик будут уничтожены импульсом, выпущенным с моей личной яхты.
Империя черепов оплатит любой ущерб, причиненный частной собственности вследствие атаки. В соответствии с правилами синдиката, обеспечивающими суверенитет независимой системы, эта коллективная казнь должна считаться оправданной и своевременной, поскольку она вызвана высказываниями Карла в поддержку мятежей. Конец. Сообщение погасло. «Быстро это у них», – прошептала Пончик. «Ты могла бы и не говорить», – отозвался я. Удар был нанесен максимум через 2 минуты после того, как я высказался на тему мятежей. «Удар пришелся не в тот трейлер», – пояснил так, глядя на нас. Куда только подевалась его недавняя спесь. Сейчас он выговаривал слова как контуженный. «Он предназначался вам». «Манаса поменяла трейлеры», – пояснила принцесса Днадия. «Начальство сообщило, что вам требуется санитарное оборудование. Вот Манаса и предложила поменяться местами». Принцесса была настолько потрясена, что едва могла говорить. «Мы с ней были подругами, не счесть сколько лет. Пусть у нее в голове и жил червяк, мы долго-долго были так близки». Она повернулась к аудитории, откашлялась и выпрямилась в кресле. «Королевство Призма официально осуждает акцию Империи Черепов. Мы обращаемся в суд синдиката с официальным протестом». «Валтай и Империя Черепов состоят в тесных союзнических отношениях», – проинформировал нас так. «Естественно, они представят трагедию как несчастную случайность». «Да вы знаете, сколько денег Манаса ежегодно вкладывает в Валтай?» – закричал потрошитель. «Да они идиоты. Тупые идиоты. Она же была сокровищницей. Там думают, что главная выгода от технологической составляющей, но это неправда. Ничего подобного. Не более, чем вложение в производство развлечений. Они ее убили просто так». Я почувствовал, как меня захлестывает волна гнева. «И ты выходишь из себя теперь? Что, она была и твоим другом? Какой-то непреодолимый когнитивный диссонанс». Внутренний конфликт противоположных идей в мозгу одного человека. Я не осмеливался высказываться вслух, но все-таки что за бредятина? Они уничтожили землян, разрушили нашу планету, и вот неправильно прицелились ракетой, или каким там еще хреном. И это вот называется трагедией? В задницу, всех вас в задницу. «Карл», – подала голос Пончик, и я, ей-ей, услышал в нем тревогу. «Если они узнают, что попали не в тот трейлер, они будут стрелять снова? Может быть, нам нужно уйти?» Потрошитель бросил на нас взгляд и знаком велел оставаться на местах. «Все в порядке. Вы в безопасности, не сомневайтесь. Сейчас я беру слово. Валтай заявляет, что один из принадлежащих ему дредноутов уничтожен на земной орбите ударом, исходившим с яхты принца Дюжева. Кроме того, Валтай берет на себя ответственность за уничтожение судна Королевского флота Империи Черепов. Из сообщения явствует, что в момент удара принца Дюжева не было на яхте. Однако из уст в уста передается слух, что на борту находились королева консорт Урут и бывший принц Маэстро. «Многое говорит за то, что альянс существует», – заметил так, «что ослабляет позиции Валтая в процессе банкротства». «Заткнись ты, блин, так!» – взорвалась принцесса Днадия. «Ради всех богов! Убит наш друг!» «Минутку!» – воскликнула Пончик. «Он сказал, что маэстро погиб? Карл, ты это слышал?» «Пончик, я это слышал». Пока потрошитель почти шепотом повторял отчет о последних событиях, я встретился взглядом с Хеклой, которая по-прежнему тихо, словно скала в штормовое утро, сидела у другого конца стола. Амазонка с любопытством оглядела меня. «Значит, с вами теперь всегда будет так?» – спросила она. «Что он такое сказал? Земля отправлена на инвалидность?» Я кивнул и опустил ладонь на спину Пончика. И маленько прибавилось хаоса. Глава 20. Китайский потрошитель поставил нам видеозапись последнего концертного выступления Манасы. Большая кобра пела в роскошно обставленном ресторанном зале, пела акапелла, пела бесконечно грустным сопрано. Акапелла, без музыкального сопровождения. Студия внимала в мертвой тишине. Меня пробежал холодок по коже. «Да», – шепнула мне Пончик, когда пение умолкло. Шоу закончилось совсем скоро. Виртуальная студия перестала существовать. Мы с Пончиком остались в комнате одни. Хекла и прочие исчезли раньше, чем мы успели с ними попрощаться. Нам оставалось только возвратиться в комнату ожидания. Я подошел к окошку возле ванной комнаты и, естественно, не увидел один из 2 трейлеров, которые недавно были в море. Вместо него возникли сотни водных зондов всевозможных размеров. Они крутились на поверхности, сканируя ее. 2 штуки со свистом рванули в мою сторону, когда моя голова показалась в раме.
но не успели подлететь, когда стекло отрезало их от меня, сработав по принципу затвора фотоаппарата. Вернулся мой пользовательский дисплей. Зев. «Ребята, я буду ждать вас в зоне безопасности. Через несколько секунд транспортировка, готовьтесь». Карл. «Значит, там увидимся». «Славная она была, эта Манаса. Она мне понравилась», — сказала Пончик. Она выпустила Монго из его клетки, и он, переполненный радостью, принялся прыгать по всей комнате. Потом ящерок забежал в ванную, склонился над движущейся дорожкой и недовольно зарычал, когда механизм не включился автоматически. «Да», — откликнулся я, — «хреновое дело». «Ты веришь в то, что сказал там? О том, что граждане могут восстать?» – спросила Пончик. Я пожал плечами. Наивно это как-то. Милая фантазия. Но я же знаю, что мир крутится не по таким законам. Что нам известно? Что королевская комарилья довольна. Если люди жалуются, это еще не означает, что дела по-настоящему плохи. К тому же я никто. Речь не идет о том, что я в силах что-то переменить. Я на это и не рассчитываю. Иисусе. Да, вот Мордекай выйдет из себя. Он сказал, что тебе надо было маленько посмеяться над королем, а не убивать его жену. Мы по-прежнему точно не знали, почему Мордекай предложил нам поддеть короля, если представится возможность. Он никогда не вдавался в детали в делах такого рода. Вечно вываливал нам, что мы должны делать и на что обращать внимание. Какие бывают типы монстров, трав, лута, как вести себя при встречах с неигровыми персонажами того или иного рода, быть начеку. Мы стали называть эти наставления «паденщиной». Это словечко придумала Пончик. Она когда-то смотрела телемарафон «Правопорядок». Я подозревал, что этот выпад против короля Раста был изобретен как часть долгосрочной стратегии, чего-то, с чем нам придется столкнуться на 9 этаже, если мы доберемся туда. Мордекай хотел, чтобы мы оскорбили короля так, чтобы оставаться в зоне действия радара, и тогда, возможно, впоследствии нам будет легче держать его на крючке. Я не лукавил в том, что сказал Пончику. Я знал, что случайному персонажу, который голосит о революции, не вызвать большого межгалактического кризиса. Но семена были посажены. У Мордекая имелись свои планы, у меня свои. А это означало, что происходили еще какие-то процессы. В нашей игре участвовал еще какой-то игрок. Это начало беспокоить меня еще тогда, когда мы слушали заявление принца Дюжева. «Карл, нам надо соблюдать осторожность, не намека вслух. Я подозреваю, что за нами следят». Пончик. «Что ты имеешь в виду?» Карл. «Этот парень, Дюжий, уж очень хорошо подготовил свое заявление. И камера была наготове, и армия прямо под окном. Дюжий планировал убить нас с самого начала. Я не думаю, что они ожидали от меня той маленькой речи, но она точно сыграла им на руку». Пончик. «Но они промахнулись». Карл. «И Дюжева можно обыграть. Мы были только пешками, наживкой. И Манаса тоже. Организаторы действа, кто бы они ни были, знали, что орки собирались нас убить. Когда мы поменялись с Манасой местами, то либо они заранее так задумали с целью убить своего союзника, либо резво ухватились за свой шанс. Это унизительно для них и подрывает их альянс с Валтаем. Кто от этого больше всего выигрывает?» Пончик. «У Манасы был ангельский голосок, никто не выиграл». Карл. «Ты ошибаешься. Выигрывает тут Борант. Массу времени выигрывает. Если Валтай лишится влиятельного союзника, возможно, даже затеет из-за этого войну с Империей Черепов, у него не останется времени для попытки овладеть Борантом. Хотя наверняка я не знаю. У нас слишком мало информации». Пончик. «Может быть, других участников нет? Орки собирались с нами покончить, это да. И нам просто повезло». Карл. «Может быть. Если так, то и нам, и Боранту исключительно повезло». Пончик. «Как думаешь, Зев сердится на нас из-за этого?» Карл. «Давай выясним». «Ох, боги», – произнесла Зев, когда мы вернулись в зону безопасности. Она вернула нас туда же, откуда мы уходили, в комнату около бассейна с взорвавшимся трупом босса. Куатин прибыла незадолго до нас и стояла посреди комнаты в своем неизменном скафандре. Наш пользовательский дисплей не отключился, как бывало всегда, когда она оказывалась в комнате. Не знаю, был ли это недосмотр или так было сделано специально, поскольку она появилась первой. «Это было жутко. Я была уверена, что вы погибли». «Что произошло?» – вклинился Мордекай. Пончик принялась взволнованно рассказывать ему всю историю в своем пончиковом стиле и начала с описания чистящего механизма с мельчайшими и ненужными деталями. «Как они вообще узнали, в каком мы трейлере?» – спросил я у Зев, в то время как Пончик продолжала закармливать Мордекая информацией. «Это совсем не секрет», – ответила Куатин.
Арендуемые трейлеры выкладывают сведения об аренде в открытый доступ, чтобы любой мог знать, когда они свободны. До сегодняшнего дня не было причин скрывать, кто какой трейлер использует. Никогда не было попыток убить обходчика за пределами подземелья. Какой же это кошмар! Мордекай жестом остановил Пончика. «Подожди-ка, что случилось?» Пончик сделала глубокий вдох. Карл послал короля орков нафиг, и лазерный луч на космическом корабле его сына зафиксировал производственный трейлер. Но мы поменялись трейлерами с Манасой, и в результате вместо нас взорвали ее. Мордекай с ужасом воззрился на меня. «Манаса? Певица? Значит, ее убили?» «Какая она была хорошая», – вздохнула Пончик. «Она сказала, что находит Монго очаровательным». Мордекай. «Я отчетливо помню, как ты говорил, что нужно действовать тонко». Карл. «Возможно, я говорил так, что было слышно за бортом. Это ухудшает положение». «Это еще не все», – сказала Зев. Валтай в ответ взорвал королевскую яхту. Предполагалось, что королева концерта и маэстро находились на борту. «От же, блин, горелый», – выругался Мордекай. «Да меня только спросили о моем мнении. Не моя вина, что принц Свиное Рыло отреагировал чересчур бурно. Жаль, конечно, что матушку убили, но если это она воспитала тех двоих, то, может, и невелика потеря». «Есть и хорошие новости. В сети не говорят ничего осуждающего о Карле и Пончике. Негодяй принц дюжий. Вот так. Раст намерен от него отречься. Я о таком и не думала. Значит, единственной наследницей остается их сестра. Наша команда изучает все запросы на интервью, ну а контракт на ваше следующее у программы «Обходчик подземелья» в нерабочее время с Адеттой». «Вот отлично», – сказал я. «Как-то я пока не в настроении участвовать в новых интервью». Вскоре Зев исчезла и оставила нас в зоне безопасности. Мордекай жестом попросил нас сесть. «Мордекай, слушайте новое правило. Отныне мы ни во что не вмешиваемся, ни о чем не упоминаем и не заговариваем ни с какими сущностями за пределами подземелья. Мы не будем упоминать ни короля Раста, ни принца Дюжева, пока не уйдем с 6-го этажа. Если, конечно, вы, как два дурака, себе это вдруг не позволите. Если Адетта будет вас спрашивать, говорите, что у вас нет мнения. Говорите только о том, что происходит в подземелье». Карл. «То есть больше никаких насмешек над королем Растом?» Пончик. «Говорить гадости – мой особенный талант. Так считали и Манаса, и принцесса Днадия». Мордекай. «Его жена погибла. Сам он по уши в дерьме. Это не ваша вина, но обвинит он именно вас. Я хочу убедиться, что клан Черепов схлестнется с султанатом крови, как только вы ступите на 9-й этаж. Не думаю, что этот вопрос стоит уже сейчас. Давайте просто надеяться, что он не чрезмерно зол на вашу пару». Карл. «Но почему? Что он может сделать с нами здесь?» Мордекай. «Разве что убить вас, когда вы будете на поверхности. А так ничего. Но очень скоро будет по-другому. Будем решать, как быть, когда это произойдет». «Значит, мы тут совершенно бессильны?» – спросил я вслух. «День еще не закончился, и у нас уйма дел. Нужно возвращаться в город. Остается ополчение, чтобы из него вырваться, и магистрат, чтобы в него прорваться». Квест проституток заключался в том, чтобы выяснить, какую роль в происходящем играют городские эльфы из 201-й группы охраны. Если предположить, что верховодит тут известный нам Пиропат, тогда в их участии в связке с единичными немертвыми монстрами просматривается смысл. Городские эльфы поклонялись птицам небесным как живым ангелам, и главное в этом городе птица небесная была темным священником, который командовал немертвыми. Городские эльфы в основном представляли собой дармовую рабочую силу, и Пиропат использовал их, чтобы сгонять своих немертвых миньонов. Мы так еще и не узнали, как были убиты проститутками, и ничего страшного. Мне не требовалось знать, что конкретно происходило, чтобы понимать, как лучше всего расстраивать планы командования противника и выводить из игры его союзников. Мне не улыбалась мысль о полном превращении в бродячего убийцу психически больных эльфов. И все-таки, если эта группа нападала на невинных НПС и убивала их, симпатии к эльфам я не испытывал. К тому же они дважды пытались убить нас. Если мы сейчас не возьмемся за них, все это будет продолжаться. Когда наше интервью было в разгаре, Мордекай возвратился в город и отыскал их штаб. Это было несложно. На нем висела вывеска, а рядом топталась троица городских эльфов и надоедала прохожим хорошими новостями о матери дуба Апито. Они дежурили всего в 2 кварталах от магистрата на самой густонаселенной улице сравнительно бедной части города. Когда мы покидали зону безопасности, в руинах еще кучковались шаркающие берсерки. Мы прыгнули на крышу и стали убивать их с расстояния. Не хотелось тратить хоблоберы без большой необходимости, потому я попробовал хобгоблинские динамитные шашки.
Я никогда раньше не использовал усовершенствованный динамит и порадовался, что не сделал этого, когда находился на земле. Эти шашки были фактически ядерными мини-бомбами. Я применил свою возросшую силу, чтобы добросить динамитную шашку до одного шаркающего, который появился в половине квартала от нас, и взрыв сшиб меня с ног. Фасад одного отдаленного здания обрушился, просев и наполнив улицу обломками. Я поднялся и присмотрелся к повреждениям. В ушах звенело. От шаркающего не осталось даже следа. Второй, который тащился за первым, был убит. В воздухе поднялась пыль, курился дымок. «Ох», – подумал я, – мощность динамита оказалась огромной, но шашки были совершенно бесполезны в обычной драке. Даже зная свою силу, я не был уверен, что смогу отбросить шашку настолько далеко, чтобы не пострадать. Лучше стоять 2 этажами выше. «Мамочка», – воскликнула Пончик, – «надо бы тебе поосторожнее обращаться с этими штуками». Она вернулась на мое плечо. Вдалеке появился третий шаркающий, он подходил с другой улицы, не перекрытой обломками. Мне захотелось узнать какой-нибудь способ бросать шашки дальше. Моя хиестра позволила бы бросать их в 4 раза дальше, но форма шашек не была приспособлена для корзинки. Я достал еще одну хоб-гоблинскую динамитную шашку и осмотрел ее. «Погоди-ка», – сказала Пончик, – «это такие же, которыми ты швырялся той фигней?» «Да, их было 3 штуки». «Наверное, стоило сначала их испытать», – предположила кошка. «Именно их положат на мой могильный камень». «Не дури, Карл, никто нам тут могильных камней не соорудит». Я рассмеялся. «Знаешь, на ней написано, что мне нельзя ее трогать», – продолжала Пончик, пристально разглядывая белую палочку. «Что она взорвется с вероятностью в 75%, если я попробую к ней хотя бы прикоснуться». «Да что ты говоришь?» По моей оценке, надежность оружия оставалась на уровне 80%. А означало, что я мог трахнуть шашкой себя по голове, и ничего бы не произошло. «Не думаю, что правильно заниматься такими экспериментами, пока ты не овладел соответствующим навыком. Или ты безнадежен. И еще, меня гоблинский динамит пугает. Хотел бы я знать, существует ступень выше, чем хоб-гоблин. Что стоит в списке рангом выше?» «Не знаю», – сказал я. «Просто не знаю, есть ли такое». Мои навыки обращения со взрывчатыми и опасными взрывчатыми веществами достигли 9. Оба расширяли зону взрыва. К тому моменту хоб-гоблинский динамит был способен уничтожить едва ли не что угодно. Нет, не что угодно. Я вспомнил о божественном хранителе. Босс страны с 12-го этажа, которого мы видели в кратком сюжете из итогов дня, даже не заметит, если я попробую вколотить ему в глотку ящик динамита. Тумп. Пончикова магическая ракета убрала с дороги 3-го шаркающего берсерка. Вдали солнце уже опускалось. У нас оставалось около 2 часов, и мне нужно было их использовать. «Идем», – позвал я Пончика, – «побалакаем-ка с эльфами». На здании, в котором расположился штаб 201-й группы охраны, не было опознавательных знаков, но, подойдя ближе, мы убедились, что разведка не подвела Мордекая. Над крышей виднелось немудреное выполненное от руки изображение символического дерева с надписью «Образовательный центр Апито». На моей миникарте это здание обозначалось как «порочный храм». На мой уточняющий вопрос Мордекай сообщил, что слово «порочное» на любом сооружении означало, что внутри могут находиться мобы. Из дома вышли 3 городских эльфа. Каждый держал в руках палку с привязанным к концу желудем. Они тщетно пытались вручить свои палки всем проходившим мимо. Ни на одном не было форменной рубахи, все были одеты в простые, неукрашенные коричневые халаты, с виду грязные, как будто их владельцы большую часть дня работали в саду. К сожалению, здание имело одну общую стену с жилым. По улице носились примерно 15 детей-дварфов, они смеялись и шутя толкались. Возраста они были разного, примерно от 5 до 12 лет, но одежда у всех была похожая, грязная, покрытая заплатами. Я подумал, что все они братья и сестры, причем среди них были и двойняшки, и тройняшки. У одного из старших была палка с привязанной к ней маленькой саламандрой. Он гонялся с ней за своими родичами, и все они подвывали, возможно, насмехались над эльфами. Тот, что с палкой, ткнул несчастной пищащей саламандрой в одну из фигур в халате. Ящерка испустила в сторону городского эльфа язык пламени, тот выругался и пнул ребенка. Другой малыш поднял с земли камень и запустил им в эльфа. Тот в ответ выпустил магическое поле. Камень отлетел обратно и ударил ребенка в голову. Виновник стычки завопил, родственники окружили его, и все унеслись в соседний с храмом дом.
В конце улицы у перекрестка несли караул пара невозмутимых местных меченосцев. Они и головы не повернули в сторону переполоха. Должно быть, такие сценки были в этом месте привычны. Я посмотрел на небо. Оставалось не меньше часа в запасе до того, как стражи удалятся до следующего дня. Палку с саламандрой ее обладатель бросил посреди улицы, и бедняжка пыталась оттащить в сторону свое тельце. Я хотел помочь земноводному освободиться, но Монго прыгнул и заглотил саламандру вместе с половиной палки. «Фу, гадость!» – крикнул я. «Прекрати жрать то, что валяется на земле!» Хищник сделал гримасу, как будто вкус саламандры показался ему отвратительным и, кажется, рыгнул. «А вот и получил свое», – заметил я. «Монго, пищу нужно тщательно пережевывать», – упрекнула динозавра Пончик. Трое неигровых городских эльфов наблюдали за нами, когда мы приближались. Один вдруг поспешно скрылся в доме. «Привет, Карл», – сказал другой, повернулся к Пончику, фыркнул. «Гадина, грёбаная богохульница!» «Я?» – изумилась кошка. «Да что я сделала?» Я навел справки об эльфе. Сальваторе, городской эльф, уровень 16, корневой друид. Штатный храмовый жезлоносец. Жезлоносцы – это теплые, милые лица образовательного центра АПИТО, работники отдела пропаганды ополчения 201 группы охраны. Нередко параллельно выполняют функции привратников. Они – одни из наиболее благочестивых, наиболее внушаемых и бла-бла, наиболее опасных приверженцев маленького глупого культа. В эту группу входят члены магического актива 201. Переводим. Если вы намерены потанцевать с этими парнями, будьте готовы иметь дело с самыми разными магическими школами. Имя второго эльфа было Кармине. Его описание было почти идентичным, только назывался не корневым друидом, а магом ветров. Я потребовал ответа. «Откуда вы знаете наши имена?» Сальваторе сплюнул на землю. «Жри мох и умри, ренегат. Учитель сказал нам, что падший дуб и его гниющие приспешники скоро будут в городе, и начнется последняя битва за небеса». Он посмотрел вниз на Пончика и зарычал. «Когда вы согласились помогать той арчихе, мы уже знали, что это были вы. На вас даже стоят гнусные знаки кощунства». «Что за пургу ты гонишь?» – закричал я. «Карл, Мордекай, быстро! Что это за хреновина, падший дуб? И опять старая беда. Наша харизма на этих парней не действует». Мордекай. «Падший дуб – это в лексиконе АПИТО аналог Антихриста. Не тот противник, с которым здесь часто сражаются до 12 этажа. Мы должны снабдить вас обоих рассеивающей защитой. Это заклинание справится с античарами и другими мерами предосторожности, к которым обычно прибегают в квестах. Даже противно, насколько это привычные помехи в поселениях небесных птиц». «Нам пришлось пытать ее, чтобы исторгнуть твое имя с ее губ», – заявил в это время Сальваторе. Вернулся третий городской эльф в сопровождении полудюжины приятелей. Эти явились не в коричневых халатах, а в униформе 201. Они выстроились полукругом перед входом, перекрывая доступ. Все они были 16 уровня, но тут наблюдалось разноцветие магических типов. И маг огня, и взыватель, и светлая целительница. Их точки на карте оставались белыми. Пока. Стоп, кого вам пришлось пытать? Я не дослышал, что он говорил, потому что в это время общался с Мордекаем. «Гам-гам», – ответил эльф. «Она служила важной цели, убирала недостойную мерзость с улиц, но потом начала задавать вопросы. Такие вопросы, что они, как оказалось, привлекли падший дуб, как и предрекал учитель». «Вы пытали Гам-гам?» В голосе Пончика прозвучало недоверие. Рядом с ней зарычал Монго. Тут я понял, что он не просто рыгал, он слегка позеленел. Эта саламандра пришлась ему не по желудку. Как бы то ни было, звук вышел весьма угрожающим. Все городские эльфы напряглись. «Да полегче, пока полегче, рано еще». «Да», – подтвердил Сальваторе. «Как и вас будем. Вы одолели Висенте, нашего лучшего. Всю свою жизнь он готовился к последней битве. Сейчас он цветет на ее дереве. Учитель предупреждал нас, что одного мастера не хватит, и мы наказаны за то, что не последовали его указаниям. Но мы не повторим этой ошибки. Теперь вы предстанете перед всеми нами». «Вас 9? Это все?» – спросил я. «Нас было 12, теперь 9», – ответил Сальваторе. «Точно так, как было в писаниях времен Великого Падения». «Висенте, это тот гад, которому я взрывом снесла башку», – вспомнила Пончик и повернулась ко мне. Все 9 городских эльфов зашипели в унисон и сделали шаг назад. Пончик посмотрела на них через плечо.
«Что? Жопы моей испугались или чего другого? Я заставлю вас узнать, что моя жопа великолепна». Она повертела этим местом перед эльфами, и ее, похожая на юбку попона, зазвенела. «Лауреат, а не задница!» Один из эльфов, маг ледового типа, рыкнул. Его точка на карте мелькнула красным цветом, но тут же вновь стала белой. Все эльфы теперь смотрели сверху вниз на Пончика, смотрели зло и испуганно. Пончик. «Карл, они собираются на нас наброситься». «Карл, не шевелись. Оставайся в этой позе, потряси левой задней лапой». Пончик подняла заднюю лапу, открыв небольшой магический анклет. Потрясла лапой, и бусинки ответили шуршанием. Эльфы зарычали и зашипели, как стая хищников. Светлая целительница принялась царапать собственное лицо, и на нем тут же образовались струйки крови. «Мать твою, да что вообще происходит с этими уродами?» Они испугались ножного браслета Пончика, который мы сняли с обходчицы, убитой лемурами. Я вспомнил, что он прибавил нам всего пару статистических пунктов и навык двойное нажатие. Больше в нем ничего примечательного не было, если не считать название. Заколдованный ножной браслет падшего дуба. Все его описание сводилось к тому, как я не должен его носить, поэтому я и передал предмет Пончику. Очевидно, эти ребята, что перед нами выстроились, не были любителями магических предметов, изготовленных из древесины дуба. Должно быть, потому что их леди Апито по-другому называлась матерью дуба. Я бы тоже не приветствовал, если бы передо мной прошествовал кто-то с украшениями из тел мертвых детей. «Позвольте объясниться на чистоту», – заговорил я, глядя на Сальватора, который продолжал плеваться, как невменяемый маньяк. Вся группа состояла теперь не из разозленных, но отдающих себе отчет в происходящем магов-практиков, а превратилась в беспорядочную свору психов, как будто сбежавших из сумасшедшего дома. Трансформация произошла в какие-то секунды, маг огня обмочился, взыватель сосал большой палец. «Вы, уроды, думаете, что Пончик и есть ваш павший дуб, он же антихрист, только из-за того, что на ней этот браслет? Говорила я тебе, деревянная бижутерия – это уродство», – буркнула Пончик. «Ты носишь на себе запретный дуб», – выговорил Сальваторе, обращаясь прямо к кошке. Держался он прямо и официально. Потом стащил с палки, которую все еще держал в руке желудь, и с громким хрустом сожрал его. Вся его фигура стала приобретать голубой оттенок. Над его головой возникли слова «магический трепет». Остальные извлекли откуда-то желуди и съели их. Вскоре вся их компания засветилась. Карл. Магический трепет. Мордекай. Утраивает число их манны и прибавляет сил, а также заставляет светиться и громко говорить. У них иммунитет против твоего страха. «Вот же дерьмо», – подумал я. План состоял в том, чтобы спровоцировать гадов на атаку на глазах городских стражей. Мордекай уверял нас, что как только противники стронутся с места, стражи будут драться на нашей стороне. Но сейчас я стал опасаться, что подмоги меченосцев, что несли службу в конце улицы, не хватит. Защитная оболочка от магических ударов не убережет. У меня была сияющая броня, но она не выручит Пончика. Мысли закрутились. В нашей книге были два сценария, которые могли бы сработать. Во-первых, плесневый лев, получивший такое название после первой схватки, в которой был реализован. Второй, самый новый, назывался бросок микрофона. Возможно, он подошел бы лучше, но мог бы сбагрить на нас стражи, а этого я очень хотел бы избежать. Пончик. Опять плесневый лев? Карл. Я думаю, да. Будь готова. Я приготовился прыгнуть вперед, прямо в кучу противников. Я активирую защитную оболочку, и она в буквальном смысле разбросает их во всех направлениях. Это поможет, как я надеялся, убить парочку, как было и с давними плесневыми львами. Если так и произойдет, у Пончика появится возможность на сколько-то драгоценных секунд поднять погибших из мертвых, и они послужат нам щитами из плоти, причем вне всяких сомнений. Сальваторе продолжал обличать. Теперь, когда на него действовал баф «Магический трепет», его голос звучал как из динамика. Мой взгляд не отрывался от точек на миникарте, я ждал, когда они станут красными. Если я шевельнусь на секунду раньше, чем нужно, нам трындец. Оболочка не оттолкнет эльфов, и на нас нападут меченосцы. «Ангел, наш учитель, готовит нас к окончанию последних дней», – визгливо вещал Сальваторе. «И он почти достиг всех своих целей. Мы готовы цвести на ней. Мы, 201-я группа охраны, готовы принести последнюю жертву, дабы оборонить ангела.
Он же, в свою очередь, осуществляет в своих трудах насаждение, каким его видит Апито. Апито предупреждает нас о великом звере, жаждущем вторгнуться на небеса и убить всех богов. И сейчас этот великий обманщик, этот пожиратель всего святого имеет имя. Это Пончик, падший дуб, смерть, что почиет на всех нас, та, кто несет конец. И я, с помощью моих братьев и сестер, твамп. Сальваторе с криком рухнул на землю и схватился за голову. Беременная женщина-дварф с животом немыслимой величины ударила его скалкой и заорала. За ее спиной возникла кучка юных дварфов, которые недавно бузили на улице. Голова давешнего швыряльщика камня была обвязана внушительным бинтом. Тот, который развлекался с саламандрой на палке, поднял эту палку, теперь сломанную, и воззрился на нее. «Где Бенджамин?» – прокричал он. Женщина, очевидно приходившаяся матерью всей этой команде, продолжала дубасить Сальваторе скалкой. «Бросаться камнями в моего мальчика? Вот тебе! Я тебе такой урок преподам, что ты его никогда не забудешь, ты, псих! Раздавлю тебя, как улитку! Говнюки полоумные! Машете тут своими ветками целый день, да нас тошнит от вас! Так и знайте!» Твамп, твамп. Ниже, по улице, двое меченосных стражей наконец услышали брань и обернулись. Беременная дварфа прекратила лупить эльфа по голове. Эльф был не мертв, но было видно, что скоро ему не подняться. Я прочитал имя над головой мамаши. Юнис, глубокомыслящий дварф, уровень 30. Она выпрямилась, глядя в упор на остальных эльфов. Наступившую тишину нарушало только ее тяжелое дыхание да звуки падавших со скалки капель. По улице поплыл резкий запах мочи. Я в изумлении и растерянности глазел на представшую передо мной живую картину. Эта женщина появилась из ниоткуда. Оставшиеся на ногах эльфы смотрели друг на друга. Никто из них не шевелился, все они замерли, пораженные внезапным насилием. Взыватель все так же сосал большой палец, светлая целительница продолжала скрести лицо. Время замерло всего на мгновение, которое показалось мне вечностью. Немая сцена закончилась тем, что Монго выплюнул саламандру. Маленькая, уже мертвая ящерка все еще была привязана к концу сломанной палки. Она звучно шлепнулась в лужу липкой жижи. «Бенджамин?» – повторил малолетний дварф, выступая вперед. «Рикки Джо, юный глубокомыслящий дварф, уровень 2». Он глядел на безжизненную саламандру. «Бенджамин?» И тут события понеслись, словно лавина. Эльф-ледовик первым освободился от ступора и бросил в дварфу Юнис импульс. Он ударил беременную женщину точно в середину груди, она отшатнулась и застыла, как ледяная статуя. Индикатор ее здоровья свалился в красную зону. Над ее животом возникла другая шкала здоровья поменьше. Здесь индикатор тоже был на красном участке, хотя и не так низко. Появилась надпись «Заморозка», под ней хронометр обратного отсчета на 60 секунд. Все младшие дварфы с криками кинулись к матери, все, кроме юного Рикки Джо. Тот опустился на колени перед мертвой саламандрой по имени Бенджамин, поднял обломок палки, его нижняя губа задрожала, с нее упала капля слизи. И в это мгновение уже далеко не одна точка на карте окрасилась в красный цвет. Но меченосные стражи, наконец, с грохотом явились к месту событий и вынимали из ножен свое грозное оружие. Они приблизились к застывшей беременной дварфе. Дети выбежали на улицу, бросились в рассыпную, все, кроме того, с забинтованной головой, который зарылся лицом в пышные формы матери. «Оставьте в покое маму!» Стражей детский крик не тронул, оба занесли мечи. Я очень хорошо понимал, что мой следующий поступок будет потом расценен как самая огромная глупость. И также понимал, что никто из оставшихся на улице к той минуте не был виновен. Никто, кроме, может быть, Бенджамина, уже мертвого и нерожденного младенца дварфа в животе Юнис. Эльфы-подонки. Дварф, камнеметатель, подлец и получил то, что заслужил. Юнис следовало бы лучше контролировать свою ярость и думать о ее последствиях для будущего ребенка. А Рикки Джо, мучитель саламандр, безусловно, основательно продвинулся на пути будущего серийного убийцы. Все это пролетело в моей голове, когда я набросился на стражей. Я сформировал боевую рукавицу и из двоих меченосцев 75 уровня ударил изо всех сил того, который был ближе ко мне. Мой кулак врезался в бронированный бок, все равно, как если бы я саданул по боку танка «Шерман».
Основной американский танк периода Второй мировой войны. Он активно использовался во всех значимых боевых действиях и широко поставлялся армиям союзников. Для металла мой удар не остался без последствий, но стражник не покачнулся. Шкала здоровья не появилась, боец и его товарищ прервали атаку на беременную Дварфу и повернулись ко мне. Обе их точки на карте стали красными. Ох-ох. Предупреждение. Вы отмечены как источник проблем в этом поселении. Теперь стражи нападут на вас, как только увидят. В то же мгновение, когда я ударил стража, Рики Джо также решил принять участие в состязании дебилов дня. Половиной палки, которую мальчик по-прежнему сжимал в руке, он ткнул велоцираптора Монго в физиономию, дохлой саламандрой. «Ты изгубил моего лучшего друга, ты!» Пацанчик хотел замахнуться для второго удара, но стоило ему отвести руку назад, как он увидел, что ее уже нет. Быстрый, как змея Монго, откусил руку Дварфа пониже локтя и проглотил Бенджамина во второй раз. «Монго, замри!» – прокричала Пончик. Она спасла маленькому идиоту жизнь. Динозавр опять выглядел больным. Я ринулся в толпу все еще таращивших глаза магов-практиков, и широкое лезвие меча повалило меня на землю. Меч прошел мимо, и вместо меня вонзился в Сальватора, которого только-только привела в сознание светлая целительница с разодранным лицом. И он сидел на земле, тряся головой. Удар разрезал его пополам, как какой-нибудь грошовый бублик. За спинами стражей дети хлопотали вокруг еще не оттаившей мамы, стараясь перетащить ее через улицу. А между стражами затесался маленький Рики Джо. Он смотрел на обрубок руки, из которого кровь хлестала, словно из летней дождевальной установки. Я наклонился к малолетнему Дварфу, поднял тяжелого ребенка, заложил под левую руку, как футбольный мяч, а правый вытянул флягу с зажигательной смесью и прокричал: «Бросок микрофона!» «Ребенка забираем!» – крикнула Пончик и потеряла бесценную секунду. Я увернулся от рубящего удара второго меча. Эти твари были неимоверно сильны, практически неуничтожимы, но двигались они безобразно медленно. «Да, давай». Я поджег фитиль фляги. «Есть», – отозвалась Пончик. Я легко подбросил зажигательную флягу, отсчитал в уме 2 секунды, фляга достигла высшей точки и пошла на снижение, прямо на мою голову. Мы все четверо, я, Пончик, Монго и Рики Джо, дематериализовались и появились на крыше дома на другой стороне улицы благодаря Пончикову прыгуну через лужи. Я развернулся лицом к стене как раз вовремя, чтобы увидеть, как фляга-зажигалка приземлилась перед входом в храм и полностью поглотила все живое и неживое, что там находилось. Оставшиеся 8 городских эльфов были уничтожены немедленно. 2 городских стражей, они оба замахивались на меня мечами, очухались и посмотрели друг на друга. Над обоими появились шкалы здоровья. Правда, индикаторы на них почти не дрогнули. Казалось, 2 бойца вовсе не замечали набиравшего силу огня. Они отступили от пожара, повернулись к нему лицом и перестали двигаться. Они не видели, куда мы делись. К счастью, Юнис и дети успели отойти достаточно далеко, и взрыв не накрыл их. Дверь дома, ближайшего к тому, на котором мы стояли, распахнулась, и неигровая пара человеческого рода втащила Дварфов внутрь, в то время как из дома высыпали другие неигровые персонажи, желавшие посмотреть, что происходит. Пламя подобралось к двери порочного храма и очень скоро сожрало его весь, а также соседний жилой дом. Я достал стандартное зелье исцеления и влил немного в рот не перестававшего визжать Рики Джо. Кровотечение у него прекратилось, и индикатор здоровья возвратился в зеленую зону. Рука заново не отросла. Он повернулся к болезненно выглядевшему Монго и хотел снова ударить его теперь уже левой рукой, но я удержал ребенка. «Отдай, верни мою руку!» Монго повиновался. Глава 21. Мы дождались заката и только тогда покинули свое укрытие на крыше дома. После короткой бестолковой стычки на улице 2 стражей остались в тех же позициях, лицом к огню. Ни один, ни другой не поднимали головы. Многочисленные неигровые персонажи, в том числе и небесные птицы, приходили поглазеть на горящее здание, и никто не уделил нам ни грамма внимания. Никто, за исключением Мордекая. Он-то отдал целых 10 минут открытой брани на нас в чате за то, что мы пробудили в стражниках агрессию.
Рики Джо сидел на крыше, скрестив ноги, мрачно ощупывал остатки своей искалеченной руки и разглядывал своего любимца Бенджамина, саламандру, дважды послужившую пищей динозавру. Услышав, что мы не в состоянии приделать его руку на место, он долго и злобно на нас кричал. Впрочем, Пончик сумел уговорить Дварфа посидеть спокойно и дождаться ночи, когда можно будет спуститься. Когда пожар полностью сожрал здание храма, нам подумалось, что какие бы заклинания ни защищали окрестности, их действие тоже прекратилось, а значит, к Пончику вернулось ее обаяние вместе с силой убеждения. «Эй, парень!» – обратился я к маленькому Дварфу, пока тянулось наше ожидание. «Ты ведь и сам знаешь, что вел себя не совсем круто, правда? Привязать маленькую ящерицу к палке, а? Это довольно-таки хреново». «Не говори ребенку плохих слов», – сделала мне замечание Пончик. «Но Рики Джо, Карл прав. Так поступать нельзя». «Но я хотя бы не ел его», – огрызнулся Рики Джо. А Бенджамину нравилось. Дварфы привязывают ящериц к шляпам, когда спускаются под горы. Вот он и тренировался. «Послушай», – заговорил я, снова указывая на выгоревший остов храма. Родной дом мальчика, примыкавший к храму, тоже сгорел дотла. «Ты видел, чтобы туда входило или выходило что-нибудь необычное? Не слышал ничего странного и пугающего?» «Пугающего?» – переспросил он. «Да не все там не в себе. Один там у них ревет по маме каждое утро. Мы сквозь стенку слышали. Ага. И запахов много, тоже жуткие какие-то. Мой братик Буба Лейн рассказывал. Пару ночей назад видел, как что-то слетело с крыши. Он думает, что это была Красу, а может, просто та дама из небесных птиц». «Какая дама?» – не понял я. «Я не знаю, как ее звать. Они для меня все одинаковые. Но она часто приходит. Обычно приходит, пока не стемнело, а потом уматывает куда-то с другими дамами. А вот сегодня не приходила». «Погоди, что это за другие дамы?» «Женщины. Обычно из эльфов, дварфов или из человек. Целыми днями там торчат. Я никого из них не узнаю. По-моему, они стараются вступить в церковь, одеваются так, как будто в Деспирадо собрались. Буба Лейн говорит это потому, что женщины дуры. Моя мама шлепает его, когда он так говорит, а потом бьет в ухо, пока он прощения не попросит. Потом она всех нас выстраивает и называет его глупым. Не очень-то ему это нравится». «А ты знаешь, где небесные птицы находят этих женщин?» – заинтересовалась Пончик. «Нет», – ответил малец, – «нам не разрешают ходить мимо по улице. Мама говорит, там опасно». Я взглянул на Пончика. Женщины из-за города пачками приходили в этот храм, и потом их подруга, небесная птица, куда-то их уводила. Интересненько, надо бы уже двигать. Легкого пути с крыши не было. До перезарядки Пончикова прыгуна через лужу оставалось еще 4 часа. К тому же он понадобится нам для следующей части вечерних исследований. Я вздохнул, доставая свою веревку и думая о том, как переменился мир с того часа, когда мы утром проснулись. Мы прожили длинный и сумасшедший день, и он еще не окончен. Больше мы не сможем ходить по городу, как ни в чем не бывало. Ночью да, но когда взойдет солнце, стражи набросятся на нас. Крайне гадкое обстоятельство. Поблизости есть и другие города, но этот самый крупный в округе. К тому же до крушения уровня всего 3 дня. Было бы рискованно удаляться от единственного известного нам спуска в цирке Гримальди, а туда добираться полдня. Пончик запихнула Монго в переноску и подождала, пока я спущусь по веревке. Мне пришлось тащить протестующего Рики Джо под мышкой. Дело кончилось тем, что я выронил Дварфа, когда до земли оставалось 3 метра, но в целом обошлось. Он плюхнулся животом и потерял труп саламандры и слабый зажим с покалеченной руки. Мальчишка тут же начал ныть. Оказавшись на земле, я сказал: «Ну, парень, с тобой-то все хорошо, пройдись, да и забудешь». Индикатор его здоровья почти не изменился. Как только мы добрались до земли, Пончик непринужденно спрыгнула к нам. Для нее это было ничто. Я смотал веревку и убрал в инвентарь. «Карл, тебе нужно тренировать прыжки», – сказала Пончик, выпуская Монго из переноски. «Или узнай, как научиться летать». Раздирающий барабанные перепонки вопль из соседнего дома сотряс улицу. «Мамка моя», – пояснил Рики Джо, – «должно опять рожает. Вы не знаете, как она рассердится, если я пропущу. Мне поручили держать ее левую ногу. Пока, принцесса Пончик, пока, Монго». И он припустил к двери. Я переглянулся с Пончиком и помотал головой. На обратном пути к одноглазому нарвалу мы ненадолго задержались в шелковом пути. Финансы начинали иссякать, я прикупил еще 3 ящика хоблоберов, только на этот раз ударно-взрывного типа. Пустула принесла еще упаковку дымовых завес. Они представляли собой круглые расплавленные бомбы.
Можно было предположить, что они намного превосходили гоблинские дымовые бомбы в эффективности. Я купил все 10 штук. Когда мы пришли в Нарвал, Мордекай был уже там, значит, добрался туда сам по себе из своей гильдии. Вот-вот должен был начаться выпуск итогов дня, и Мордекай уже сидел за столом и точил лясы с незнакомой мне женщиной, обходчица, как я заключил, увидев на карте голубую точку. «Это подруга Хеклы!» – закричала в восторге Пончик. «Ура! Она нашла нас!» «О, черт! Я совершенно забыл об этой обязанности!» Когда мы подошли, женщина повернулась, посмотрела на нас, и я остановился как вкопанный. Она выглядела странно. Я не мог определить ее возраст. Блондинка с чересчур большими, чересчур высоко посаженными глазами и скошенным на сторону крючковатым носом. Ее подбородок я бы назвал бугристым. Отдельные волоски на голове были чрезмерно толстыми. Я отметил плохо сшитый спортивный костюм и громоздкие боты на ногах. Обходчица номер 9 077 265, Катя Грим. Уровень 9, раса человеческая, класс монстр-водитель грузовика. Я моргнул несколько раз, пытаясь переварить увиденное. Несомненно, она не человек. А что за хрень этот класс, монстр-водитель грузовика? Мой взгляд остановился на 9 уровне, на 10 уровней ниже меня. Пара звезд при имени босс местности и босс района. И тем не менее всего 9. Могут возникнуть осложнения. «Привет, Катя», – сказала Пончик и вспрыгнула на стол. «Так вы подруга Хеклы?» «Здравствуйте», – робко ответила гостья и наклонила голову. «Да, огромное вам спасибо за то, что вы согласились встретиться со мной. Хекла сказала, что вы будете здесь». Монго нерешительно приблизился к ней, принюхался. Убедившись, что от нее не исходит угрозы, он несколько раз обошел вокруг нее и улегся на полу, свернувшись клубком. «Здравствуйте», – сказал я, и она отозвалась. «Здравствуйте, Карл. Хекла рассказала обо всем, что произошло на вашем интервью. Это же безумие. Она хочет поговорить с вами, но только через минутку. Она и дочери именно сейчас сражаются с боссом. Я не приобрету никакого опыта, ведь я слишком далеко». Когда она говорила, ее губы двигались неестественно. Я как будто слышал 2 записи голоса, наложенные одна на другую. Непонятно. Я бы не смог поговорить с Хеклой непосредственно. Говорить с другими обходчиками в чате, как, например, с Брэндоном, можно после того, как мы откроем первичный чат рукопожатием, что делается лично. «Ну ладно», – сказала она, не дождавшись моего ответа. «Мордекай дал мне несколько подсказок. Я это чрезвычайно ценю. От моего игрового наставника не очень много помощи». «Хекла очень классная», – воскликнула Пончик, воодушевляясь все больше. «Она как Зена, королева воинов, только лучше». Главная героиня популярного сериала в жанре фэнтези, 1995-2001. «О да», – подтвердила Катя. «Она удивительная. Она спасла мне жизнь». Мордекай. «Если ты сумеешь ее натаскать, она хорошо дополнит нашу команду. Наверное, было бы правильно перетянуть ее от той Хеклы, но она слишком намного отстала. Может быть, чересчур слишком». Карл. «Ей можно доверять?» Мордекай. «Пока не знаю. Производит впечатление искренней, но есть в ней какая-то обреченность». Карл. «Да кто она все-таки такая? Ведь она не из людей, ты согласен?» Мордекай. «Пусть она объяснит». «Что же вам успел подсказать Мордекай?» – спросил я вслух. Женщина тяжело вздохнула. «Беннон, мой наставник в игре, уговорил меня взять себе эту расу и класс, и я теперь сама не знаю, что делаю». «Так какой же вы расы? В описании сказано, что человеческой, но не похоже». «Все просто», – отозвался Мордекай. «Она старается». Я сел к столу. В телевизоре над барной стойкой началось итоговое шоу дня. Что это значит? «Я доппельгангер», – произнесла женщина. Двойник, немецкий. Тема двойника очень активно разрабатывалась в литературе романтизма, а также в фантастике и психоанализе. Это значит, что я человек, потому что стараюсь изобразить человека, когда вы на меня смотрите. До того, как Мордекай помог мне с ушами, он сказал, что моя раса и какое-то непонятное слово. Так что есть некоторый прогресс. «Доппельгангер?» – повторил я и посмотрел на Мордекая. «То же, что ты? Перевертыш?» «Это похожие вещи», – сказал он. «Но не в точности одно и то же. Доппельгангер – это такая раса, которую крайне сложно принять. Как перевертыш я могу выбрать любую расу, с которой соприкасался физически, с небольшими ограничениями. По крайней мере, так это происходит у обходчиков. Ты знаешь, что я потерял способность менять облик, когда стал наставником. Доппельгангер – это другое.
Мисс Катя как глина. Когда-то у нее была постоянная форма, и она носит на себе снаряжение. Все это и тело, и снаряжение добавляется к некоторой массе. Обладая этой массой, она способна придать своему телу облик любого существа той же массы. Он окинул женщину печальным взглядом. В отличие от перевертыша, она не приобретает ни физических качеств того существа, чей вид копирует. Она только похожа на это существо. Трудность мисс Кати заключается в том, что она не может просто сказать «сделайте меня человеком». Она должна сама формировать этого человека. «Это еще и больно», – добавила она. «И больно. Ей приходится высекать собственный облик. А поскольку она еще не овладела мастерством скульптора», Мордекай умолк на полусловии и жестом указал на лицо женщины. «Но у меня есть некоторый опыт в таких вопросах, вот я и помогаю ей обзавестись более естественным обличием». «Это трудная задача», – признала она. «Я возвращаюсь к своей естественной внешности только во сне или в ванной, но в другом месте мне приходится использовать зелье исцеления, чтобы увидеть свое отражение». Она провела рукой возле лица. «Результат вы видите сами. Подождите, вот что вам поможет». Я порылся в своем инвентаре, нашел то, что искал, и положил на стол. Это был осколок зеркала размером с ладонь. Я забрал его на первом этаже, когда мы собирали лут после боя с соковыжимателем. У меня скопилось столько битого стекла, что его хватило бы для зеркальной стены. «Ух, спасибо вам!» – воскликнула Катя, беря осколок. Она двигалась так несмело, что заставила меня подумать о кролике. Такая пугливая, нерешительная, кажется, что сбежит, вздумая я повысить голос. Как эта женщина еще остается здесь? Как она еще жива? Она боязливо заглянула в зеркало. «В одном магазине здесь продаются кармальные зеркальца, но я не могу покупать. Боже, я выгляжу как картина Хуана Гриса». Грис Хуан, 1887-1927 годы. Испанский художник, один из основоположников кубизма. Я не знал, кто такой Хуан Грис, но предположил, что это имя человека, который патологически не умел рисовать лица. Я смотрела, как лицо Кати мялось и вспучивалось, как будто под ее кожей передвигали мебель. Ее глаза изменили форму и заняли более правильное положение на лице. Я как будто наблюдал, как невидимые руки мнут глину. «Мне нужно создавать одежду», – снова заговорила Катя. «Сейчас на мне магический кожаный жилет, но, будучи надетым, он исчезает и лишь увеличивает мою массу. Единственное, что не исчезает, это оружие». «Вы научитесь изменять внешность лучше и быстрее. Только для этого нужно упражняться. Такой же навык, как и любой другой», – терпеливо успокоил ее Мордекай. «А что это за класс такой? Монстр-водитель грузовика?» – поинтересовался я. «Я не могу сейчас внимательно следить за изменениями, но вот из того, что в памяти осталось. Это земная версия класса «Стойкий барьер» в сочетании с классом рыцарей. Этот класс встречается относительно часто. Называется он «Джаггернаут». Безжалостная, неумолимая, неостановимая, слепо уничтожающая сила. Название происходит от индуистского ритуала, когда под колесницу, на которой восседала колоссальная статуя божества Джаганнатхи, бросались и массово погибали тысячи людей. Иначе говоря, она как прямолинейный танк, который получает тем больше бонусов к телосложению, чем быстрее прет вперед. Глядя на ее телосложение, когда она стоит и не двигается, можно заключить, что она не уступит электростанции. Я только присвистнул. На экране тип крокодильего вида с карабином в руках объединялся в команду с человеком, который показался мне знакомым, но я не мог припомнить, где видел его раньше. Они вдвоем выпрыгнули из горящего дома, и их преследовали трехногие насекомоподобные надины. Карл, какой улов? Мордекай. Мощное телосложение и хорошая ловкость. На все остальное она кладет, особенно на силу, потому что считает ее антиинтуитивным началом. Она не боец, у нее низкий уровень, так что, несмотря на способность наносить большой физический и магический ущерб, она еще очень далека от совершенства. Однажды на 8-м этаже я боролся с неубиваемой тварью, похожей на вомбата. Монстры могли вынести прямой удар в лицо небесным боевым молотом, но они были маленькие и слабые, поэтому мы просто отлавливали их и окунали головами в ведра с водой. Они быстро захлебывались. Карл, о Иисусе. Мордекай. Я стою на том, что самая крепкая, самая нерушимая стена в мире не покажется настолько прочной, если ее можно поднять и отбросить. Как твой план с полками на нынешнюю ночь? Катя подняла голову.
Слушайте, Хекла закончила свои бои. Она передает: «Привет, Карл и Пончик, я рада, что вас не убили. Пожалуйста, помогите Кате». Это я. Я думаю, что было бы лучше всего, если бы вы позволили ей присоединиться к вашей партии, чтобы пополнить опыт. Чем вы дальше, тем меньше можем обмениваться опытом. Пожалуйста, избавьте ее от слишком больших опасностей. Я действительно очень ценю вашу помощь и обещаю компенсировать вам то, что вы дадите Кате. Карл, разрешим ей присоединиться к нашей партии? Это не чересчур разбавит наши запасы опыта? Пончик, мы обязаны, мы обещали Хекле. Карл, нет, ты обещала Хекле. Мордекай, если вы сегодня поставите точку в квесте, оставшиеся 2 дня сможете шлифовать то, чему научились, и вам такой хвостик, как она, не помешает. Перед вашим приходом я уговорил Фитца дать мне заглянуть в его запасы трав и стянул последний информационный бюллетень. Там есть кое-что, что следовало бы обсудить. Но сначала присоедините ее к партии. Передайте Хекле, что мы займемся ее просьбой и просим ее беречь себя и не беспокоиться», – сказал я Кате. Следующие несколько минут у нас ушли на присоединение Кати к нашей партии. Я взглянул на ее статы. Сила 11, интеллект 8, телосложение 51, ловкость 30, харизма 8. Я поразился. Как вам удалось поднять телосложение на такую высоту? У меня есть кольцо, которое добавляет 15 к телосложению. Я получила его в лутбоксе, когда мы только стартовали. Потом была еще парочка бафов в той же плоскости, а выбранный класс добавил еще пунктов. «Что еще вы можете делать?» – спросил я, изучая ее свойства. «У меня есть способность, которая называется второй топливный бак. Она позволяет поглощать ущерб, а часть его отражать и возвращать. Она включается рандомно, и ее можно использовать только 1 раз в одном конфликте. Дальше способность, стремительность, возможность использовать свое тело как таран. Я могу прибегать к ней 1 раз в 30 часов. Есть еще способность под названием следопыт. Это значит, что я могу очень легко находить шахты спуска». Я переглянулся с Мордекаем. «Полезных заклинаний у меня нет. Ах да, я имею иммунитет к ущербу от заклинаний ветра и могу очень хорошо ремонтировать двигатели». «Вы были механиком?» «Нет. В сущности, я вообще никогда раньше двигатели не ремонтировала, но я получила зелье земного увлечения, а у меня механический ум. До того, как все это началось, я преподавала изобразительное искусство». «Изобразительное искусство?» Я скептически смотрел на ее топорно вылепленное лицо. Катя смущенно улыбнулась. Во всяком случае, я подумал, что она рассчитывала так улыбнуться. На деле же улыбка вышла чуточку вампирской. Как принято говорить, кто не умеет действовать сам, тот учит других. «Ладно, послушайте меня», – вмешался Мордекай. «Сейчас, когда все мы входим в одну партию, пришло время обменяться мнениями об опыте и о том, что я только что узнал». «Тихо-тихо», – перебила его Пончик, указывая на экран. «Смотрите, это же я». «О, мать твою», – высказался я, увидев заставку. На ней я увидел графическое изображение Пончика с прищуренными глазами. Изображение, сделанное минувшей ночью, когда она пила в баре. Вспыхнула молния, и в другой части экрана заняли свои места 2 ротвейлера. Эта картинка была преднамеренным напоминанием о борьбе с боссами. Принцесса Пончик против Сиси и Густава Третьего. Это противостояние эпического масштаба. Принцесса Пончик бросила перчатку, то есть прямой вызов Сиси и Густаву Третьему, 2 любимцам Люси и Мар, на этот момент лидера поиска, объявила умевшая не переводить дыхание ящеровидная ведущая. «Я ничего такого не делала», – не веря своим ушам, запротестовала Пончик. «Они врут». Кошка повернулась ко мне. «Карл, мне это не нравится. С каких пор в новостях разрешается врать?» На экране возникла фотография Пончика, склонившейся над коктейлем. «Про собак жуть, сучьи звери эти ротвейлеры, почти такое же говно, как кокер-спаниели, думают, что они умные». Сегодня Люси и Мар появилась в выпуске «Хруста костей», и вот что она имела сказать. Экран моргнул, на нем опять была Люси и Мар. Она сидела рядом с волкоголовым ведущим и пребывала в сильной фазе дьяволицы, с черепом вместо головы. Она и Человек-волк самозабвенно хохотали, в то время как Густаво и Сиси рвали на куски какую-то маленькую мохнатую зверушку, а аудитория вдохновляла их всех воем. «Что за дерьмо это, не понял я. «Бой на арене», – ответил Мордекай. «Арена Файт. Видеоигра 2017 года». «Я уже сказал, Зев, что не надо нас подпускать к таким шоу. Бои нереальны. Это сложный монтаж».
Лицо Люсии Мар на экране увеличилось, оно уже было представлено в суперблизком ракурсе, в глазницах черепа кишели жуки. «Как вы ответите на вызов? Вы вернетесь в это шоу? В наших силах сделать его главным событием. Пончик против одного или обоих ваших парней?» – спрашивал ее Человек-волк на экране. «Нет», – сказала Люсия Мар, – «это шоу, трата времени. Каждая секунда, потраченная без приобретения опыта, тратится впустую». В ее голосе слышался скрежет из-за сильного испанского акцента. «Я найду эту Пончик в подземелье, где она встретит свою вечную смерть. Сиси и Гус разорвут эту Путта в клочья». «Путта, шлюху, испанский». «А потом я растерзаю Карла и заберу все его блестящие игрушки». «Она симпатично смотрится», – заметил я. Мне пришлось напомнить себе, что я вижу перед собой всего лишь маленького ребенка. Какое же грёбаное детство у нее было. «Это ни в какие ворота», – продолжала возмущаться Пончик. «Карл, мы должны сказать им, что тут ошибка. Я не хочу драться с этими тупыми псинами. Мы бы легко их побили, никаких сомнений. Но я не хочу, чтобы эти гнусные черепа показывали рядом с моим именем». «Дьявол», – прошептал Мордекай и поднял взгляд на экран. «К дьяволу, блин. Им нужно свести нас каким-то образом, так ведь?» – спросил я. «Конечно так», – согласился он. «Да только не сейчас. Им еще понадобится подкопить сил». «Встреча произойдет на этом этаже?» «Никоим образом. Только после 3-го раунда спонсорской поддержки. Так что только на 6-м или позже». «То есть до тех пор они смогут беспрепятственно подначивать нас?» «Возможно», – сказал Мордекай. «А может быть и нет. Что случится с ними, если они попытаются убить нас раньше срока? Они хотят сделать это как можно быстрее. Но на подобное нужны деньги, поэтому к исполнителям высокого класса особое отношение. Все это имеет отношение к тому вопросу, который мне нужно обсудить с вами. Боранд предупреждает владельцев магазинов и пабов о недопустимости недовольства обходчиков. В бюллетене об этом не говорится прямо, но я могу читать и между строк. Некоторые из вас, ребята, становятся намного сильнее, чем нужно. И обходчик, который начудил в клубе Деспирадо 2 суток назад, тому подтверждение. Большинство ящиков с лутом под контролем системы ИИ, и, похоже, она старается компенсировать сокращение сроков, отводимых для шоу. Боранд в большой мере контролирует мобов и получаемый обходчиками опыт. Но ИИ-системы остается верховным арбитром и использует свои полномочия, чтобы уравнивать шансы. «Тебя поэтому не хватил удар, когда мы решили взяться за этот квест?» Мордекай пожал плечами. «Вы ведь уже запутались в этой сети квестов. Так бывает. Я мог бы с самого начала сказать, что это хороший квест. Обычно перед вами встает необходимость, скажем, перенести что-нибудь из пункта А в пункт Б и больше ничего. Или вам нужно просто кого-то убить. Более изощренные квесты показывают, что вы находитесь на этажах с укороченным сроком пребывания». Он замолчал, так как пришло время объявления. Ничего нового. Теперь у вас есть 2 часа, чтобы поспать. Как только прыгун через лужу у Пончика перезарядится, уходите. А поскольку вы настроили против себя стражу, нужно быть уверенными, что вы успеете разделаться с задачей до восхода солнца. Тем временем я помогу Кате справиться с ее лицом. Сегодня она с вами не пойдет, но когда вы закончите квест, все оставшееся на этом этаже время вам придется ходить вместе. Мордекай. Постарайся сохранить ей жизнь, а если она все же погибнет, не забудь снять с нее кольца. Карл. Мордекай холоден, как камень. В этот поздний вечерний час весь город погрузился в сон. Все пабы были закрыты, только в нескольких кварталах от нас горела над городом вывеска клуба Деспирадо. Жутковатая тишина висела в ночи, и слышались в ней, казалось, со всех сторон леденящие неземные вскрики. Чтобы проникнуть в магистрат, нужно было прежде всего попасть в проулок, найти там очертания небольшого здания, где мы побывали днем, и воспользоваться прыгуном через лужи, чтобы оказаться на крыше. В проулке нам встретилась компания монстров 14 уровня. Они назывались «выползнями тени», были похожи на сгустки дыма и относились к классу призраков. Они напали на нас, едва мы подошли к нужному зданию, и предприняли атаку пронизывающим холодом, от которой меня защитил плащ для ночной охоты. Благодаря магической рукавице мы смогли обезвредить их с такой легкостью, как если бы они были существами из плоти. Волшебные зубные насадки Монго тоже не прибавили им здоровья. Призраки выпустили непривычно большие облачка опыта, и добить их было уже совсем нетрудно.
Уровень Монго поднялся до 13-го, и динозавр весьма заметно подрос. Теперь он доходил мне до груди. Примерно таким же образом он в свое время в момент вырос от размеров собаки до размеров пони. Пончик перескочила с моего плеча на спину Монго, чтобы проверить, сможет ли она теперь на нем ездить. Динозавр пришел в полнейший восторг и принялся подпрыгивать, поэтому удержаться на нем не было никакой возможности. Пончик рассердилась так, что вся шерсть на ней встала дыбом. Кошка вернулась ко мне на плечо и пробормотала: «С этим мы поработаем потом». Жилой дом по периметру был окружен решетками, как будто для того, чтобы через них было удобно перелезать. Монго отправился в свою переноску, а Пончик, перепрыгивая от окна к окну, быстро достигла крыши 3-го этажа. Я последовал за ней. Решетки зловеще скрежетали под моим весом, но я тоже быстро добрался до покатой черепичной крыши. Сердце в груди колотилось, как молот. Перед нами тянулось длинное здание магистрата. Днем мы забрались в него с обратной стороны, когда спустились с крыши другого дома, вошли через главный вход и попали в торговый центр. То здание, на котором мы стояли сейчас, было на целый этаж выше, и мы собирались спрыгнуть с него прямо на крышу магистрата. Конечно, если все, что там было раньше, сохранилось после взрыва 3 динамитных шашек. Я спрятал их на полках, на которых мисс Пушинка рассаживала своих малышей Бинни. Когда я возвращал полки на прежние места, то убедился, что они пусты, и положил на них 3 шашки и шар с хоб-гоблин-пусом, а на второй полке дистанционный взрыватель. Мы не смогли бы произвести взрыв, наше дистанционное управление было бы просто блокировано магической дверью, но я просто постучал в деревянную стену и понял, что взломать ее не составило бы труда. Сначала я осторожно осмотрелся и ощупал руками воздух на предмет присутствия летающих невидимых мобов. Не увидел ничего. Буквально через один дом от магистрата находилось большое строение, снаружи похожее на склад. И в нем проводили ночные часы все неактивные меченосные стражи. Я ощущал их недоброе присутствие и понимал, что мы, как начинка сэндвича, зажаты между ними и не менее внушительным зданием магистрата. Я надеялся, что стражи находились там, где им полагалось. Мордекай утверждал, что они остаются неактивными всю ночь, но у меня душа была не на месте. Нам предстояло устроить большую, очень большую побудку. Сначала у нас был другой план, но после того, как я испытал хоб-гоблинский динамит, пришлось перестроиться. «Приступаем», — сказал я Пончику. «Будь готова». «Подожди, я должна вспомнить строчки», — ответила кошка, потрясла лапой и прочистила горло. Вздохнув, я достал из своего инвентаря таинственное письмо. Что оно собой представляло на самом деле, мы узнали от Мордекая. Мы нашли его в инвентаре убитой Гам-Гам и решили, что Арчиха вытащила его из вещей мертвой проститутки. Но, вероятнее всего, оно было подложено туда с определенной целью, в расчете на то, что его найдет любой, кто будет расследовать смерти женщин. Утром, когда мы стояли у Нарвала над мертвым телом, на котором были вырезаны слова «У тебя не выйдет», ставшие ответом на мое заверение отыскать и убить виновного, меня едва не трясло от страха. «Кто бы это ни сделал, сейчас он нас слушает», — сказал я Мордекаю тогда. «Наверное, он и слышит нас, и видит». «Это маловероятно. Вы были в зоне безопасности». «Однако вот тебе факт», — возразил я. «Он не терял времени. Ее убили через считанные секунды после того, как я это пообещал». «Расскажи подробно, что ты делал в то время, когда эту девочку убивали». Я понял, что придерживался указаний таинственного письма только тогда, когда говорил Пончику, что мы отомстим за Гам-Гам. «Я должен разобраться», — сказал Мордекай, обдумав мое предположение. «Не носи его с собой. Оно не подействует, если будет просто спрятано у тебя в инвентаре. Конечно, это свиток, написанный некроскриптом, шрифтом мертвецов, но к тому же он покрыт кровью. Я думал, что это кровь жертвы, на теле которой вы его нашли. Ну а теперь склоняюсь к тому, что это кровь заклинателя. Свиток уже использовали. Обычно после первого использования свитки исчезают, но не всегда». «Так что же вот это?» – спросил я. «Подавляющий глаз», – ответил он. «Известное заклинание личий. Обычно его не записывают на свитке, но иногда возможно и такое. Заклинатель читает его, потом разбрызгивает жертвенную кровь на бумагу и приобретает способность видеть и слышать все, что происходит вблизи нее. Своего рода камера слежения. Маг пропитывает свиток кровью, точно зная, что тот попадет к нужному существу.
Пока свиток находится вне твоего инвентаря, маг знает, где ты и слышит твои разговоры. Возможно, тебе не удастся продать этот свиток, так что избавься от него». «Или же мы его используем», – воскликнула Пончик. «Мы сможем обратиться к нему и сказать, какой он гад, и выведем его из себя настолько, что он придет к нам». «Отлично придумано», – согласился я. «Это грандиозно придумано, Карл. Я всегда рождаю грандиозные идеи». Теперь я осторожно положил свиток на черепицу крыши и шепнул: «Я все равно не знаю, что это такое. Когда мы здесь закончим, необходимо будет продать его». «Думаешь, в мире еще много таких?» – поддразнила меня Пончик. Она переигрывала. Ну да бог с ней. «Он выглядит ценной штукой. Мы должны найти свиток, измазанный кровью». «Вот соберем лут в картотеке приемной, тогда можно будет поискать свитки в кабинете. Наверное, — добавил я, — было бы хорошо упереть мягкие игрушки со столами из пушинки. А главное те, что остались на верхних полках в маленьких шкафах. Не сомневаюсь, для кого-то они что-то значат, а если нет, то пригодятся для костров в пути». «Очень хорошо. Кстати, Монго нужны жевательные игрушки». «Тогда подождем еще немного, убедимся, что вокруг не летает никакая пакость. Потом перейдем на ту крышу, пробьем себе путь через потолок, и мы в кабинете. Ключ от дальней двери должен быть где-то там». «Комар носа не подточит», – одобрила мой план Пончик. Я убрал письмо обратно в инвентарь. «Вон», – Пончик показала на небо, там появились 4 красу. Они поднялись как будто бы из нижнего необитаемого этажа, где поджидали нас. Теперь они направлялись к тому месту на крыше, где расположились мы. «Давай», – прошептал я. Пончик усадила Монго на крышу. Прежде чем он успел взвизгнуть, она прошипела: «Тихо». Динозавр сердито заворчал, но понял, что он на покатой крыше, и принялся ее царапать. Пончик быстро активировала часовое утроение своего динозавра, после чего засунула настоящего Монго обратно в переноску. Он понадобится нам через минуту, но не сейчас. 2 часовых Монго запищали от досады, когда их оригинал исчез. Я зарядил свою хиестру хоб-гоблинской дымовой завесой и бросил на противоположную крышу, после чего зажег вторую и вставил ее между плитками черепицы у своих ног. Пончик быстро дала какие-то указания 2 динозаврам, и те завыли, когда в небо начали подниматься густые клубы дыма. Я поспешно достал таинственное письмо. «Спрыгиваем на крышу», – распорядился я. Я смял письмо и подбросил комок в воздух. Один из Монго поймал его и проглотил целиком. Затем оба динозавра спрыгнули с крыши на здание магистрата. Один из них опять взвыл, и тяжелый звук улетел в ночь. «Святое дерьмо!» – прошипел я, когда наши звери прыгнули через проулок и испарились из нашей истории. «Ты была права. Я не думал, что они смогут прыгнуть так далеко». «Монго такой же прыгучий, как и я», – сказала Пончик. «А ведь он гораздо больше». «Наверное, мне тоже следует ездить на нем, а не отдавать все удовольствие тебе», – усмехнулся я. Дым уже совершенно заполнил ночной воздух. Пустола не хвастала. Это оружие было намного лучше, чем традиционные гоблинские дымовые бомбы. Как будто на город лег тяжелый туман. 2 динозавра полностью исчезли из вида. Стайка красных точек красу повернула обратно в сторону крыши того дома, на котором мы только что были. Динозавры спрыгнули до того, как туман сожрал крыши, и летучие женские головы видели движение. И я не был уверен, что дым подействует на призраков. Мордекай говорил, что он не лишает зрения большинство бестелесных призрачных сущностей, но на этих милашек он подействует, поскольку они обладают качеством физического присутствия. Я не понимал, как инкуб сохраняет в памяти все эти закономерности. Мое внимание вернулось к карте. Значит, часовые Монго на крыше служб магистрата. Если неизвестный нам негодяй подслушивает, то можно рассчитывать, что мы обманули его. Он думает, что мы на этой крыше, и пошлет туда свою команду противодействия. Спускайся. Мы перебрались на заднюю часть крыши, причем я нагнувшись. «Мне не хочется губить коллекцию мисс Пушинки», – сказала Пончик. «Она же вправду любит этих зверьков. Что-то мне подсказывает, что теперь ей не придется сожалеть». Я разбудил Хоб-Гоблин-Пус и нажал на кнопку взрывательного устройства. Когда вой часовых Монго наполнил воздух, ночь уже клонилась к утру. Глава 22. «Мило», – сказал я, разглядывая зияющую дыру в здании. Внизу бурлил город, разбуженный взрывом. На всех улицах зажигались фонари, нарастала какофония криков. Темные силуэты небесных птиц разрезали небо вокруг нас со всех сторон, но большинство держалось в стороне от разрушений. Магистратские кварталы пылали.
Мы взорвали половину здания. Не все. Извещение админа. В вашем интерфейсе новая таблица. Извещение админа. Ваш статус изменен. Изменение утратит силу после крушения этого этажа. Перед нами развернулась целая стена извещений и принесла неожиданность. Я проскочил 2 уровня, до 21-го. «Вот и хорошо, что так просто», – прокомментировала Пончик. Она активировала заклинание факел, и крышу залил яркий свет. По полу прокатилась дымовая бомба, остановилась, разорвалась, и пульсирующий свет отражался от ее осколков. Мне вспомнился танцпол клуба Деспирадо. Я был уверен, что Красу набросится на нас, потому мы и ждали мгновения, когда Пончик запустит свой факел. Красу должны были быть защищены от взрыва, но их нигде не было видно. Возможно, мы с расстояния в полгорода взорвали и их? Я неотступно следил за красными точками. «Ох, мать же твою налево!» – воскликнул я, просматривая извещение. Того, на которое я надеялся, пока не было, но несколько интересных бросились в глаза. Новое достижение. Ассасин. Вы убили неигрового персонажа, городское официальное лицо высокого ранга. Похоже, только вчера ты был не более чем робким обходчиком 1-го уровня с прекрасными ногами, который мочился от страха, когда мочил крысу. А теперь взгляни на себя, ты уже совершаешь политические убийства. Кого будешь убивать следующим? Бога? Награда. Вы получаете бронзовый ящик ассасина. Новое достижение. Верховная крайняя власть. Полегче, Шарлемань. Французское произношение имени императора Карла Великого. Это всего лишь поселок средней величины. Не похоже, что вы завоевали пол Европы, но вы убили действующего главу магистрата этого города. Вам известно, что из этого следует? Добро пожаловать в удивительный мир государственного управления. Награда. Вы получаете платиновый ящик тирана. Вы также заслужили управление средним поселком небесных птиц. Удачи, магистрат. Новое достижение. Кок-блок. Кок-блок. Жаргонное обозначение, обычно неодобрительное человека, мешающего другим заниматься сексом. Вы уничтожили мисс Пушинку, небесную птицу 30 уровня, существование которой было необходимо для выполнения квеста другого обходчика. Кто он и что это был за квест? Кому до этого нафиг дело? Вы получаете награду, обещанную ему. Предупреждение. Вы можете получить такую награду только 1 раз. Сделайте так снова, и мы сообщим обманутому обходчику ваше имя. Также он получит квест на ваше убийство. Кокблоков никто не любит. Награда. Вы получаете серебряный квестовый ящик. Итак, получается, что взрывом мы убили и мисс Пушинку, и магистрата Пиропада. «Мы прыгаем здесь или как?» – спросила Пончик. «Мы должны здесь спрыгнуть». «Не гони», – сказал я. Все инстинкты твердили мне, что надо подождать. Что-то здесь неправильно. Дай секунду подумать. Чуть позже Пончик снова подала голос. «Эгей, почему у тебя поменялась твоя шутливая кличка, а у меня нет? Это произвол». Я заглянул в меню. Мой статус был изменен с королевского телохранителя на магистрата среднего поселка небесных птиц Карла. Мне не было смешно. Мордекай уже предупреждал, что один из нас, возможно, завоюет город, если мы убьем главу магистрата. Но еще он говорил, что в случае гибели основного квестового персонажа его квест либо автоматически выигрывается, либо проигрывается в зависимости от обстоятельств. Принимая во внимание таинственную обстановку вокруг квеста, наши шансы были 50 на 50, успех или провал. Меня это устраивало, даже если на этом квест обрывался бы. В любом случае мы получали немеренный опыт, коль скоро квест-босс был еще и главой города. Но с квестом ничего не случилось. Он по-прежнему торчал в моем меню. Мы убили невинного НПС? Главу магистрата мы даже не видели, мы просто взорвали нахрен его дом. Видишь ли, тут вот какая проблема. По-моему, мы все испортили. Пиропад мертв, а квест остался. А это значит, что не Пиропад был главным плохим парнем. И не похоже, что мисс Пушинка принадлежала к скверной команде, как я подозревал. А хуже всего то, что мы запороли квест какому-то другому обходчику. План был простым. Используя таинственное письмо как приманку, мы предполагали заставить Пиропада подумать, что мы готовы вломиться в магистрат через потолок, и тогда он явился бы навстречу лицом к лицу. Когда я услышал от Рики Джо, что некая небесная птица женского пола наносит визиты городским эльфам, то заподозрил, что против нас играет именно мисс Пушинка.
Такое предположение, возможно, мог бы принять ИИ, и для этого упомянул о том, что могу изжечь мягкие игрушки. Как бы то ни было и кто бы нас не подслушивал, я надеялся, что этот кто-то прибудет на место событий. Мордекай сказал, что Лича взорвать так же просто, как и человека. Единственными монстрами, которых мы могли опасаться после взрыва, были Красу, которых взрыв бы не тронул. А если бы что-то осталось после взрыва, мы взяли бы штурмом помещение магистрата, вычистили бы оттуда оставшихся плохих парней, после чего, даст бог, сообразили бы, что делать дальше. Если мисс Пушинка находилась там во время взрыва, значит, она должна была быть в курсе дела, иначе из чего она там оказалась в такое позднее время? Спросила Пончик. Ну, наверное, согласился я. А вот о Пиропаде она сказала, что он в последнее время выходит только по ночам. Может, она подстроилась под его расписание, или она там жила. Или она была кровососущей пособницей Лича. Карл, мы не знаем. Пойдем же и посмотрим. Не будь слабаком, наконец. Ну, хорошо, сказал я, поколебавшись. Только давай не забывать об осторожности. Что-то мне в этой ситуации не нравится. Выключи пока свой факел, только будь готова опять вызвать его. Подожди. Пончик вдруг занервничала. Послушай, взгляни еще раз на сообщение. Там есть что-то про бронзовый ящик. Я говорила тебе, один из них обязательно из плохих парней. Я взглянул еще раз. Кошка была права. Я не заметил это извещение среди моря прочих. Значит, или Пиропат, или Пушинка – босс местности. От этого вывода мне стало несколько легче. Но который из них? Сказать невозможно. Динамит проделал огромную дыру в крыше, можно было подумать, что ее пробили изнутри. К счастью, пламя не охватило здание полностью. Пока. Дым продолжал подниматься из дыры, но уже почти сошел на нет. Взрывная фляга, использованная нами днем, сожгла такое же здание дотла за считанные минуты. Этот взрыв выглядел мощнее, но пламени дал гораздо меньше. Если мне предстоит и дальше всерьез заниматься взрывами, то не худо было бы знать, какого эффекта ждать. Несмотря на мощность, результат этого взрыва отличался от того, на что я рассчитывал. Физические законы, управлявшие взрывами здешних веществ, пока не поддавались моему пониманию. А это опасно. Надо овладеть ими, и как можно скорее. Пончик доставила нас наверх, использовав прыгун через лужи. По покатым черепичным крышам мы добрались до плоских. Внезапно поверхность под нами показалась непрочной, готовой провалиться. Сверху раздался голос. «Эй вы, что вы там делаете?» Я поднял голову, две неигровые небесные птицы набрались храбрости, подлетели к месту взрыва и теперь парили над нами. «Я новый глава города!» – прокричал я. «Я здесь по делам магистрата!» Орлы переглянулись. Я не был уверен, что мой ход сработает, не знал, признают они мой авторитет или нет. Происходило бы это в реальном мире, они бы сказали: «Канайте отсюда, козлы вонючие!» – рявкнула на меня небесная птица. «Возвращайтесь в Деспирадо! Или откуда вы там пригребли? Вас здесь не должно быть! Тут произошел взрыв, и крыша, на которой вы стоите, вот-вот обрушится. Мы не собираемся спасать ваши бескрылые задницы, если вы провалитесь». «Хорошо, да полетели вы куда подальше», – ответил я им. Вторая небесная птица повернула голову к напарнику. «Что-то я нехорошо себя чувствую. Может, тут какая-то дрянь в воздухе? Полетели-ка лучше отсюда, братец». Они сделали над нами несколько кругов и были таковы. Осторожно приближаясь к дыре, я не терял бдительности. Мобы могли появиться откуда угодно. До эпицентра взрыва оставалось метров 15. Сквозь дыру в крыше далеко внизу виднелась земля, половина здания магистрата и его передние рабочие помещения были сметены полностью, как и вся южная часть. Полэтажа, где располагался торговый центр, тоже превратился в колоссальный провал, а в его глубине появилась дымящаяся гора мусора. Впрочем, дальше я видел практически нетронутые полы и торгового центра и жилой зоны над ними. «Неудивительно, что огня не так много», – проговорил я. «Выглядит так, как будто мы просто пробили дыру сквозь все здание, от верха до низу. Жутко как-то». Пончик указала на боковую стену. Дом на противоположной стороне улицы тоже почти разрушился. К счастью, это было лишь административное здание. Я порадовался, что мы решили наблюдать не с его крыши. «Твой взрыв ударил вверх, вниз и вбок, но не в эту сторону. Может быть, магическая дверь защитила?» «Может быть», — сказал я. «В любом случае, приемной не осталось. Если мисс Пушинка или Пиропат находились здесь, шансов выжить у них не было». «Бедные мягкие игрушки», — вздохнула Пончик. «Давай все-таки спускаться». Она повиляла задом и ловко спрыгнула в жилую зону. Я же принялся прилаживать веревку. Это начинало надоедать. Пончик была права. Мне нужно придумать, как спускаться и подниматься по-другому.
Спустившись, я пошел к жилым квартирам, оставив веревку там, где она висела. Ее нижний конец находился в 4-5 метрах над землей. Кое-где потрескивали огоньки. Я позволил им свободно разгораться, мы с Пончиком углубились в просторное здание, и кошка выпустила Монго. Он немедленно устремился к стоявшей у стены небольшой пустой клетке и принялся ее обнюхивать. Деловой центр магистрата находился напротив приемной зоны, а значит, тоже был разрушен. Мы не нашли никаких следов магической двери. Возможно, она была похоронена под грудами мусора вместе с трупами и всеми малышами Бинни, мисс Пушинки. Далее располагалась жилая зона по всей длине торгового центра непосредственно над ним. Там кое-что сохранилось. Несколько столов, несколько насестов в форме буквы «Т». У одной стены стоял гардероб, открытый и пустой. Пончик осмотрела клетку, которая заинтересовала Монго. По всей вероятности, в прошлом там содержались мыши или крысы обычных размеров. Дверца клетки была открыта. Кошка сказала, что почувствовала запах плесени, то есть клетка уже приличное время не использовалась. Я же уловил только запах дыма. Принцесса забросила клетку в свой инвентарь и приступила к изучению шкафа, на который я указал ногой. «Ты глянь, Пончик, замок сломан, и дело не во взрыве. То есть шкаф обыскали еще до того, как мы тут все взорвали? Очень похоже на то. Может быть, до нас сюда заглядывал другой обходчик?» – предположила кошка. «Может быть, но Пиропада убили все-таки мы. Посматривай на карту». Я огляделся. Помещение было странно пустым. Тут были полки, но на них ни шиша. Стены голые, пустая клетка когда-то служила коробкой для еды, но тоже давно. В дальней стене виднелась тяжелая дверь, которая вела вглубь здания. Я медленно приоткрыл ее и тут же увидел на карте косой крест. Тогда я распахнул дверь настежь. Тут же появилось несколько десятков новых красных точек и такое же количество косых крестов. Я замер и сформировал рукавицу, приготовившись защищаться. Ничего не произошло, никакого движения. Святое дерьмо. «Монго, шш!» – прошипел я, когда перистый динозавр подошел к порогу и приготовился завыть. «Шш!» Я зажал ему клюв. Пончик прыгнула мне на плечо и изготовилась к стрельбе, но никакого движения за дверью мы не услышали. Кошка вдохнула и напряглась. «Карл», – прошептала она, и ее голос дрогнул от страха. «Ты был прав, Карл. Мы напрасно сюда сунулись. Давай уйдем, прямо сейчас». Я проглотил слюну. Мы увидели то, что вызвало бы полюцию у серийного убийцы. Комната была местом хранения раздетых женских трупов. Они свисали с потолка вниз головами, наподобие туш в морозилке. Там были женщины человеческой расы, эльфы, дварфы, арчихи и даже одна агриха. У тех, что были обозначены на моей карте косыми крестами, не было голов. У других, таких было не меньше 30, имелись все части, но их головы были отделены и подвешены примерно на ладонь ниже шеи. Каждая голова соединялась с шеей лишь белой костью и похожими на соломинки артериями, словно кто-то хватал жертву за головы, мощным рывком отрывал их и оставлял качаться. Пучки пурпурной энергии соединяли их с красными точками, как если бы они перезаряжались. Они выглядели спящими, глаза у всех были закрыты. На этом ужасы не заканчивались. Посреди комнаты висел немалых размеров костяной ловец снов, в котором роль паутины играло раздетое, истощенное и перевернутое вниз головой тело магистрата Пиропада. Ловец снов – амулет многих индейских племен Северной Америки, призванный защищать спящего, улавливая злых духов и болезни. Паутина из суровых ниток или оленьих жил, натянутая на круг из ивовой ветви. Этот образ переосмыслен в одноименном романе Стивена Кинга. Его лишенные перьев, обтянутые пупырчатой кожей крылья, напоминавшие крылья ощипанного сырого цыпленка со скрюченными на первых фалангах пальцами, были вытянуты вперед. Из-под треснувшего клюва смотрели выпученные молочно-белые мертвые глаза, и из клюва и из глаз вытекали струйки прозрачной жидкости. Ноги были раздвинуты под таким косым углом, что их когти тянулись к потолку. Всю эту конструкцию можно было бы принять за искаженную, извращенную пародию на витрувианского человека да Винчи. Общепринятое название схематического рисунка, иллюстрирующего золотое сечение, лежащее в основе теории идеальных гармонических пропорций. Фигура обнаженного человека в двух совмещенных проекциях, с раскинутыми в стороны руками и расставленными ногами и со сведенными ногами, вписанная в квадрат и в окружность. Центром как окружности, так и квадрата является пуповина человека.
Рисунок выполнен Леонардо да Винчи в связи с его размышлениями о теории пропорций древнеримского архитектора Витрувия, но непосредственно с трудами последнего не связан. Этот рисунок часто используется и вне связи с архитектурой, как символ симметрии человеческого тела и Вселенной. Другие названия – квадратный человек, вечный дом. Тело жертвы было привязано к костям старой истлевшей веревкой. Судя по виду трупа, магистр висел там уже довольно давно, началась мумификация. Обруч подрагивал в воздухе, раскачивался и скрипел. Бывший магистрат Пиропат, темный священник, уровень 32, труп с лутом. «Как можно было убить этого типа, когда вот он уже какой?» – прошептала Пончик. «Выглядит так, словно умер давным-давно». «Не знаю». Тут было гнездо красу. В первоначальном описании говорилось, что их нужно убить в прямом смысле слова, найти тела и уничтожить. Насколько я понимаю, головы вампира от некоторых тел сейчас находились в городе. Но если так, почему на карте тела отражались как трупы? Система описывала их как трупы обычных НПС. Были они технически мертвы до возвращения красу. Наверное, это не имеет значения, если мы уничтожим тела. Я знал, что убить призрака, не прибегая к магии, невозможно, но, может быть, это сработает с телами? Весь пол в комнате был липким от запекшейся крови и разлагавшихся, отваливавшихся ошметков плоти. Вонь была невыносимой. Если бы мы захотели подойти к Пиропаду ближе, нам пришлось бы задеть несколько висевших тел. Ближайшая к нам принадлежала синекожей эльфийке, молодой, тоненькой, ее ноги были связаны арканом у лодыжек под потолком, каскад довольно коротко подстриженных волос не касался земли. Я удержался от желания врезать ей ногой по голове и сказал, нужно подойти к нему за лутом. «Ну нет, я шагу дальше не сделаю, эти штуки собираются проснуться. Если их не разбудил наш взрыв, то, пожалуй, им уже не прийти в себя». «Ну что ты, Карл, они обязательно проснутся. Ты когда-нибудь смотрел фильм ужасов?» Она была права. Учитывая, сколько крови было разлито в этой комнате, я более чем подозревал, что скверный парень, кто бы он ни был, использовал подавляющий глаз. Оставаться тут долго было нельзя. Я послал экспресс-запрос Мордекаю, и он ответил, что безголовый, наверное, беспомощный перед физическими атаками. А вот те, у кого головы и пурпурные жгуты, скорее всего, защищены. Но он не был уверен. «Хорошо», – прошептал я. «Давай убьем вот эту одну и посмотрим, что будет. Если сработает, то путь свободен. Забираем лут и делаем ноги». «Ладно, отойдем назад, я ударю ракетой. Если они все проснутся, запущу факел. Может, он опять их спугнет». «Эй», – произнесла Пончик через минуту, – «не пашет, зона тишины. Я не могу активировать заклинание». Я послал еще один запрос Мордекаю. «Мордекай, в зоне тишины заклинания из вашего меню и свитки не будут активироваться. Все остальное, магические предметы, зелья, уже активированные заклинания, силы не теряет». «Хорошо. Монго», – позвал я. «У него магические насадки, они могут неплохо послужить. К тебе дело. Откуси голову вот тому эльфу, только быстро». Монго квакнул и взглядом попросил у Пончика подтверждения. Та скомандовала «быстро». Динозавр ринулся вперед, напал на жертву, в последнее мгновение повернул голову на бок с таким видом, как будто поедал вкусное тако, и чавкнул над темной эльфийской головой. Тако – национальная мексиканская лепешка с мясной начинкой. Шпок. При пугающем мощном укусе едва висевшая голова шлепнулась на землю. За ней следовала струя внутренности и крови, как будто шея была канализационной трубой, которую, наконец, прочистили. Пурпурные шнуры магии погасли. Монго поднял окровавленную морду и завыл. Погасли все пурпурные ауры, у меня зашевелились волоски на затылке. Ох-ох. Монголенсис, не парясь, двинулся дальше в комнату. Откусил вторую голову, третью. Тех, у кого голов уже не было, он игнорировал. Прыгнул на четвертую, но пролетел сквозь тело, как будто его там не было. В ярости он взвыл и кинулся на ноги женщины, свисавшей с потолка. Тело шмякнулось на землю. «Назад!» – скомандовал я. «Монго, вернись!» – крикнула Пончик. С громким пронзительным воем красу в комнате начали просыпаться. Сразу же завертелись все головы, сились окончательно отделиться от остатков тел. «Пончик, долго?» – выкрикнул я. Это был один из самых первых наших миниатюрных сценариев. Он плохо подходил к ситуации, но я надеялся, что кошка разгадает мой замысел. «Карл, это не я знаю. Только с чем?» «Со светом». Принцесса спрыгнула с моего плеча, отбежала и пробралась в соседнюю комнату, а затем, может, и на крышу.
Выбежав из зоны молчания, она активирует факел и вернется. Я швырнул в хаос дымовую завесу, сформировал рукавицу и кинулся за Монго, который уже вгрызался в очередное висящее создание. Слизь хлюпала у меня под ногами, я ударил рукавицей одну красу, и мой магический боевой кулак произвел всплеск. Достав обычный факел, я зажег его, бросил на землю. Десятки женщин завизжали в ярости, завертелись, сились высвободиться. Одна за другой они взмывали в воздух, а верви внутренних органов волочились за пустыми теперь телами. Одна за другой красу становились косыми крестами на моей карте. Они сторонились моего брызжущего искрами факела, а он заливал наполненную дымом комнату пульсирующим красным светом. Твари не разлетелись, как в прошлый раз. Свет уже был не таким ярким, а дым ослепил их. Красу начали кружить по комнате, натыкаясь друг на дружку, на висящие тела и ловца снов в середине, и тот уже крутился от толчков. Одна красу выплюнула мне в лицо еще бьющееся сердце. Я замахнулся на нее, но промазал. «Монго, к двери!» – крикнул я. Наш зверь взглянул вверх и завизжал, ударил лапой по одной красу и оторвал свисавшее из нее легкое. Тварь заголосила, бухнулась на землю, подпрыгнула и покатилась, как медуза, раскидывая во все стороны артерии. Протолкнувшись сквозь занавес безголовых мертвяков, я достал из инвентаря лотерейный билет, шаровая молния или заварной крем. Мы вырвались в соседнюю гостиную, тоже полностью задымленную, и остановились у зияющей дыры. Я оглянулся. Комната была большой, но я не знал, как сильно она пострадала тогда, когда мы разрушили здание. В первый раз, использовав этот двухвариантный билет с одинаковыми шансами, я выиграл заварной крем. Где же Пончик и черти носят? Я глянул на карту. Пончик сидела ровно над нами, на крыше. Красных точек стало больше, они окружали кошку, держась на расстоянии. «Стреляй в дыру!» – закричал я и поскреб билет. Я был полностью уверен, что снова увижу заварной крем. Шаровая молния! Горячо! Огненное яйцо выскочило из моей ладони и, словно ракета, метнулось к двери спальни, превратившись в пламенный снаряд диаметром с раскрытый зонтик. Скоростью он уступал пончиковым магическим ракетам, но это не имело значения. Влетел он точно в открытую дверь, оставил следы, разрезал дым и взорвался, ударившись о перевернутое тело пиропада. Этот взрыв снова потряс все здание. Дверь покоробилась. Меня омыла волна обжигающего жара, нанеся незначительный ущерб. Комната наполнилась косыми крестами, прежде чем половина ее провалилась на нижний этаж. Едкий черный дым смешался с белым дымом. С крыши пропали красные точки, явно угрожавшие Пончику. Через мгновение кошка спрыгнула в ванну и приземлилась на мое плечо. За ней в воздухе остался световой след, такой яркий, что я был вынужден прикрыть ладонью глаза. «Мы их всех сделали?» – спросила кошка. «Они исчезли с карты, когда ты это устроил?» «Думаю, всех. Но еще я думаю, что мы сжарили весь лут, который мог быть при пиропаде. Идем смотреть». Мы возвратились в спальню. Пол провалился на торговый этаж. Заклинание шаровой молнии покорежило в этой комнате буквально все. То, что оставалось от пиропада, теперь было разбросано среди мусора. Я сделал вывод. Он не был боссом. Если бы был, мы нашли бы тут карту местности, даже после того уничтожения тела. Значит, босс – это мисс Пушинка, и это она рулила все это время. Но и тело осталось позади, наверное, его засыпало. Здание опять содрогнулось. «Дом рушится. Надо отсюда выбираться», – сказал я. «А как же квест? Ведь мы ничего не выяснили». Я уже был готов ответить «у нас не осталось времени», но вдруг на карте возникла красная точка. Один из трупов, поджаренных до хрустящей корочки, из косого креста превратился в точку. Когда я повернулся в ту сторону, уже сформировав рукавицу, точка мигнула и стала белой. Это была женщина, одна из безголовых мертвяшек. Она лежала на земле, ее голова волшебным образом воссоединилась с ее телом. Человеческого рода, знакомая, с длинными темными волосами. В тот краткий миг, когда она была красной точкой, она была отмечена как красу, а сейчас, будучи белой, она была определена системой как человек. Нижняя часть ее тела превратилась в головешку. Она подняла глаза на нас, мигая от боли. Один глаз светло-голубой, второй карий. Бургундия, та самая женщина, с которой мы столкнулись на лестнице во время первого визита. Ассистентка магистрата. Полученный вред странным образом не отразился на ее лице.
Пончик наклонилась к ней и понюхала. Вместо ног у Бургундии теперь были 2 растрескавшихся черных бревна из древесного угля. «Карл, мы обязаны ей помочь». Я опустился на колени и достал исцеляющее зелье. «Нет», – едва слышно проговорила Бургундия. «Если вы меня вылечите, то вылечите и мое тело. Я опять стану одной из вон тех. Слишком поздно. Я отвержена, проклята. Самое доброе, что вы можете сделать, это убить меня, пока я еще смертна. Поторопитесь. Пожалуйста, больно». «Значит, вы человек днем и одна из тех тварей ночью?» – уточнил я. «Да», – выдохнула она. «Меня принесли сюда эльфы. Я работала в другом поселении, но они сказали, что я могу получить работу в клубе Деспирадо. Тогда город как раз заселялся, и они уговорили меня приехать. Всем известно, если ты работаешь в клубе, есть вероятность, что сможешь уйти вниз. Я могла отправиться в охотничье хозяйство, может быть, даже глубже, где не опасно, но они лгали во всем». «Вы были проституткой?» – спросил я. Ее губы скривились. «Да, а если вам это не нравится, мне накласть. Я убивала мужчин за меньшее». Она закашлялась. «Мы просто хотим понять, что происходит. Многих ваших подруг находят в проулках мертвыми и изувеченными». «Милая, все будет хорошо», – добавила Пончик и погладила женщину лапой по волосам. «Расскажите нам все, что можете про Пиропада». «Пиропада?» – переспросила она. Ее голос все слабел. «Вы можете сделать свет ярче? Я чувствую, что он снимает проклятие, но он гаснет». Факел Пончика светил не хуже солнца, сделать его еще ярче было невозможно. «Не Пиропад сделал со мной это. Он все время висел на этой штуке и был мертв, когда я сюда попала. Его превратили в темный фетиш, который хранит наши тела от опасности по ночам. Все это время городом управляла мисс Пушинка, она и была магистратом». Я почувствовал своеобразное облегчение. Все-таки мисс Пушинка была плохой. Мы убили того, кого нужно. Когда система сказала, что мы уничтожили действующего главу магистрата, речь шла о ней, а не о Пиропаде. К тому же описание, данное ИИ, наверное, уже в 100-й раз оказывается неточным. Система утверждала, что мисс Пушинка – ассистент магистрата, а это было не так. Утверждала, что Катя – человек, а на самом деле она – доппельгангер. Утверждала, что и Бургундия – человек, а она – вампирша. Карта пометила все трупы косыми крестами, а они все еще могли превращаться в монстров. Важно знать, что доверять нельзя никому. Но если заправила Пушинка, то от чего не закончился квест? Я перечитал требования и сосредоточился на последней строчке. Никто не знает, кто они и откуда пришли. Узнайте. Квест не поручал нам спасать женщин или убивать виновных. От нас требовалось только узнать, что происходит, и мы почти у цели. Остается выведать ответ у этой женщины, пока дом не рухнул. А вы... Как с вами случилось такое? Эльфы привели меня в свой храм, и тогда пришла мисс Пушинка. Сколько вопросов она задавала, а я не знала тогда зачем. Думала, она собирается принять меня на работу в клуб, а она повела меня к нему. К кому? На этаже под нами что-то с грохотом обрушилось. Вибрации пошли по всему строению, дым от бомбы рассеялся, но черный дым пожара стал еще гуще. К своему мужу. Он не здесь, на той стороне улицы. Там, куда меченосцы уходят по вечерам, этажом выше них. Стражи не знают, где он, или им безразлично, они не должны смотреть вверх. На ее мужа? Я попытался припомнить, что мисс Пушинка говорила о нем. Немного. Сказала, что он умер, и что он возглавлял магистрат до Пиропада. Вот как оно было. Да, его зовут Ремикс. Он что-то такое делает, активирует большое заклинание. Я не знаю, какое. Он не живой, но и не мертвый. Что-то среднее, что-то монструозное. Он пытается полностью возвратить себя к жизни. Вот и еще бляха-муха. Еще один плохой. Я-то надеялся, что все боссы подохли. Но как это относится к вашему племени? Спросил я. Вы знаете, кто я? Чем я стала? Я Красу, женщина, жившая жизнью греха. Умерла во зле и боли и вернулась из мертвых. Днем мы живем и работаем в этом здании ассистентами и в магазинах внизу. Собираем. А ночью мы, его армия, выполняем его приказы, помогаем городским эльфам, которых он чарами вовлек под свою власть. Собираете что? И откуда женщины, которых мы находим в проулках? Каждый раз, когда в какой-нибудь магазин торгового центра заглядывает новая небесная птица или синица, мы обязаны добыть ее перо. Зачем, я не знаю. Мы отдаем их мисс Пушинке. «Что-то нехорошо это звучит», – протянула Пончик.
Монго рыкнул в знак согласия. А те женщины – это те, у которых недостаточно грехов. Они приходят на работу в клуб Деспирадо, но когда их ведут к Ремиксу, и он их перекручивает, чтобы головы отлетели от тел, не все превращаются в красу. Бывает неудачная, неполная трансформация, некоторые просто умирают. Когда это происходит, он разрешает нам выпивать таких. Потом один из его аватаров забирает тела и выбрасывает в проулках. Мисс Пушинка говорит, что их оставляют в нескольких кварталах от его логова. Он управляет аватарами как своими конечностями, но они не в состоянии отойти далеко. Пока так. «Аватары?» – переспросил я. «То есть другие небесные птицы? Я не понимаю». Крак. Часть комнаты поползла вниз. Тело Бургундии начало скользить. «Убейте меня, прошу вас!» – закричала она, когда над ней стала проседать крыша. Пончик ударила ее магической ракетой, и тело тут же исчезло. Глава 23. Я вернул веревку обратно в инвентарь, когда еще висел на высоте 4,5 метров над землей. Неплохо, что я разработал этот непростой трюк достаточно рано, до того, как столкнулся с необходимостью вкладывать средства во всяческие длиннейшие приспособления для спуска. Однако Пончик права, мне нужен лучший способ спуска и подъема. Я тяжело грохнулся на гору твердых обломков, хотя было и не так больно, как было бы раньше. Мелькнула быстрая мысль, с какой максимальной высоты можно спрыгнуть, не причинив себе серьезного вреда. Здание надо мной содрогалось. В любой момент оно могло обвалиться на наши головы. Надо было поскорее выбираться. Косой крест на карте, означавший мисс Пушинку, показывал, что она где-то здесь, прямо под нами, и просто дразнил меня. Пришлось бы копаться битый час, чтобы добраться до нее и исключительно полезной карты местности, но нам не суждено было проделать эту работу. Углом глаза я уловил какую-то вспышку. Одинокая обугленная коробочка, наполовину засыпанная пылью и штукатуркой. Я подобрал ее, один из стеклянных ящичков мисс Пушинки. На вид невредимый, хотя побывал меньше, чем в полуметре от места взрыва, следовательно, весьма вероятно заколдованный. Уголь легко стерся с поверхности, внутри лежала плюшевая игрушка, человек в доспехах на черном коне. Название на ярлычке гласило «Кимарис». Я забросил находку в инвентарь. Здание рухнуло, когда мы были уже на достаточном расстоянии. Я остановился посреди улицы и обернулся, чтобы увидеть, как падает то, что еще оставалось от внушительной конструкции после взрыва. Мы вовремя убрались оттуда. «Теперь мы знаем, что случилось с проститутками. Знаем, почему их забрасывали в проулки», – заговорила Пончик, тяжело дыша. «Почему же квест еще не заканчивается?» «Мы знаем, как они туда попадали, но все еще не знаем, зачем», – возразил я. «Не знаем всей истории». Я стоял и смотрел на темное сооружение складского типа на противоположной стороне улицы. Простое квадратное двухэтажное строение без окон, лишь большие двойные входные двери. Я чувствовал чье-то присутствие на втором этаже. Значит, Ремикс. Если мы хотим с этим покончить, нужно идти туда. Это и есть квест. За крушением здания муниципалитета и торгового центра с довольно близкого расстояния наблюдала кучка НПС. Я посмотрел в небо, но не увидел ни единой небесной птицы. Раньше они кружили там десятками, теперь же все куда-то делись. У меня еще раньше сложилось впечатление, что они не любят летать по ночам, и все же необычно. В ту группу неигровых затесалась голубая точка, означавшая обходчика. Я встретился с ним взглядом, и товарищ по игре двинулся в нашу сторону. Глядя на теперь знакомое имя над его головой, я шепнул Пончику: «Не дай ему увидеть этот браслет падшего дуба на твоей задней лапе». «Почему?» – удивилась кошка. «Он же не из тех эльфов». «Зато имеет отношение к мертвой обходчице, с которой мы его сняли. И именно этот господин убил босса из бассейна. Босса, который при нас взорвался. Делителя». «О, он отвратный», – сказала Пончик, когда обходчик подошел ближе. Шел он босиком, хотя, судя по свежим царапинам на ступнях, такое положение вещей для него было вновь. Кому-то стоит отучить его от этих ярких цветов. Как будто кто-то украл у Джека шляпу, выкроил из нее меховой костюм, но перестарался. Джеком звали нашего престарелого спутника на втором этаже, который ужасно гордился своей оранжевой шляпой Cincinnati Bengals и мочился на стены, что вызвало потом немалый переполох. Смотреть Мэтт Динеман, Карл Обходчик подземелий, глава 11. «Будь умницей», – только и шепнул я.
«Нет, Карл, я серьезно. Этот парень может выглядеть как второе воплощение Чака Норриса, но мы не можем принять его в нашу партию, над нами будут смеяться». «Ты знаешь, что ты персидская кошка?» – спросил я. «Это ты о чем, Карл?» «Не беспокойся», – шепнул я. «По нему не скажешь, что он рвется вступить в нашу партию». «Приветствую вас», – сказал я, когда обходчик остановился перед нами. Он осматривал меня с головы до ног так долго, что я почувствовал, как у меня брови поползли вверх. Обходчик номер 2 165 570, Даниэль Баутиста II. Уровень 18, раса Тигран. Класс – головорез. Головорезы. Компьютерная игра жанра экшен. Его можно было бы принять за персонажа громовых котов, отвергнутого создателями. Американо-японский фантастико-приключенческий мультсериал о кошачьих гуманоидах. Мускулистый, без рубашки, около под 2 метра ростом. Косматый и оранжевый. Очень косматый, очень оранжевый. Выглядел он как гибрид человека и большого кота с оранжевыми, белыми и черными полосами, словно у амурского тигра. Зрачки у него были не тигриные, а вертикальные, как у домашнего кота. Нос и рот человеческие, покрытые пучками оранжевой шерсти. Еще у него был длинный и до карикатурности лохматый хвост. Общий эффект был бы комическим, если бы парень не выглядел так, словно способен легко разорвать меня пополам. Над ним висело 9 знаков босса местности, а на ремне болтался кривой меч в ножнах и сверкал оранжевым. «Это вы убили мисс Пушинку?» – спросил он наконец. У него был азиатский акцент. Я вспомнил 3 трупа, на которые мы наткнулись несколькими днями раньше. Грейс, Ника и Лия. У всех одна фамилия. Я предположил, что и этот из их семейства. С девушками был некто, забравший лутом практически все, что у них было. Пончик тогда подобрала этот браслет падшего дуба, а я 2 одинаковых силовых кольца. Если этот тип узнает, что предметы у нас, захочет он их вернуть себе. Если да, ему же хуже. Я счел за благо вообще не поднимать данную тему. «Да», – ответил я вслух. «А вы, как я догадываюсь, тот коллега, чей квест мы пустили коту под хвост». «Я и есть», – сказал он. «Я должен был попасть в дом Пушинки и убить ее. Получил бы доступ в клуб Деспирадо. Но когда я пришел к ее дому, она смылась. Пробовал догнать, но она умеет летать. Она полетела прямо вон в тот дом, а через 5 минут – бабах! Ваш взрыв и ее смерть». «У нее дома есть еще игрушки?» – осведомилась Пончик. Баутиста хрюкнул. «Есть. Вся квартира заполнена, больше 1000. Я все забрал». Я пожал плечами. «Что ж, сожалею. Как я уже сказал, у нас тоже был квест, связанный с ней. Он тоже не окончен». Баутиста медленно кивнул. Он хотел что-то сказать, но колебался. И все-таки добавил. «Несколько вечеров назад я вас видел в итогах дня». «Нас почти каждый вечер показывают», – гордо сообщила Пончик. «Вы дрались в том цирке, убивали лемуров. Там ничего не осталось». Он пытался узнать о своих родных, но не знал, как правильно сформулировать. «Нет, теперь там шахта вниз, никого и ничего». Он, понимающе кивнул. «В 3 километрах на восток от той деревни есть другая. Обходчики записывают местоположение шахты и оставляют записки в барах». «Хорошо», – сказал я. Помолчал и все же добавил: «Ну да, мы их видели. Других Баутиста. Мы убили виновных лемуров». Его хвост завилял из стороны в сторону. «Спасибо», – сказал он. «Мои 2 сестры и кузен. Все 5 умерли почти мгновенно. Очень быстро случилось. Я был с другим кузеном, и мы едва выбрались». Я сглотнул слюну. Мы видели всего 3 тела, но я тогда подумал, что крови явно больше. Баутиста продолжал. «Он на следующий день умер. Мой кузен, я о нем. Он сдался. Я один теперь из всей семьи. У меня было 4 братьев и сестер, 15 кузенов». Он посмотрел куда-то вдаль. «Не знаю, как я держусь. Жалею, что выбрал это тело. Надо было остаться верным себе. Мы все равно все умерли. Как попасть на небо, если Бог нас не узнает?» На этот вопрос у меня ответа не было. Наступило неловкое молчание. Я смущенно переступил с ноги на ногу. «Конечно, я соболезную вашей утрате и простите за ваш испорченный квест». Он кивнул. «Да нет проблем. Рад, что они отомщены. Я в долгу у вас. Зовите меня, если понадоблюсь. Я приду». Он протянул ладонь, предлагая связь в чате.
Я поколебался и ответил таким же жестом. Его имя появилось в списке моих контактов, после этого он повернулся и растворился в ночи. «Жесткий парень», – сказал я Пончику. «Я была бы такой же, если бы так выглядела», – ответила она. «Как его игровой наставник позволил подобное? А одна его сестра или кузина вообще какое-то дикое дерево, помнишь? Как будто их наставник хочет, чтобы они выглядели придурками. И Кате ее игровой наставник не помог. А ты помнишь тот плавающий мозг из итогового выпуска? Ну, который управлял Фрэнком Кью и Маги Май и подговаривал их убивать. Мне кажется, большинство этих наставников не любит свое дело, и это сказывается на обходчиках». «Думается, ты права», – сказал я. «Пончик, открою-ка я тебе один секрет. До того, как все это с нами случилось, у нас считалось редкостью, когда кто-то находил работу, которую мог по-настоящему любить». «Тебе не нравилось чинить механизмы на кораблях? Или служить во флоте?» «В сущности, нет. Я служил в береговой охране, не во флоте. Это не одно и то же». «Точно? Мисс Беатриса всем говорила, что ты военный моряк». «Это точно, Пончик. Я уверен». «А чем бы ты занялся, если бы мог выбирать?» Я задумался и долго не отвечал. Мне вспомнились попытки поступить в колледж, которые так ни к чему и не привели. Работал бы лесником. «И что бы ты делал? Целыми днями смотрел на деревья?» «Да», – подтвердил я. «Я насмотрелся на океан на всю жизнь вперед. Мне было бы хорошо в лесу. Следить, чтобы не было пожара. Господи, да за это я отдал бы все, что угодно. Как это было бы прекрасно». Пончик хмыкнула. «Я знаю, что стал бы делать я. Писала бы сценарий телешоу. Мы с Зев, когда выберемся отсюда, создадим сценарную команду для телевидения. Сделаем новый выпуск «Сплетницы» в межгалактическом масштабе». У меня вырвался смешок. Вот даже как. Зев говорит, что земные шоу лучшие из всех, что она видела. Мы могли бы создавать новые и выпускать их во вселенную. Может, если будет достаточно хороших телевизионных шоу, зрители потеряют интерес к тому, как люди режут друг друга в жизни», – добавила она. Несколько секунд я не мог сказать ничего. «Да, Пончик, ты удивляешь меня каждый день». Я был готов услышать язвительный ответ, но его не последовало. «Так что же, считаем, что ночь окончена, или идем против Лича?» Я вздохнул. До восхода солнца оставалось 3 часа. «А ты как думаешь?» Тяжелая дверь казармы меченосцев не была заперта. Она была распахнута настежь, и я не спускал с нее настороженного взгляда, когда поднимался по лестнице. Я был готов бежать при первом признаке любого движения. И меня больше пугала возможность увидеть броню, чем Лича. Если те парни в доме проснутся, капец нам капец. Да, отныне я был главой магистрата, но, кажется, ни один скот не признавал этого факта. В прошлом Пиропат, или, скорее, как я был склонен думать, мисс Пушинка, имел очень мало влияния на стражников. Я не забыл, как она требовала моего ареста, и ничего у нее не вышло. Что-то подсказывало, что меня выбросят из города, который я возглавляю, как только они проснутся. Будет именно так, что бы я ни предпринимал. Лич Ремекс никак не проявлял себя все это время. Пончик храбро впрыгнула на крышу. Как показала карта, в прыжке кошку едва не сбило нечто. По ее словам, что-то средних размеров, вроде обычной небесной птицы. Оно не двигалось, и сама принцесса ничего вокруг не видела. Способность ее карты улавливать присутствие мобов была выше, чем моя собственная способность. Но эта карта была поразительно ненадежной в том, что касалось скрытых мобов, поэтому я должен был соблюдать осторожность. До этого я заглянул в открытую дверь первого этажа, чтобы оценить обстановку и прикинуть высоту потолка помещения. Такие общие вещи я мог разглядеть даже в темноте. Меченосные стражи были неактивны, сотни их стояли там в молчаливом порядке, напомнив мне китайскую терракотовую армию. Общепринятое название нескольких тысяч терракотовых статуй конных воинов, захороненных у мавзолея императора Шихуанди в Сиане. На моей карте они не отмечались никакими точками. Я не знал, хорошо это или не очень. Их металлические тела окружал желтый свет, который поднимался к некой точке на потолке. Наверное, где-то там кристаллизовалась душа. Мордекай сказал, что ночью стражники пребывают в статическом режиме, и они неуязвимы. Раньше я развлекал себя воображаемыми картинками. Я запираю их в помещении склада и взрываю к чертям всех, включая Лича, взрываю раз за разом, пока они не подохнут, а я не приобрету опыт в ужасающем объеме. Однако было похоже, что этого не произойдет.
во всяком случае в эту ночь. Мне оставалось только садануть бомбой по апартаментам Лича. По всей вероятности, из всех плохих парней остался только он, и нужно разговорить его, а потом прихлопнуть. Вот так мы выиграем квест. Тут не было зоны тишины, как и признаков применения какой-либо другой страховки. Это не означало, что какой-нибудь гадостный сюрприз исключен полностью, но хотя бы на магию можно было рассчитывать. Я заложил 10-ю и последнюю шашку гоблинского динамита снаружи дома на открытую балку. Каждая шашка хоб-гоблин-пуса предполагала возможность вызвать до 10 одновременных взрывов одним нажатием кнопки. И я намеревался осуществить в эту ночь все 10, если придется. Лучше бы не пришлось. На улице за нашими действиями наблюдала едва ли не половина населения. Стояли с факелами, косами и тому подобными атрибутами средневековой воинственности. Я не звал их, но Фитц, хозяин таверны, поднял тревогу, подслушав, как Мордекай и Катя обсуждали тему деятельности Лича в городе. И хотя была уже половина 4-го ночи по земному времени, он выскочил на улицу, призывая ночной патруль на защиту родных стен. А так как половина города и без того бодрствовала после обрушения здания муниципалитета, не понадобилось много времени на то, чтобы образовалась толпа. Команда НПС собралась у склада еще до того, как мы об этом узнали. Там были и орки, и люди, и эльфы, и представители не одного десятка других, более темных рас. Но никаких небесных птиц и даже мелких синиц. Этих судьба города как будто не волновала, пока зоной тревоги оставалась земля. Напротив нас, на другой стороне улицы, над руинами магистрата и торгового центра, еще клубился дым. Ночь пахла огнем и пылью. После всех приготовлений у нас оставалось всего минут 40 до возрождения стражей. Первые лучи фальшивого восхода уже легли на верхушки отдаленных домов. Действовать нужно было безотлагательно. «Остался последний», – сказал я, устанавливая стремянку. Одна ступенька слетела, я выругался. Пришлось потратить минуту на то, чтобы ее поправить. Лестница была кустарная, шаткая. Я сварганил ее из досок и металлических трубок, какие только под руку попались. Увидел бы такой инспектор из управления по охране труда, у него случился бы инфаркт. Если переживем эту ночь, решил я, сделаю другую лестницу, только уже на совесть. «Ты готова?» – спросил я. «Нет, Карл», – ответила Пончик. «Мне не нравится этот план». Монго сидел в своей переноске. Мы не могли положиться на его спокойствие в минуты, когда ситуация выходит из-под нашего контроля. Сейчас нам было необходимо жестко командовать парадом, а Пончику требовалась сосредоточенность. Мы решили следовать рекомендациям Мордекая. «Личи принимают любые формы, размеры и уровни силы», – говорил он нам перед нашим отправлением. «Но у них, у всех и каждого есть одна общая черта». «Это какая?» – спросил я. Инкуб мрачно посмотрел в потолок. «Они все похожи на Адетту. Они никогда ни хрена не могут отступить. Нарциссы до мозга костей. И трусы. Зацепят кусочек жизни. И на все пойдут, только бы не расстаться с этим кусочком. Поэтому у них обязательно есть миньоны. И всегда есть грандиозные, тщательно продуманные планы. Поэтому я и предлагаю взорвать дом, пусть даже вы и проиграете квест». Когда шел этот обмен мнениями, мы еще думали, что Лич – это пиропат, и логово его находится в магистрате. Но с тех пор Мордекай переменил мнение. Кажется, он решил, что раз мы перебили большинство сторонников Ремекса, Лич стал уязвимым, а значит, стоит рискнуть и приблизиться к нему. Кроме того, Мордекай допускал, что Ремекс прячется где-то над складом меченосцев. Для ночной перезагрузки меченосцев используется магический кристалл, а значит, Лича не увидеть, если обыскивать город при помощи магии. Мордекай. Вот еще загвоздка. Очевидно, есть другой босс. Если до сих пор действовал босс местности, то следующий даю клюв на отсечение босс района. Так что даже если Ремекс ослаблен, вам нужно хорошенько подготовиться. И мы приняли решение. Мы бросаем вызов Личу, когда он слаб и знает, что мы идем на него. Весьма вероятно, что он давно уже за нами наблюдает. Поэтому мы медленно и уверенно начиняем нижний этаж казармы взрывчаткой в таком количестве, чтобы вся конструкция разлетелась в пыль. Мой первоначальный план состоял в том, что Пончик остается снаружи, а я иду к Личу один, но Пончик отказалась наотрез. «Ты обещал, что я не умру одна», – напомнила кошка. «А тебе не сдержать обещания. Если ты умрешь раньше меня, значит, действуем вместе». Я уступил, хотя для этого потребовалось изменить план. Сейчас в толпе стояла Катя.
Сейчас она выглядела намного лучше и более естественно. Ее внешность все еще наводила на мысль о том, что женщина выпала вниз лицом из горящего дома, но теперь я бы не усомнился в ее человеческом происхождении. Я подозвал ее и вручил дистанционный пульт для взрывчатки, с виду напоминавший карандаш. «Не выпускайте его из рук», – распорядился я. Она попятилась. «Не давайте мне это». «Уберите в инвентарь», – предложил я, вкладывая прибор в ее ладонь. «Нажмете на кнопку, если мы погибнем, или я вам скажу. Никаких вопросов, просто делайте». Она смотрела на взрыватель, как на навязанную ей живую змею. «А почему вы сами не хотите держать это у себя? Карл, в описании говорится, что оно может сработать само по себе». «Просто уберите в инвентарь», – повторил я. «Все будет хорошо». Предмет исчез в Катином запаснике. «Но почему я?» Она продолжала упрямиться и смотрела с подозрением. «Мы не знаем, способен ли этот гад контролировать наши мысли. Все-таки это Лич. Нужен кто-то, находящийся вне сферы влияния, кто мог бы привести машину в действие в случае острой необходимости». «Так чего добиваетесь лично вы?» – уточнила она. «Гарантированного уничтожения?» «Ответов. Он хочет жить, разумеется, это риск, но мы в любом случае все время ходим по лезвию ножа». Катя покачала головой. «Хекла предупреждала, что вы безумны. Прежде чем нажимать, убедитесь, что вы находитесь как минимум в квартале от этого дома. Здесь хватит динамита на то, чтобы ваши чугунные боты отправились на родину в Исландию». Я обратился к толпе. «Вы все находитесь в зоне взрыва. Отойдите, и отойдите далеко». Когда толпа начала рассасываться, мы вошли в казарму. Я бросил на меченосцев беспокойный взгляд, и мы быстро прошли к незаметной двери в углу помещения. Я достал лестницу и начал подниматься. Пончик сидела на моем плече и дрожала. «Оно движется, но оно движется к дальнему углу дома, как будто спасается от кого-то», – доложила Пончик. «Не убивай нас!» – прокричал я через всю комнату. «Не то ты тоже погибнешь!» Я сделал глубокий вдох, разглядев в дальнем углу зала дрожащего монстра. «Карл, это не Лич, Мордекай, это не грёбаный Лич!» Глава 24. «Ты меня понимаешь?» – спросил я. «Не подходи. Нет, стой там, не взрывай меня», – говорил Ремикс. Говорил отрывистыми выдохами. «Пожалуйста, не приближайся». Растерявшись, я просмотрел свойства этого создания. Сколько бы мы ни готовились, сколько бы ни предупреждал нас Мордекай, оно оказалось не боссом и не личем. Ремикс, душепиявец-накопитель, уровень 1. Это миньон-отказник мисс Пушинки. Случалось ли вам играть с доской Уиджа и вдруг обнаружить, что общение с утраченным любимым не удовлетворяет вас более? Доска для спиритических сеансов с нанесенными на нее буквами, цифрами и словами «да» и «нет». Может, вам хотелось сделать его чуточку повыше, вернуть к жизни, скажем, а потом дать ему работу. Душепиявец сделает все это и даже больше. Эти непрочные, но физически мощные немертвые творения может создать лишь некромант или темный священник. Заклинание направляется на душу, возлюбленную заклинателем, и выдергивает ее обратно в существующий мир. Этот воскресший дух навеки связан с любимым. Но душепиявец подобен желобу на равнине между жизнью и смертью. Он не принадлежит ни той, ни другой. Одна царапина, нанесенная этим зверем, забирает душу из тела. Украденная душа хранится внутри его, а хозяину душепиявца открывается доступ к обширным запасам манны. «Знаешь», — сказал я Пончику, — «каждый раз, когда я думаю, что эти мрази поднимаются на новый уровень гребучести, они удивляют меня. Если он хоть качнется в нашу сторону, бей магической ракетой». Ремикс выглядел почти так же, как недавно Пиропат, только этот был живой. Вроде как зомбированная ощипанная небесная птица. Глаза черные крутящиеся шары, от него исходил черный мглистый туман. Вдоль его тела двигались эфирные червеобразные пучки, пародии на крылья, которые были у него когда-то. В грудь создания вливались тонкие, похожие на нити пучки золотого света, которые связывали его с плавающим по комнате самоцветом янтарного оттенка и размером с мяч для гольфа. Световая масса утекала вниз через дырку в полу. Дополнительные усики золотого света колыхались вокруг янтарного шара, протягиваясь во все стороны, словно искали побочные источники питания. Я поежился, когда этот свет коснулся меня, однако ничего не почувствовал.
По-видимому, этот цвет не влиял на тех, кто не умел его использовать. Немертвый орел в углу комнаты тяжело дышал. Мне показалось, он корчится от боли. Карл: что за хрень, миньон-отказник? Мордекай: это миньон, который еще живет после смерти своего хозяина. Похоже, когда ты взорвал мисс Пушинку, ты убил главного гада. Такое бывает. Квесты иногда кажутся больше, чем они есть. Я должен был это предвидеть, раз твой квест всего лишь серебряный. Жаль, что тебе пришлось истратить весь динамит. Вытяни из него сведения, выведи его из бедственного положения, а потом возвращайся, пока меченосцы не проснулись, иначе ты застрянешь на складе на весь день. Я бегло осмотрел самоцвет. Кристалл душ, класс S. Эльфийская технология. Это как беспроводное зарядное устройство. Работает не на электричестве, а на энергии всего, что было убито поблизости. Этот камушек заряжает не ваш iPhone, а кормит городских меченосных стражей каждую ночь. Часть этой энергии всасывается куда-то еще. Если живая плоть физически прикоснется к этому кристаллу, он разрушится и перестанет работать. Мордекай уже рассказывал кое-что о подобных вещах. Они, в сущности, бесполезны, когда их активируют. Если разбить эту штуку, стражи не смогут заряжаться, но и ущерба не понесут. Рано или поздно их энергия иссякнет, но это не произойдет сразу. «Ты наблюдал за нами? Видел, что я делал снаружи дома?» – спросил я. «Я видел», – ответил он. «Ты дал подруге дистанционный взрыватель. Моя жена запустила заклинание. У нее 1000 глаз, они смотрят все разом. Зырят, на вкус пробуют, мы все видим. Она окутала меня заклинанием. Видимое проходит через меня и втекает в нее. Ну и сейчас ее нет, и оно копится, ему некуда вытекать. Ее душа потеряна. С восходом солнца освобождение. Он бормотал бессмыслицу. Значит, Пушинка может накладывать заклинание, но делает это через тебя? Ты впитываешь. Душепиявец означает это? Да. Так много энергии. С маленькими с антеннами. Все это накапливается. Ей приходится выкачивать наружу. Она ушла. Сегодня не будет заклинания, откачки не будет. Приехали. Еще один псих, пробормотала Пончик. Я постарался говорить так, чтобы голос звучал успокаивающе. Этот не пойми кто все еще оставался на другом конце комнаты, но я не хотел к нему приближаться. Расскажи о маленьких, о женщинах, расскажи о Пиропаде и мисс Пушинке, расскажи, как ты стал таким. Чудик мигнул, как будто впервые нас увидел. Вокруг него взвелись световые вихри, туман в глазах пропал. «Ты кто? Где я?» Я повторил вопросы, на этот раз медленнее. Он забился в угол, закутался в голые истонченные крылья, как это сделал бы испуганный ребенок. «Вам нужна история. Теперь понимаю. Я так долго ждал кого-нибудь, чтобы рассказать. Мне только и нужно было рассказать историю. Потом для меня все. «Прошу тебя», – сказал я. «Да, расскажи нам, и мы не сделаем тебе ничего плохого». Он медленно кивнул. «Пожалуйста, дайте мне чуть-чуть времени. Не убивайте, пока я не закончу. Я готовился. Это долго, но я должен это отпустить. Вот история. Он Пиропад. Он никогда не любил стражей, командовал совсем чуть-чуть, но хотел больше власти. Он спросил меня, после того, как я ушел с поста и уступил насест ему. Это верно. Он спросил меня, что нужно сделать, чтобы командовать стражами. «Чтобы иметь над ними власть, — сказал я, — нужно знать, что они такое, как их оживлять, как они начали быть. Подожди, не спрашивай, это не важно, это по боку, от побочного надо уходить». Пиропад был близорук, у него не было других амбиций, кроме власти над этим маленьким городом, его царством. Небесные птицы правили этим миром. Ты разве не знал? До того, как тот демон все разрушил. Я хочу считать, что это метафора. Некоторые говорят, что первожители... Нет, я не могу. Нет в сценарии. Прости, пожалуйста. Когда-то небесные птицы были верховными в мире, владели над городом. Важно, чтобы ты это знал. Так что случилось? Спросил я. Как он-то ввязался в порядок вещей? Ты такой же, как он. Тебе важно только то, что перед тобой сейчас. Ты не видишь всю картину. Наверное, вот это я должен был сказать. Пончик.
«Карл, что-то происходит, что-то нехорошее. Счетчик работает медленно, как всегда, но я думаю, наши просмотры уже на очень высоком уровне. Я то и дело получаю достижения за просмотры и за последователей. У тебя, наверное, то же самое. Почему так, не понимаю?» Я не стал отвечать. «Покажи мне сначала маленькую картинку, потом разверни ее». Ремикс поерзал, затем заговорил снова. «Дай мне закончить историю. Не убивай меня. Мне придется начинать с изного, если ты меня убьешь. Тот орк меня убил много лет назад». «Я убью тебя прямо здесь и сейчас», — сказала Пончик. Он издал не то хмыканье, не то писк, бесконечно жалобный. «Я закончу. После того, как я умер, Пиропат обратился к моей жене, к Пушинке. Мисс Пушинка, так они говорят, а почему они добавили мисс, я не знаю. Он попросил ее помочь с активацией заклинания. Он знал, что если вызовет еще одного темного священника, вроде меня, из мрака, то получит особенно мощный накопитель, а значит и дополнительную душевную силу, которая требовалась для подчинения меченосцев. Он отдался ночному обету, и моя жена должна была быть при нем, чтобы содействовать. Я с большим трудом следовал за нитью его истории. Подожди, так мисс Пушинка знала, что ты поднят из мертвых и превращен в то, что ты есть сейчас? И она это приняла? Ну да, сказал он. На самом деле она не... Нет, я не могу сказать, Ремикс. Думай. Ах да, еще она знала, что Пиропат совершает ужасную ошибку, активируя заклинание слишком близко к усилителю. К усилителю? Переспросил я. Ага, ты забегаешь вперед. Крыша – это антенна, а кристалл души накапливает силу. Он затягивает энергию потерянных душ в округе. Вот что сохраняет жизнь в меченосцах. Магия высших эльфов – это они. Нет, тоже по боку. Не тот путь. По ночам меченосцы перезаряжаются, но жилье Пиропада прямо напротив. Когда он активировал заклинание, я был явлен и введен в существование, но его убила обратная связь. Моя жена так и рассчитывала. Она делала на это ставку всю свою жизнь. Так и должно было произойти. Я был проклят в ту минуту, когда стал ее мужем. Я стал для нее накопителем. Она делала вид, что магистрат по-прежнему жив, и взяла на себя функции управления поселением. Она была могущественным магом и владела заклинанием фальсификатора. И оно всех обмануло. Мордекай. «Ребят, время истекает. Заканчивайте и дуйте оттуда». Карл. «Почти закончили». «А зачем ты приносил в город женщин, проституток?» «Не надо, не сбивай меня, к этому идем». Сначала она владела дураками-эльфами, напустила иллюзию, сверкающую небесную птицу из легенды, якобы ангела, чтоб та заговорила с ними, заставила поверить, что их древесный бог пришел к ним. Я мог заставить их летать, манипулировать ими, я аватаров имею в виду. Она никогда не хотела пачкать руки, вот и использовала их, чтобы запугивать, чтобы убирали трупы, мои аватары. Один был похож на моего сына, моего мальчика, потерялся во времени, но они не могли отходить далеко. Тогда жена стала рассылать эльфов со своими поручениями, чтобы те таскали для нас женщин. И эти женщины приходили, надеялись на хорошую жизнь. Приходили, иногда я читал это в их глазах. Они были как я, десяточник. «Не становитесь не мертвыми», они нам говорили. «Не становитесь не мертвыми. Не стоит этого. Погоди, не слушай». Заставлять его держаться смысла рассказа было все равно, что вести автомобиль, у которого нет руля. Ладно, но зачем она присылала женщин к тебе? Две причины. У моей жены были великие планы, давно построенные планы. Но она нуждалась в помощи, и ей не хватало городских эльфов. Красу ими легко управлять, легко их делать, если есть подходящий материал. Они цельные днем, послушные. Когда создаешь их, рождается прилив душевной энергии. Это плюс к моей силе. Раз сырье поступало издалека, никто и не замечал, что она собирала этих женщин. Но кое-кто заметил. Гам-гам заметила, вставила Пончик. Так ты подпитываешься каждый раз, когда кто-то умирает? Да, и мое положение здесь позволяло высасывать души, которые поступали в кристалл. Моя жена об этом знала, но даже она не могла предугадывать чистый объем энергии. Я это чувствую, это так много, пункты маны. Когда ты пьешь зелье, это чувство вливается в тебя, и оно никогда не проходит. Я ощутил холодок. Наконец-то я начинал читать между строк, нам нужно было торопиться.
Выходит, твоя жена собирала армию? Для чего? Она происходила из коронованной семьи. Амбиции висели над ней. Собиралась требовать, чтобы ей возвратили все. Но ты ее убил и нашел меня. Она умирает, но меня никогда не находят. А в этот раз меня раскрыли. Был один орк когда-то. Он нашел меня. Он меня убил и не дал мне закончить историю. Сосредоточься, Ремикс. Расскажи мне про Пушинку. Ты сказал, чтобы ей возвратили все. Что это значит? Ах да, конечно же. Заклинание. Надо сказать о заклинании. Она готовила последнюю войну. Трехчастное заклинание. Фамильная магия. Впервые активировал ее дед, затем ее мать, и она должна была завершить. Как девятислойное нападение Скалопендры разрушило наше царство, так и она готовила то, что вернуло бы над город небесным птицам. Она выжидала момента, когда у нее накопится достаточно энергии, чтобы активировать заклинание, так? Спросил я. И для этого ей была нужна армия, чтобы защитить ее во время активации. Правильно. До, во время, после. Акрасу были ее адъютантами, ее глазами и ушами в битве. Но у жены было достаточно сил. Больше, чем достаточно. Она уже начала. Вот так. Минутку. Что должно было произойти после того, как она закончит активацию? О, это преславное заклинание. Третий финальный акт последней войны. Это долгое и опасное заклинание. На его активацию должно уйти 3 ночи. Первую она завершила. Сегодня должна была пройти вторая. Тысячи пунктов маны. А потом выпущенные ею звери очистили бы над город и убили всех, кроме тех, чью сущность она поддерживала. Тех, кого добавила к заклинанию. Ты имеешь в виду перья? Уточнил я. Чтобы небесные птицы и карликовые птицы, как бы они там ни назывались, были в безопасности? Синицы, напомнила Пончик. Мне нравятся эти миляги-лапочки. Да, подтвердил Ремикс. Они и все их родные. Остальные должны погибнуть. Вот значит как. Я посмотрел на Пончика. Все были бы мертвы, кроме летающих. Значит, мы предотвратили геноцид. Думаю, это искупит тот случай, когда ты убил гоблинских детей на 1-м этаже, заметила Пончик. Мы не будем возобновлять этот разговор. Квест «Проститутки упали с небес» завершен. Смотри-ка, нам не пришлось даже убивать этого типчика. И взрывать дополнительные дома тоже не будем. Ремикс засмеялся, точнее издал сухое, почти без вдоха карканье. Все так. Да вот оно как. Я закончил. Сухой смех перешел во всхлипы. О чем это он, Карл? Спросила Пончик. Я тебе потом объясню. Меня охватила жалость. Иисусе, подумал я, глядя, как немертвое существо плачет пустыми слезами. Ремикс, уже все. Ты рассказал нам историю. Чего ты хочешь, чтобы мы убили тебя или оставили в живых? Убейте или оставьте жить, это уже не имеет значения. С восходом солнца меня не станет. И вас тоже. Слушай, парень, не расстраивайся. Ты не знал. Это удача, это милость умереть здесь. Он указал крылом на землю. И не сделать этого здесь. Так куда лучше. Дождись со мной. О чем это ты? Не понял я. Объявление зазвучало не у меня в голове. Его принес громкоговоритель, как обычно при ежедневных обновлениях. Новый квест. Дураки разбили стекло. Это групповой квест. Все обходчики в эту минуту, находящиеся в пределах 45 квадратных километров с центром в точке взрыва, получают этот квест. Ваша партия назначена ведущей данного группового квеста. В качестве ведущих у вас нет права уклониться от него. Да что за чертовщина тут происходит? Как замечательно, что вы спросили. Некоторое время назад некий неигровой персонаж начал активацию очень сильного заклинания. Заклинание настолько мощного, что оно должно завершиться следующим поколением. Вот какая штука со старыми заклинаниями. Они подобны деревьям. Они растут, становятся большими, порой огромными. Пакостно, когда они портятся. И чем больше заклинания, тем пакостнее пакость. Уж это заклинание-то большое, мальчики мои. Не будем врать. Ваш любимый ИИ ждет его старта. Ну ладно, это будет почти такое же хорошее. Черта с два оно самоликвидируется. Наверное, вы уже заметили, что все неигровые небесные птицы и синицы в округе заболели. Многие уже впали в кому, а кое-кто и помер. Это не их вина, но они были привязаны к заклинанию, потому получилось, как получилось. Точно так же не ваша вина, что вам случилось попасть в зону заклинания. 45 квадратных километров вокруг обрушения заклинания. Не ваша вина. Ну, если вы не обходчики Карл, принцесса Пончик или Катя Грим.
Эти-то точно виноваты. Вот так обстоит дело. Совсем худо. Так будет взрыв. Эпицентр отмечен на вашей карте. Каждый обходчик, находящийся внутри назначенной зоны, вляпался. Цель квеста проста. Отляпайтесь, не умрите. Предупреждение. Это ивентовое событие. Если вы не желаете в нем участвовать, у вас есть 60 секунд после окончания этого сообщения на то, чтобы добраться до зоны безопасности. После этого доступ в зону безопасности внутри области квеста закроется до окончания ивента. Все неигровые персонажи, оставшиеся под крышей в зонах безопасности или нет, не пострадают. Все мобы и монстры-боссы местного уровня внутри радиуса разрыва, подверженные физическим и магическим взрывам, будут убиты. Награда. Все выжившие участники получают платиновый квестовый ящик. Да, кстати, взрыв произойдет через 7 минут. Бегите. Да что за фигня? Какой еще к матушке квест? Завопил я. Мордекай. Бегите. Клуб Деспирадо. Это не зона безопасности, но вне области взрыва. Катя. У меня нет доступа в клуб. Я не могу пойти в зону безопасности, ведь я в команде ведущих квест. Карл. Защитная оболочка? Мордекай. Не сработает. Взрыв магический. Бегите. Бля! Кричал я. Мы должны идти в клуб, так идемте же. «А как же Катя?» – спросила Пончик. «Так нечестно. Мы обещали обеспечить ей безопасность. Это мы виноваты». «Нет», – возразил я. Я не дал себе труда спускаться по стремянке. Просто спрыгнул и от души ударился о землю. За моей спиной стражи перестали светиться. На карте возникла целая стена белых точек. Я мгновенно понял, что эти точки станут красными, стоит меченосцам заметить меня. Пончик, поколебавшись, прыгнула ко мне на плечо. Ее уши прижались к голове. Черт, черт, черт. Я вытащил карту, чтобы найти кратчайший путь. До клуба Деспирадо оставалось 3 квартала. Преодолеть их возможно, если не идти, а бежать. «Послушайте», — сказал я, — «это должно было произойти так или иначе. Вот почему они хотели запрячь Баутисту на убийство мисс Пушинки. Они хотели запустить этот квест со взрывом». Мне пришло диковатое извещение в чате. Я открыл его и прочитал на экране «Чат квеста». Этот чат отличался от обычного. Это был чат со списком имен обходчиков, штук 80 имен. Куанче. Большое вам спасибо, Карл и Пончик, говнюки вонючие. Сообщение было единственным. Твою же мать, подумал я и стер его. Но список имен, список обходчиков, которые могли умереть прямо здесь и сейчас, меня ошарашил. 80 человек. Я поднял руку, чтобы закрыть карту, но замер, потому что засек нечто неожиданное. На месте предполагаемого эпицентра взрыва появилась маленькая круглая звездочка. Я увеличил масштаб. «Карл», — позвала меня Пончик, — «стражи просыпаются». Карл. «Мордекай, эпицентр — это кристалл душ, а не ремикс. Если я разобью камень, то предотвращу взрыв». Мордекай. «Не знаю, думаю, нет. Может быть, ускоришь». Квест называется «Дураки разбили стекло». Это что-нибудь да значит. Они хотят, чтобы ты что-то разбил. Убирайтесь оттуда нахрен. Пончик. Мы не можем бросить Катю. Катя. Все в порядке. Спасибо, Пончик, я понимаю. Отправлю НПС по домам. Бегите, друзья, не задерживайтесь. Пончик. А ты-то как, Мордекай? Мордекай. Я в своей комнате, в безопасности. Скорее же ко всем чертям. «Мать твою!» – пробормотал я, подняв глаза к дыре в потолке. «Пончик, у нас есть выбор – спасать себя или попытаться спасти Катю и еще 80 человек. У меня есть идея, хотя, возможно, она не сработает, нужно решать, и быстро». Не знаю», – проговорила Пончик, оглядываясь по сторонам. Она как будто сдулась у меня на плече. «Надо попробовать спасти остальных, так будет правильно». Я не ответил, просто поднял руку и почесал кошку по шерстке, после чего поднялся по лестнице. Мы вернулись в комнату. Ремикс оставался в углу, его глаза были закрыты. Судя по всему, он угасал. «Вы вернулись», – произнес он, не открывая глаз. «Приветствую конец дней». Кристалл душ парил посреди комнаты. Он вибрировал. Из него больше не исходили световые усики, а также большая река, лившаяся в комнату внизу, и золотой поток, впадавший в ремикса. Красный хронометр обратного отсчета висел над камнем и показывал 4 минуты 30 секунд. Я вытащил из своего инвентаря игрушку Бинни от мисс Пушинки.
Ее нетрудно было найти. Кимарис, мягкий конный боец, попал на самый верх, когда я рассортировал содержимое инвентаря по ценности. Вторым пунктом оказался стеклянный ящичек, в котором хранился воинственный всадник. Дверца маленькой коробочки была не заперта. Маленькая дверца на петлях, удерживаемая в закрытом положении хлипким с виду крючком и болтом с проушиной. Я открыл дверцу и убрал куколку обратно в инвентарь. И быстро осмотрел ящичек. Футляр стеклянного жнеца из Шеола. В иудаизме обитель всех мертвых. Выкованные в огнях Шеола, таинственного 15 уровня мирового подземелья, эти дорогие защитные артефакты собираются и продаются странствующими миньонами паучьих жнецов. Также они продают леденцы, которые, как принято думать, принадлежат не этому миру. Если вы, безусловно, неоспоримо желаете уберечь что-то от опасности, положите предмет в этот футляр. Здесь он будет защищен от многих, хотя и не всех, видов воздействия. Предупреждение. Каждый раз, когда вы открываете этот футляр, имеется 1,5% вероятность, что вы будете взорваны заклинанием «Огонь Шеола». Это не есть хорошо. Предмет, хранящийся в футляре, останется под защитой. Я сглотнул слюну. Наверное, следовало прочитать это описание до того, как я достал Бинни из футляра. На этот раз я оставил дверцу открытой. Я вспомнил момент, когда мы выпрыгнули из административного здания и приземлились на гору мусора. Вспомнил увиденную вспышку света. Мысленно вернувшись в то мгновение, я понял, что вспышка не была случайной. Система привлекала мое внимание к стеклянному футляру. Это как в обычной земной игре. Случайные, на первый взгляд, предметы акцентировались игрой преднамеренно, ради того, чтобы она оставалась честной. Вот так было разыграно и здесь. Держа стеклянный куб в руке, я приблизился к пульсирующему самоцвету. Следя за тем, чтобы не коснуться ненароком камня, я заключил его в футляр, как светлячка, прикрывая ладонями с двух сторон. Потом прикрыл дверцу и осторожно опустил на ней крючок. Попытался отправить коробочку в инвентарь и увидел сообщение об ошибке. «Ага, попытка засчитана, придурок!» «Да пошел ты», — сказал я. Я и не рассчитывал, что это сработает. Я глубоко вдохнул и, сжавшись, выпустил из пальцев футляр. Он пролетел вниз несколько сантиметров и остановился, так как самоцвет внутри желал продолжать парить в воздухе. Он вибрировал все сильнее, и по боку футляра пошли трещины. Описание, согласно которому футляр защищает содержимое от многих видов воздействия, не давало уверенности в исходе моих действий. Магический взрыв, который должен был опустошить 45 квадратных километров подземелья, наверное, стоял довольно высоко в перечне тех видов насилия, которые могли уничтожить эту защитную оболочку. Хронометр давал нам еще 2,5 минуты. Ничего даже близкого к тому времени, которое нам потребовалось бы, чтобы покинуть опасную территорию. «О мои боги, Карл, это подействует?» – спросила Пончик. «Я не знаю, сомневаюсь, но стоит попробовать». Я сделал паузу. «Пончик, прости, мне следовало поделиться с тобой своей идеей, прежде чем принуждать к выбору». Кошка как будто рыкнула. «Ты вечно ведешь себя так, как будто это я упрямая. Но тебя, Карл, когда ты что-то надумаешь, переубедить невозможно. Тебе не за что просить прощения». Я в изнеможении опустился на землю. Пончик прыгнула на мое бедро, и мы замерли, глядя на повисший в воздухе стеклянный футляр. Ремикс в углу раскачивался взад-вперед и приговаривал: «Я иду, сын, уже, с минуты на минуту. Я иду, я так по тебе скучал, я иду». «О чем это он?» – спросила Пончик. «Он был когда-то обходчиком», – ответил я. «Десяточником, так он себя назвал. Догадываюсь, это означает, что он побывал на 10-м этаже. Думаю, он был знаменитым обходчиком. Этим объясняется число твоих просмотров. Карл, я не хочу становиться неигровым. Это ведь не будет иметь значения, если мы умрем». Я почесал ей голову. 45 секунд. «Я тобой горжусь, ты это знаешь?» «Почему?» «Ты выросла. Ты беспокоилась за Катю. Ты ее даже не знаешь, а пообещала позаботиться о ее безопасности. Мой первый порыв был бросить ее». Пончик рассмеялась. «Я просто не хочу, чтобы Хекла на нас сердилась. У нас уже есть это Люсия Мар и Мэгги Май и папенька Маэстро». Я ответил смешком. 15 секунд. «Никто не скажет, что мы не постарались, вот что несомненно». «Карл». Я глянул вниз в ее блестящие зеленые глаза. «Да». «Я не такая тупая, какой хочу казаться. Я понимаю, что она умерла». «Я знаю». Я прикрыл кошку своим телом, мы оба закрыли глаза и стали ждать конца.
Глава 25. Ремикс заголосил. Этот внезапный, саданувший ужасом вопль заставил мои глаза открыться. Я осмотрел комнату. Мать твою, ей-богу. Я поднялся и прыгнул к футляру, который упал на пол. Мы не умерли. Но очевидно, из контейнера лился свет, как будто в него, словно в клетку, было заключено миниатюрное солнце. Взрыв прошел в абсолютной тишине. Лучи дротиками вырывались из-за стекла, и их поток был направлен в середину груди Ремикса, который лежал теперь на полу, орал и бился в конвульсиях. Что бы с ним ни произошло, в нем пробудилась способность к сверхъестественно громкому рычанию. Футляр стеклянного жнеца раскалился до красна. Пол был в огне, половицы пузырились и деформировались от крайнего жара. Я боялся, что вся конструкция рухнет и унесет нас с собой. Стеклянный футляр и камень в нем трансформировались. Я не успел прочитать описание полностью, взгляд ухватил только статус «Взрыв неизбежен». «Пожалуйста, пожалуйста», – мысленно молил я, перекладывая футляр в инвентарь. Обожженным пальцем было больно. Я закричал, когда запертый в клетке взрыв исчез. Со словами «святое же дерьмо» я активировал для себя заклинание исцеления. Кожа на мне обгорела так основательно и быстро, что я практически не чувствовал боли в первые секунды 2. А потом исцеление началось. Я хватал воздух ртом, не в силах кричать от боли. Возникла страница уведомлений. Я временно убрал их из поля зрения и переключился на новый предмет в инвентаре. Сценарий судного дня Карла. Тип – нестабильное штучное взрывчатое вещество. Эффект – взрыв, силы которого достаточно, чтобы выбить зубы Богу. Статус – взрыв неизбежен. 3/1 помноженное на 10,7. Создан тем, кто убивает младенцев и ворует редкости из коллекций старших. Мощность прибора достаточно для того, чтобы сравнять с землей город со всеми его окрестностями. Сущность – соединение перегруженного кристалла душ и футляра стеклянного жнеца из шиола. Предупреждение. Этот предмет уже нельзя стабилизировать. Квест не окончен, подытожила Пончик. С другой стороны, мы не умерли. Я сидел на полу и тяжело дышал. У меня болела рука, в пальцах и в ладони ощущалась пульсация, несмотря на исцеление. Я не мог поверить, что осуществившееся осуществилось. Я не мог отправить эту дрянь в свой инвентарь до того, как она взорвалась. Теперь, как только я выну ее из инвентаря, она взорвется. У меня будет меньше секунды. Но, по крайней мере, сейчас мы живы. «Карл», – окликнула меня Пончик чуть погодя. «У тебя, случайно, не осталось еще таких стеклянных футляров? Может быть, один, большой-большой?» Я поднялся, чтобы взглянуть на Ремикса. Тот все еще дергался на земле. «О, мать твою!» – пробормотал я. «Что-то ты, Карл, много стал ругаться в последнее время. Кажется, мне это не совсем нравится». Теперь над Ремиксом повис хронометр. 20 минут. Обратный отсчет еще не начался, но красные цифры уже мигали. Я вобрал голову в плечи, когда пришло новое уведомление. Обновление квеста. Возможно, вы уже заметили, что не мертвы. Все говорят «Спасибо, обходчик Карл, я даю вам секунду, чтобы насладиться победой». Это хорошая новость. Чтобы усвоить следующую часть, сядьте. Ремикс завизжал, и мир на мгновение сделался белым. Внезапно я почувствовал себя отяжелевшим, усталым. Складской дом наполнился грохотом десятков посыпавшихся на землю кастрюль и сковородок. «Что случилось?» – встрепенулась Пончик. «Мы как будто попали в производственный трейлер. Только что потеряли все наши статистические бафы. Плохая новость в том, что предстоит новый взрыв. Грома будет больше, а площадь воздействия такая же. Не буду перегружать вас, друзья, техническими подробностями, но то, что на вас только что подействовало, это упреждающий взрыв, предварительный шок. Первый из 4, после которых откроется большое шоу, в котором все предметы вашего снаряжения будут временно лишены магических свойств. Следующий повлияет на вас иначе. Кульминацией происходящего станет взрыв чистой необузданной магии, намного более мощный, чем химический взрыв с магическим оттенком, тот, от которого вы избавились. Меньше физического ущерба окружающей обстановке, больше искаженных лиц. Если говорить на чистоту, такое мне нравится гораздо больше. Вы когда-нибудь клали зефир в микроволновку? Представьте, что ваша голова – это зефир. Так вот, с ней произойдет что-то похожее. Приготовьте соответствующую защиту. У вас 20 минут на то, чтобы спастись. «Что ж», – сказал я, поднимаясь, – «идем же».
Я бросил последний взгляд на дергавшегося в углу Ремикса. Инстинкты твердили, что я обязан вытащить его из беды, но я знал, что это, скорее всего, плохая идея. И тут обрушился этаж. Я с криком приземлился на кучу сваленных в центре комнаты шипевших доспехов и мечей. Вызванный Ремиксом взрыв, похожий на взрыв электромагнитной бомбы, деактивировал всех меченосных стражей, и они просто рухнули на землю грудой железного хлама. Несколько обломков их амуниции, а также колоссальный палаш я переместил в свой инвентарь. При этом я стонал от усилия, а затем воспользовался стандартным зельем исцеления. Хотя бы оно еще действовало. Ремикс не провалился вниз, он оставался на втором этаже. И теперь испускал громкий электрический гул, доходивший до нас через дыру в потолке. Гул становился все громче и скоро перекрыл непрекращавшиеся вопли самого Ремикса. «Куда мы?» – спросила Пончик. Мы бежали прочь от склада, повернули направо на восток. Я обратился к чату квеста и принялся яростно печатать инструкции, открывая людям 2 пути к спасению. Мордекай, сними все магические предметы и убери их в инвентарь. Сделай это в первую очередь, чем бы ты сейчас ни занимался. Я не знаю, что за хрень ты наделал, но сейчас твое положение улучшилось разве что на йоту. Карл, кроме пиджака на мне нет ни магической одежды. Сейчас у меня даже белье заколдованное. Мордекай, плевать, Карл, некогда спорить. Никто не будет ловить тебя, когда твой труп поплывет по воздуху. Пончик, а моя корона? Тиара Пончика в силу ее ускользающего статуса должна была исчезнуть, если кошка ее снимет, и попасть к другому обходчику, что будет очень плохо. Только одному из 2 будет дозволено перебраться на 10-й этаж. Мордекай не отзывался необычно долго. Мордекай, лучше оставь ее на себе, но есть вероятность, что ты ее потеряешь. Возможно, один из взрывов навсегда понизит твою статистику. К тому же не исключено, что ты подхватишь заразу. Эффект яда можно купировать, но он все равно ослабит тебя. Необузданная магия душ непредсказуема. Она оборачивает магическую силу ваших предметов против вас. Не выпускай Монго. Пока я снимал с себя амуницию, включая нижнее белье, на мой групповой чат лился поток ответов на мои указания. Убрал я на всякий случай Хиестру. Снимать всю эту сбрую было легко, намного легче, чем облачаться в нее. Я мог прямо отправлять все предметы в инвентарь. Блин же горелый, думал я, читая сообщения в чате. 3 обходчиков независимо друг от друга прислали мне одинаковые ответы. Вход в заднее помещение клуба Деспирадо исчез, когда закрылись зоны безопасности. Клуб был отрезан от угрозы бедствия. Значит, у нас оставался единственный выход. К нам подбежала Катя с группой других обходчиков, по большей части человеческого рода. Никого из них я не знал. Даниэля Баутисты среди них не было. «Ладно, друзья», – сказал я им, – «магические предметы долой, если вы этого еще не сделали. У нас 16 минут, и нужно бежать на всех парах. Времени нет». Группа таращилась на меня. Наконец один осмелился. «Парень, что это ты голый?» Я указал на восток. «Марш!» Следующий взрыв случился сразу после того, как мы выбежали из города. Взорвался, что-то вроде того, человек из арьергарда группы. Его звали Конрад Е, и он говорил с русским акцентом. Рейнджер 12 уровня. «Что там за хрень?» – спросил я на бегу. Впереди появились 3 моба, похожие на страусов Эму. Они визжали, назывались они Мазилами Руин. Пончик ударила 2 из них магическими ракетами, а еще один маг приложил 3-го взрывной молнией. Этот 3-й страус не умер, но свалился. Я растоптал ему шею, и мы побежали дальше. «Его колчан», – показала мне Катя. «Все стрелы взорвались, как я понимаю. Он убрал лук, а про стрелы забыл». «Пончик», – окликнул я кошку, – «мне это не нравится, лучше сними тиару». Пончик ехала на моем плече, хотя могла бежать быстрее меня. Сзади кто-то предупредил о появлении нового моба. «Убери ее!» – выкрикнул я. «Я потеряю 5 от интеллекта», – взвыла Пончик. «И дебаф зараза, а он мне не шутя нравится». «Взрывы направляются на нашу магическую амуницию», – пояснил я. «Но если я ее потеряю, она достанется кому-то другому. Нам придется драться за нее. Я не хочу причинять кому-то вред». «Знаю». Я этого тоже не хотел и не стал добавлять, что только идиот способен надеть на себя эту вещь, прочитав описание. Но на этот счет я уже мало беспокоился. Я перескочил через кучку обломков. На моей карте появилась пара мертвых обходчиков, их окружала толпа красных точек, уличные сорванцы. У нас не было времени на выяснение.
В прошлом я не был быстрым бегуном. Обладал хорошей выносливостью, в чем превосходил многих парней, налегавших главным образом на поднятие тяжести, а вот скорость не была моей сильной стороной. Я всю жизнь терпеть не мог бег трусцой, зато много играл в баскетбол. Мало командных видов спорта, которые так хорошо тренируют сердце. Может быть, еще теннис и футбол, не исключено, что и хай-алай. В этот раз я пробежал через весь город очень легко и двигался быстрее, намного быстрее, чем когда-либо в жизни. Я отрывисто дышал, но тело не замедлялось. Ощущение было странное, сбивающее с толку. Если мы выживем, решил я, нужно будет подтянуться физически, испытать пределы своих возможностей. Умом я по-прежнему воспринимал себя как обыкновенного человека. Что касается нашей группы, то даже самые медленные из нас шли быстрее, чем любая команда в истории Олимпийских игр. Я вспомнил свою бедную, давным-давно потерянную косилку. На этом этаже, заваленном мусором, она не справилась бы со своей задачей. «Как хочешь, но я ее не сниму», – заявила Пончик. «Пончик, тот парень взорвался», – не сдавался я. С левой стороны к нашей группе присоединились еще 4 обходчиков и смешались с нами. «Вы уверены, что это здесь?» – прокричал один из новичков. У него была акулья голова. «Здесь», – отозвался другой. «Я уже вижу его на своей карте». Я снова посмотрел на Пончика. Следующий взрыв мог произойти в любое мгновение. Эти взрывы не соблюдали четких 5-минутных интервалов. «И что будет, если ты потеряешь 5 от интеллекта, а потом все равно лишишься тиары? У тебя будет на 10 меньше, а не на 5. «Это мой первый приз», – упрямилась кошка. «И он может слететь с тебя вместе с головой. К тому же вспомни описание. Ты все равно останешься призванной принцессой». «Пончик, он прав, лучше сними ее», – пришла мне на помощь Катя. «Ну хорошо», – буркнула кошка. Тиара на ее голове рассыпалась пеплом и исчезла. «Эй!» – закричала Пончик. Слева от меня один из вновь примкнувших тоже разразился криками. У него пропали штаны. Я не успел их снять, а их уже нет. Мне стало ясно, что второй взрыв активировал все виды волшебного оружия, а этот третий уничтожил все оставшиеся защитные элементы. Четвертый удар пронизал группу как раз тогда, когда мы втягивались в какое-то маленькое ветхое строение. Дистанция была покрыта за рекордное время. Хаос разорвал наше сообщество. Молния ударила в какого-то человека, он споткнулся и упал почти мертвый. Еще кто-то просто телепортировался неведомо куда. Все тело Кати сверкало. Она прыгнула вперед, вцепилась в меня и невольно повалила на землю. После этого она врезалась в стену и прошибла ее, как человек-кувшин в рекламе напитков Kool-Aid. Я с криком оторвался от пола. Пончик, зашипев, отпрыгнула в сторону. Когда Катя врезалась в меня, я почувствовал, как ломается моя рука, но перелом сросся, пока я еще катился по земле. «Вы отравлены». До меня далеко не сразу дошло, что же со мной случилось. Я привык, что у меня иммунитет против ядов, но его давал мне плащ для ночной охоты. Пончик тоже была отравлена, но ей иммунитет давал ее класс бывший детский актер. Предметы номер 1 и 2 в рабочих списках каждого из нас активировались сами по себе. Таким образом, нетронутым оставалось большинство из них, и у меня и у Пончика под первыми номерами значились стандартное зелье исцеления и зелье маны. Второе и Пончик, и я проглотили до истечения срока перезарядки, и оттого оба получили зельевое отравление. Я знал, что у Кати имелся навык «стремительность», который можно было использовать 1 раз в день. Вот он у нее и активировался. Отравление ударило меня в желудок, согнув пополам. Когда прошло 15 секунд, я прибег к зелью противоядию и оглядел группу. Все мы замерли посреди улицы возле какого-то дома. Катя вернулась к нам. Она выглядела ошарашенной, а нос был сшиблен на сторону и теперь торчал под духом. По-моему, она этого не заметила. «Очень больно», – пожаловалась она. Никто не погиб, мы только не знали, что стало с тем парнем, который телепортировался. Я наклонился над человеком, которого ударила молнией. Он был без сознания. Я влил стандартное зелье исцеления в его рот. Это был один из новеньких, влившихся в нашу группу на бегу. Веки его азиатских глаз дрогнули, затем открылись. «Пожалуйста, убери член от моего лица», – взмолился он. Я улыбнулся и отступил. Оглянулся через плечо. В дыре, в стене, которую проделала Катя, мне были видны таймеры. До большого взрыва оставалось 3 минуты. До крушения этого этажа 2 дня и 18 часов. К нам трусил человек со знакомым лицом в сопровождении нескольких спутников. Даниэль Баутиста.
«Я вам говорил, что это здесь», – произнес он, указывая на шахту, ведущую на 4-й этаж. Я хлопнул его по плечу, он кивнул, шагнул к колодцу шахты и скрылся в нем. У нас не оставалось выбора. Я намеревался отправить тех, у кого не было доступа в клуб Деспирадо, к спуску, но сейчас, когда клуб был закрыт, нам всем оставалось либо спуститься, либо умереть. «Идемте», – скомандовал я, – «все по лестнице вниз». Мы с Пончиком наблюдали за тем, как люди строятся в цепочку и один за другим исчезают в шахте. «Карл, Мордекай, ты у себя в комнате?» «Мордекай, я в безопасности». «Карл, что будет с нами, если мы спустимся раньше срока?» «Мордекай, я собираюсь сидеть здесь 3 дня и даже пальцем о палец не ударю. Вы не заметите временного зазора. Встретимся на той стороне. Я только что выглядывал за дверь. Все НПС целы и невредимы, насколько я мог видеть. На улицах нет никого, кроме стражей. Они реактивировались со 2-м взрывом, но у всех только по одному жизненному пункту. Очень жаль, что вы не здесь, а то я помог бы вам убить столько их, сколько вы смогли бы. Когда вы просто вырубаете их, это дает не так много опыта, но все-таки что-то». Я оглянулся на Катю. Она стояла у спуска, поджидая нас. «Карл, на складе еще остались стражи?» «Мордекай, не знаю. Возможно, сколько-то есть. Они пока выдвигаются на свои обычные позиции, и я не пойду туда проверять. Теперь тащите свои задницы на лестницу вниз. Карл, есть Мордекай?» «Мордекай, что?» «Карл, поздравляю». Он не ответил. Пончик смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Это правильно», — сказала она. «Он теперь свободен, так? Мы попадаем на 4-й этаж, а он отправляется домой, как только с подземельем будет покончено». «Точно так». Я подумал о Ремиксе. Он тоже подошел к окончанию своих обязанностей. Долго ли он здесь торчал? Мне вспомнилось, что сказала Пончик, когда узнала, кто он на самом деле. «Карл, я не хочу становиться неигровым». Кошка сказала и кое-что еще, и у меня от тех слов сжалось сердце. Я понимаю, что она умерла. Я подумал обо всех, кого мы встретили на этом этаже, обходчиках и неигровых персонажах, с кем столкнулись. Мы пробыли здесь меньше недели, а ощущалось это время как тысячелетие. Я подумал об эльфийке-полунаяде, о Квинте-фармацевте с лицом опоссума, о Пустуле, торговке хоб-гоблинской взрывчаткой. Я подумал о бедной Арчихе Гам-Гам, о мисс Пушинке, о маленьком одноруком Дварфе, о том, родила ли уже его мать очередного Дварфа. Мы втроем подошли к краю колодца. Пончик выпустила Монго из клетки, и он зарычал, недовольный тем, что его так долго продержали взаперти. И мы двинулись вниз по лестнице. По предыдущему разу я знал, что этажу придет конец в тот момент, когда мы потянем на себя ручку. Дверь внизу была такой же, как и все прочие, с чрезмерно огромным изображением Куатин, на котором это существо выглядело не только более массивным, но и более угрожающим, чем в реальности. «Вам меня не сломать, и катитесь вы все». Я просмотрел свойства. Вход на 4-й этаж. Вот здесь начинается настоящая потеха. Помни о пропасти. Что бы это значило? У нас оставалось 100 секунд. «Катя, достаньте, пожалуйста, взрыватель, который я вам дал», – попросил я. «Он действует с 10-секундным запозданием. Дождитесь, пока хронометр покажет секунд 15 и жмите на кнопку. Тогда мы успеем войти до того, как он сработает». «Зачем это?» – спросила она, вытаскивая взрыватель, похожий на карандаш. Радиус его действия составлял 10 километров, мы находились значительно ближе. «Ведь бомба из-за этого сработает быстрее». «Да, но всего на пару секунд. Если люди не отошли в безопасные места, значит, они уже мертвы. Я сомневаюсь, что устройство сработает, ведь взрыватели магические. Вероятно, они разрушились при первом взрыве. Но я заложил динамит на случай, если сработает. И Пончик укрепила на стене кое-какую взрывчатку. Если мы получим какой-то опыт, то он разделится на всех нас». Катя пожала плечами. Когда хронометр показал 20 секунд, она нажала на кнопку. Мы открыли дверь. «Эй, Карл», – заговорила Пончик, когда мы уже отошли от входа. «Как только у нас будет время открыть инвентарь, наверное, ты уже сможешь надеть штаны? Как думаешь, ведь мы идем прямо на шоу Адетты?» Она засмеялась от удовольствия. Я в ужасе посмотрел на нее и сказал: «Мать твою, Пончик». Эпилог. Похоже, мы наконец получили неоспоримое доказательство, что сексуальная запись с участием покойного маэстро – это фуфло, напевно протянула Адетта. Аудитория грохотала.
Пончик лежала на спине и выла от смеха, мои щеки горели. Я никогда не считал себя скромным мальчиком. Не одну уже неделю я бродил по подземелью в одних спортивных трусах. Но видя самого себя на экране, бегущим по над городу безо всякой одежды, за исключением кожаного пиджака об одном рукаве и с болтающимся под животом понятно чем, я испытывал некое чуждое, почти первобытное чувство незащищенности. Без понятия, как к нему привыкают нудисты. Интервью шло хорошо. Пока что нам предлагались лишь самые детские вопросы. Но я знал, что скоро ситуация переменится. Просто еще не подошло время. Вся наша четверка, я, Пончик, Монго и Катя, прошла в двери и немедленно оказалась в зеленой комнате. Я расслышал у себя в мозгу тихий непонятный хлопок, такой же, как тот, что я ощутил, когда впервые ступил в подземелье. И немедленно его узнал. И никакого ощущения, что прошло 2,5 суток. «Не-а», – проговорила Катя и закружилась при виде зеленой комнаты. Остановилась, вытянула перед собой руки, чтобы предотвратить дальнейшее кружение. «Мы на лодке?» Я не ответил ей, только смотрел. Она выглядела потрясающе. Коротко подстриженная, черноволосая, лет, пожалуй, 35, бледная. Светлые, широко расставленные глаза образовывали на ее лице необычный угол. «Катя», – сказала ей Пончик, – «ты становишься просто мастером в скульптуре и больше нравишься мне с черными волосами. Они придают тебе уверенности». Катя потрогала свое лицо и расслабилась. «Пончик, это я настоящая». Пока Пончик объясняла ей, где мы находимся, я прошел в туалет и соорудил себе набедренную повязку из туалетной бумаги. Когда я обматывал бумагой бедра, у меня дрожали руки. «Святое дерьмо», – подумал я. Последние часы на 3-м этаже прошли быстро и неожиданно. Теперь, когда представилась минутка, чтобы перевести дух, мое сердце по-прежнему отчаянно колотилось. Я вдруг обнаружил, что сижу на полу туалета и прижимаю ладонь к груди. Как это может быть правдой? Как это может быть моей жизнью? Я понимал, что передышка будет недолгой. Когда мы отстреляемся здесь, то попадем на 4-й этаж, и там все завертится заново. «Карл, давай скорее, мне пи!» Пончик сунулась в туалет и застыла, увидев меня на полу. Ее хвост упал, словно мертвый. На мордочке вспыхнула тревога. Несколько секунд она не произносила ни слова, потом все же сказала: «Выходи-ка отсюда. Катя и Монго хомячат человеческие закуски. С нами Лексис». Она сказала, что Катя тоже будет на шоу, но только в конце интервью. Это, мол, специальный выпуск по 4-му этажу, и мы пойдем в прямой эфир непосредственно перед тем, как этаж откроется. «Пончик, подойди сюда», – попросил я. Кошка немедленно прыгнула мне на колени и потерлась головой о мою грудь. «Карл, ты в порядке?» «Сейчас все будет хорошо». Я коротким движением погладил Пончика по голове, непривычно было ощущать ее голову без тиары. «А ты как? Мы думали, что умрем и не умерли, а потом понеслось без остановки. Тебе надо поспать», – сказала она, тоже уходя от вопроса. «Проходим интервью, ищем зону безопасности и отдыхаем. Согласен?» «Вполне». Я выпрямился, сидя, и протянул вперед руки, открывая для обозрения набедренную повязку. «Ну, как тебе?» «Карл, ты просишь меня соврать?» «Точно». 30 минут спустя я сидел в своей смешной импровизированной повязке и смотрел на экран, где проходили последние минуты нашего пребывания на 3-м этаже. Адетта откинулась на спинку кресла. «Прежде чем показать вам, как события развивались дальше, я представлю вам новейшего члена королевского двора принцессы Пончик. Все приветствуйте Катю. С возвращением на шоу, Монго!» Катя сидела на диване рядом со мной, а велоцираптор крутился и издавал пронзительные крики в адрес невидимой аудитории, которая иступленно его приветствовала. Потом он свернулся на полу перед Пончиком. Хотя Ящерок провел большую часть ночи в своей переноске, он тоже выглядел усталым. После нескольких вводных вопросов, на которые Катя отвечала односложно с видом кролика, загипнотизированного удавом, Адетта вздохнула и повернулась ко мне. «Итак, друзья», – начала она, – «вы отсутствовали всего 2 дня, но за это время произошло много интересного. Я правду говорю?» Аудитория отозвалась нервным смехом, и нервозность передалась мне. «Как вы думаете, что случилось после того, как вы нажали на кнопку взрывателя?» Я пожал плечами. Я рассчитывал, что в помещении склада будет взрыв, но помнил при этом, что хоб-гоблин-пус – это магическое взрывчатое вещество.
и потому подозревал, что его свойства отключены, и ничего не произойдет. Адетта захлопала в ладоши и бешено закивала головой богомола. «Умный, умный мальчик!» В аудитории наступила мертвая тишина. Меня накрыла электрическая волна тревоги. Ох, что же это? Хотите верьте, хотите нет, вы считаетесь погибшими. И вы правы, Хоб-Гоблин-Пус – оружие магического действия. По всем расчетам он должен был перейти в инертное состояние после первого упреждающего взрыва. Если же в силу каких-то обстоятельств он не стал инертным, то второй взрыв, активировавший все магическое оружие, должен был привести его в действие, и он взорвал бы динамит, который бы убил Ремикса Величайшего и инициировал финальный катастрофический взрыв. Ремикса Величайшего? Однако ничего этого не было, сказал я. Верно, не было, согласилась Адетта. Корпорация Боронт безотлагательно оспорила решение ИИ использовать детонатор, освобожденный от реакции на 2 первых взрыва. Непосредственно перед вашим вмешательством суд синдиката отклонил апелляцию Боронта. И второе, даже более важное обстоятельство. Суд определил ваши достижения, полученные благодаря организации взрыва, действительными, и ваши награды будут вам выплачены. «Достижения?» – встрепенулась Пончик. «Награды?» «Но», – продолжала Адетта, – «согласно правилам синдиката, ведущий имеет право на 1 вето за сезон. Это важно». Эта оговорка почти всегда способствовала решениям, выносимым в пользу ведущих на 10-м этаже или более глубоких. Боронт вынужден использовать свое свободное вето на решение о присуждении призов. А значит, к сожалению для вас, друзья, вы не получите того, что вам причитается. Тем не менее, ход событий видели все. Всем известно, что вы награждены, хотя наград вы не получите. «Что?» – возмутилась Пончик. «Я не понимаю, чего мы не получим?» «Хорошо, давайте сначала посмотрим, что произошло на самом деле после того, как Катя нажала на кнопку». На экране появилась заставка программы новостного типа, которой я никогда до этого не видел. Выпуск новостей, аналогичный итогам дня с ведущим иномирной внешности по имени Успокоитель. Речь его лилась с непринужденностью вышкаленного телеведущего. В то время как подходило к концу трагическое противоречивое повествование Ремикса Величайшего, в мире обходчиков подземелий на поверхность выплеснулось новое противоречие. Принятое в последнюю минуту решение 3 попавших в ловушку обходчиков привело к непредвиденному результату. К результату с потенциально катастрофическими в реальной жизни последствиями для Боронта. Смотрите. Я присвистнул от той легкости, с которой телевизионщик вернул пируэт реальной жизни. На экране Катя нажимала на кнопку. В следующем кадре в помещении склада взрывался ПУС, и многочисленные меченосные стражи, чьи индикаторы здоровья глубоко утонули в красной зоне, грохались на землю. Дальше 2-й этаж. Жалкая скрюченная куча, обозначавшая Ремикса, корчилась в углу. От Ремикса не осталось ничего, кроме желтого пульсирующего силуэта. За 2 секунды до финального взрыва пропал свет. Ремикс кричал от боли из темноты, но динамит перекрыл его крики. Между тем комментатор продолжал. Контролируемый взрыв в последнюю секунду был выплеском массы энергии выключенных меченосцев из недр кристалла душ. Он значительно умерил силу финального необузданного магического взрыва, сделал его намного менее разрушительным, чем изначально задумывалось. В итоге подвергшиеся потенциальной опасности жизни тысяч неигровых персонажей и нескольких дюжин обходчиков были спасены. Я застонал. Это означает, что нам не нужно было спускаться? «Не нужно», – сказала Адетта и взмахом руки поставила экран на паузу. А потом посмотрела на нас, изображая сочувствие. «Вы знаете, сколько небесных ящиков выдано за всю историю мира обходчиков подземелий?» Пончик вскочила на лапы. Монго подпрыгнул, крутя хвостом от возбуждения. «Боги вы мои, молчите, Адетта!» – взмолилась Пончик, выпучив глаза. «Вы хотите сказать, что нас надули с небесным ящиком?» Она развернулась к аудитории. «Это же насилие!» Адетта кивнула. Ответ. 2145. Вот столько небесных ящиков разных типов было выдано в разное время. Я сама обладательница 3. Рекорд для одного обходчика 4. До этого поиска самое большое число выданных за один сезон ящиков 18. Это было в сезон нагов. Очень-очень давно. Возможно, вы не знаете, но компания-организатор обязана платить налоги синдикату за каждый, абсолютно каждый ящик, не оплаченный спонсором.
В каждый сезон компании выдается набор бесплатных небесных, а за все, что сверх этого набора, продюсеры получают весомый счет. Каждый следующий ящик дороже предыдущего. Расходы обычно возмещаются за счет миллионов рядовых предметов, поступающих в производство. Так, например, мы платим запредельные суммы за то, чтобы затаскивать ваши задницы в эти кресла. Вот и правильно. Голос Пончика все еще дрожал от негодования. Аудитория захохотала. Прошло больше 250 циклов с тех пор, как Султанат Крови Нагов провел первый поиск и потерял деньги, от чего он не оправился до сих пор. С того времени он больше не производил шоу. У него только есть фрагмент войных фракций, права на который были приобретены заблаговременно. «Это всего за 18 ящиков?» – переспросил я. «Перебор, по-моему». Тот сезон был проклят по многим причинам. Нам ни к чему в них углубляться. В любом случае, игра должна быть трудной. Легендарные ящики вручаются как конфеты, потому что они дешевые, небесные же лучше на порядок величины. Приз в одном единственном ящике может сделать неудачливого обходчика почти бессмертным, практически непобедимым, до 10-го этажа. Если присуждать ящик разборчиво, то больше обходчиков будет доходить до нижних этажей. Сезоны будут длиться дольше и будут расти прибыли продюсеров. Так что синдикат обеспечивает ящики солидными призами. А поскольку призы выбирает ИИ, то авторы в основу шоу кладут такие сюжеты, в которых добывать ящики нелегко. Это разумный баланс. Я честно прилагал усилия, чтобы не нарушить золотое правило, которое можно было бы сформулировать так: не гнать волну на Борант. И эта лояльность давалась мне с трудом. «Всего-то 3 ящика», – ворчала Пончик. «Я не вижу причин, почему они решили использовать свое идиотское вето на то, чтобы не дать мне, Карлу и Кате получить шикарный приз». Адетта склонила голову на бок. «Наверное, я должна показать вам этот новостной выпуск полностью». Она взмахнула рукой, и застывшая сцена ожила. Теперь на экране некий полуэльф азиатского типа, тащащийся в зону безопасности. Несомненно, после пережитого магического взрыва, который должен был убить его. Он выглядел тяжело пострадавшим, скорее всего, из-за активации его собственного оснащения. Шоу представило его как Куан Че, обходчика 15 уровня, класса, именуемого патрульной имперской безопасности. Тот самый, который в чате назвал нас говнюками вонючими. «Он выжил», – заметила Пончик. «Я рада этому. Мне было как-то неуютно от того, что я сделала». «О чем ты говоришь?» – спросил я. Да я отрезала его от чата после того, как он обозвал нас говнюками», – объяснила она. «Нельзя, чтобы люди в твоих чатах распускались, Карл. Нужно править железной лапой». Я недоверчиво смотрел на Пончика, а ведущий уже снова говорил. Всем обходчикам, выжившим в зоне первоначального взрыва, были обещаны платиновые квестовые ящики. Но, как вы сейчас увидите сами, выжившие получили нечто получше. Мы наблюдали за тем, как Куан Че вытягивает свои достижения. Новое достижение. Бандит. К черту Хаджи. Да, Хаджи просто маленькая сучка. Вы завершили квест, но завершили настолько необычным образом, что запустили достижение бандита. В отличие от настоящего бандита, который обычно бывает полезным помощником для Джонни Квеста в выполнении его задач, вы не сделали в сущности ничего, чтобы заслужить этот приз. Но не страшно, ведь вы все равно его получаете. Это одно из редких достижений, которые могут присуждаться неоднократно. Награда. Ваш платиновый квестовый ящик обновлен дважды, до статуса небесного квестового ящика. Куан Че благоговейно открыл ящик и извлек из него нечто похожее на сверкающее одеяние. Шоу не дало его описания, но стоило Куану его надеть, как он оторвался от земли. Его левая рука светилась голубым. Ведущий продолжил. 83 небесных ящика, невероятное количество, были присуждены как результат редкостного двойного обновления квеста. Борант немедленно выступил с апелляцией, но только после того, как один ящик был открыт, а значит, Борант уже висел на крючке. Суд синдиката провел внеочередное заседание, чтобы определить, обязана ли компания-ответчик выдавать оставшиеся 82 ящика. Если да, то можно не сомневаться, что у некогда могущественной системы Борант нет шансов на финансовое выздоровление. «Значит, тот хлыщ получил бесплатный ящик за наши героические старания», – возмутилась Пончик. «Вы надо мной смеетесь? А мы не получим ничего. Нам по-прежнему платиновый ящик». «Боюсь, это не так», – сказала Адетта. Наложенное вето аннулировало все призы.
Никто не получит лутовый ящик за этот квест, кроме того единственного обходчика. В ту же ночь была принята поправка, лишающая силы обновленные достижения как хаджи, так и бандита. Я рассмеялся. Все лица обратились ко мне. «Карл, это не смешно», – сказала Пончик. Она не играла на публику. Ее трясло от ярости. «Карл, почему новости вас так развеселили?» – поинтересовалась Адетта. Я пожал плечами. «Не играет роли, что мы делаем, сколько сил прикладываем. Нас в любом случае прокидывают, наделывают нас. Но я теперь этого и ожидаю. Важно только становиться сильнее, набирать опыт. Мы многое испортили, ввязавшись в квесты вместо того, чтобы пахать. Мы не повторим эту ошибку. С этой минуты только движение вперед и обучение». «Но вы проиграли не так много, как вам кажется», – отозвалась Адетта. «Тот магический взрыв был приглушен, но он был большим. Допустим, вы не получите призов или опыта от квестов, зато заслуга состоявшегося взрыва остается за вами. Поскольку технически его вызвали вы, ваша команда получает долю опыта за каждого убитого моба, включая всех меченосных стражей». Она взмахнула рукой, и над нашими головами возникли наши статистические пункты. Аудитория ахнула, а затем грянула овация. Пончик поднялась на 7 уровней, с 19 на 26. И я на 6 уровней, с 21 до 27. Когда я в последний раз переступал порог зоны безопасности, у меня был 19 уровень. Это означало 24 статистических пункта для распределения. Дальше Катя. Она прыгнула на 12 уровней, с 9 на 21. Адетта повернулась к аудитории. «Как я и обещала вам, друзья, делюсь с вами исключительной потрясающей новостью. 4-й этаж откроется меньше, чем через час, но я получила предварительный состав лидеров поиска. Хотите посмотреть?» «Да, мы хотим». Пончик начала подпрыгивать. Испарились все признаки ее гнева, вместе с ее деланным телевизионным обликом. Зрительская толпа ревела. Помните, все происходящее не зафиксировано официально до следующего итогового выпуска, а в подземелье, как вы знаете, обстановка меняется быстро. Но я открою новости в текущем рабочем блоке. Никому не известна точная формула членства в лидирующей группе, в ней смешаны просмотры, любовь последователей, уровни, заработанные деньги, но данные обычно довольно точно отражают положение ведущих игроков. Вы готовы? Пончик дрожала от нетерпения. «Карл, мы должны быть там, я просто знаю». Взмах Адетты, и на экране появилась первая десятка. Сегодняшние лидеры. 1. Люсей Мар, Ладжеблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 29, 1 миллион. 2. Хекла Амазонка, щитоносица. Уровень 28, 500 тысяч. 3. Непреодолимый, Каприт, покинутый воздушный акробат. Уровень 27, 400 тысяч. 4. Флорин, крокодилин, вооруженный курьер, уровень 24, 300 тысяч. 5. Мириам Дом, человек, пастух, уровень 27, 200 тысяч. 6. Карл, проходец, анархист-провокатор, уровень 27, 100 тысяч. 7. Пончик, кошка, бывший детский актер, уровень 26, 100 тысяч. 8. Ифичи, человек, лекарь, уровень 18, 100 тысяч. 9. Лидзюнь, человек, уличный монах, уровень 25, 100 тысяч. 10. Элли МакГиб, морозная дева, снегомант, уровень 13, 100 тысяч. Пончик завизжала от восторга. «Карл, мы в первой десятке, а Хекла вторая». Она развернулась к аудитории. «Я люблю ее. Она держится с поразительным достоинством. Такое изящество. Не могу поверить, что уродина Люсия Мар первая. Что, по-вашему, она не кошмарна?» Смех в зале. «Кто такой непреодолимый?» – спросил я, вчитываясь в перечень. Флорина, я запомнил, это крокодилоголовый парень с карабином. Мириам Дом – это женщина со стадом коз. Ифичи я не знал. Лидзюнь – китаец из шоу «Маэстро». Я помогал ему спастись от троглодитов и пестрых личинок. Я был рад увидеть его в этом списке. Хотелось надеяться, что дела у Джана и других членов его группы не хуже. «Карл, это та, о ком я думаю?» – спросила Пончик, указывая на последнее имя в списке. Я кивнул. Святое ж дерьмо. Прикованная к инвалидной каталке, впавшая в деменцию миссис МакГиббонс, одна из обитательниц дома престарелых Медоу Ларк в этой компании. Всего лишь 13 уровень.
тогда как покидала она первый этаж с уровнем 1. Как, дьявол меня раздери, такое могло произойти? Я не общался с Брэндоном всего несколько дней. Это наше шоу, друзья. Завтра с нами будет инженер из Боранта. С ним мы обсудим все особенности, все закоулки этого нового увлекательного уровня. Я пока не знаю, каков он, но говорят, что нам предстоит увидеть нечто такое, что еще никогда не подвергалось испытанию. К тому же у нас будет пара особенных гостей из числа обходчиков. Их нет в первой десятке, но эти лихие новички быстро становятся новыми фаворитами. Подсказка. Они близнецы. Толпа взревела и пропала. Вот что, мои дорогие, мне нужно поговорить с вами, но у меня есть всего несколько минут. На этот раз Адетта не стала снимать маску. Через 5 минут у меня начнется интервью в другой программе. Мы будем в прямом эфире комментировать открытие этажа. Меня ждет перекрестный огонь за то, что не спрашиваю вас про попытку убийства. Борант считает, что это недозволенная тема. И Мордекай несколько раз мне об этом напомнил. «Значит, вы смотрите его целыми днями?» – спросила Пончик. «Да», – ответила Адетта, словно не видела в этом ничего из ряда вон выходящего. «Смотрю, сколько могу. Следующий этаж будет особенно опасным». Она перевела взгляд на меня. «Будьте осторожны с боевой рукавицей. Она обладает способностью призывать бога войны Грулла в том случае, если вы используете ее против кого-либо из его служителей. Они начнут появляться как раз на этом этаже. Нет сомнений, что король Раст истратил много средств на покупку покровительства божеств. Империя черепов обычно его не покупает, так что, возможно, речь идет о стремлении одолеть именно вас. Я не знаю, какого бога подмазал Раст, но если бы я делала ставки, как когда-то, то поставила бы на Грула. Бог может выступить против нас, если я не призову его случайно? Скорее всего, нет. По крайней мере, на этом этаже нет. Спросите Мордекая, как действует механизм божественной помощи. Она сделала паузу. К сожалению, у него большой опыт в этой сфере. В комнату вошла Лексис, ассистентка продюсера. «Катя, дорогая, пожалуйста, пройдите со мной. Я покажу вам, как вернуться. Пончик, вы можете помочь, если хотите». Конечно». Катя поднялась с места и вышла. Пончик осталась на месте, она смотрела то на меня, то на Адетту. Было очевидно, что Адетта желала поговорить со мной наедине. Я кивком показал кошке, что ей лучше уйти. Мне показалось, что она собиралась возразить, но потом решила проявить благоразумие. «Пока, Адетта», – сказала Пончик, и вместе с Монго последовала за Катей. «Я не знаю темы следующего этажа», – сказала Адетта, проводив всех взглядом. «Однако, судя по тому, что я слышу, чем импульсивнее будет обходчик, тем серьезнее будет и его преимущество. Так что не отпускайте принцессу, если это будет в ваших силах. А сейчас я попросила увести ее, потому что хотела предупредить вас». «Насчет Кати?» – не понял я. «Она кажется безвредной, и Мордекаю она искренне нравится». «Я не думаю, что она с чем-то связана сознательно. Я имею в виду Хеклу. Она не несет зло и не психопатка, как Люсия Мар, но она очень практична, и ловкости ей не занимать. У нее нет вашего чувства справедливости, это и делает ее опасной. Я смотрела некоторые ее эпизоды, она одержима планом заманить Пончика в свою команду. Хекла кажется мне потрясающей, но я не думаю, что мы хорошо споемся. Я могу руководить только одной сильной личностью, и в этой роли вижу как раз Пончика. Исходя из бесед с ее теперь уже бывшим игровым наставником, я заключаю, что она не хочет вашего дальнейшего участия в игре, считает вас неуравновешенным, но она, благодаря Кате, знает про Мордекая. А поскольку Мордекай имеет непосредственное отношение к Пончику, Хекла хочет заполучить в свою команду Пончика как средство доступа к постоянному наставнику. «Я не думаю, что Пончик когда-нибудь меня покинет», – сказал я, бросив взгляд на дверь. «Я тоже так не думаю. Пока вы живы, нет». Я почувствовал, как меня пробрал холодок. Но опять же, вряд ли Катя в этом участвует. И вы ей нравитесь, я это вижу. «Послушайте, Адетта, для чего вы мне все это говорите?» Она издала смешок. «Я рада, что вы следуете моему первому совету. Я солгала, когда сказала, что плачу запредельные суммы за участие в шоу вас обоих. Когда я покупала права на вас, это было на очень раннем этапе и стоили вы немного. За весь сезон я заплатила меньше, чем тот, кто сейчас платит за вас двоих. Если вы погибнете и Пончик присоединится к дочерям Брунгильды, мой контракт схлопнется. Вы и Пончик мои наиболее ценные гости. Честно говоря, я вообще думаю, что этот список липа. Вы должны стоять в нем под номерами 2 и 3. Посреди комнаты в воздухе возник список первой десятки.
Перечитав список, я спросил: «Адетта, что это за числа после каждого имени? 1 100 000, что это?» «Это просто гонорар», – ответила Адетта. «Сколько получит другой обходчик, если убьет каждого из вас? А теперь мне пора. Уходя, будьте осторожны. Мы с вами увидимся после крушения следующего этажа». Адетта растворилась в воздухе, и я остался в одиночестве, покачиваясь на волнах. «Мать твою», – сказал я пустой комнате. Конец. И снова пошло время. Увы, с этой книгой все. Но история еще не закончена. Книга 3, поваренная книга анархиста подземелий, уже написана и готова увидеть свет. Она выйдет в апреле 2021 года. В ней есть столкновение, интрига, старые друзья и новые друзья. На 100% меньше клоунов, к несчастью, но в ней на 100% больше военно-одержимых и военно-призванных. Хей и бей! Здесь я умоляю вас, умоляю, сделайте мне приятно и оставьте отзыв на Амазоне. Мы живем и умираем от наших обозрений. Тоби много ест, и он съест меня, если я не смогу прокормить его. Я повторю свое предложение не говорить Амазону или моей жене из предыдущей книги. Если вы оставите отзыв, я стану папой всех детей, каких вы только захотите иметь. На сегодняшний день я являюсь гордым отцом в проекте более чем 200 детей благодаря отзывам на книгу первую. И вы захотите присоединиться. Кто не хочет быть частью гигантской семьи? Пожалуйста, оставьте отзыв. Увидимся в апреле. И помните о пропасти. Об авторе. Мэтт Динеман, писатель и художник из Гиг-Харбора, штат Вашингтон. Когда он не присутствует на выставках котов, не дрессирует собак, не кормит черепах, не играет на бас-гитаре в панк-метал банде и не пишет книжки, из-за которых мальчики по имени Кайл угрожают перебить свою семью, потому что он называет гоблинов инцелами, Мэтт рисует поздравительные открытки и орнаменты на кошачьи темы. Посещая Треджет, Икеа или товары для дома, вы когда-нибудь думали, смотря на выставленные на продажу жутковатые объекты искусства, кто покупает такой хлам? Ответ. Не так много людей, как хотелось бы Мэтту Динеману. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги или его картинки.